Сура 1, открывающая. Аль-Фатиха. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. Всемилостив и милосерден Он один. Дня судного один Он властелин. Мы предаемся лишь Тебе, и лишь к Тебе о помощи взываем. Направь прямой стезею нас, стезею тех, кто милостью Твоею одарен, а не стезею тех, на ком Твой гнев, и не стезей заблудших. Сура 2. Корова. Аль-Бакара. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. Алеф, Лям, Мим. Книга эта, несомненно, наставление для тех, кто гнева Господа страшась, смирен и праведен в своих деяниях, кто верует в незримое, строг в совершении молитв и щедр в подаянии из благ, которыми его мы наделили, кто верует в Писание, что послано тебе, о Мухаммад, и в то, что до тебя ниспослано другим пророкам, кто верует в другую жизнь, и нет сомнений в нем об этом. Они на истинном пути от своего владыки, и лишь они восторжествуют. Но для неверных все равно, увещевал ты или их нет, в Аллаха не уверуют они. Бог наложил печать на их сердца и слух, и взоры их покрыл завесой. Суровой будет их расплата. Но есть среди людей такие, кто говорит: мы веруем в Аллаха и последний день, но в глубине души не веруют они. Они пытаются солгать Аллаху и тем, кто уверовал в Него, но лгут они самим себе и этого не понимают. Сердца их схвачены недугом, и недуг сей Аллах усилит. Мучительною будет их расплата за лживость их к самим себе. Когда им говорят: вы на земле нечестие не сейте, они ответствуют: напротив, мы лишь благое сеем здесь. Увы, они все те, кто нечисть сеет, но сами этого не понимают. Когда им говорят: уверуйте в Аллаха, как это сделали другие, они ответствуют: ужель мы станем веровать, как веруют невежды и глупцы? Но нет, поистине они-то и глупцы, хоть не желают этого понять. Когда они встречают тех, кто верует в Аллаха, мы веруем, им говорят они, но, находясь наедине с шайтанами своими, говорят: мы всей душою с вами, а там лишь насмехались мы. Но обратит Аллах насмешки против них и уклонит их в беззаконие такое, в котором им скитаться слепо. И это те, кто заблуждение ценою истины купил. Но как невыгоден сей торг! Они утратили на нем путь правый. Они подобны человеку, кто возжег огонь, когда же свет его все осветил вокруг, Аллах отнял им огонь и их оставил в полной темноте, лишив возможности им видеть. И вот теперь, глухи, немы, слепы, они не возвратятся к Богу.
Или вот еще одно сравнение. Как дождевая туча в небе, в ней мрак и гром, и молния сверкает, они перстами затыкают уши, страшася смерти от удара молнии. Аллах же не упустит ни единого из них. Их молния почти слепит, но всякий раз, когда она им светит, они идут вперед при ней. Когда же тьма спадет на них, они недвижно замирают. И будь на то веление Аллаха, Он отнял бы и слух, и зрение у них, ведь всемогущ Аллах над всем. О люди, поклоняйтесь вашему владыке, кто создал вас и тех, кто был до вас, чтоб праведность могли вы обрести. Кто постелил ковром вам землю, покровом небеса возвел, и из небес излил обильно воду, чтобы взрастить плоды для вашей пищи, а потому, когда вам истина уже известна, вы в равные ему других богов не измышляйте. А если вы в сомнении о том, что нашему слуге мы не спаслали, составьте хоть одну подобную главу и призовите всех, кого хотите, в свидетели себе, кроме Аллаха, коль вы в своих словах правдивы. Но если этого не сделаете вы, а это вам поистине не сделать, побойтесь огня, что для неверных уготован, для коего растопкой будут каменья и злосчастный люд. И возвести благую весть всем, кто уверовал в Аллаха и добрые дела творит. Их ждут сады реками омовенны. И всякий раз, когда им будут подавать плоды оттуда, они воскликнут: «Это то, чем нас кормили прежде», хоть это сходство будет только с виду. Для них там чистые супруги, и пребывать им там навечно. Бог не смущается дать в притчу, будь то ничтожнейший комар или благороднейший из его творений. Но те, кто верует, те знают, сие есть истина от их владыки. А те, кто отвергает веру, говорят, что хочет выразить Аллах сей притчей. Он ею многих вводит в заблуждение, а многих направляет праведным путем, сводя с пути лишь нечестивых. Кто нарушает договор, что был скреплен с Аллахом, разъединяет то, чему велел он быть единым, и сеет беды на земле, они все те, кто обманулся. Как вам не веровать в Аллаха? Вы изначально были жизни лишены, затем Он одарил вас ею. Со временем Он повелит вам умереть, чтобы потом опять вернуть вас к жизни, и вновь потом к Нему вы возвратитесь. Он тот, кто сотворил для ваших нужд все сущее на сей земле. Затем Он приступил к созданию небес, и в них построил 7 небесных сводов, Аллах поистине о всякой вещи знающий. И вот Господь твой ангелам сказал: «Я на земле себе наместника поставлю». Они ответили: «Ужель поставишь на земле того, кто там нечестие посеет и кровь прольет на ней? Мы ж воздаем тебе хвалы и славословим твою святость». Он им сказал: «Я знаю то, чего не ведаете вы». И обучил Адама Он названием всего, что суще. Потом Он перед ангелами все представил и сказал: «Теперь вы назовите мне все это, если правдивы вы в своих словах». И молвили они: «Хвала тебе, Владыка! Мы ведаем лишь то, чему Ты нас учил. Поистине Ты знающий, мудр».
Сказал он: «О Адам, ты сообщи им все названия вещей». И вот когда он сообщил им это, Господь сказал: «Ужель я вам не говорил, что мне известно сокровенное земли и неба? Я знаю то, что схоронили вы в сердцах, и все, о чем открыто говорите». И вот мы ангелам сказали: «Адаму низко поклонитесь». И те поклон ему отдали, кроме надменного Иблиса, кто, возгордившись, отказался и стал одним из нечестивых. Тогда сказали мы: «О Адам, с супругою своей живи в саду Эдема, и где б вы там ни находились, вкушайте изобильные плоды себе в усладу, но к дереву сему не приближайтесь, иначе в зло и беззаконие впадете». Но сатана увлек их в грех и вывел из блаженства, в котором находились они там. И мы сказали: «Не свергнитесь и вы, и ваши дети, и будьте во вражде друг к другу. Отныне на земле вам пребывать, что даст вам средства к проживанию до времени, назначенного мной». Потом от Господа Адам узнал и принял слова, несущие Господне откровение, и свою милость обратил к нему Господь, ведь обращающий он и милосерден. Сказали мы: «Не свергнитесь отсюда вместе, и если от меня придет к вам руководство над теми, кто последует ему, не будет страха, и их печаль не отягчит. Но тем, кто истину отвергнет, сочтя за ложь знамения наши, быть обитателями ада и там навечно оставаться». Сыны Израиля, вы вспомните ту милость, которой вас я одарил, и соблюдайте вашу сторону завета. Тогда и я буду блюсти мою, страшитесь лишь меня. И веруйте во все, что я послал сейчас, чтоб истинность того Писания, что с вами, утвердить. Не будьте первыми отвергшими его, и за ничтожнейшую плату знамениями моими не торгуйте, и лишь передо мной испытывайте страх. Не облекайте истину покровом лжи, и не старайтесь утаить ее, когда вы суть ее уже постигли. Молитву строго соблюдайте, творите очистительную подать, и головы склоните вместе с теми, которые склонились предо мной. Ужель вы праведность и добродетель предписываете лишь другим, а сами забываете об этом? Хотя Писание Господне чтите, ужель вам не понять того? Себе вы в помощь призовите терпение и стойкость и молитву. Сие есть тягота большая, но не для тех, кто кроток духом и смирен, и твердо верует, что встретит своего владыку и возвратится навсегда к нему. Сыны Израиля, вы вспомните ту милость, которой вас я одарил, и то, что я возвысил вас над прочим людом. И бойтесь дня, в который ни одна душа участь другой не облегчит ни на йоту. Заступничество за нее Господь не примет, и возмещение в оплату за грехи Он не возьмет, и ни одной из грешных душ оказана не будет помощь. И вспомните, когда мы вас избавили от фараона и его людей, которые мучительным страданием так долго подвергали вас, лишали жизни ваших сыновей, в живых лишь женщин оставляя. Сие было для вас великим испытанием от Бога. И вспомните, когда, спасая вас, мы море рассекли, и на глазах у вас мы потопили род фараона и его людей. И вспомните,
когда назначили мы Мусе срок из 40 ночей, вы же в отсутствие его тельца для почитания взяли, творя таким деянием тяжкий грех. Тогда же мы простили вас, и вы могли стать благодарны. И вспомните, когда мы дали Мусе развлечение и книгу, и вы могли пойти по праведной стезе. И вспомните, как Муса народу своему сказал: «О мой народ, вы, взяв себе тельца для почитания, зло причинили лишь себе, а потому теперь в раскаянии должном вы обратитесь к своему Творцу, и за сей грех убить друг друга сами вы должны. В глазах Создателя для вас так будет лучше». И обратился вновь он к вам с прощением, ведь обращающий наш Господь и милосерд. И вспомните, как вы сказали Мусе: «О Муса, тебе мы не поверим, пока открыто лик Господень не увидим. Но гром и молния вас поразили, ведь были сами вы свидетели сему. Потом мы после вашей смерти воскресили вас, и вы могли стать благодарны. Затем мы облаком вас осенили и низвели вам манну и перепелов, питайтесь пищею благою, которой вас мы наделили. Но, воспротивившись, не нам они вред причинили, своим лишь душам нанесли они урон». И вспомните, когда мы вам сказали: «Войдите в этот город, питайтесь всем, что там, себе в усладу, но во вратах его смиренно поклонитесь и скажите: прощения прошу у Бога, и мы простим вам ваши прегрешения и увеличим долю тем, кто делает добро». Но заменили нечестивые другим указанное нами слово, и низвели на них мы казнь с неба за то, что были вероломны. И вспомните, как Муса просил питья для своего народа, и мы сказали: «Ты о скалу ударь своею палкой», и выбились из сей скалы 12 чистых родников, и каждое колено знало место, где им пить. Ешьте и пейте из даров Господних, и на земле нечестие не сейте. И вспомните, когда сказали вы: «О Муса, мы более не можем выносить одну и ту же пищу. Ты Бога своего о нас взмоли, чтобы Он низвел нам овощи, что на земле произрастают, и огурцы, и лук, и чечевицу, и чеснок». Он им сказал: «Ужель вы лучшее хотите худшим заменить? Сойдите в город вы тогда, и там найдете все, что захотите». И их постигли нищета и унижение, и навлекли они гнев Божий на себя, и это все за то, что ложью нарекли знамения Господни, его пророков убивая без справедливого суда. И это все за то, что воспротивились и все дозволенные грани перешли. Поистине, те, кто уверовал в Коран, и те, кто следует иудаизму, и Назареи, и Сабеи, кто верует в Аллаха и последний день, и на земле творит добро, найдут у Господа награду. На них не ляжет страх, печаль не отягчит. И вспомните, когда скрепили с вами мы завет, и подняли над вами гору, и сказали: «Вы твердо следуете тому, чем мы вас одарили, и помните все то, что в них открыто вам, тогда вы станете благочестивы». Вы ж после этого отворотились, и если б не было на вас ни милости, ни благости Аллаха, вы бы оказались среди тех, кто потерпел урон тяжелый. Ведь вам известны те, которые нарушили субботу,
Мы им сказали: обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми. Мы это наказание сделали примером для тех народов и для их потомков, а также в назидании благочестивым. И вспомните, как Муса народу своему сказал: Аллах поистине приказывает вам корову заколоть. Они ответили: ты делаешь посмешище из нас. Но он сказал: да сохранит меня Аллах, не допустив в число лишившихся рассудка. Они сказали: ты Бога своего от нас взмоли, чтоб разъяснил он нам, какой ей быть корове. И он сказал: Бог говорит, чтобы не старая она была, не молодая, а средних лет. Теперь же делайте, что вам повелевают. Они сказали: ты Бога своего от нас взмоли, чтоб разъяснил он нам, какого ей быть цвета. И он сказал: она должна быть ярко-рыжей и без пятен, и радовать всяк взор, который на нее падет. Они сказали: ты Бога своего от нас взмоли, чтоб разъяснил он нам, какой ей быть корове. Поистине для наших глаз они все выглядят похожи, и лишь с Господнею угодой наш выбор будет верным. И он сказал: он говорит, что той корове не должно укращенной быть ни пахотой, ни орошением пашни, чтоб в полном здравии была и не несла отметин. Они ответили: теперь ты истину принес. И вот тогда корову закололи иудеи, но без особой доброй воли. И вспомните, когда вы погубили душу и меж собой вступили в спор, виня друг друга в этом злодеянии. Но что бы ни утаивали вы, всеведением Аллаха будет скрыто. И мы сказали: ударьте мертвого любою частью жертвенной коровы. Аллах так воскрешает в жизни мертвых и вам свои знамения являет, чтобы вы могли все это осознать. С тех пор ваши сердца суровы стали, тверды, как камень, или еще суровей, ведь из камней такие есть, из коих родниковые воды льются, а есть и те, что, рассекаясь обильною водою, брызжут. Но средь камней поистине такие есть, что рушатся смиренно пред Аллахом, и в небрежении Аллах не остается поступкам вашим и делам. Ужель вы тешите надежду, что вашим увещаниям они поверят, когда среди них уже такие были, кому Господне слово слышать довелось? Потом, уразумев его, они умышленно его значение исказили и сами ведали об этом. И вспомните, когда, встречая верующих, говорят они: «Мы веруем», но, находясь наедине друг с другом, говорят: «Ужель должны вы им сказать то, что Аллах открыл вам в книге, чтобы дать возможность им пред Богом затеять с вами спор об этом? Ужель вы лишены любого разумения? Ужель не ведают они, что Господу известно, и что в душе они умышленно таят, и то, что из корысти открывают? Среди них невежды есть, которые Писания не знают, а в нем свои желания лишь видят и строят только мнение о нем. Но горе тем, кто пишет книгу своими скверными руками, Господень смысл искажая, а после говорят: «От Господа сие», и за ничтожнейшую плату ведет сей книгой торг, и горе им за то, что пишут их презреннейшие руки, за выгоду, что за нее извлечь они хотят. И говорят они: огонь нас не коснется, быть может, лишь на считанные дни. Спроси:
Вы взяли с Господа обет, а Он своих обетов никогда не нарушает. Или на Аллаха вы возводите такое, о чем не ведаете сами? Поистине, кто выгоду нашел во зле и полностью облегся в грех, они все обитатели огня, и в нем останутся навечно. Но тем, кто верует и на земле творит благое, стать обитателями сада и там навечно пребывать. И вспомните, когда сынам Израиля поставили в завет мы не поклоняться никому, кроме Аллаха, благодеять к родителям и близким по крови, к сиротам и к таким, которые в нужде, по-доброму с людьми вести беседу, выстаивать молитву по часам и править очистительную подать. Тогда ж отворотились вы, кроме немногих, и вспять пошли от нашего завета. И вспомните, когда мы вам поставили в завет, чтоб вы не проливали крови ваших братьев, не изгоняли из своих жилищ друг друга, и вы скрепили сей завет, и сами этому свидетелями были. И вслед за этим вы же сами друг друга стали убивать, других же изгонять из собственных жилищ, враждой и притеснением потворствуя друг другу. И если же они, как пленные, к вам возвращались, за них давали выкуп вы, хотя нельзя вам было изгонять их по завету. Ужель вы верите в одни слова сей книги и отвергаете другие? Но как воздастся тем из вас, которые так скверно поступают? Их ждет бесчестие в ближайшей жизни, а в день воскресения на суд жестокая расплата. Ведь в небрежении Аллах не остается к поступкам вашим и делам. Они все те, кто покупает краткие земные страсти ценой блаженной вечности второго бытия. Им наказания не облегчат и помощи им не окажут. Мы дали Мусе книгу Откровений, и вслед за ним посланников мы слали. Мы дали Исе, сыну Мариам, знамения ясные и Дух Святой для укрепления его. Но всякий раз не вы ли, когда являлся к вам посланник, неся вам то, что ваши души не желали, преисполнялись гордыни, одних лжецами объявляя, насильственно мертвя других? И говорят они: печать легла на наше сердце, храня в нем то, что послано лишь нам. Но нет, за их нечестие легло на них проклятие Аллаха, как мало веруют они. Когда же от Аллаха к ним Писание пришло, чтоб истинность того, что с ними, утвердить, хоть прежде они к Аллаху и взывали о победе против тех, кто не уверовал в Него, так вот теперь, когда пришло к ним то, о чем предсказано им было, и о котором они знали, в него упорно не хотят они поверить, и не спадет проклятие Аллаха на неверных. Ничтожна плата за продажу своих душ и злобной зависти в обмен на то, чтобы не уверовать в послание Господне, которое по милости своей Он посылает тем из своих слуг, кого сочтет своей угодой. И гнев за гневом на себя они влекут, и унизительною будет кара для неверных. Когда им говорят: уверуйте же в то, что не спаслал Аллах, они ответствуют: мы веруем лишь в то, что нам послали, не признавая ничего, что послано затем, хотя сие есть истина, что подтверждает то Писание, что с ними. Скажи,
Что же в былые времена лишали жизни вы, посланников Господних, коль истинно вы праведными были? К вам Муса с ясными знамениями пришел. Вы все же сделали себе тельца для почитания, упорствуя в неверии своем. И вспомните, когда скрепили с вами мы завет и подняли над вами гору Ат-Тур и сказали: держитесь твердо вверенному вам и следуйте послушно этому закону. Они ответили: мы слышим, но мы не повинуемся ему. От своего неверия излили они в сердце порочную привязанность тельцу. Ты им скажи: ведь полны скверны все повеления вашей веры, коль эта вера в вас еще жива. Скажи: коль вам одним и никому другому назначена последняя обитель у Аллаха, то пожелайте для себя скорейшей смерти, если в своих словах правдивы вы. Но никогда они не пожелают смерти из страха пред расплатой за грехи, что уготовили им собственные руки. Аллах поистине прекрасно различает нечестивых. И ты поистине увидишь, что их жадность к жизни сильнее, чем у всех людей, и даже больше, чем у тех, кто прочит соучастников Аллаху. И всяк из них желает, чтоб в жизнь в 1000 годов ему была дана, но даже дар столь долгой жизни его от кары не избавит. Аллах ведь видит, что творят они. Скажи, о Мухаммад, для всякого, кто Джабраилу стал врагом, а он ведь сердцу твоему Писанию не звел соизволением Аллаха для подтверждения ниспосланного прежде, как руководство и благую весть для всех уверовавших в Бога, для всякого, кто стал врагом Аллаху, его посланником и ангелом его, врагом и Джибраилу, и Микалу, Аллах поистине врагом предстанет для всех, кто верой пренебрег. Мы ясные знамения тебе послали, и лишь порочные не верят им. И всякий раз, когда они скрепляют договор или на себя завет берут, среди них всегда есть те, кто тотчас же его бросает. Увы, ведь большинство из них не верует в Аллаха. Когда же к ним пришел посланник от Аллаха, чтоб истинность того Писания, что с ними, утвердить, часть тех, кому было даровано оно, отбросили за спину Божью книгу, как бы не ведая о ней. Прельстили их и повели их за собой шайтаны, измыслившие ложь о царстве Сулеймана, но нечестивым не был Сулейман. А нечестивыми шайтаны были, которые людей учили колдовству и тем вещам, что в Вавилоне были ниспосланы 2 ангелам, Харуту и Маруту, и оба никого не обучали, не сказав: «Мы искушение для вас, а потому остерегайтесь стать неверным». И научились те от них, как разлучить с женою мужа, но никому зла причинить они бы не могли, коль не было б на то Господнего согласия, и научились лишь тому, что им во вред пошло, а не на пользу, и знали то, что приобретшему сие в блаженстве рая никакой нет доли, но как ничтожна плата та, что за продажу своих душ они взымели. О, если бы они только знали! А если бы они уверовали в Бога и сохранили благочестие, какой бы щедрою для них была награда от Аллаха! О, если б они только знали! О вы, кто верует, посланнику не говорите «райна, упаси нас от всего», а говорите «инзурна, воззри на нас». Будьте послушными ему, ведь тяжкой будет кара для неверных. Неверные из многобожников и из людей Писания Святого
не желают, чтобы на вас сошла Господня благость, но милостью Своей Аллах одаривает тех, кого сочтет Своей угодой, ведь Он великой щедрости владыка. Мы не отменим ни единого аята, и вам не повелим забыть его, пока на смену лучший или схожий не дадим. Ужель не знаешь ты, что всемогущ Аллах над всем? Ужель не знаешь ты, что лишь Ему принадлежит господство над небесами и землей, и нет другого покровителя у вас, и нет защитника другого? Ужель вы станете просить у вашего пророка, о чем просили прежде люди Мусу? Ведь кто неверием заменит веру, собьется с праведной стези. Но из людей Писания есть много и таких, кому б хотелось вас, уже принявших веру, из зависти в неверие повергнуть вновь, хотя им истина уже предстала. Простите им, забудьте их уловки, пока Аллах наказ свой не предъявит, ведь всемогущ Аллах над всем. А потому молитву строго соблюдайте, творите очистительную подать, и все благое, что загодя для душ своих вы уготовите всей жизни, вы обретете в жизни у Аллаха, ведь видит Он, что делаете вы. И говорят они, в Господень рай войдет лишь иудей или христианин, но таковы лишь их несбыточные страсти. Скажи, коль вы в своих словах правдивы, представьте доказательства свои. О да, кто искренне к Аллаху лик свой обратил, кто делает добро на промысле Господнем, найдет у Господа достойную награду, на них не ляжет страх, печаль не отягчит. И иудеи говорят, у христиан основы нет, и христиане говорят, основы иудеи не имеют, хотя читают ту же книгу. Подобно этим же словам звучат и речи тех, которые пока не разумеют. В день воскресения поистине Аллах между ними разрешит все споры. И если нечестивее того, кто запрещает возносить имя Аллаха в местах для почитания Его, к тому же усердствуя разрушить эти храмы, им в страхе надлежит переступать порог их, для них бесчестье в ближней жизни, а в будущей жестокая расплата. Во власти Господа восток и запад, куда б ни повернулись вы, лик Господа везде, Аллах ведь всеобъемлющ и всезнающ. И говорят они, Аллах взял Сына на себя. Субханагу, греховная нелепость, да и только. Хвала Ему, всем в небесах и на земле лишь Он один владеет, и все послушно Его высшей воле. Тому, кто небеса и землю сотворил, когда задумано творение им, Он молвит «будь», и явится оно. Незнающие говорят, что же Господь не обратил к нам слово, и отчего не явит нам знамения с небес? Подобные слова глаголали и те, кто был до них, сердца их схожи. Мы же знамения толкуем тем, кто вере всей душой привержен. Мы добрым вестникам об истине Тебя, о Мухаммад, послали, чтоб Ты, увещевая, мог предостеречь, и Ты ответ нести не будешь за обитателей огня. Тобой не будут никогда довольны ни иудеи и ни христиане, пока Ты не последуешь их вере. Скажи, путь праведный поистине лишь тот, что нам Аллахом был указан. Но если ты пойдешь дорогой их страстей, уже постигнув истинное знание, не будет от Аллаха ни друга, ни помощника тебе. Те, для которых мы послали книгу,
читают ее чтением достойным. Они есть те, кто верует в нее. Но те, кто отвергает истину, что в ней, урон тяжелый понесут. Сыны Израиля, вы вспомните ту милость, которой вас я одарил, и то, что я возвысил вас над прочим людом. И бойтесь дня, в который ни одна душа участь другой не облегчит ни на йоту, заступничество за нее Господь не примет, и возмещение в оплату за грехи Он не возьмет, и ни одной из грешных душ оказана не будет помощь. И вспомните, как Ибрахим словесами Господней воли был испытан, и завершил он то, что было в них. Господь сказал: «Я сделаю тебя имамом для народов». Он вопросил: «И из моих потомков тоже?» Господь ответил: «Завет мой злочестивых не объемлет». И вспомните, назначили мы этот дом для собирания людей в едино, и безопасным местом для людей возьмите место Ибрахима для себя молельней. Поставили в завет мы Ибрахиму и его сыну Исмаилу очистить этот дом от скверны для совершающих обход, для предающихся благочестивым думам, для преклонившихся в молитве пред Аллахом, простертых ниц пред именем Его. И вспомните, как Ибрахим сказал: «Господь мой, сделай безопасным этот город, и надели его людей плодами, лишь тех из них, которые в Аллаха и последний день уверовали всей душой». Господь сказал: «А тем, кто не уверовал, я насладиться дам лишь на недолгий срок, потом я их повергну в огненную муку, и скверным будет это назначение». И вспомните, как Ибрахим и Исмаил воздвигли дому этому основу, и к Господу в молитве обратились: «О наш Господь, прими сие от нас, ведь Ты поистине все слышишь и все знаешь. Господь наш, сделай нас покорными Тебе и подчини потомков наших своей воле, и укажи обряды и места для поклонений, к нам милостиво лик свой обрати, ведь обращаешь Ты и милосерд. О наш Господь, яви Ты им посланника из них самих, кто им прочтет Твои аяты, Писанию и мудрости обучит, очистит души их от скверны, поистине всесилен Ты и мудрости исполнен». Кто верой Ибрахима может пренебречь, помимо тех, чьи души одолела скверна? Его мы в ближней жизни предпочли, а в будущей средь праведных удел ему назначен. И вспомните, когда сказал ему Господь: «Предайся моей воле». «Я Господу миров себя вверяю», был ответ. И Ибрахим своим сынам в завет поставил, что также сделал и Якуб: «О сыновья мои, Аллах вам выбрал веру, и не умрите вы никак иначе, как всей душой Ему предавшись, став мусульманами и телом, и душой. И вы свидетелями были, когда и Якубу смерть предстала. Тогда он сыновьям сказал: «Что будете вы чтить, когда умру я?» Они ответили: «Мы Богу твоему, Богу отцов твоих, Ханифа, Ибрахима, Исмаила и Исхака, единому владыке будем поклоняться и предадимся лишь Ему». То был народ в небытие ушедший, который возымеет то, что приобрел, а вы получите, что должно вам, и с вас не спросят за грехи, которые они чинили. И говорят они: «Вы будьте иудеи или христиане, тогда пойдете праведной стезей». Скажи им: «Нет,
Последуем мы вере Ибрахима, верного халифа, кто Господу других богов не призывал. Скажите вы: мы веруем в Аллаха и в откровение, ниспосланное нам, и Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку и Якубу, и всем 12 израильским коленам, и в то, что Мусе Бог послал, и в то, что даровал он Исе, и что другим пророкам снизошло, между ними мы не делаем различий, и лишь Ему мы всей душой предались. Но если, как и вы, они уверуют в Аллаха, они поистине пойдут прямой стезею. А коль они отворотятся, они войдут в раскол единой веры. Аллах убережет тебя от них, ведь Он всеслышащ и всезнающий. Таков сибхат Аллаха. А есть ли что-нибудь дороже этого сибхата? И лишь Ему мы предаемся. Скажи, ужель затеете вы с нами споры об Аллахе, коль Он и наш Господь, и ваш? Нам за свои дела ответ держать, а вам нести ответ за ваши. И в поклонении Ему мы искренность блюдем. Или вы скажете, что Ибрахим и Исмаил, Исхак, Якуб или сынов Израиля колена держались веры Моисея или Христа? Скажи, кто знает больше, вы или Аллах? И если нечестивее таких, кто у себя сокрыл свидетельство Господне, ведь небрежение Господь не остается к поступкам вашим и делам. То был народ в небытие ушедший, кой возымеет то, что приобрел, а вы получите, что должно вам, и с вас не спросят за грехи, которые они чинили. И скажут неразумные среди людей, что отвратило их от киблы, которой были они верны поначалу. Скажи: во власти Господа восток и запад, и Он ведет по праведной стезе того, кого сочтет себе угодным. Мы этим сделали из вас умеренный народ, чтоб вы деянием людей свидетелями были, и чтоб посланник ваших дел свидетелем предстал. И киблу ту, которой ты держался прежде, мы сделали лишь для того, чтобы различить таких, кто следует посланнику Аллаха, и тех, кто безрассудно отвернулся. Это поистине великой тяготою стало, но не для тех, кого Аллах направил, и вашу веру никогда не сделает Он тщетой, ведь к людям благ Аллах и милосерд. Мы видели, как обращал свое лицо ты к небу. Теперь же мы повелеваем, чтоб обращался ты к той кибле, что будет любо сердцу твоему. Так поверни свое лицо к запретной для греха мечети. И где б вы ни были, отныне вы лица обращайте к ней, и люди книги знают хорошо, сие есть истина от Бога, ведь небрежение Господь не остается к поступкам вашим и делам. И если людям книги ты представишь все ясные знамения Аллаха, они не обратятся к твоей кибле, и ты к их кибле лик не повернешь, и меж собою они не следуют одной и той же кибле. Но если ты пойдешь дорога их страстей, уже постигнув истинное знание, тебе средь нечестивых быть. И знают его люди книги, как своих собственных сынов, но есть среди них поистине и те, кто эту правду утаить желает, хотя и ведает о ней. Но истина от Господа исходит, а потому не будь среди тех, в ком есть сомнение об этом. В сей жизни всякая душа имеет собственную супротиву,
что ей назначено Аллахом, а потому в делах благочестивых старайтесь обогнать друг друга. И где б вы ни были, Аллах соединит вас всех. Ответ держать пред Ним, ведь всемогущ Аллах над всем. Откуда бы ты ни был родом, ты повернись лицом к запретной для греха мечети. Сие есть истина от Бога твоего, ведь в небрежении Господь не остается к твоим поступкам и делам. Откуда б ни был родом ты повернись лицом к запретной для греха мечети. И где б вы ни были, вы повернитесь к ней лицом, чтоб у людей не вызвать нареканий, помимо тех, кто нечестив, но их не бойтесь, а страшитесь лишь меня, чтоб мог я завершить свою вам милость, а вы могли пойти указанным путем, подобно той, как мы из вас самих посланника назначили для вас. Кто вам знамения мои читает и очищает вас, Писанию и мудрости вас учит и обучает вас тому, что было вам доселе неизвестно. Так помните меня в своем повиновении, а я своим прощением буду помнить вас, и будьте благодарны мне признанием своим, и никогда неблагодарными не будьте, отвергая мою веру. О вы, кто верует, себе вы в помощь призовите терпение и стойкость и молитву. Аллах поистине благоволит к тому, кто терпелив и стоек духом. И об убитых на пути Господнем не говорите, что они мертвы. Нет, они живы, но этого постичь вам не дано. Поистине мы испытаем вас и долей страха, и голодом, убытками в добре, потерей жизни тех, кто дорог, потерями плодов труда. Ты сообщи благую весть всем тем, кто стойко терпит беды. Всем, кто в минуты горя говорит: поистине мы все во власти Бога, и лишь к Нему мы возвратимся. Они все те, на коих снизойдет благословение и милость Бога, и их направит Он по праведной стезе. Поистине Сафа и Маруа – одни из Божьих знаков, а потому греха в том нет, коль те, кто совершает к дому хадж или совершает умру, вокруг холмов сих сделают обход, и если кто к свершению добра испытывает тягу, поистине Господь признателен и знающий. Те, кто утаивает посланные нами знамения ясные и руководство к правоте, когда мы людям все уж изъяснили в книге, на них падет проклятие от Господа и тех, кому дано проклятие изрекать. Помимо тех, кому раскаяние пришло, и за содеянное зло он возместил добром и возгласил открыто истину Господню. К тому я обращусь, ведь обращаюсь я и милосерд. На тех же, кто в неверии живет и умирает, будучи неверным, лежит проклятие Господа и ангелов Его, и праведного люда всего мира. Над ними оно будет вечно, им наказание не облегчит, и им не ждать отсрочки Божьей кары. Ваш Бог един, и нет другого божества помимо Бога, всемилостив и милосерден Он. Поистине, в создании небес и тверди, и в смене мрака ночи светом дня, и в кораблях, пересекающих моря по нуждам человека, в дожде, что льет Аллах с небес, и им живит поникшую от смерти землю, во всякой живности, что Он рассеял по земле, в движении и смене ветров, что облака меж небом и землей, как слуг своих перегоняют,
Поистине, здесь кроются знамения для тех, кто разумеет. Но среди людей такие есть, которые берут себе для почитания других с Аллахом наравне и любят их, как должно им любить Аллаха. И все ж безмерно выше этой любовь у праведных к Аллаху. И если бы неверные прозрели, они поистине увидели бы кару и осознали бы, что лишь Аллах поистине могущ над всем, что суще, и в наказании суров. Тогда все те, кто за собой вел других, от тех, кто следовал за ними, отделятся, и им предстанет наказание Господне, и оборвутся между ними связи. И скажут те, кто следовал за ними: «О, если б нам возможен был возврат, мы бы отошли от них тогда, как отошли они от нас теперь». Так им Аллах представит их деяния, что стали им не в радость, а в погибель, и из огня им выхода уж нет. О люди! Вы из того, что на земле, берите в пищу лишь благое и разрешенное Аллахом. Не следуйте стопами сатаны, ведь он ваш враг заклятый. Он зло и мерзость вам повелевает, и чтобы вы против Аллаха возводили то, о чем не ведаете сами. Когда им говорят: «Вы следуете тому, что вам открыл Аллах», они ответствуют: «О нет, пойдем мы по наследию отцов». Неужто и тогда, когда отцы их были лишены и разумения, и руководства от Аллаха? Те, кто не верует, подобны пастуху, который голосит призывно к стаду, что не способно различать слова, а слышит только зов и крики. Глухи, немы и слепы, они любого разумения лишены. О вы, кто верует, берите в пищу ту благую снеть, которой вас мы наделили. Будьте Аллаху благодарны, коль вы поистине Ему предались. Он запретил вам в пищу только мертвечину, кровь и свинину, и всякую живую тварь, что с именем других, а не Аллаха, была заколота для пищи. Но кто принужден будет к этой пище без нечестивости и своевольного непослушания, на том греха не будет. Аллах ведь всепрощающий, милосердный. А кто утаивает от людей из книги за мизерную цену приходящих благ то, что Аллах им не спаслал, лишь огонь будут пожирать. В день воскресения Господь их не очистит и слова к ним не обратит, суровой будет их расплата. Они ведь те, которые купили заблуждение ценою праведной стези, о наказании ценой Господнего прощения. О, как же они дерзки и терпимы к этому огню! Такой их участь будет от того, что книгу истины Аллах им не спаслал, они ж о ней разноголосят. Но те, которые о книге затевают спор, поистине находятся в расколе, что от единой веры так далек. Не в том лежит благочестивость, чтоб на восток или запад лик свой обратить, а благочестие в том, чтобы уверовать в Аллаха и в последний день, и в ангелов Его, в Писании святое и в пророков, любя свое добро, все же делиться им, и с тем, кто близок по крови, и с сиротой, и с нищим, и спутником, и с теми, кто взывает, и дать рабам на откуп, и по часам молитвы совершать, платить закат, скрепленный договор исполнить, и стойким быть, и терпеливым в несчастье и в страдании своем, во все минуты страха и смятения. Таков лик праведных, предавшихся Аллаху. О вы, кто верует, предписано вам право за смерть убитых близких отплатить.
За жизнь свободного свободный, и раб за жизнь раба, и за жену жена. Но тот, кому собратом будет прощено, благодеянием разумным должен возместить. Сие для вас Господне облегчение и милость. Того ж, кто после этого дозволенный предел приступит, мучительная кара ждет. В законе этом кроется сохранность вашей жизни. О вы, кто обладает разумением, чтоб благочестие могли вы обрести. И вам предписано, когда пред кем-нибудь из вас предстанет смерть, а вы владеете добром, составить завещание родителям и близким по соответствию разумной доли, и это надлежит блюсти всем тем, кто гнева Божьего страшится. Но если кто, прослушав завещание сие, потом его изменит, он грех возьмет на свою душу. Аллах все слышит, знает обо всем. Кто ж опасается от завещателя пристрастия или греха и их со всею справедливостью поправит, тот остается неповинным. Аллах ведь всепрощающий, милосерд. О вы, кто верует, предписан пост вам, как он предписан был для тех, кто был до вас, чтоб благочестие могли вы обрести. На дни, определенные числом, но тот, кто болен или находится в пути, предписанные дни поста, поститься должен в дни другие. Для тех, кто может пост держать с трудом, назначен откуп, накормить голодных. Но кто по своей доброй воле прибавит к этому другое благо, так будет лучше для него. А если все-таки при тяготах земных вы пост намеренно блюдете, вам лучше Господом воздастся. О, если бы вы только знали! И месяц Рамадан есть тот, в который Господом Коран ниспослан в руководство людям, а также с ясным наставлением и развлечением добра и зла. И кто из вас застанет его дома, поститься должен в продолжении его. А тот, кто болен или находится в пути, предписанные дни поста поститься должен в дни другие. Аллах вам создает возможность облегчения. Он не желает отягчать вам жизнь, чтоб завершили вы число, назначенное им, и славили Его за то, что Он стезею праведною вас направил, чтоб вы могли быть благодарны. Когда же вопрошают обо мне тебя служители мои, я рядом нахожусь и внемлю каждому призыву. Когда ко мне в молитве он взывает, пусть и они призыву моему послушны будут, и пусть уверуют в меня, чтоб праведным путем могли идти. Вам в ночь поста разрешено к супругам приближаться. Они одежда вам, а вы одежда им. И ведает Аллах, что меж собой вы были не всегда благочестивы, но обратился к вам Он и простил, а потому вы с ними сообщайтесь, вкушая то, что вам Аллах назначил, и есть и пить, да то ли можно вам, пока седая нить зари не отойдет от черной нити ночи. От сей минуты до захода солнца должны вы пост держать и к ним не прикасаться. Когда вы пребываете в мечетях, творя обряды благочестия, вот таковы пределы, установленные Богом. Не приближайтесь к ним под страхом приступить. Так вам Господь свои знамения разъясняет, чтобы смирение и праведность могли вы обрести. Свое добро на тщету меж собой не расточайте, и не используйте его на подкуп судей, чтоб долей имущества других преступно завладеть, заведомо в душе об этом зная.
Тебе о новолуниях они вопросы задают. Скажи, они определяют людям сроки ведения их дел и сроки хаджа. Не в том лежит благочестивость, чтоб в дом входили вы с обратной стороны, а благочестие в том, чтобы страшиться гнева Бога. Входите же в дома, как надлежит вам, Господнего страшитесь гнева, чтоб в благости могли вы пребывать. Сражайся за Господне дело лишь с тем, кто борется с тобой. Дозволенного грань не приступай. Аллах не любит тех, кто приступает пределы, установленные им. Громи врагов в том месте, где настигнешь их, и изгони с земли, откуда ты был изгнан. Ведь гнет и смута хуже смерти. Но с ними не воюй у стен святой мечети, пока они не трогают тебя. А если все ж они начнут сражение в этом месте, убей их. Таким должно быть воздаяние неверным. Но если прекратят они, Аллах ведь всепрощающий, милостив безмерно. Борьбу ведите с ними до того мгновения, пока не будет больше угнетения и смут, и воцарит религия Аллаха. Когда же враг ваш прекратит борьбу, оружие сложите и гоните тех, кто продолжает сеять смуту. Запретный месяц за запретный, а также все места святые обряды под право отплатить. И кто запреты против вас приступит, вы приступайте их против него, как приступил он против вас. Страшитесь гнева Господа и знайте, Аллах лишь с теми, кто способен удержать себя в пределах, что Он вам назначил. И на Господнем промысле из своего добра расход несите. Следите, чтоб деяния ваших рук к погибели вас не влекли. Добро творите, ведь Аллах благотворит к тому, кто делает добро. Вы завершите хадж или умру во славу и служение Аллаху. Но если вы затруднены, вы жертвенный пошлите дар, что будет вам по силам. И голову не брейте, пока сей дар назначенного места не достигнет. Но если болен кто из вас, или недуг в голове имеет, тому назначен пост, или милостыня, или жертва. Когда же вновь наступит мир для вас, то тот из вас, кто пожелает соединить аль-умру с совершением хаджа, пусть в жертву даст посильное ему. Но кто и это не осилит, тому во время хаджа пост держать 3 дня и 7 по возвращении домой, тем самым полных 10 дней, но лишь для тех, чьи семьи не живут в окрестности святой мечети. Страшитесь гнева Господа и знайте, суров Он в наказании своем. Хадж совершайте в месяцы, известные для вас. Тот, кто себе в обязанность вменил хадж совершить во время них, от женщин должен воздержаться, от нарушения благочестивых норм и от раздоров на все указанное время. И все хорошее, что вы по доброй воле совершите, известно Господу. Берите в путь с собой припасы, а благочестие лучшее из них. И гнева моего страшитесь, о вы, в ком разумение живет. На вас не ляжет грех, коль вы во время хаджа и спросите щедрот у вашего владыки, когда толпою вы сойдете с Арафата. Воздайте Господу хвалу на заповедном месте и славьте Его имя за то, что вас, в неведении блуждавших до того, Он праведной стезей направил. Потом от места этого, откуда сходят быстрою толпою люди, сойдите вместе с ними и возмолите о прощении Аллаха. Аллах ведь всепрощающий, милостив безмерно. И, завершив благочестивые обряды, славьте Аллаха так же, как вы прежде славили отцов, но с еще большим рвением и силой.
Среди людей такие есть, кто говорит: «Владыка наш, даруй нам свою щедрость в этом мире», но ни единой доли благодати им в жизни будущей не обрести. А есть и те, кто говорит: «Владыка наш, даруй добро нам в этой жизни, и в будущей даруй нам благодать, от мук огня нас защити». Таким назначен тот удел, что загодя они себе уготовали. Аллах в своем расчете скор. Воздайте Господу хвалу во дни, определенные числом. Кто ж поспешит в 2 дня отбыть, на том греха не будет. И кто задержится подольше, себе на душу тоже не положит грех, коль в этом благочестие он видит. А потому страшитесь разгневить Аллаха, и знайте, вам предстоит собраться у Него. Среди людей такие есть, чья речь о жизни в этом мире тебя восторгом ослепляет. Зовет Аллаха он свидетелей тому, чем переполнены его душа и сердце, и все ж он самый несговорчивый из недругов твоих. Едва тебя покинув, спешит он по земле нечестие рассеять, и погубить и пахоту, и всходы. Аллах нечестия не любит. Когда же говорят ему: «Побойся Бога», его ведет гордыня к большему греху, его уделом станет ад, прескверное пристанище усопших. Но есть среди людей такие, кто отдает всего себя угоде Бога. Благоволит Господь к служителям своим. О вы, кто верует, в ислам смиренно всей душой войдите, не следуйте стопами сатаны, ведь он вам явный враг. Но если повернете вспять, когда вам ясные знамения уже предстали, то знайте, всемогущ Аллах и мудр. Неужто они будут ждать, пока к ним не сойдет Аллах под сенью облаков и ангелы Его, и тем вопрос решится? Но лишь к Аллаху одному о решении всех дел восходит. Сынов Израиля спроси, как много им знамений ясных мы милостью своей послали. А кто изменит милости Аллаха, когда она к нему уже пришла? Аллах суровым будет в своей каре. Жизнь в этом мире для неверных полна прелестных искушений, и предают они насмешкам верных, но встанут верные над ними в день воскресения на суд, и тех, кого Аллах своим желанием сочтет, одарит Он безмерной благодатью. Ведь некогда одной общиной жили люди, и посылал Аллах пророков к ним с благою вестью и с предупреждением о дне Господнего суда. Он с ними книгу истины послал, чтобы рассудили люди меж собой все то, в чем разошлись их страсти. Когда же им знамения ясные предстали, то в разногласии остались только те, кто был исполнен зависти и злобы. Аллах же милостью своей направил праведных к той истине заветной, что вызывало прежде разногласия среди них, ведь праведным путем Аллах ведет того, кого сочтет своим желанием. Или думаете вы, что в рай войдете, не испытав того, чему подверглись те, кто был до вас? Они прошли страдания и беды, и так был потрясен их дух, что и пророк, и те, которые уверовали с ним, взмолили: когда ж Господня помощь снизойдет, поистине всегда близка Господня помощь. И задают они тебе вопрос: какой расход им надлежит на милостыню издержать? Ответь, что вы даете, добрым быть должно. Оно идет родителям и близким, и сиротам, тем, кто в нужде, и тем, кто держит путь. И чтобы доброе не совершили вы, Господь всегда тому свидетель. Вам воевать предписано на промысле Господнем, и это крайне ненавистно вам.
Быть может, то, что ненавистно вам, со временем вам обратится благом. И, может быть, вам любо то, что злом со временем вам станет, вам никогда не знать того, о чем поистине известно лишь Аллаху. Они тебя о месяце запретном вопрошают, касательно возможности ведения войны. Скажи, вести войну в сей месяц – грех великий, но еще больше грех в глазах Аллаха ставить преграды на его пути, отречься от него и доступ не давать к запретной для греха мечети и изгонять живущих там людей. Поистине страшнее убиения гнет и смута. Они не перестанут с вами воевать, пока от вашей веры вас не отвратят, коль будут в состоянии это сделать. Но если кто из вас от веры отречется и примет смерть неверным Богу, деяния их станут тщетой, и в ближней жизни, и в далекой они все станут обитателями ада, и в нем останутся навечно. Те ж, кто уверовал, и те, кто испытал изгнание, боролся и родил на промысле Аллаха, тех есть надежда на Господню милость. Аллах ведь всепрощающий, милосерд. Они тебя о винах и азартных играх вопрошают. Скажи, в них грех большой, но есть для вас и польза, хоть больше в них греха, чем пользы. И задают они вопрос, как много надлежит им издержать на милость. Скажи, все, что выходит за пределы ваших нужд, так вам Аллах свои знамения толкует, чтоб поразмыслить вы могли. О жизни ближней и далекой, и о сиротах задают тебе вопрос. Скажи, для них благое совершать есть лучшее, что можно сделать. И если примете вы их в свои заботы, они вам станут братья. Аллах ведь различит творящего добро от совершающего злое. И если бы Аллах желал того, Он возложил бы тяготы на вас земные. Он истинно всесилен, мудр. Вы многобожниц в жены не берите, доколе не уверуют они. Рабыня, что уверовала в Бога, вам лучше многобожницы жены, хотя вторая вас прельщает больше. За многобожцев дочерей своих не выдавайте, доколе не уверуют они. Ведь раб, уверовавший в Бога, в мужьях ей лучше многобожца, хотя второй прельщает больше вас. Вас, многобожцы, в ад зовут, Господь же к саду рая и к прощению, свои знамения людям разъясняя, чтоб помнили Его и воздавали славу. Они тебя о регулах у женщин вопрошают. Скажи, сие есть течь и недуг, а потому вам надлежит держаться в стороне на это время и к ним не прикасаться, пока они не будут чисты. Когда ж они пройдут, обмыв, вы продолжайте с нею здравую супружескую связь, как вам Аллах назначил. Аллах ведь любит тех, кто обращается к Нему, и тех, кто в чистоте себя содержит. Для вас, супруги ваши, нива, и вы на свою ниву приходите, когда желание у вас есть, но перед этим вы для душ своих какую-либо благость уготовьте. Страшитесь гнева Господа и знайте, что все вы встретите Его. Ты ж, Мухаммад, обрадуй праведных сей вестью. Аллаха имя не берите для ваших клятв о благочестии своем, о страхе пред Господним гневом, о водворении согласия и мира между людьми, коль не сумели проявить вы это. Аллах ведь слышит все и знает обо всем. Господь не спросит с вас за пустословие клятв. Он спросит с вас за то лишь, что схоронилось в вашем сердце, ведь всепрощающий и воздержан Он.
Для тех, кто клятву даст с женой не сообщаться боли, назначено 4 месяца под крышей дома выждать, и коль за этот срок муж обратится вновь к жене, Аллах поистине всемилостив и всепрощающий. Но если их желание развода неизменно, Аллах ведь слышит все и знает обо всем. И жены, получившие развод, пусть выждут время 3 регулов, и им запрещено сокрыть, что им Аллах создал в их чреве, коль веруют они в Аллаха и последний день. Для их мужей достойнее всего при этом их принять обратно, коль они склонны к примирению. И здесь для женщин справедливы те права, что и права над ними у мужчин, но у мужей сих прав на степень больше. Аллах всесилен, мудр безмерно. Развод возможен в 2 ступени, после чего вы продолжаете вместе жить благопристойно или отпустите от себя с благодеянием. Вам не дозволено брать из того, чем вы ее во время брака одарили, разве что оба вы таите опасения, что не сумеете блюсти пределы, которые для вас Аллах установил. И если вы, кто призван рассудить их, боитесь тоже, что они не соблюдут пределов, установленных Аллахом, не будет в том греха, если жена даст выкуп за свою свободу. Вот таковы пределы, которые Аллах установил, а если кто приступит эти грани, пребудет пред Аллахом нечестивым. И если муж с женою окончательно развелся, то в жены не дозволена она ему опять, пока не выйдет замуж за другого, и тот не даст развода ей. И здесь на них греха не будет, коль они вновь друг к другу возвратятся и чувствуют, что смогут соблюдать пределы, что Аллах установил. Вот таковы его пределы, которые он разъясняет тем, кто обладает разумением. И при разводе с женами своими, когда назначенный им срок истек, верните их с достоинством обратно, или с достоинством их отпустите, но против воли не удерживайте их, чиня им зло и непристойность. А кто поступит так, зло причинит своей душе. Знамений Господа не обращайте в шутку. С признанием помните Господню милость к вам и то, что ниспослал Он книгу вам и мудрость, чтобы наставить вас на верный путь, а потому страшитесь Господа и знайте, Он всеведущ. И при разводе с женами своими, когда назначенный им срок истек, вы не препятствуете их браку с бывшими мужьями, коль меж собой они достойно согласятся. И это наставление для тех, кто верует в Аллаха и последний день. Для вас сие благочестивее и чище. Аллах ведь знает то, чего не ведаете вы. Кормящей матери выкармливать ребенка надлежит 2 полных года, если отец желает норму завершить. Ему же надлежит нести расход на добростойное питание ее и вещи, и ни одна душа не понесет тот груз, что больше, чем она поднимет. Так пусть же материнская душа за детище свое обид не терпит, а равно и отец ребенка, а равно и наследник их. И если оба пожелают согласия между ними и совета ребенка от груди отнять, на них греха не будет, как равно и на вас не ляжет грех, коль вы ребенка своего поручите вскормить другой, благопристойно уплатив по договору. Страшитесь гнева Господа и знайте, Он видит все, что делаете вы. И если кто из вас уйдет из жизни, оставив овдовевших жен, им надлежит срок выжидать по вас 4 месяца и 10 дней. Когда же истечет назначенный им срок, на вас греха не будет от той разумности, с какой они сочтут собой распорядиться. Аллаху истинно известно все, что делаете вы.
На вас греха не будет в том, коль к этим женщинам намеком тайным вы обратитесь с предложением о браке, или сокроете в своей душе намерение это, ведь ведает Господь о том, что вы о них в заветной памяти храните. Но тайных обещаний не давайте им, и речь пристойную ведите. На узы брака с ними не решайтесь, пока не истечет назначенный им срок. И знайте, ведает Господь все, что сокрыто в ваших душах. Остерегайтесь гнева Бога, и знайте, всепрощающий и воздержан Он. На вас греха не будет в том, коль вы развод даете женам, которым вы еще не прикасались, или не скрепили договора о предбрачном даре. Вы одарите их согласно своему достатку, богатый сообразно своему, а бедный своему, дав им дары в благопристойной мере, как подобает всем благотворящим. Но если вы развод даете женам, которым вы еще не прикасались, а ваш предбрачный дар уже исчислен, им половина этой доли надлежит, коль они сами в вашу пользу не простят, или не простит в их пользу тот, в руках которого завязан узел брака. Но уступить жене вторую половину доли благочестивее всего для мужа. Великодушие и благость между собой забвению не предавайте. Аллах ведь видит все, что делаете вы. Свои молитвы строго соблюдайте. Особо чтите среднюю молитву. Благоговейно стойте пред Аллахом в своем молитвенном призыве. Но если вас преследует опасность, молитесь пешими или не сходя с коня. Когда ж опасность вас минует, вы призовите Господа хвалой, как Он вас научил, и когда то ли вы не знали. И те из вас, которые уйдут из жизни, оставив овдовевших жен, должны им завещать на содержание надел и проживание под крышей дома сроком на год. Но коль они покинут стены дома, на вас греха не будет от той разумности, с какой они сочтут с собой распорядиться, ведь всемогущий Аллах и мудр. Для разведенных жен на содержание надел благопристойный, Господь вменил сие благочестивым. Так вам Аллах свои знамения толкует, чтоб вы могли уразуметь. Неужто ты не видел тех, которые, остерегаясь смерти, покинули свои жилища, а было их немало тысяч? Господь сказал: умрите им, потом же возвратил их к жизни. Ведь полон щедрости Господь к земному люду, но большинство из них Ему неблагодарны. А потому боритесь на пути Господнем, и знайте, что Аллах все слышит и ведущ обо всем. Так кто же тот, кто даст Аллаху щедрый займ, что будет им великим множеством возвышен? Аллах лишь повергает вас в нужду или осыпает изобилием, к Нему лежит и ваше возвращение. Неужто ты не видел родовую знать сынов Израиля, что были после Мусы? Посланнику, кто был среди них, они сказали: дай нам царя, чтобы мы могли сражаться на пути Аллаха. И он сказал: не может ли случиться так, когда назначат вам сражение, не станете сражаться вы? Они ответили: что ж на пути Аллаха нам не воевать, коли из домов мы изгнаны и с нашими детьми разлучены? Когда же назначено сражение им было, отворотились они, за исключением немногих. Аллах поистине прекрасно различает нечестивых. И их пророк сказал им: Аллах послал Талута царствовать над вами. Они ответили: как может он над нами править, когда достойнее мы сами этой власти? К тому же не одарен он ни богатством, ни умом. Но он сказал: избрал Господь его над вами и щедро одарил и мудростью, и удалью мужскою.
Поистине, Аллах дарует царство тому, кого сочтет себе угодным, своей милостью объемлет всех Он и ведает над всем и вся. И их пророк сказал им: знамением его предназначения к вам явится ковчег завета, в котором вам от Господа сакина, и что осталось от потомков Мусы и Харуна, и ангелы его вам принесут, и в этом кроется знамение для вас, коль вы поистине уверовали в Бога. Когда Талут с войсками выступил в поход, сказал он: Господь пошлет на испытание вам реку, и кто напьется из нее, среди воинов моих не будет, а несколько глотков с ладони будет прощено. Но все испили из нее, кроме немногих. Когда же все они через реку перешли, и он, и те, которые уверовали с ним, сказали те: теперь у нас нет мочи Джалута с его войском одолеть. Но те, которые уверовали, зная, им предстоит Аллаха лицезреть, сказали: как часто небольшая сила Господней воли побеждала многочисленных врагов. Поистине благоволит Господь к тому, кто терпелив и стоек духом. И вот когда они предстали перед Джалутом и его войсками, они взмолили: «О наш Господь, влей стойкость в нас и укрепи наши стопы, и помоги против неверных». И с изволения Аллаха они неверных в бегство обратили. И умертвил Дауд Джалута, и одарил его Аллах и мудростью, и властью, и научил его всему, что он желал. И если б не удерживал Аллах одних людских племений над другими, бедой бы преисполнилась земля. Но полон щедрости Аллах к мирам своим. Вот таковы знамения Господни, и мы их в истине тебе читаем, ведь ты поистине в одном ряду посланников моих. И всех посланников мы наделили разными дарами, возвысив миссию одних перед другими. Среди них был тот, с кем речь держал Аллах, других он на пророчество возвысил степенями, и Исе, сыну Марьям, мы даровали ясные знамения и Дух Святой для укрепления пророчества его. И будь на то желание Аллаха, пришедшие за ними вслед не воевали б меж собой, они же разошлись между собой, и были среди них те, кто уверовал, и те, которые не обратились. И будь на то желание Господне, они б не воевали меж собой, но свою волю на земле вершит Всевышний. О вы, кто верует, расходуйте из благ, что мы вам даровали, пока не наступил тот день, когда не будут приняты в защиту и ни оплата торгом за грехи, ни дружба, ни заступничество верных, неверные поистине дурные люди. Аллах, нет божества, кроме Него, живущего и самосущего извечно. Не склоняет Его ни сон, ни дремота. Всем в небесах и на земле владеет Он один. Кто может перед Ним вступиться без изволения Его на то? Он знает все, что предварило их приход, и что последует за их уходом. А им из знания Его назначено постичь лишь малость ту, что Он дозволит. Престол Его державия простерся над небесами и землей, сохранность их Ему не в тягость. В своем могуществе поистине велик Он и в высшей степени возвышен. Не разрешила в религии Он принуждения, разнится ясно истина от заблуждения. Кто зло отверг и верует в Аллаха, обрел себе надежную опору, для коей сокрушения нет. Аллах поистине все слышит и всеведущ.
Аллах – друг и хранитель тех, кто верует в Него. Из тьмы Он выведет их к свету. Но станут идолы напутствовать неверных и поведут от света к мраку их. Они все обитатели огня, и в нем останутся навечно. Ужель не видел ты того, кто с Ибрахимом в спор вступил о Боге за то, что царством одарил его Аллах? И Ибрахим сказал: «Поистине Господь мой тот, кто жизнь и смерть дарует». Но тот сказал: «Дарую я и жизнь и смерть». Ответил Ибрахим: «Поистине Господь повелевает солнцу восходить с востока, ты с запада вели ему взойти». Так был в смущении повергнут тот, кто пренебрег Господней верой. Аллах не направляет тех, кто нечестив. Или странник тот, кто близ селения проходил, разрушенного до единой кровли, и он сказал: как может оживить его Господь, когда оно уже застыло в смерти? И странника поверг Господь во смерть на 100 лет. Затем он оживил его и вопросил: как долго здесь ты находился? Ответил тот: быть может, день или часть его. Но Бог сказал: о нет, 100 долгих лет ты пробыл здесь. Теперь взгляни на свою пищу и питье, их порча не коснулась вовсе. Теперь на своего осла взгляни, лишь кости от него остались. Тебя мы сделали знамением для людей, и далее смотри на кости, совокуплю я их и в плоть одену. Когда сие ему предстало ясно, сказал он: знаю я теперь, что всемогущ Аллах над всем. И вспомните, как Ибрахим сказал: «О мой Господь, дай мне узреть, как мертвым жизнь ты возвращаешь». Господь сказал: «Ты разве не уверовал еще?» «О да, я верую», — воскликнул Ибрахим, «но сердцем и умом хочу проникнуть». Господь сказал: «Тогда возьми 4 птиц и приручи к тебе слетаться, затем порежь их на части их и помести на каждый холм отдельно, а после этого ты созови их, они стремительно к тебе слетятся. Так знай же ты, Аллах всесилен, мудр безмерно». И те, кто на пути Господнем расходуют из своего добра, тому единому зерну подобный, что породило 7 колосьев, хранящих 100 таких же зерен в каждом. Господь удвоит свой надел тому, кого сочтет своей угодой. Поистине объемлет все Он и всеведущ. И те, кто на пути Господнем расходуют из своего добра, и вслед за тем попреков и обид не посылает, награду Господу получат, на них не ляжет страх, не отягчит печаль их. Речь добрая, прощение обид превыше милостыни всякой, за коей следует попрек. Аллах свободен от любой нужды и кроток. О вы, кто верует! Благодеяния свои не обращайте в тщету, послав им вслед попреки и обиды, подобно тем, кто лишь для виду расходует из своего добра, а сам не верует ни в Господа, ни в день последний. Они подобны обнаженному холму, едва покрытому землей. Прольется дождь обильный на него, останется он голым камнем. А также и для них бесплодным будет то, что на земле приобрели они деяниями своими. Аллах не направляет тех, кто нечестив. Те, кто расходует из своего добра, желая заслужить благоволение Аллаха и свои души верой укрепить, подобны саду на холме высоком. Прольется на него обильный дождь, и он взрастит свои плоды вдвойне. А коль дождя обильного не будет, его заменит легкая роса. Аллах ведь видит все, что делаете вы.
И кто захочет обладать прекрасным садом из финиковых пальм и виноградных лоз, что омывается обильными ручьями, где для его довольства всякие плоды, в то время как постигнет его старость, а дети же слабы, чтоб вихрь огненный обрушился на сад и поглотил в нем все дотла, так вам Господь свои знамения изъясняет, чтоб вы могли уразуметь. О вы, кто верует, благотворите лучшим из добра, что вы приобрели, или из того, что из земли мы милостью своей для вас изводим, и не стремитесь ухватить дурное, чтобы потом благотворить из этой доли, а сами бы этого не взяли, зажмурив разве что глаза, и знайте, что Аллах свободен от любой нужды и преисполнен славы. Вас бедностью пугает сатана и побуждает вас к поступкам непристойным. Аллах же обещает вам свое прощение и милость. Поистине, своею милостью объемлет всех Он и ведает над всем и вся. Он мудростью дарит того, кого захочет, и тот, кому дарована она, получит всеобъемлющие блага, но осознают это те, кто обладает разумением. И чтоб на подать вы не издержали, какой обет не дали бы вы, Аллах поистине об этом знает, и нет заступников у скверных. И если на виду вы милостыню подаете, сие для вас пристойно. Когда ж вдали от всяких глаз вы бедным по нужде ее даете, сие есть лучшее для вас, что вам часть прегрешений сгладит. Аллах ведь знает то, что делаете вы. Не на тебя возложено вести их праведной стезей. Аллах ведет прямым путем того, кого сочтет себе угодным. И чтобы вы из благ своих не издержали, сполна воздастся вашим душам. Ведь вы даете только потому, что ищете Господнего благодарения. И чтобы вы из своего добра не издержали, сполна вам будет воздано, и вам не нанесут обид несправедливых. Вам подать надлежит давать и тем в нужде, кто на пути Господнем удержаны от промыслов своих, и в поисках себе достатка не могут двигаться по сей земле. Их скромность побудит незнающего думать, что нет нужды у них ни в чем, и ты их различишь по видимому знаку. Своими просьбами они не докучают людям. И чтобы вы из своего добра не издержали, Господь поистине об этом знает. И те, кто днем и ночью милостью дарит, сокрыто или явно, у Господа найдут награду, на них не ляжет страх, не отягчит печаль их. И кто с недаем лихаимством предстанет в судный день никак иначе, как тот, кого поверг в безумство сатана своим прикосновением. И это потому, что говорит он, ведь лихаимство то же, что и торг, но запретил Господь вам лихаимство и разрешил вам торг вести. И тот, кто, получив от Господа завет сей, воздержался, прощение сего греха за прошлое получит. Деяние его на суд перед Аллахом ляжет. Но тем, кто мерзость эту повторит, стать обитателями ада и там навечно пребывать. Аллах сурово воспрещает лихаимство и воздает за всякое благодеяние. Он нечестивых грешников не любит. Поистине те, кто уверовал и доброе творит, молитву соблюдает по часам и правит очистительную подать, найдут у Господа награду, на них не ляжет страх, не отягчит печаль их. О вы, кто верует, побойтесь Бога и откажитесь от того, что вам назначено лихвой, если поистине уверовали вы. Но если вы не сделаете это, услышьте, что грядет война вам от Аллаха и посланника Его.
А коль удержитесь от лихаимства, ваш капитал останется при вас. Ущерба и обид другим не причиняйте, тогда и сами вы не пострадаете от них. И если ваш должник испытывает тягость, то ждать вам надлежит, пока дела его не облегчатся. А если вы ему сей долг благодеянием обратите, сие есть лучшее для вас, о, если бы вы только знали. И бойтесь дня, когда вы все вернетесь к Богу, и каждая душа сполна получит то, что уготовила себе вперед, и ни один не понесет обид несправедливых. О вы, кто верует! Коль меж собой вы сделку заключили о долгах на срок определенный, то письменно условие составьте, и пусть писец записывает верно по отношению к обеим сторонам. Ему не должно отказаться делать так, как научил его Господь, а потому пусть пишет, и пусть диктует тот, кто в долг берет. И Господа, владыку своего, при сем страшится, не убавляя из того, что занимает. Но если тот, кто в долг берет, умом или здоровьем слаб, или диктовать сам не способен, пусть опекун его диктует верно. И призовите 2 свидетелей сему из вашего округа. И если не найдется 2 мужчин, тогда 2 женщин и мужчину, на чье свидетельство согласны вы. И коль одна из них собьется в показаниях, другая ей поможет вспомнить. Свидетелям, когда их призовут, не должно от свидетельств отказаться. И не брежите письменно означить долг, ведь мал он или велик, указывая срок уплаты. Сие пред Богом справедливее всего, и для свидетельства пригодней, и ближе к устранению сомнений среди вас. Но если меж собой вы поведете на личный торг, на вас не ляжет грех, коль письменно его вы не сочтете. Свидетелей зовите всякий раз, когда вы меж собою торг ведете, и над свидетелем, и над писцом не должно быть насилий. А ежели не так, то вы приступите пределы Бога. Страшитесь гнева вашего владыки. Поистине, Он мудро учит вас, ведь Он о всякой вещи знающий. А коль в пути вы и писца не можете найти, вам надлежит давать залог. И кто из вас в залог доверил вещь другому, за тот, кому доверена она, залог сей в целости вернуть обязан. И пусть страшится своего владыку и никаких свидетельств не таит, ведь у того, кто с умыслом утаивает их, разъедено грехами сердце. Аллах ведь знает все, что делаете вы. И лишь Аллах владеет всем, что в небесах и на земле пребудет. Откроете ли вы или утаите, что у вас в душе, Аллах вас призовет ответ держать пред Ним, и Он один своим желанием решит, кто будет им прощен, а кто наказан, ведь всемогущий Аллах над всем. Посланник верует во все, что Господом его ему открыто, и знают это праведные люди. Они все веруют в Аллаха, в ангелов Его, в Его посланников и в книги, которые несут им свет и руководство, и говорят: мы средь посланников Его не делаем различий, Его мы слышим и Ему послушны. Лишь от Тебя прощение к нам, и лишь к Тебе мы все вернемся. И не возложит Бог на душу груз, что больше, чем она поднимет. А купит доброе Он ей сполна, сполна накажет за дурное. Владыка наш, Ты пощади нас, коли забудемся и упадем во грех. Владыка наш, не возложи те тяготы на нас, что возложил на тех, которые до нас грешили. Владыка наш, не положи на плечи нам тот груз, поднять который нету мочи. Прости нам и пошли свое прощение. Будь милостивым к нам. Ты покровитель наш, так помоги же нам против неверных. Сура 3. Семейство Имран.
Аль-Имран. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. Алиф, Лям, Мим. Аллах, нет божества, кроме Него, вечно живущего и самосущего. Он тот, кто книгу в истине тебе послал, в знак подтверждения ниспосланного прежде. И до нее он с Мусой ниспослал закон, за ним Евангелие с Исой, как руководство для людей, а также ниспослал вам Аль-Фуркан для развлечения добра и зла. Для тех же, кто знамением Аллаха не поверит, суровым будет наказание его. Он всемогущ, возмездие блюститель. Поистине от Божьих глаз ничто не скроется ни на земле, ни в небе. Он тот, кто назначает форму вам еще в утробах матерей в ему угодном виде, и нет другого божества, кроме Аллаха, исполненного мудрости и мощи. Он тот, кто книгу ниспослал тебе. Одни аяты в ней несут открытый смысл, собой являя как бы матерь книги, другие скрыты в толковании своем. Но те, чье сердце по земле в грехах блуждает, желая смуты, следует тому, что отвечает их угоде, выискивая скрытое значение, которое известно лишь Аллаху, и открывается лишь тем, которые глубоким знанием владеют. «Мы верим в святую книгу», — говорят они, «где все аяты явлены от Бога, и весть ее способен охватить лишь тот, чей разум светил». И говорят они: «Владыка наш, не дай нашим сердцам свернуть с пути, по коему Ты нас уже направил, яви нам милосердие Твое, ведь Ты поистине податель всех щедрот». Владыка наш, Ты соберешь весь род людской в тот день, о коем никаких сомнений быть не может, поистине обетование свое Господь не нарушает. Неверных перед Богом не избавят ни их добро, ни дети их, им быть растопкой для огня. Такой же стала участь фараона и его людей, а также тех, которые до них грешили. Они сочли знамения наши ложью, и вот тогда Аллах сразил их за грехи, ведь в наказании своем Аллах суров. О Мухаммад, скажи неверным: вы скоро будете побеждены и собраны в аду, поистине, сколь жуткий упокой. Знамением для вас два войска были, которые сошлись в бою неравном. Одно из них сражалось на пути Господнем, другое же на стороне неверных. И их глазам количество других представилось двойным числом, ведь жалует Господь свою поддержку тому, кого сочтет достойным, и в этом назидание для тех, кто зрить способен в корень. И как прекрасно видится всем людям любовь земных страстей. Тут женщины и сыновья, тут горы серебра и злата, и меченые кони, и стада скота, и вспаханная нива, сие лишь сладостная тщета ближней жизни, обитель у Аллаха много краше. Скажи, не сообщит ли мне вам нечто лучшее, чем это? У Господа для тех, кто чтит Его, сады реками омовенны, где пребывать навечно им. Для них там чистые супруги и благодарное довольствие Аллаха. Аллах поистине блюдет служителей своих. Таких, кто говорит: «Владыка наш, уверовали мы, прости нам наши прегрешения, убереги от мук огня». И в ком воздержанность, терпение и стойкость, правдивость и смирение пред Богом, кто щедро милостью дарит и кто на утренней заре взывает Богу о прощении.
и нет другого божества, кроме Аллаха, сие свидетельствует сам Аллах, и ангелы его, и те, кто одарен познанием, и справедливость твердостью блюдет. И нет другого божества, кроме него. Он всемогущ и мудрости исполнен. И истинно, ислам – религия Аллаха, и не делились меж собою те, кто следовал Писанию Святому, а несогласие родилось, когда пришло познание и зависть тех, кто не верует в знамения Аллаха. Так ведь Аллах поистине в своих расчетах скор. И если спор они с тобой начнут, скажи: я предался Аллаху, и тоже сделали все те, кто шел за мной. Скажи тем, кто получил Писание Господне, и невеждам: а вы, Господней воле, предались? И если предались, они идут прямой стезей. А если отвратились, что ж, ведь на тебе лишь передача им моих посланий. Аллаха взор поистине на тех, которые Ему всем сердцем служат. Тем, кто не верует в знамения Господни, Его пророков убивая не по праву, и убивают тех, кто к справедливости зовет, ты возвести о наказании суровом. Они все те деяния, которых станут щетой и в ближнем мире, и в далеком, и им нигде заступников не будет. Неужто ты не видел тех, которым часть Писания ниспослана была? Их призывают к книге Бога, чтобы она их споры разрешила, но, отвратившись, часть из них уходит. И это потому, что говорят они: нас огонь ада не коснется, быть может, лишь на считанные дни. Но в их религии прельщают их лишь вымыслы их собственных страстей. А чем откупятся они, когда мы соберем их всех в тот день, о коем никаких сомнений нет? И каждая душа сполна получит то, что уготовила себе своим старанием, и ни одна не понесет обид несправедливых. Скажи: о мой Господь, владычество держитель, ты изымаешь власть желанием своим, ее даруешь людям по своей угоде, величишь волею своей, унижаешь, кого своим желанием предпочтешь, в твоей руке все блага мироздания, ты всемогущ над всем и вся. Ты вводишь ночь на смену дня и зажигаешь день средь ночи, из мертвой плоти извлекаешь жизнь и вызываешь смерть из глубины живого. Ты шлешь бесчетные дары тому, кого своим желанием сочтешь. Пусть те, кто верует, при выборе партнера и друзей не отдают неверным предпочтение пред теми, кто благочестив. И те, кто будет делать это, поддержки у Аллаха не найдут, помимо случая того, когда им от неверных идет опасность или угроза. Так вас Аллах предупреждает от гнева самого себя, ведь лишь к Нему вы все вернетесь. Скажи: откроете ли вы или утаите что-то в ваших душах? Аллах об этом знает. Он знает все, что в небесах и на земле пребудет. Он всемогущ над всем и вся. В тот день, когда пред всякою душой предстанет все доброе, что сделала она, и все то злое, что она свершила, она в отчаянии пожелает, чтоб между злом ее и ею неизмеримое пространство пролегло. Так вас Аллах предупреждает от гнева самого себя, ведь благ Аллах к служителям своим. Скажи, о Мухаммад: коль вы Аллаха возлюбили, то следуйте за мною, тогда и вас Аллах возлюбит, и вам простит все ваши прегрешения, ведь милостив и всепрощающий Он. Скажи, о Мухаммад: Аллаху и посланнику Его послушны будьте, но если они все же отвратятся, так ведь Аллах не жалует любовью таких, которые не веруют в Него.
Аллах избрал Адама, Нуха, род Ибрахима и Имрана над всеми прочими родами и сделал их потомками друг друга, ведь Он все слышит и все знает. И вспомните, когда жена Имрана к Богу обратилась: «О Господи, Тебе обетовала я, что у меня во чреве, освобожденная от дел мирских лишь в услужении Тебе. Прими же от меня обет мой, ведь Ты все слышишь и все знаешь». И вот когда она сложила ношу, она воззвала: «Мой Господь, дитя мое имеет женский пол». Господь же лучше знал, что принесла она, ведь пол мужской не то, что женский. Я имя ей дала Марьям, и отдаю ее и все ее потомство под Твою защиту от сатаны, гонимого камнями. И с благосклонностью великой взял ее Господь, взрастил прекрасною и чистой, назначив Закарии попечение о ней. И всякий раз, как Закария заходил в ее михраб, он находил пред нею пищу. И он сказал: «Марьям, откуда все это к тебе приходит?» Она сказала: «От Аллаха, Он шлет бесчетные дары тому, кому желает». И там, в обители Марьям, воззвал в молитве Закария к Богу: «О мой Господь, дай мне благословенное Тобой потомство, ведь слышишь Ты, когда к Тебе взывают». И вот когда в михрабе стоя он молился, Господни ангелы его позывали: «Тебе Аллах шлет весть благую о Яхье, чтоб истину о Слове Божьем утвердить, и будет он велик и целомудрен, и станет из числа правдивейших пророков». И он сказал: «Господь, как явится ко мне сие дитя, когда и сам я стар, и уж жена моя неплодна?» И был ответ: «Бог завершает то, что пожелает». И он сказал: «Господь, яви знамение мне». И был ответ: «Тебе знамением будет то, что только знаками ты будешь объясняться с людьми в течение 3 дней. И имя Бога неустанно поминай, и воздавай хвалу Ему и вечером, и утром». И ангелы сказали: «О Марьям, Господь тебя избрал, очистил и возвысил над женщинами всех других родов. Марьям, благоговей пред Господом твоим, ты ниц поди пред Ним и преклони колени, как преклоняются пред Ним другие. Сие один лишь сказ о сокровенном, который мы тебе открыли. Ты ж не был среди них, когда они бросали меченые трости, решая, кто из них возьмет на попечение Марьям, и не был ты среди них, когда они об этом припирались. И вспомните, как ангелы сказали: Марьям, Бог шлет тебе благую весть о слове от Него, имя которому Мессия Иса, сын Марьям, кто будет славен в этом мире и в другом, один из тех, кто к Господу приближен. Еще младенцем будет к людям обращаться, и взрослым будет с ними говорить, одним из праведников станет». Она сказала: «О Господь мой, как явится ко мне сие дитя, когда ко мне не прикасался ни один мужчина?» И он сказал: «Господь творит, что пожелает. Когда задумано творение им, Он молвит: будь, и явится оно. И Он Писанию и мудрости Его научит, Евангелию и закону Торе. Посланником к сынам Израиля назначит: я к вам пришел от Господа с Его знамением. Я сотворю для вас из глины образ птицы, вдохну в нее, и волею Господней оживет она. Я исцелю того, кто слеп родился, и прокаженного оздоровлю. Я оживлю Господней волею умерших, и назову вам все, что вы едите и что храните у себя в домах. В этом поистине знамение для вас, коль в Господа уверовали вы».
Я к вам пришел, чтоб истину закона Торы утвердить, что до меня был вам ниспослан, и разрешить вам часть того, что ранее для вас запретным было. Я со знамением от Господа пришел к вам, а потому страшитесь Его гнева и будьте мне послушны. Ведь лишь Аллах и мой, и ваш Господь, так поклоняйтесь же Ему, сие есть правый путь для вас». Когда же Иса в них неверие увидел, он сказал: «Кто на пути Господнем помощниками будет мне?» И тут апостолы сказали: «Помощники в Господнем деле мы веруем в Аллаха, и будь свидетель нам, что лишь Ему мы предаемся. Владыка наш, мы веруем во все, что Ты нам ниспослал, и Твоему посланнику послушный, впиши же нас средь исповедников своих». И стали они хитрость замышлять против Мессии, а против них стал замышлять Аллах. Поистине нет лучше замыслов Господних. И вспомните, когда Аллах сказал: «О Иса, я сам пошлю тебе успокоение, потом же вознесу к себе, освобожу от богохульств неверных, а тех, кто следует тебе, превознесу над теми, кто в неверии остался, до воскресения на суд, когда вы все ко мне вернетесь, и я меж вами рассужу, о чем вы в жизни ближней расходились. Я накажу неверных тяжкой карой и в этом мире, и в другом, и никаких заступников у них не будет. Но тем, кто верует и делает добро, Господь сполна воздаст награду. Не любит Он таких, кто приступает пределы, установленные им. Вот то, что мы тебе читаем из знамений, из книги наставлений мудрых. Поистине, перед Аллахом Мессия Иса Адаму подобен, которого Он сотворил из праха, потом ему сказал Он: «Будь», и стал он. Ведь истина исходит лишь от Бога, а потому не будь ты с теми, в ком сомнения живут. И если кто начнет с тобою спор об этом, когда к тебе уж истинное знание пришло, скажи им: приходите, мы созовем и наших сыновей, и ваших, и наших жен, и ваших жен. Придем и сами мы, и вы, и воззовем в молитве к Богу вместе, и призовем проклятие Его на головы лжецов. Сей сказ есть истина, и нет другого божества, кроме Аллаха. Поистине всевластен Он и мудрости исполнен. А коль они отворотятся, что ж, Аллах ведь знает тех, кто сеет зло. О люди книги! Давайте к слову равному для нас и вас придем, чтоб нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, других божеств Ему не измышлять и средь себя не воздвигать других владык, кроме Аллаха. Но если же они отворотятся, ты скажи: тогда свидетелями станьте, что все мы Богу предались. О получившие Писание святое! К чему вы спор затеяли об Ибрахиме? Ведь Тора и Евангелие Исы были ниспосланы уже после него. Ужель вы лишены любого разумения? Вы те, кто спорить может лишь о том, о чем у вас имеется познание. К чему же спорить о вещах, о коих нет у вас познания никакого? Поистине Господь владеет всем познанием, вы же не владеете ничем. Ведь не был Ибрахим ни иудеем и ни поборником Христа, а был он верным Господу, покорным Его воле, и в поклонении Ему других божеств не измышлял. Поистине, среди людей всех ближе к Ибрахиму те, кто пошел его путем, кто следует стезею этого пророка, и те, кто Господу предался всей душой, Аллах им друг и покровитель. Среди людей Писания есть те, которым бы хотелось вас увлечь с пути,
но лишь себя самих с пути они сбивают и сами этого не понимают. О вы, кто получил Писание Святое, что ж не веруете вы в знамение Аллаха, коль им свидетели вы сами? О вы, кто получил Писание Святое, что ж истину вы облекаете покровом лжи и, ведая ее значение, таите от других ее? И есть среди людей Писания такие, кто говорит: вы на рассвете дня уверьте в книгу, что тем ниспослано, кто в Господа уверовал душой. В конце же дня вы отрекитесь от нее, как знать, быть может, отрекутся и они. И никому не верьте, кроме тех, которые идут за вашей верой. Скажи, о Мухаммад, путь истинный — лишь путь Аллаха, что в откровениях указан им. И так же, как их прежде вам не спосылали, они сейчас вам посланы через другого, иначе же они пред Господом твоим затеют с вами спор об этом. Скажи: в руке Аллаха все щедроты, и Он одаривает ими тех, кого сочтет своей угодой, объемлет всех Он милостью Своей и знает обо всем, что суще. Он избирает милостью Своей, кого захочет, безмерной щедрости Владыка. Среди людей Писания есть те, кому, доверив кладезь золотых монет, получите их с легкостью обратно. Но есть и те, кому, доверив лишь одну монету серебра, вы сможете себе ее вернуть, лишь настоятельно прося об этом. И это потому, что, говорят они, мы не ответственны ни в чем в делах с невежественным людом, и здесь умышленно они приписывают ложь Аллаху. Но нет, те, кто хранит свою приверженность Ему и благочестие заповедает, познают, что Господь благоволит к благочестивым. Но тем, кто предал договор с Аллахом и свои собственные клятвы за крохи благ земных, нет доли в вечной жизни. В день воскресения Аллах не обратит к ним слова, не повернет к ним взор. Он от грехов их не очистит, и ждет их там жестокая расплата. Среди них есть и такие, кто весь Писание своими языками искажают, стараясь убедить вас в том, что таковы слова Господни, сие от Бога, говорят они. Но это вовсе не от Бога. Они возводят против Бога эту ложь и сами ведают в душе об этом. Не подобает человеку, которому Аллах дал книгу мудрость и пророчество назначил, с призывом к людям обращаться: вы поклоняетесь мне вместо Аллаха. Напротив, должен он сказать: вы будьте раббаниун, ведь учите других вы этой книге и истину ее стараетесь постичь. И он не учит вас владыками своими брать ангелов или посланников его. Ужель неверие он вам прикажет, когда уже вы мусульмане? И вспомните, когда Аллах взял договор с пророков: возьмите то, что я вам дал из книги, и мудрость, что я вам назначил. Со временем придет посланник к вам, чтоб истинность того Писания, что с вами, утвердить. Уверуйте ж в него и помогите. Согласны ли вы скрепить с условием таким нерасторжимый договор со мною? Они ответили: согласны. И он сказал: так будьте же свидетели сему, и я, подобно вам, свидетельствовать буду. Кто ж после этого отворотится упорствующим грешникам предстанет? Ужель пытаются они сыскать религию иную, чем религия Аллаха, когда все сущее на небесах и на земле в согласии или неволе подвластно лишь Ему, и лишь к Нему лежит их возвращение? Скажи, о Мухаммад, мы веруем в Аллаха и в откровение, что Он нам ниспослал, и в то, что ниспослал Он Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку и Якубу, и всем 12 израильским коленам, и в то, что Мусе Он послал, и в то, что даровал Он Иисе, и что другим пророкам снизошло,
между ними мы не делаем различий, и лишь единому Ему мы предаемся. Кто изберет религию иную, чем ислам, ему ничем не сможет быть угодным, и в жизни будущей окажется среди тех, кто понесет урон тяжелый. Как поведет Аллах прямым путем людей, которые отвергли веру, что ими принята была, которые как истину пророка зрели и на которых ясные знамения снизошли, поистине Аллах не поведет неверных. И для таких расплатой будет проклятие Господа и ангелов, и праведного люда. Под ним им вечно пребывать, и не смягчит Господь им наказания, а срочки кары им не ждать. Помимо тех, которые в раскаянии к Богу обратились и в благочестии творят добро, Аллах поистине прощающий, милосерд. Поистине все те, которые от веры отреклись, что ими принята была, потом в своем неверии окрепли, их покаяние Аллах не примет, они поистине заблудшие в грехе. Поистине от тех, кто не уверовал и умер, ни от единого из них не будет принято все злато мира, коль им бы откупиться он хотел, их ждет жестокая расплата, и здесь у них заступников не будет. И никаким путем вам благочестия не обрести, пока вы милостью не будете давать того, что дорого и любо вам самим. И чтобы вы из благ своих не издержали, Господь поистине об этом знает. И всякая еда сынам Израиля дозволена была, помимо той, что сам себе Израиль запретил, пока к ним не пришел закон. Скажи, коль вы в своих словах правдивы, то принесите Тору и прочтите. Кто после этого измыслит на Аллаха ложь, тот благочестия лишен и приступает. Скажи, о Мухаммад, Аллах вам правду говорит, так следуйте же вере Ибрахима, который был благочестив и в поклонении Аллаху других божеств не измышлял. И первым домом поклонения, что был назначен для людей, был тот, что в Мекке благословения полон путеводитель всех миров. В нем ясные знамения для людей, пристанище для Ибрахима, и каждый, кто войдет в него, там в безопасности пребудет. И на людей возложен долг перед Аллахом паломничество к дому совершить, но лишь для тех, кто сможет это сделать. А кто останется неверным, что ж, Аллах превыше всяких нужд любого из своих миров. О люди книги! Зачем не веруете вы в знамения Аллаха, когда Он сам свидетель ваших дел? Скажи, о люди книги! Зачем вы тех, которые уверовали в Бога, сбиваете с пути прямого, стремясь в него извилины внести? Ведь были вы свидетели завету, и в небрежении Господь не остается к поступкам вашим и делам. О вы, кто верует! Коль станете послушны некоторым людям книги, они вас обратят в отступников той веры, что вами принята была. А как же сможете вы отступиться, когда знамения Аллаха вам читают, и среди вас живет Его посланник, а кто всем сердцем устремлен к Аллаху, направлен праведным путем? О вы, кто верует! Господнего страшася гнева, склонитесь перед Ним, как должно вам, и не умрите вы никак иначе, как покорившись Его воле. Держитесь крепче за Его связующую верфь, и не делитесь между собой, и помните с признанием ту милость, которой вас Он одарил, когда вы недругами были. Ваши сердца в любви скрепил Он, и милостью Его вы стали братья. Вы были на краю пылающего рва, а Он вас спас оттуда.
Так вам Аллах свои знамения толкует, чтоб вы могли идти по верному пути. И пусть поднимутся среди вас те люди, что призовут к добру и праведное возгласят, и запретят дурное, таким в блаженстве пребывать. И не должны вы быть похожими на тех, что разделились между собой и предались раздорам после того, как к ним знамения ясные пришли, и их ждет жестокая расплата. В тот день, когда зальются белым светом лица у одних, и станут черными другие лица, и тем, чьи лица почернеют, прозвучит: «Не вы ли отреклись от веры, что вами принята была? Теперь за ваше отречение познайте вкус Господней кары». А те, чьи лица белым светом озарятся, те будут в милости Аллаха, и в ней им находиться вечно. Вот таковы знамения Аллаха. Мы в истине тебе читаем их. Он не желает быть несправедливым к творениям своих миров. Все в небесах и на земле принадлежит Аллаху, и все, что суще, возвращается к Нему. И станете вы лучшим из народов, явившихся из всех родов и всех времен, ведь в Господа уверовали вы, и повелели доброе, и запретили злое. И если бы уверовали люди книги, для них бы это было лучше. Есть среди них и те, которые уверовали в Бога, но большинство упорствует в грехе. Они вреда не нанесут вам, чиня лишь мелкие обиды. А коль сойдутся в битве с вами, то тотчас обратятся в бегство, и никогда никто им помощь не окажет. И где бы они ни находились, уделом их бесчестие пребудет, если не будут с Господом в завете или с людьми, что приняли Его. Они гнев Бога навлекли на свои души, и бедствия обрушились на них, и это потому, что не поверили в знамения Господни. Его пророков убивали не по праву, за то, что были непокорны и приступили все пределы. Но среди них есть не похожие на этих. Среди людей Писания есть те, кто с терпеливой стойкостью за истину стоит и, предаваясь всей душой Аллаху, проводит долгие часы в ночи за чтением Его знамений. Они в Аллаха веруют, а также и в последний день, повелевают доброе и воспрещают злое, и в совершении благого спешат друг друга обогнать, и это те, кто благочестие полон. И чтобы доброго они не совершили, воздастся душам их сполна. Аллах ведь знает тех, которые Ему предались. Поистине, неверующих в Бога не избавят ни их добро, ни дети их. Они все обитатели огня, и в нем останутся навечно. Те крохи материальных благ, что издержат они всей жизни, подобны ледяному вихрю, что губит урожай полей, засеянных руками нечестивых. Их души губит не Аллах, их губят собственные руки. О вы, кто верует! Себе в друзья вы не берите никого, помимо тех, с кем вы в одном кругу. Они не преминут вам навредить, они желают погубить вас, и в их устах уж ненависть сквозит. Но еще хуже то, что сердца их таят. Мы разъяснили вам знамения на это, коль у вас есть разумение их понять. Увы, вы все же те, кто любит их, они же вас не любят. Вы веруете в книгу Бога в целом, и говорят они, встречая вас: уверовали мы. Но, находясь с собой наедине, от злобы к вам грызут свои персты. Скажи: умрите в своей злобе, Аллах ведь знает тайны всех сердец. Когда приходит радость к вам, печалятся они. Когда ж спадет на вас печаль, им это радость доставляет.
Но коль тверды вы в благочестии своем, их козни вам не повредят. Аллах все их деяния объемлет и сочтет. И вспомни утро то, когда ты свой очаг покинул, чтобы в ряды сражения построить верных. Аллах же слышит все и знает обо всем. Когда две группы войска твоего, объяты робостью, задумали покинуть поле битвы, Аллах же стал защитником для них. Поистине, лишь на Него всем верующим должно полагаться. Аллах поистине уже помог при Бадре вам, когда вы были малой слабой силой, а потому страшитесь Его гнева, чтоб этим вы смогли явить свою признательность Ему. В тот день ты праведным сказал: «Ужель не хватит вам того, что вам Господь не спосылает в помощь 3000 ангелов своих?» Конечно, хватит. И если вы останетесь тверды и терпеливы, и если враг внезапно нападет на вас, тогда Аллах пошлет вам в помощь еще 5000 ангелов своих, что будут вашего врага громить с особой силой. Аллах вам этим шлет благую весть, чтоб обрели покой ваша душа и сердце, ведь помощь может исходить лишь от Аллаха, могуч и мудр Он. Что может Он отсечь от вас часть тех, кто не уверовал в Него, или повернуть их в позор и вынудить в бесчестие уйти? И ты не властен здесь решать, простит Он их или накажет. Они поистине все те, кто приступил пределы, установленные Богом. И лишь Аллах владеет всем, что в небесах и на земле пребудет. И Он один своим желанием решит, кто будет им прощен, а кто наказан, ведь всепрощающий Он и милосерд. О вы, кто верует, не предавайтесь лихоимству, беря двойные суммы и опять их множа, страшитесь Господа, чтоб преуспеть. И бойтесь адова огня, что уготован для неверных. Аллаху и посланнику Его внимайте, чтобы обрести прощение и милость. Спешите обрести прощение и сад, обширный, как земля и небо, уготованный для тех, кто гнева Господа страшится. Те, кто расходует в достатке и в нужде, кто, сдерживая гнев, прощает людям, благотворящих чтит Господь. И те, кто злое совершил, чиня урон своей душе, потом же обратился к Богу с покаянием, взывая о прощении грехов. А кто простить грехи помимо Бога может и не упорствует в том зле, что в полном ведении совершил? Награда им – прощение от их владыки и сад, реками омовенный, где пребывать навечно им. Поистине достойная награда для обладателей деяний добрых. Как много поучительных событий прошло до вас земное бытие. Пройдите по земле и посмотрите, каков конец был тех, которые в неверии упрямом лжецами объявляли всех пророков. Здесь кроется и разъяснение, и руководство людям, и увещание для тех, кто Господа страшится. Так не печальтесь вы и не теряйте духа. Вы наберетесь сил и встанете над ними, коль вы уверовали в Бога. И если вас коснулась рана, такую же рану претерпели и они. Мы чередуем между людьми такие дни успехов и падений, чтобы Господь мог праведных узнать и среди них избрать свидетелей себе всех тех, кто принял смерть за веру. Поистине Господь не любит тех, кто приступает пределы, установленные им. Чтоб испытанием очистить верных и нечестивых сокрушать. Или вы надеялись, что в рай войдете, когда Господь еще не распознал, кто на его пути, сражаясь, устоял?
Желали смерти вы себе, пока лицом к лицу не встретили ее, теперь она явилась наяву вам, и дрогнули от страха вы. И Мухаммад не больше, чем посланник. Ему предшествовали многие другие. И если он умрет или погублен будет, ужель вы обратитесь вспять? Отступники ни в чем не повредят Аллаху, но благодарным же сполна воздаст Аллах. И каждая душа познает смерть лишь с дозволения Аллаха, и срок ей установлен в вечной книге. И кто награды в этой жизни пожелает, вознаградим мы их сейчас, а кто захочет получить ее в той жизни, тому мы воздадим потом, мы воздадим всем благодарным. И сколько же посланников Господних сражались во главе сторонников своих, что были многочисленны и преданы Аллаху, и ни один из них не дрогнул перед тем, что их постигло на пути Господнем, и дух их не ослаб, и пред врагом они не пали. Благоволит Аллах ко всем, кто терпелив и стоек духом. И не было других у них речей, как то: «О наш Господь, прости нам наши прегрешения и те излишества, которым предались служении Тебе. Ты укрепи наши стопы и помоги против неверных». И даровал награду им Аллах всей жизни, и в будущее их ждет великая награда. Аллах ведь любит тех, кто делает добро. О вы, кто верует! Коль станете прислушиваться к тем, которые не веруют в Аллаха, они вас обратят в неверие опять, и вы вернетесь вспять, неся урон тяжелый. Аллах ваш покровитель и защитник, и лучшего помощника вам нет. Вселим мы страх в сердца неверных за то, что в сотоварищи Аллаху они измыслили другие божества, на что Он власти никакой им не давал, в огне им вечно пребывать. Для нечестивых страшная обитель. Поистине Аллах сдержал пред вами обещание свое, когда с Его соизволения своих врагов почти сразили вы. Потом же робость охватила вас, и стали вы приказу прекословить, и отказались выполнить его, после того, как волею его вашим глазам предстало то, чего вы так желали. Одни из вас желали благ всей жизни, другие же уповали на вторую. Тогда Он от врага с постов отвел вас, чтобы испытать на преданность пророку, и все ж простил Он вас за это, ведь милостив Аллах к таким, кто верует в Него. И вспомните, как встали вы с постов, и ни к кому лица не обращали, и лишь последние из вас могли призыв посланника услышать, когда он звал вернуться вас в ряды сражения. И тут навлек Аллах на вас одно несчастье за другим, чтоб вы об ускользнувших благах и о печалях, что постигли вас, не сокрушались. Аллах ведь знает все, что вы творите. Но вслед за этой бедой Он сном покоя вас облег, что охватил лишь часть из вас. Другие ж предались тревожным думам, дурным сомнениям об Аллахе, душу отдавая сомнениям, что в ранние года невежеством рождались. И молвили они: ужель от этого всего мы сможем что-то получить? Скажи, исход всего в руках Аллаха. Они в сердцах своих скрывают то, о чем не смеют быть с тобою откровенны. Себе же говорят они: коль в этом деле было б что-нибудь для нас, то нас бы здесь не убивали. Скажи, и даже если бы вы в своих домах остались, то те, кому предписана смерть свыше, пришли б на место понесения ее, чтобы Аллах мог испытать, что вы в своих сердцах таите, и этим испытанием очистить вас. Аллах ведь знает тайны всех сердец. И те из вас, кто в бегство обратился,
в тот день, когда сошлись два войска, вел за собой соблазном сатана в оплату за былые прегрешения. Аллах поистине простил им, ведь всепрощающ и воздержан Он. О вы, кто верует, не будьте вы похожи на неверных, которые о находящихся в пути или воюющих собратьях говорят: если бы они остались дома с нами, они б не умерли и не были б убиты, чтобы Аллах тем самым горечью наполнил их сердца. Но лишь Аллах дарует жизнь и смерть и ведает о всем, что вы творите. Поистине, коль примете вы смерть или будете убиты на пути Господнем, прощение и милосердие Его вам будут благостней того добра, что им всей жизни удалось собрать. И коль умрете вы или будете убиты, поистине лишь пред Аллахом собраться всем вам надлежит. Лишь с милосердия Аллаха воздержан ты и кроток с ними, а будь ты груб и сердцем не преклонен, они покинули тебя и разбрелись. Прости же им их слабости земные и спроси для них прощения. В земных делах прислушивайся к ним, а если что решился сделать, свои надежды на Аллаха возложи. Поистине благоволит Он к тем, кто на Него надежды возлагает. И если помогает вам Аллах, вас одолеть никто не сможет. Но если Он покинет вас, кто может оказать вам помощь? И пусть доверятся лишь милости Аллаха все те, кто верует в Него. Не смог бы ни один пророк нечестным быть перед доверием его, но тот, кто будет столь порочен, придет в день воскресения с тяжелой ношей зла, приобретенного обманом, и каждая душа получит должное себе, и никому не нанесут обид несправедливых. Неужто тот, кто следует угоде Бога, подобен тем, кто вызвал гнев Его? Ему пристанищем на вечным ад, поистине прескверная обитель. Они ведь у Аллаха на разных степенях наград и наказаний. Он видит все, что делают они. Поистине Аллах уже явил свое благоволение верным, назначив им посланника из них самих, кто им знамения Его читает и очищает их, Писанию и мудрости их учит, хоть пребывали они прежде в явном заблуждении. И что ж, когда беда коснулась вас, а их подвергли вы двойной беде, не вы спросили: откуда к нам пришла беда такая? Скажи: от вас самих, ведь всемогущ Аллах над всем. И то, что претерпели вы, когда две армии сошлись на поле брани, постигло вас соизволение Аллаха, чтобы узнать Он мог тех, кто уверовал в Него. И тех, кто лицемерит, им было сказано: идите и сражайтесь на пути Аллаха, или гоните неприятеля назад. Они же ответили: коль знали б мы, что надо воевать, мы б истинно пошли за вами. В тот день они стояли ближе к неверию, чем к вере, устами возглашая то, чего в сердцах их не было и вовсе. Аллах же лучше знает, что они скрывают. Они все те, кто, сидя у домашних очагов, о своих братьях, что убиты, говорят: коли послушались бы нас, они бы не были убиты. Скажи: так отведите смерть вы от себя, коль вы в своих словах правдивы. И не считайте мертвыми вы тех, кто на пути Аллаха был убит. Нет, они живы, удел свой обретя в присутствии Господнем, вкушая радости, которые Аллах им из своих щедрот доставил, с заботою о тех, кто позади остался и следует по их стопам. На них не ляжет страх, печаль не отягчит их. Они в лучах щедрот и благости Аллаха, и знают, Он не даст погибнуть награде тех, кто верует в Него.
Тех, кто откликнулся на зов Аллаха и посланника Его, перенеся все раны поражения, творит добро, страшится Его гнева, их ждет великая награда. Ведь им сказали: против вас поистине накапливают силы недруги Аллаха, побойтесь их. Но в них сие лишь укрепило веру, и они сказали: достаточно Аллаха нам, и лучшего распорядителя нам нет. И возвратились они Господней милостью и щедростью хранимой. Их не коснулось зло, ведь шли они путем Господней воли, а Он владыка благ неисчислимых. И только сатана склоняет вас страшиться близких. Вы их не бойтесь, а страшитесь лишь меня, коль предались и веруете вы. Пусть не печалят тебя те, кто учиняет гонки на пути к неверию, ведь ни малейшей доли огорчения они Аллаху причинить не могут, но в жизни будущей Он волею своей не даст им ничего, кроме суровой кары. И кто неверие ценою веры покупает, не причинит Аллаху ни малейшего вреда, и будут им мучительные кары. И пусть неверующие не считают, что мы на благо им даем отсрочку воздаяния за зло. Мы продлеваем им, чтобы они усилились в грехе, и будут унизительны их кары. А верующих не оставит ваш Господь в том положении, в котором вы сейчас, пока не отделит Он доброе от злого. Тайны незримого Аллах вам не откроет, но избирает из посланников того, кого сочтет своей угодой. Так веруйте же в Аллаха и в посланников Его. А коль уверуете вы и станете благочестивы, вас ждет великая награда. Пусть те, которые скупятся расход нести на промысле Аллаха, из тех даров, которые по милости своей Он им так щедро предоставил, не думают, что это лучше им, сие, увы, для них лишь хуже. Ведь то, что удержали скупостью они, в день воскресения зажмет ошейником их шеи, и лишь Аллах один владеет наследием земли и неба и ведает о том, что вы творите. Аллах поистине услышал слова насмешки тех, кто говорит: Аллах ведь беден, ну а мы богаты. Запишем мы и их слова, и убиение неправные пророков, и скажем мы: вкусите кару огненного ада, которая прибудет с вами за грехи, что предварили ваши собственные руки. Аллах поистине не станет чинить несправедливость к тем, кто в услужении Ему свой лик оберегает. Тем, кто сказал: Аллах поистине нам заповедал ни одному посланнику не верить, покуда он не явит жертвы нам, которую пожрет огонь с небес. И скажи: и до меня являлись к вам посланники Аллаха, неся знамения Его, и даже то, о чем вы говорите, зачем же вы их убивали, коль вы в своих словах правдивы? И коль тебя лжецом они считают, так ведь и прежде сочтены были лжецами посланники, что до тебя пришли, неся знамения ясные книги, Писание, что свет Господний истину несет. И каждая душа должна познать вкус смерти. В день воскресения сполна вам воздадут за ваше тщание всей жизни. И только тот, кого минует огонь ада и примут райские сады, воистину познает вкус успеха. Ведь жизнь всем бесславном мире лишь жалкие утехи самообольщения. Поистине, Господне испытание коснется и ваших душ, и вашего добра, и вы услышите жестокие слова от тех, кто книгу получил до вас, а равно и от тех, кто идолов для почитания себе избрал.
А если будете вы терпеливо стойки и станете благочестивы, так это истинно исходит от вашей твердости в делах. И вспомните, когда Аллах завет взял с тех, кому было даровано Писание, что они явят его людям, им будут изъяснять его, а не утаивать от них. Они же за спины отбросили его, за это возымев лишь мизерную плату. Каким же мерзким был поистине сей торг! Не думайте, что те, которые ликуют от своих свершений и жадно ждут хвалебных слов за то, чего они еще не совершили, не думайте, что их от наказания избавят. Поистине их ждет мучительная кара. И лишь Аллах владеет небесами и землей. Он всемогущ над всем, что суще. Поистине, в творении земли и неба и в смене ночи днем здесь кроются знамения для тех, кто обладает разумением. Для тех, которые Аллаха поминают, когда стоят они, или сидят, или лежат, и размышлениям о сотворении земли и неба предаются. Владыка наш, Ты сотворил все это не напрасно. Хвала Тебе, убереги же нас от мук огня. Владыка наш, того, кого введешь Ты в огонь, Ты истинно покроешь срамом, и нечестивые заступников себе не обретут. Владыка наш, услышали мы зов взывающего к вере. Уверуйте же в Бога своего, люди. И вот уверовали мы. Владыка наш, прости грехи нам, очисти нас от злодеяний наших рук и с праведными наши души упокой. Владыка наш, даруй нам то, что обещал Ты через посланников своих, в день воскресения не облеки нас в срам, ведь обещаний Ты своих не нарушаешь. Господь услышал их призывы и ответил: «Не дам я никогда пропасть ни одному деянию людскому, будь то мужчина или дева, одни вы от других сотворены, а тех, кто кров родной покинул, или изгнан был из дома своего, или беды на моем пути терпел, сражался или был убит, очищу я от прегрешений, в сады введу реками омовенны, что будут им наградой от Аллаха, а дар Аллаха — лучшая из всех наград. Пусть оборотливость неверных в этом граде тебя не вводит в заблуждение. Им в ней так мало наслаждения, потом им ад убежищем предстанет. О, как же мерзко это место упокоя! Для тех же, кто страшится Бога своего, сады реками омовенны, им там навечно пребывать. Сей дар им от присутствия Господня, а все, что от присутствия Господня, для праведных наивысшая награда. Среди людей Писания поистине есть те, кто верует в Аллаха всей душой, и в откровение, ниспосланное вам, и в откровение, что снизошло им прежде. Они в смирении склонились пред Аллахом. За мизерную цену благ земных они знамениями Аллаха не торгуют. Награда им у их владыки. Аллах в своем расчете скор. О вы, кто верует, терпением крепите ваши души и состязайтесь в стойкости своей. Готовьтесь отразить врага, благочестиво пред Аллахом будьте, чтоб благоденствие и милость получить. Сура 4. Женщины. Ан-Ниса. Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного. О люди! Благоговейте пред Аллахом, кто сотворил вас из одной души, и от нее же сотворил ей пару.
От них обеих он рассеял по земле в великом множестве мужчин и женщин. Благоговейте пред Аллахом, с чьим именем вы предъявляете друг другу спрос, и чтите родственные связи. Поистине Аллах над вами страж. Сиротам отдавайте их добро, когда им должный возраст подойдет, и в нем не заменяйте доброе негодным, не пожирайте их добро, его добавив к своему достатку, ведь это есть великий грех. А если есть в вас страх, что справедливости вы к ним, сиротам, девушкам, не соблюдете, возьмите в жены тех, которые любимы вами, будь то 1 или 2, или 3, или 4. Но если есть в вас страх, что справедливости вы к ним не соблюдете, возьмите в жены лишь 1, или ту, которую владеют ваши правые руки. Сие есть ближний путь, от справедливости не уклониться. По щедрости души давайте своим женам дар предбрачный, и коль они по своей доброй воле вам предоставят часть его, питайтесь им во здравии свое и благость. И не давайте неразумным то добро, которое Господь вам дал на содержание. Вы из него кормите их и одевайте, и с ними речь благопристойную ведите. Сирот испытываете вы на разумение и зрелость, пока их брачный возраст не настал. И лишь уверившись в их здравом смысле, вы их добро им отпустите, а не старайтесь спешно поглотить его, пока они не доросли до должных лет. И если опекун богат, пусть из добра сирот награды за услуги не берет, а если беден, пусть из него берет в достойной и благочестивой мере. Когда вы будете добро им отпускать, при них свидетелей поставьте, и все же при любых расчетах достаточно свидетельства Аллаха. Мужчинам свой надел из доли, что им родители и близкие оставили в наследство, и женщинам положен свой надел, что им родители и близкие оставили в наследство, будь то имущество мало или велико, их доля строго сочтена. Но если при разделе будут находиться родные, бедные или сироты, давайте им из этого добра, и речь при этом честную и кроткую ведите. И пусть боятся те, кто отпускает в жизнь сирот, как если бы оставляли за собой беспомощных и беззащитных близких. Пусть устрашатся они Бога и утвердятся в своем слове. Ведь те, которые имущество сирот несправедливо пожирают, сжирают огонь в свои чрева, гореть им в пламенном огне. И относительно детей заповедает вам Аллах: для сына доля, что равна 2 дочерей суммарной доле. Коль только дочери у вас, числом от 2 и больше, им полагается 2/3 из того, что он оставил, а если лишь 1 девица, ей половина надлежит. И если у усопшего есть дети, то каждому родителю его 1/6 доля из того, что он оставил. А если нет детей, и лишь родители наследуют ему, то мать получит 1/3 долю от наследства. А если у него есть братья или сестры, то матери 1/6 доля из того, что остается после уплаты завещаний и долгов. Вы знать не можете, кто из родителей или детей в своей полезности к вам ближе. Так установлено Аллахом. Аллах поистине всезнающ, мудр. А из того, что оставляют ваши жены, вам половина надлежит, если у них ребенка нет, а если есть у них ребенок, вам 1/4 из того, что остается после уплаты завещаний и долгов. Им, вашим женам, 1/4 из оставленного вами, если у вас ребенка нет,
А если есть у вас ребенок, им надлежит 1/8 из того, что остается после уплаты по завещанным наследствам и долгов. А если у мужчины кто наследство оставляет, или у женщины усопшей есть только боковая линия родства, и им наследует их сводный брат или сестра, то каждому из них обоих 1/6 доля из наследства. А коль число их больше 2, они участники в разделе 3 доли после уплаты по завещанным наследствам и долгов, без причинения наследникам вреда, по заповеди от Аллаха. Поистине Аллах все знает и снисходителен к людским заботам. Вот таковы пределы, установленные им, и те, которые Аллаху и посланнику его послушны, будут допущены в сады реками омовенны, где пребывать навечно им сие великое свершение. Но кто противится Аллаху и посланнику его пределы приступая, будут повержены в огонь, где им навечно пребывать, и будет унизительна их кара. А если кто из ваших женщин поступок мерзкий совершит, то призовите 4 свидетелей из вас, и если грех сей будет ими подтвержден, держите ваших жен в домах, пока их не постигнет смерть, или пока Господь другим путем распорядится ими. А если ту же мерзость совершат из вас какие-либо 2, то накажите их обоих. Но коль они покаются, к благому обратясь, оставьте их. Поистине Аллах благопреклонен, милосерд. Аллах благопреклонен к покаянию тех, кто совершает зло, не ведая об этом, и вскоре кается в свершенном. Аллах таким благопреклонен. Поистине Он мудр и всеведущ. Но бесполезно покаяние для тех, которые вершат дурное, и лишь когда пред кем-нибудь из них предстанет смерть, он восклицает «Каюсь я теперь», равно бесполезно и для тех, кто умирает, будучи неверным. Мы уготовили для них мучительную кару. О вы, кто верует! Вам запрещается наследовать тех женщин, которые противятся сему. Не проявляйте также грубость к ним, чтоб овладеть тем дарственным добром, которым вы их одарили, помимо случая того, когда они виновны в явном блуде. Благопристойно с ними обходитесь, и если вам они не по душе, возможно, эта неприязнь как раз есть то, во что Аллах вложил для вас большое благо. Но если вы одну супругу хотите заменить другою, хотя вы первой дали дар предбрачный, вы не берите из него нисколько. Неужто явным беззаконием и ложью его вы отберете у нее? И как вы можете забрать его, когда вступили вы в супружескую связь, и с вас она взяла обет суровый? Вы не берите в жены женщин, что были в браке с вашими отцами, разве что это совершилось раньше, ведь это мерзко и постыдно, к тому же сей обычай скверен. Вам запрещается брать в жены матерей, сестер и ваших дочерей, и ваших теток с материнской и отцовской стороны, и дочерей, сестер и братьев, и матерей, вскормивших грудью вас, сестер молочных и матерей ваших супруг, приемных дочерей, оставленных на ваше попечение, от жен, с которыми вступили вы уже в супружескую связь, а если не вступили, нет греха на вас ее взять в жены. Жен сыновей, которые от ваших чресел, и вместе 2 родных сестер, разве что это совершилось раньше. Поистине Аллах прощающий, милосерд. А также и замужних женщин, помимо тех, которыми владеют ваши правые руки,
так вам назначено Аллахом, и вам дозволено все то, что за пределы запрещенного выходит, искать согласно своему достатку, при этом целомудрие блюдя и сдерживая похоть. За пользу, что от жен вы извлечете, вам надлежит им дать награду, как то условлено между вами. Но если после назначения награды вы между собою согласитесь изменить ее, греха не будет в этом. Поистине Аллах всеведущ, мудр. А у кого из вас нет средств взять верную и охраняемую женой, берите в жены тех из верных, которыми владеют ваши правые руки. Аллах ведь знает вашу веру, вы друг от друга все сотворены. На них женитесь с позволения их господ, по справедливости им дар назначив. Им, целомудренным, непохотливым, внебрачных связей не имевшим, но если они мерзость совершат, уже вступивши с вами в брак, им в наказании лишь половина из того, что охраняемым назначено за тот же грех. Сие установление для тех из вас, которых тягости семейных уз пугают. Но, несомненно, лучше будет вам, коль будете вы сдержанны и терпеливы. Аллах ведь всепрощающий, милосерд. Аллах вам хочет разъяснить и показать вам нравы тех, которые до вас грешили, и вам явить свою благопреклонность. Аллах поистине всезнающий, мудр. Аллах к вам быть благопреклонным хочет, но те, кто следует своим страстям, хотят увлечь вас от Него как можно дальше. Аллах вам хочет облегчить земное бремя, ведь сотворен был слабым человек. О вы, кто верует! Свое добро на тщету меж собой не расточайте. Расходуйте его в торговых сделках лишь по взаимодоброй воле. Самих себя не убивайте, поистине Господь к вам милосерд. Того, кто беззаконно и по злобе так поступит, мы будем жечь в огне, и это не составит нам труда. Но если избежите вы грехов, на кои лег запрет суровый, мы от всего дурного вас освободим и вас введем в почетные врата Эдема. И не желайте вы тех благ, которыми Аллах так щедро одних из вас пред другими наделил. Мужчине надлежит все то, что он заслужит, и женщина получит то, что должно ей. Себе щедрот вы и спросите у Аллаха. Аллах поистине о всякой вещи знающий. Для пользы каждого установили мы наследников того, что оставляют их родители или родные, и тем, с которыми вы клятвенно скрепили договор, отдать должны вы договоренную долю. Аллах поистине свидетель всякой вещи. Мужья над женами стоят, блюдя очах их и сохранность, за то, что Бог одним из них дал преимущество перед другими, и также потому, что весь расход на содержание семьи из их имущества исходит, а потому добропорядочные жены послушно преданы мужьям, и в их отсутствии хранят, что повелел им Бог хранить. А что касается тех женщин, непослушания которых вы боитесь, сначала увещайте их, и если это не поможет, вы отлучаете их от ложа, а коли это не поможет, вы можете слегка ударить их, и если станут вам послушны, то не ищите ссоры с ними. Поистине Господь возвышен и велик. А если меж супружеской парой вы опасаетесь разрыва, то призовите двух судей, по одному из каждой из семей супругов, и если пожелают примириться, устроит им согласие Аллах. Поистине Аллах осведомлен и ведает о всякой вещи.
Так поклоняйтесь же Аллаху и сотоварищи Ему не измышляйте, и делайте добро родителям и близким, сиротам и таким, которые в нужде, тому, кто близок к вам и кто от вас вдали, тому, кто дорог вам по дружбе, и страннику от дома вдалеке, и тем, которыми владеют ваши правые руки. Поистине Аллах не любит хвастливых и исполненных гордыней. И тех, которые скупятся, и для других предписывают скупость, и укрывают то, что от щедрот своих им даровал Аллах всей жизни, мы уготовили для этих нечестивцев позорные, мучительные кары. И тех, кто тратит из достатка своего лишь лицемерие пред людьми, не веруя ни в день последний, ни в Аллаха, и тех, кому приятель сатана, о, как же плох такой приятель! Так отчего ж им не уверовать в Аллаха и последний день, и не расходовать того, чем Он их наделил? Аллаху ведь о них известно. Поистине, нигде и никому не причинит Господь обиды даже на вес одной былинки, а если будет что-нибудь благое, его удвоит Он и от себя воздаст великую награду. Но что будет тогда, когда мы призовем свидетеля от каждого народа и призовем тебя, о Мухаммад, свидетельствовать против них? В тот день неверные и те, которые противились пророку, в желании едином возмолят, чтобы земля сравнялась с ними, но ни единого деяния мирского им от Аллаха не сокрыть. О вы, кто верует, не приближайтесь к совершению молитвы в нетрезвом состоянии ума, пока не сможете понять, что говорите, и не тогда, когда осквернены обрядом ночи, покуда не омоете все тело, разве что вы находитесь в пути. А если вы больны или в поездке, или выходили по естественной нужде и возвратились, или с женщиной сношение имели, и вы при этом не нашли воды обмыться, сухим песком или чистою землею лицо и руки оботрите. Аллах поистине прощающий и снисходителен к земным заботам. Ты обратил внимание на тех, кому была дана часть книги. Они торгуют заблуждениями своими и вас хотят увлечь с пути. Аллах же лучше знает, кто вам враг, и Он достаточен для вас, как покровитель ваш и как помощник. Среди иудеев есть такие, которые переставляют с места слова Писания, ниспосланного им, и говорят: «Мы слышали, но мы не повинуемся сему», а также «Выслушай же то, чего еще не слышал, и упаси нас от всего». Своими языками искажая их значение и с тем высмеивая веру, а если бы они сказали: «Мы слышим и послушны будем, услышь и посмотри на нас», им это было бы пристойнее и лучше. За их неверие Господь их проклял, и веруют немногие из них. О люди книги, уверуйте же в то, что мы вам ниспослали, чтоб утвердить вам истинность того, что с вами, пока мы не изгладили вам лица и их назад не обратили, или вас не прокляли, как тех, которые нарушили субботу. Ведь повеление Аллаха поистине всегда вершится. И никогда Аллах вам не простит, коль в равные Ему другие божества вы предаете, и кроме этого греха. Простит Он все и всем, кому желает, но тот, кто в сотоварищи Аллаху другие измышляет божества, творит наивысший грех и никогда прощен не будет. Ты обратил внимание на тех, кто величается хвастливо.
Но нет, один Господь лишь может знать, кто и какой хвалы достоин, и им обид не причинят даже навес тончайшей плевы, что прикрывает желобок на финиковой кости. Смотри, как ложь на Господа они возводят, довольно в этом явного греха. Ты обратил внимание на тех, кому была дана часть книги. Они в Тагута веруют и в Джипта, и говорят неверным, что путь их более прямой, чем путь уверовавших в Бога. На них легло проклятие Аллаха, а проклятые им помощника себе не обретут. Или в их державе всегда своя есть доля власти. Но посмотри, они ведь людям не дадут и желобка на финиковой кости. Или у них есть зависть к людям за те щедроты, что Господь им даровал. Но ведь и роду Ибрахима мы даровали и Писание, и мудрость, и царством превеликим наделили. И были те, которые уверовали в Бога, и были те, кто отвернулся. Довольно ада для огня, в котором им гореть навечно. И тех, которые знамения наши отвергают, поистине мы будем сжечь в огне. И всякий раз, когда их кожа обгорит, его заменим мы другою кожей, чтоб дать вкусить им наказание сполна. Поистине Господь великий, мудрый. А тех, кто верует и доброе творит, введем в сады реками омовенны, где пребывать навечно им. Для них там чистые супруги и благодать прохладной тени, в которую введем мы их. Поистине Аллах заповедает доверенную кладь владельцам возвращать, когда ж придется вам судить между людьми, по справедливости судите. И как поистине прекрасно то, чему Аллах вас поучает, ведь Он все слышит и все видит. О вы, кто верует, Аллаху повинуйтесь и посланнику Его, а также тем из вас, кто властью наделен. А если спор затеете между собой, то предоставьте рассудить вас Аллаху и посланнику Его. Если в Аллаха и последний день уверовали вы, ведь это лучше и пристойней по исходу. Ты обратил внимание на тех, кто лживо утверждает, что поверил в то, что ныне послано тебе, и до тебя не спослано другим. Они желают обращаться за судом к Тагуту, тогда как им повелено не веровать в него. И хочет сатана их сбить с пути и в заблуждение увлечь как можно дальше. Когда им говорят: «Идите вы к тому, что вам низвел Аллах, к его посланнику идите», ты видишь, как, отворотя свой лик, уходят эти лицемеры. А как они себя ведут, когда их постигает горе за то, что предварили им их руки, тогда они идут к тебе и Господом, клянясь, взывают: мы лишь согласия желали и добра. Известны Богу эти люди, и знает Он, что скрыто в их сердцах. Ты в стороне держись от них, а по возможности увещевай и говори им слово, что в души их проникнуть может. Мы посылали каждого посланника лишь с тем, чтоб с изволения Аллаха ему повиновались вы. И если бы они, чиня самим себе несправедливость, пришли к тебе и спросили бы прощения Аллаха, и попросил прощения для них бы сам посланник, они б действительно нашли, что милостив Аллах и всякое обращение приемлет. Но нет, клянусь твоим владыкой, не уверуют они, пока тебя не примут как судью во всем, что спорно между ними. Тогда в себе они уж не найдут сопротивления разумности твоих решений и подчинятся им покорно. И если бы мы им предписали: отдайте свою жизнь или покиньте свой очаг,
то лишь немногие из них могли бы это сделать. Но если бы сделали они все то, чему их учат, для них это было бы лучше и утвердило бы прочнее их положение и веру. И даровали бы мы им великую награду от себя, и повели бы их прямой стезею. И кто Аллаху и посланнику его послушен, войдет в собрание таких, кому простерта его милость, посланников и праведных служителей его, благотворящих слуг Господних и мучеников ближней жизни. И как прекрасно это братство! Вот такова Господня щедрость, довольно для него, что все он знает. О вы, кто верует, вы соблюдайте осторожность на войне и двигайтесь вперед или отдельными рядами, или всем составом. И обязательно найдутся среди вас такие, кто отстает в пути от вас. И если вас беда постигнет, говорит: Аллах поистине явил мне милость тем, что я там не был среди вас. А если к вам придет удача от Аллаха, то обязательно он скажет, как будто между ним и вами привязанности не было совсем: «О, если б я вместе с вами был, мне бы от этого большой успех достался». А потому пусть на пути Господнем сражаются лишь те, кто покупает за мгновение ближней жизни вечность второго бытия, и кто в сражениях на пути Господнем погибнет или победит, тому дадим мы величайшую награду. Так почему вам на пути Господнем не сражаться за слабых из мужчин и женщин и детей, которые взывают: «Владыка наш, нас вызвали из города, где жители тираны, нам от себя защитника пошли, нам от себя помощника поставь». Те, кто уверовал, воюют на пути Господнем. Кто не уверовал, воюют на пути Тагута. Воюйте же с друзьями сатаны, слабы его коварные потуги. Ты обратил внимание на тех, кому сказали: удерживайте руки от боев и совершайте регулярную молитву, давайте милостыню для очищения. Когда ж потом предписано им было воевать, то часть из них, боясь людей, таким или даже большим страхом, чем Аллаха, воззвала к Господу: «Владыка наш, зачем ты предписал нам воевать? Зачем не дашь отсрочки нам до скорого предела? Скажи, услада ближней жизни коротка, а жизнь вторая много краше для тех, кто был благочестив. И вам обид не причинят даже навес тончайшей плевы, что покрывает желобок на финиковой кости. И где бы вы ни находились, вам предстоит познать вкус смерти, когда ее черед настанет. Если бы вы даже схоронились в высоких башнях, что взметнулись к небесам, когда случается благое с ними, то говорят они: «Сие нам от Аллаха». Когда ж постигает их дурное, говорят: «А это от тебя, о Мухаммад». Скажи: все истекает от Аллаха. Но почему же эти люди никак не могут осознать ни одного приведенного сказа? И все благое, что тебя постигнет, от Аллаха, а что постигнет из дурного, исходит от греховности твоей, как наказание от него. И мы своим посланникам тебя послали к людям, и чтоб ты их в этом увещал, и как свидетеля тому достаточно Аллаха. И кто посланнику послушен, послушен самому Аллаху. А кто уйдет, отворотившись, что ж, тебя не посылали мы к хранителям их благочестия. И говорят они: мы послушание блюдем.
А стоит им тебя покинуть, как многие из них во мраке ночи замышляют совсем обратное тому, что ты сказал. Но запись Бог ведет их умыслом ночным. Ты в стороне держись от них и Господу доверься, Его, как поручителя, довольно. Что ж им не поразмыслить над Кораном? Не будь он от Аллаха, в нем много бы нашлось противоречий. Когда встает какой-нибудь вопрос пред ними, не вызывающий тревог или несущий опасения, они его тотчас же разглашают. А если предоставили они этот вопрос посланнику на суд или обладающим между ними властью, тогда б узнали его те, кто в суть его проникнуть хочет. И если б не Господня щедрость и милость его к вам, то вы бы все, кроме немногих, пошли стопами сатаны. Сражайся на пути Господнем, ты сам себе вменяешь это, и побуждай благочестивых. Быть может, Бог умерит злость неверных, ведь Он сильнейший в своей мощи, сильнейший в наказании своем. И кто способствует благому делу, тот от него получит долю. А кто способствует дурному, получит долю в бремени его. Господь над всякой вещью властен. Когда приветствуют с приветливостью вас, ответьте им приветливостью большей или такой же по меньшей мере. Господь поистине подсчет ведет всему. Аллах, нет божества кроме Него. Поистине Он всех вас соберет в день воскресения на суд, о коем никаких сомнений нет. Кто в слове может быть правдивее Аллаха? Зачем же из-за лицемеров вы разделились на две группы? Коль их Аллах увлек с пути за нечестивые стяжания, так неужели вы хотите на путь прямой наставить тех, кого Аллах с него увлек? Ведь не найти пути прямого тому, кого Аллах увлек с пути. Им бы хотелось, чтоб вы стали столь же неверны, как они, чтоб с ними одинаковы вы были. Вы не берите их себе в друзья, пока не переселятся они из нечисти на путь Аллаха. Но если же они вас предадут, то где бы вы их ни нашли, хватайте их и предавайте смерти. И не берите никого из них ни другом, ни помощником себе. Помимо тех, кто связан с тем народом, что состоит в союзе с вами, или тех, которые придут к вам с тягостью в душе от нежелания воевать, ни с вами, ни со своим народом. И если бы желал Аллах, Он дал бы им над вами мощь, и стали бы они с вами воевать. Но если, не сражаясь с вами, они от вас отступят и предложат мир, Аллах не дозволяет вам никоего пути вести сражение против них. Среди них вы и других найдете, которые хотят в доверие войти и к вам, и к своему народу. Но всякий раз, как их зовут к вражде, они с готовностью ввергаются в нее. И коль они от вас не отойдут, вам мира не предложат и не удержат рук, то где бы вы их ни нашли, хватайте их и предавайте смерти. Мы вам над ними доставляем власть. Тому, кто верует в Аллаха, не должно верных убивать, разве что только по ошибке. Кто по ошибке верного убьет, тот должен дать свободу верному рабу и пеню уплатить семье того, кто умер. Если они не пожелают на милостыню обратить ее, а если же убитый, верующий в Бога, но из людей, что с вами во вражде, то вам дать верному рабу свободу. А если он из тех людей, с которыми у вас союз, то пеня для его семьи и верному рабу свобода. А кто раба на выкуп не найдет, тому назначен пост 2 месяца подряд, как покаяние перед Аллахом. Поистине Аллах всезнающий, мудр.
Тому, кто верного умышленно убьет, ад воздаянием предстанет, где пребывать ему навечно. На нем проклятие и гнев Аллаха, и муки тяжкие назначены ему. О вы, кто верует! Коль по пути Господнему отправитесь в поход, предусмотрительно себя ведите тому, кто с миром встретит вас в пути. Не говорите «ты неверный», желая завладеть случайным благом ближней жизни. Ведь у Аллаха изобилие добра и благ. Вы раньше были такими же, как и Он, пока Аллах не оказал вам милость, а потому предусмотрительными будьте, Ему известны все деяния ваши. И меж собой из верующих не сравнятся те, кто сидит у мирных очагов и не несет потерь, и те, кто на пути Господнем все силы отдает, добро свое и жизнь. Бог жаловал на степень выше тех, кто добро свое и силы отдает пред теми, кто остался дома. Всем обещал Господь благое, но тех, кто на Его пути усердствует за веру, Он отличил пред теми, кто сидит в домах, наградою великой. Степенями, что Он на милость от себя и на свое прощение назначил, поистине прощающий Он и милосерд. Когда же ангелы возьмут на упокой те, кто себе в земных страстях несправедливость причинил, они им скажут: в каком же положении вы были? Ответят те: мы были слабы на земле. И скажут ангелы: ужель земля Аллаха не обширна, чтоб вы могли на ней от нечисти переселиться из мест одних в места другие? Для этих ад убежищем предстанет. Какая скверная обитель упокоя! Помимо слабых из мужчин и женщин и детей, кто приспособиться к земным суетам не способен и не находит верного пути, им, может быть, простит Аллах, прощающий Он и снисходителен к земным заботам. И те, которые на промысле Аллаха покинут дом родной и переселятся в края чужие, найдут на той земле обилие убежищ и простора. А кто покинет дом родной по велению Аллаха и посланника Его, и в тех краях его постигнет смерть, тому награда в ведении Аллаха, поистине прощающий Он и милосерд. Когда вы в переездах по земле, греха на вас не будет в том, что вы молитву сократите из-за угрозы нападения неверных, они ведь ваши явные враги. Когда же ты, о Мухаммад, находишься среди них и их ведешь при совершении молитвы, то пусть один отряд стоит с тобой и при себе оружие свое имеет. Когда же преклонение закончат, пусть отойдут назад от вас, и пусть другой отряд, который не молился, придет и молится с тобой. Но чтобы осторожны были и при себе оружие имели. Неверным бы хотелось, чтобы вы с обозами своими и оружием небрежны были, чтобы одолеть одним ударом вас. Греха не будет в том, если вы сложите оружие свое под тягостью дождя или болезни. При этом в отношении себя блюдите осторожность. Аллах поистине уготовал неверным столь унизительные кары. Когда ж пропустите молитву, в душе своей Аллаха призовите, стоять ли будете, или сидеть, или лежать. Когда же вокруг спокойно станет, вы совершите должную молитву. Молитвы в установленное время строго предписаны для верных. Без устали преследуйте людей, которые враги вам, и если терпите лишения при этом, так и они такие же лишения терпят. Хотя у вас надежда от Аллаха есть на то, на что они надеяться не смеют. Аллах поистине всеведущ, мудр. Мы ниспослали книгу в истине тебе, чтоб ты между людьми судить мог так,
как показал тебе Господь, не будь защитником для тех, кто вероломно предает других. А и спроси Господнего прощения, ведь снисходителен Аллах и милосерд. Не спорь, чтобы оправдать таких, кто предает самих себя. Аллах поистине не любит тех, кто предает и вероломен. Им можно скрыться от людей, но им не скрыться от Аллаха. Аллах находится при них, когда в ночи они ведут те речи, которые ему претят. Аллах объемлет все, что делают они. Вот споришь ты, чтобы оправдать их в этой жизни. А кто поспорит с Господом в их пользу в день воскресения на суд? И кто же будет поручителем за них? Кто совершает зло или обижает собственную душу, а после обращается к Аллаху о прощении, найдет, что снисходителен Аллах и милосерд. И кто творит какой-то грех против души своей стяжает, поистине Аллах всезнающий, мудр. Но кто проступок совершит или грех, потом же обвинит в них тех, кто не повинен, тот на себя берет и ложь, и явный грех. И если бы не щедрость Бога, не милосердие Его к тебе, иные бы из них замыслили свести тебя с пути, но лишь себя с пути они сбивают. Тебе же не вредят ничем, ведь Бог послал тебе Писание и мудрость, и научил тому, чего не ведал ты, как велика к тебе Господня щедрость. И в большинстве их тайных разговоров нет добра, помимо тех, которые внушают на очищение милостыню править, зовут людей к добру и возглашают примирение между ними. Тому, кто поступает так, ища Господнего благоволения, даруем мы великую награду. Кто от посланника отступит, когда ему был ясно путь прямой указан, и не последует путем благочестивых, того оставим мы идти путем, что сам он выбрал, и через этот путь введем его в огонь, такое скверное пристанище для грешных. И никогда Аллах вам не простит, коль сотоварищей ему вы предаете, и кроме этого греха простит он все и всем, кому желает, а тот, кто все же сотоварищей Аллаху прочит, тот пребывает в крайнем заблуждении. Они помимо Бога призывают лишь божества, имеющие женский пол, и призывают только сатану, упорного смутьяна. Ведь проклял его Бог. Но он сказал: «Я непременно от служителей твоих возьму себе назначенную долю, и совращу их с твоего пути, и возбужу у них порочные желания, и прикажу обрезать уши у скота, и прикажу творение Господне безобразить. Кто сатану себе в заступники берет, минуя Бога, себя на явную погибель обрекает. Он обещаниями их тешит и возбуждает в них порочные желания, но обещание сатаны — обман и только. И тем, кто обольстится ими, пристанище в аду, и не найти спасения оттуда. А тех, кто верует и праведно творит, мы поведем в сады реками омовенные, где пребывать навечно им, по верному обетованию Аллаха, а кто правдивее Аллаха в слове? И здесь не ваши притязания, ни притязания людей, кто обладает книгой, Аллахом приняты не будут. Кто зло творит, тому воздастся тем же, и не найдет он, кроме Бога, ни покровителя и ни помощника себе. А тот, кто делает добро, мужчина ли, женщина ли это, и верует при этом в Бога, тот в рай войдет, и там обид не понесет ни на бороздку финиковой кости. Кто лучше исповедует религию, чем тот, кто обратил свой лик к Аллаху?
добро творит благочестиво и следует путем Ханифа Ибрахима, поистине Аллах взял другом Ибрахима. И лишь Аллах владеет всем, что в небесах и на земле пребудет, и только Он объемлет все и вся. Они ждут указания от тебя касательно их женщин. Скажи, Аллах дает вам указания о них и то, что вам читается в сей книге, и относительно сирот, которым не даете вы того, что вам предписано давать, желая взять их в жены, о беззащитных слабых детях, и чтоб всегда ко всем сиротам вы строго соблюдали справедливость, и чтобы доброго не совершили вы, Аллах поистине об этом знает. И если женщина боится от супруга жестокости или уклонения от брачных уз, греха не будет, если меж собой они к взаимному согласию придут. Поистине согласие – большое благо, ведь в душах постоянно пребывает скупость. Но если вы добро творите и благочестие блюдете, Аллаху истинно известно все, что делаете вы. Вы никогда ко всем из ваших жен не сможете быть равно справедливы, если бы вы даже пламенно того желали, и все же ни от одной из них вы не должны всецело уклоняться, чтобы она в неясности не оставалась. И если вы договоритесь мирно между собой, при этом благочестие проявляя, то снисходителен Аллах и милосерд к вам будет. Но если все же разойдутся, Аллах обогатит обоих от необъятности своих щедрот. Поистине Аллах в своих щедротах необъятен, мудр безмерно. И лишь Аллах владеет всем, что в небесах и на земле пребудет. Мы завещали тем, кому до вас мы книгу не спослали, и вам сейчас мы завещаем: страшитесь гнева вашего владыки. А если станете неверны, так ведь Аллах владеет всем, что в небесах и на земле, свободен Он от всяких нужд и славен. Аллах владеет всем, что в небесах и на земле, и покровительство Его довольно. И если б Он желал того, Он устранил бы вас, о люди, и вместо вас поставил бы других. Он истинно на это мощен. А кто награды в этом мире хочет, так ведь лишь в видении Аллаха награда ближней жизни и второй. Он слышит все и видит. О вы, кто верует, свидетельствуя пред Аллахом, должны блюсти вы строго справедливость, будь против вас направлена она, или против ваших матерей, отцов или братьев, против богатого или бедняка. Пристрастия у Аллаха нет, Он может защитить обоих. Не предавайтесь вы страстям, чтобы не стать несправедливым, но если вы душой кривите или уклоняетесь от правосудия, Аллах ведь всеведущ в том, что делаете вы. О вы, кто верует! Уверуйте в Аллаха и посланника Его, и в то Писание, что Он низвел Ему, и в то Писание, что Он ниспослал Он прежде. А кто не верует в Аллаха, в ангелов Его, в Его Писание, в посланников Его и день последний, тот пребывает в крайнем заблуждении. А те, которые уверовали в Бога, потом же отреклись, потом уверовали вновь и отреклись опять, и тем неверие усилили свое, тех не простит Аллах, прямой стезею не направит. Ты весть благую лицемерам сообщи, их ждут мучительные кары. Те, кто в друзья берет неверных вместо верных, неужто они ищут себе чести среди них? Но нет, вся честь лишь в ведении Аллаха. Аллах уже открыл вам в этой книге, как надлежит вам поступать. Когда вы слышите насмешки и видите неверие в знамения Аллаха, то не сидите вместе с ними, пока они не обратятся к новой теме, иначе будете подобны им.
Кто лучше исповедует религию, чем тот, кто обратил свой лик к Аллаху, добро творит благочестиво и следует путем Ханифа Ибрахима? Поистине Аллах взял другом Ибрахима. И лишь Аллах владеет всем, что в небесах и на земле пребудет, и только Он объемлет все и вся. Они ждут указания от тебя касательно их женщин. Скажи: Аллах дает вам указания о них и то, что вам читается в сей книге, и относительно сирот, которым не даете вы того, что вам предписано давать, желая взять их в жены, о беззащитных слабых детях, и чтоб всегда ко всем сиротам вы строго соблюдали справедливость, и чтобы доброго не совершили вы, Аллах поистине об этом знает. И если женщина боится от супруга жестокости или уклонения от брачных уз, греха не будет, если меж собой они к взаимному согласию придут. Поистине согласие – большое благо, ведь в душах постоянно пребывает скупость. Но если вы добро творите и благочестие блюдете, Аллаху истинно известно все, что делаете вы. Вы никогда ко всем из ваших жен не сможете быть равно справедливы, если бы вы даже пламенно того желали, и все же ни от одной из них вы не должны всецело уклоняться, чтобы она в неясности не оставалась. И если вы договоритесь мирно меж собой, при этом благочестие проявляя, то снисходителен Аллах и милосерд к вам будет. Но если все же разойдутся, Аллах обогатит обоих от необъятности своих щедрот. Поистине Аллах в своих щедротах необъятен, мудр безмерно. И лишь Аллах владеет всем, что в небесах и на земле пребудет. Мы завещали тем, кому до вас мы книгу не спаслали, и вам сейчас мы завещаем: страшитесь гнева вашего владыки. А если станете неверны, так ведь Аллах владеет всем, что в небесах и на земле, свободен Он от всяких нужд и славен. Аллах владеет всем, что в небесах и на земле, и покровительство Его довольно. И если б Он желал того, Он устранил бы вас, о люди, и вместо вас поставил бы других. Он истинно на это мощен. А кто награды в этом мире хочет, так ведь лишь в видении Аллаха награда ближней жизни и второй. Он слышит все и видит. О вы, кто верует, свидетельствуя пред Аллахом, должны блюсти вы строго справедливость, будь против вас направлена она, или против ваших матерей, отцов или братьев, против богатого или бедняка. Пристрастия у Аллаха нет, Он может защитить обоих. Не предавайтесь вы страстям, чтобы не стать несправедливым, но если вы душой кривите или уклоняетесь от правосудия, Аллах ведь всеведущ в том, что делаете вы. О вы, кто верует! Уверуйте в Аллаха и посланника Его, и в то Писание, что Он низвел Ему, и в то Писание, что Он не спаслал Он прежде. А кто не верует в Аллаха, в ангелов Его, в Его Писание, в посланников Его и день последний, тот пребывает в крайнем заблуждении. А те, которые уверовали в Бога, потом же отреклись, потом уверовали вновь и отреклись опять, и тем неверие усилили свое, тех не простит Аллах, прямой стезею не направит. Ты весть благую лицемерам сообщи, их ждут мучительные кары. Те, кто в друзья берет неверных вместо верных, неужто они ищут себе чести среди них? Но нет, вся честь лишь в ведении Аллаха. Аллах уже открыл вам в этой книге, как надлежит вам поступать. Когда вы слышите насмешки
и видите неверие, знамения Аллаха, то не сидите вместе с ними, пока они не обратятся к новой теме, иначе будете подобны им. И пожрали у людей добро, расходуя его на тщету. Мы приготовили для тех из них, кто нечестив, мучительное наказание. Но тем из них, которые глубокие познания имеют, кто в Бога верует, и в то, что послано тебе, и в то, что до тебя ниспослано другим, молитву совершает по часам и правит очистительную подать, кто верует в Аллаха и последний день, таким даруем мы великую награду. Мы не спаслали откровение тебе так же, как Нуху мы его послали, и вслед за ним другим пророкам. Мы Ибрахиму откровение послали, и Исмаилу, и Исхаку, и Якубу, и всем 12 коленам, а также Исе, и Аюбу, и Юнусу, Харуну, Сулейману, и дали мы псалтырь Давуду. И были средь посланников от нас те, о которых рассказали мы тебе, но были также и такие, о коих мы тебе не рассказали. А с Мусой прямо говорил Аллах. Среди посланников от нас были такие, которые благовещали верным, и те, которые неверных увещали, им предвещая день Господнего суда, чтоб после них никто пред Господом не мог представить свидетельство о том, что по незнанию грешил. Поистине Господь могуч и мудр. Аллах свидетельствует сам, что все ниспосланное им тебе по его мудрости и знанию исходит, и ангелы свидетельствуют это, хотя достаточно свидетельства Аллаха. Поистине, кто не уверовал и совращает с Божьего пути других, находится в глубоком заблуждении. Поистине, кто не уверовал и беззаконие творит, не будет Господом прощен, не будет праведным путем направлен, а лишь дорогой в ад пойдет, где пребывать ему навечно, и это не составит Господу труда. О люди, к вам пришел посланник с истиной от вашего владыки, уверуйте на благо для себя. А если же останетесь неверны, что ж, все в небесах и на земле принадлежит Аллаху. Аллах поистине всезнающ, мудр. О люди книги, в религии своей излишествам не предавайтесь, и ничего не говорите об Аллахе, кроме правды. Мессия Иса, сын Марьям, посланник от Аллаха, и его слово, которое в Марьям он воплотил, и дух, как милость, от него. Так веруйте в Аллаха и посланников его. Не говорите Троица себе во благо. Аллах один единый Бог. Его величию негодно отцом для смертного предстать. Всем в небесах и на земле владеет он один. Его, как поручителя, довольно. И никогда Мессия не презреет служением и поклонением Аллаху, как то и ангелы, кто близ Него. А кто презреет поклонением Ему и возгордится, тех соберет Он всех к себе держать ответ пред Ним. А тем, кто верует и доброе творит, воздаст Он должные награды, и к ним еще прибавит от своих щедрот. А горделивых и надменных подвергнет страшным мукам Он, и не найдут они, опричь Аллаха, ни покровителя и ни помощника себе. О род людской! Пришло к вам несомненное свидетельство от вашего владыки. Мы вам послали ясный свет. И тех, кто верует в Аллаха и твердо держится за верфь Его, введет Он в лоно милости Своей и щедростью Своею одарит,
прямым путем к себе направит. Они ждут указаний от тебя. Скажи, Аллах дает вам указание свое о тех, которые наследуют усопшим по боковой отцовской линии родства. Если умрет мужчина, не имеющий ребенка, и у него есть сводная сестра, ей половина из того, что он оставил. А он ее наследство получает, если она умрет бездетной. А если у него есть 2 сестры, то им 2/3 из того, что он оставил. А если у него и братья есть, и сестры, то каждому мужчине доля 2 женщин надлежит. Так разъясняет вам Аллах, чтобы вы могли не ошибиться. Аллах о всякой вещи знающий. Сура 5. Трапеза. Аль-Маида. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. О вы, кто верует, вы соблюдайте обязательства свои. Дозволено вам в пищу мясо животных вашего скота, кроме того, о чем читается вам здесь. Но мясо дичи вам запрещено, если охота на священном месте, и вы облачены в играм. Поистине, Аллах решает все по мудрости своих желаний. О вы, кто верует, не нарушайте святости обрядов Божьих, ни месяца запретного, ни жертвенных животных, ни украшений, что повешены на них, чтобы отличить их от обычных, ни тех людей, что устремились к запретному для зла святому дому, чтоб испросить благоволения и щедрости владыки. Когда ж вы снимете играм, покинув место поклонения, и к состоянию обычности вернетесь, вы можете охотою заняться. И ваша неприязнь к тем, кто не пустил когда-то вас к запретной для греха мечети, пусть вас не побуждает к греху. Друг другу лучше помогайте в делах добра и благочестия, а в злодеяниях и вражде друг другу не оказывайте помощь. Страшитесь Господа, Он в наказании силен. Запрещена вам в пищу мертвечина, кровь и свинина, и всякая живая тварь, что с именем других, а не Аллаха, была заколота для пищи, мясо удавленной скотины, или издохшей от удара, или от падения с крутизны, или забоданной рогами, или заеденной каким-то хищным зверем, помимо случая того, когда в ней еще теплится кровь, и вы заколите ее по нужному обряду. Запрещено вам также в пищу то, что на жертвенниках убиенно, а также и дележ по стрелам, сие нечестие и блажь. Сегодня те, кто вашей верой пренебрег, в отчаянии пребывают, но их не бойтесь, а страшитесь лишь меня. Я завершил для вас сегодня вероустав религии своей и проявил сполна свою вам милость, назначив изволением своим ислам, как то покорность моей воли. Кого же голод вынудит к сей пище, без нечестивости или склонности к греху, так ведь Аллах поистине прощающий и милостив к людским заботам. И задают они тебе вопрос, что в пищу им разрешено? Скажи, вся снедь благая, и то, что вам изловит хищное зверье, вроде собак или птиц, которых вы к охоте приучили, их дрессируя так, как указал Аллах, вы ешьте то, что вам они изловят, и призываете имя Господа над оным. Страшитесь гнев его навлечь, поистине с расчетом он не медлит. Сегодня вся благая снедь дозволена вам в пищу, дозволена вам также пища тех,
кому было ниспослано Писание, и ваша пища им разрешена. Разрешено вам в жены брать не только целомудренных, уверовавших в Бога, но также целомудренных из тех, кому ниспослано Писание до вас, коль вы дадите им в предбрачный дар, при этом скромность соблюдая, не предаваясь похоти и не беря любовниц. А кто от веры отречется, свои деяния в тщету обратит и будет в жизни будущей среди тех, кто понесет урон тяжелый. О вы, кто верует! Когда готовитесь к молитве, умойте свои лица, руки до локтей, обмойте до лодыжек ноги и оботрите голову свою. А если вы осквернены обрядом ночи, омойтесь с головы до ног. А если вы больны или в пути, или выходили по естественной нужде и возвратились, или с женщиной сношение имели, и вы при этом не нашли воды обмыться, сухим песком или чистою землею лицо и руки оботрите. Господь не хочет вас обременять, Он лишь очистить вас желает, чтобы явить сполна свою вам милость. Быть может, станете вы благодарны? Так помните Господню милость вам и договор, который заключил Он с вами, когда сказали вы: «Мы слышали и повинуемся Тебе», а потому благочестивы будьте, Он знает, что в груди у вас сокрыто. О вы, кто верует! Свидетельствуя пред Аллахом, вы будьте стойко справедливы, и пусть их неприязнь к вам не отклонит вас от решений справедливых. Блюдите строго справедливость, ведь это ближе к благочестию стоит. Страшитесь разгневить Аллаха, поистине Он сведущ в том, что делаете вы. Тем, кто уверовал и делает добро, Аллах обетовал прощение и высшую награду. А тем, кто не уверовал в Аллаха и выдает за ложь знамения Его, стать обитателями ада. О вы, кто верует! Вы призовите к памяти Господню милость вам, когда задумали иные из людей вас одолеть своими нечестивыми руками, а Он от вас их руки удержал. Так будьте же благочестивы, уверовав в Аллаха, лишь на Него надежды возлагайте. Аллах поистине вступил в завет с сынами Исраиля. Из них воздвигли мы правителей числом 12. Аллах сказал им: «С вами я, но только если будете вы совершать молитву и править очистительную подать, и веровать в посланников моих, и их чтить и помогать им, давать прекрасный займ Аллаху, и я очищу вас от ваших прегрешений, в сады введу реками омовенной. Кто ж после этого останется неверным, тот сбился с верного пути». И вот за то, что свой завет нарушили они, мы предали проклятию их, и их сердца ожесточили. Они слова Писаний искажают, их с места одного переставляя на другое место, и забывают часть того, чему учили их. И непрестанно ты встречаться будешь с изменой или их новой уловкой, за исключением немногих. Ты им прости и не взыщи. Поистине Аллах благоволит лишь к тем, кто к людям добр. Завет мы взяли также с тех, кто говорит: «Мы христиане». Но и они забыли часть того, чему до этого учили их. Зато мы возбудили в них вражду и ненависть друг к другу до дня их воскресения на суд. Тогда укажет им Господь, чем на земле они грешили. О люди книги! От нас пришел посланник вам, чтоб указать вам многое из книги, что вы так тщательно таите, а также многое из того, что можно опустить. Вам от Аллаха свет и ясное Писание явилось.
которым направляет Он на путь спасения и мира тех, кто следует Его благоволению и волею Своей из мрака к свету их выводит, стезею праведной ведет. И богохульствуют все те, кто говорит, что Бог Мессия, сын Марьям. Скажи, кто властен чем-нибудь пред Богом, если б хотел Он погубить Мессию, сына Марьям, и мать его, и всех, кто на земле? Во власти Господа земля и небо, а также все, что между ними. Творит Он то, что пожелает, Ему подвластна всяка вещь. И иудеи говорят, и христиане: мы Божии сыны, возлюбленные им. Скажи, что ж Он наказывает вас за ваши прегрешения? О нет, всего лишь люди вы из множества таких, кого Он создал. Аллах наказывает вас или прощает по мудрости желания своего. Аллах владеет небесами и землей и тем, что между ними суще. К Нему лежит конечный путь. О люди книги! От нас пришел посланник вам, чтобы разъяснить вам истину Господню после столь долгого отсутствия пророков, чтоб не сказали вы: не приходили к нам ни вестник доброго, ни увещатель от дурного. Теперь пришел к вам благовестник и увещатель против злого. Аллах поистине над всякой вещью мощен. И вспомните, как Муса народу своему сказал: «О мой народ, вы вспомните Аллаха, милость вам, из вас самих поставил Он пророков, царями сделал вас, и вам доставил то, чего не доставлял ни одному из всех народов. О мой народ, вступите на святую землю, которую Аллах назначил вам, в бесчестии назад не обращайтесь, чтобы не обречь себя на тяжкую потерю». Но молвили они: «О Муса, на сей земле народ великорослый, мы никогда не вступим на нее, пока они оттуда не уйдут, а коль они ее покинут, мы тотчас же в нее войдем». Но два благочестивых среди них, на коих милость Божья снизошла, сказали: «Войдите этими вратами к ним, как только вы войдете, вы верх одержите над ними, и если веруете вы, на Бога положитесь». «О Муса, — молвили они, — мы никогда войти туда не сможем, пока они там остаются. Иди же ты и твой Господь, и там вдвоем сражайтесь, а мы здесь посидим и подождем». И он сказал: «О мой владыка, я властен только над собой и братом, так отдели же нас от этого распутного народа». Ответил Бог: «На 40 долгих лет земля святая им запретна будет, блуждать им бесприютно по земле. Ты ж не скорби об этом злом народе». Прочти им в истине рассказ о двух сынах Адама. Ведь они оба жертву принесли, но принята она была у одного, отвергнута же у другого. И тот другой сказал: «Уж верно, я убью тебя». Но брат ответил: «Ведь лишь от праведных Аллах берет дары. И если ты протянешь свою руку на меня, чтобы убить, я на тебя свои руки, чтобы убить, не протяну. Страшусь я Бога, Господа миров. Хочу, чтоб возложил ты на себя все бремя моего и твоего греха и стал средь обитателей огня, что будет воздаянием для грешных». Душа ж его под тяжестью дурных страстей к убийству брата побудила, и он убил его и стал средь тех, кто обречен на тяжкую потерю. И вот послал Бог ворона ему, который стал рыть землю, чтобы показать ему, как скрыть всю неприглядность трупа его брата. И он сказал:
о горе мне! Ужель я так бессилен стал, что не могу, подобно ворону сему, скрыть неприглядность тела брата? И тут он стал в числе раскаявшихся перед Богом. И потому мы предписали детям Израиля: тот, кто убьет живую душу не за душу и не за нечисть на земле, то как бы всех людей погубит. А тот, кто эту душу сохранит, он как бы всех людей убережет от смерти. К ним с ясными знамениями от нас наши посланники являлись, но даже вслед за этим многие из них к земным утехам невоздержанные остались. И воздаяние для тех, которые воюют против Аллаха и посланника Его, усердствуя нечестие посеять на земле, предание их смерти или распятие их на кресте, или отсечение накрест рук и ног, или изгнание из страны, сие бесчестие для них в ближайшей жизни и кара величайшая в другой. Помимо тех, кто обратится с покаянием, прежде чем вы получите над ними власть, Аллах поистине прощающий, милосерд. О вы, кто верует, благочестивы будьте, ищите доступа к Его благоволению, все силы положите на Его пути, чтобы могли вы обрести успех в душе и жизни. А те, кто не уверовал, то будь у них все то, что на земле, и даже вдвое больше, чтоб откупить себя в день воскресения от мук, от них не примут ничего, их ждет мучительная кара. Желанием их будет выйти из огня, но из него им никогда не выйти, их муки вечно будут длиться. И вору, и воровке отсекайте руки, как воздаяние за то, что души их усвоили себе, как наказание от Аллаха, ведь Он поистине могущий мудр. Но кто, свершив свой грех, раскается, к благому обратясь, тому Аллах свое благоволение проявит, ведь всепрощающий Он и милосерд. Ужель не знаешь ты, что лишь Аллах владеет небесами и землей? Накажет Он того, кого захочет, простит того, кто мил Ему, и властен Он над всем и вся. О Мухаммад, посланник мой, пусть не печалят тебя те, которые к неверию спешат. Не те из них, кто лишь устами говорит: уверовали мы, а в их сердцах нет веры. Не те из иудеев, которые внимают лжи и слушают других, которые к тебе не приходили. Они слова Писаний искажают, переставляя с места их, потом им придавая ложный смысл, и говорят: «Коль вам даровано оно, берите, а если нет, остерегайтесь». Кого Аллах захочет искушению подвергнуть, не властен ты ничем пред Ним, и это те, чьи скверные сердца не склонен Он очистить. Позор для них в ближайшем мире и кара превеликая в другом. Они с готовностью внимают лжи и пожирают с жадностью запретное Аллахом. А если все ж они к тебе на суд придут, ты рассуди меж ними или отвернись. Но если отвернешься, они тебе вреда не причинят. А коль судить их все же станешь, по справедливости суди. Аллах лишь справедливых любит. Но как они тебя судьей поставят, когда у них есть Тора, суд Аллаха, в которой им даны все повеления Его? И все же отвращаются они, как далеки они от веры. И это мы, кто низвели им Тору, в которой правый путь и свет, по ней судили иудеев те пророки, что Господу всем сердцем предавались, раввины и ученые мужи судили потому, что было им доверено хранить из Божьей книги. Они же и свидетели об этом. А потому людей не бойтесь, страшитесь лишь меня.
И за знамения мои ничтожнейшую плату не берите, а те, кто суд вершит не потому, что им не звел Аллах, неверными пред Ним предстанут. И в ней для них мы предписали душа за душу, глаз за глаз, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб, за нанесение ран отмщение по равной мере. А кто простит за свои раны и возмещение за них на милостыню обратит, тому послужит это искуплением грехов. А те, кто суд вершит не потому, что им не звел Аллах, те приступают законы, установленные им. По их следам отправили мы Ису, сына Марьям, чтоб истинность закона утвердить, что был ниспослан до него. Ему Евангелие мы послали, в котором правый путь и свет, и подтверждение того, что до него ниспослано в законе, и правый путь, и увещание для верных, которые страшатся Бога. Пусть обладатели Евангелия судят потому, что в нем Аллах им ниспослал, а те, кто суд вершит не потому, что им низвел Аллах, те возмутители его порядка. Мы книгу в истине тебе послали для подтверждения того, что прежде из Писания пришло, для охранения его от всяких искажений. Суди же между ними потому, что ниспослал тебе Аллах, не следуя их страстям, что в сторону от истины идут, когда она тебе уже предстала. Мы каждому из вас предначертали устав для жизни и дорогу к свету. И если бы желал Аллах, Он делал бы вас всех одним народом, но волею своей Он хочет испытать вас на верность в соблюдении того, что Он вам даровал. Стремитесь же опередить друг друга в сотворении благого. К Аллаху возвращение вас всех, тогда Он ясно вам покажет все то, в чем расходились вы. Суди же между ними потому, что ниспослал тебе Аллах. Не следуй их страстям и их остерегайся, чтобы они тебя уловками своими не отвлекли ни от чего, что ниспослал тебе Аллах. А если же они отворотятся, так это потому, что за какие-то из их грехов Аллах их хочет покарать. Ведь истинно, как много из людей Господнему порядку непослушны. Уже ли их суд времен невежества прельщает? Уже для тех, кто тверд в познании и вере, есть лучший по суду, чем сам Господь? О вы, кто верует! Вы не берите в покровители себе ни иудеев и ни христиан. Они друзья один другому, а тот из вас, кто в покровители их взял, тот сам из их числа. Господь поистине не станет направлять тех, кто его пределы приступает. И ты увидишь, как те люди, сердца которых схвачены недугом, перебегают среди них от одного к другому, говоря: «Боимся мы, чтоб не постигла нас беда». Как знать, Аллах, быть может, даст победу или повелит чему-нибудь произойти, тогда раскаются они в том, что укрыли в своих душах. И скажут верные тогда: неужто это те, кто клялся Богом, сильнейшими из клятв своих, что непременно будут с вами? Дела их тщетой обратились, и понесли урон их души. О вы, кто верует! Если найдутся среди вас такие, кто отречется от религии своей, Господь других людей поставит, которых будет Он любить, и кто любить будет Его, смиренных перед верными Аллаху, суровых над неверными Ему, радеющих на промысле Аллаха, бесстрашных перед порицаниями тех, кто порицает. И это есть Господня милость, и Он дарует ее с тем, кого сочтет, ведь Он объемлет все и знает обо всем. И ваши истые друзья Аллах, Его посланник,
и святое братство верных, которые молитву совершают, на очищение дают, и перед Ним смиренно преклонились. И те, кто покровителем себе берет Аллаха, Его посланника, и тех, кто верует в Него, они Его святое братство, и им торжествовать над всеми. О вы, кто верует! Вы не берите в покровители себе тех, кто на нашу веру смотрит, как на забаву и насмешку, не тех, кому было дано Писание до вас, не тех, которые не веруют в Аллаха. Страшитесь гнев Его навлечь, коль веруете вы. Когда звучит ваш зов к молитве, они его в забаву и насмешку обращают, и это потому, что сей народ лишен любого разумения. Ты им скажи: о люди книги, ужель вы недовольны нами лишь потому, что веруем мы в Бога, и в откровении, что нам Он ниспослал, и в то, что послано до нас, а может потому, что большинство из вас пред Богом приступают? Скажи: быть может, указать мне вам на нечто более отвратное, чем это, по воздаянию у Аллаха? Они все те, кто на себя навлек Его проклятие и гнев, и те из них, кого Он обратил в свиней и обезьян, и те, которые тагуту поклонялись, они отвратнее по месту Аллаха и уклонились больше всех с пути. Когда они к тебе приходят, то говорят: мы веруем они. Но как они с неверием приходят, так с ним они же и уходят. Аллаху же известно лучше, что у себя в груди они таят. И видишь ты, как многие из них спешат в грехе друг друга обогнать и в пожирании того, что недозволено законом, и как же мерзко то, что делают они. Так что ж раввинам и мужьям-ученым не удержать их от греховности речей и пожирания того, что недозволено законом, как скверно то, что делают они? И вот сказали иудеи: привязана рука Господня к шее, да будут к шеям их привязаны их руки, и будут прокляты они за богохульство их речей. О нет! Простерты обе руки Божьи, Он по своей угоде раздает дары, и то, что твой Господь дарует тебе свыше, у большинства из них лишь множит упрямое неверие и богохульство. Зато мы возбудили в них вражду и ненависть друг к другу до дня их воскресения на суд, и всякий раз, когда они огонь войны зажгут, Господь его потушит. Они стремятся на земле нечестие посеять. Господь не любит тех, кто нечесть сеет. О, если б только люди книги уверовали в Бога и страхом преисполнились пред Ним, мы бы их очистили от зла, ввели бы их в сады утех и благодати. И если бы они твердо следовали Торе, Евангелию и тому, что им ниспослано сейчас от их владыки, они б сполна вкушали от того, что сверху их и что под их ногами. Есть среди них умеренный народ, что умеряет свои страсти согласно повелениям Господним, но большинство из них упорствуют в грехе, как скверно то, что делают они. О мой посланник! Ты передай им то, что послано тебе твоим владыкой, а коль не сделаешь ты это, то ты не передашь его послание, и тем не выполнишь ты миссии своей. Он защитит тебя от злых людей, Он праведным путем неверных не направит. Скажи, о люди книги, ничто на сей земле не станет вам опорой, пока вы твердо не последуете Торе, Евангелию и тому, что вам ниспослано сейчас от вашего владыки. Но что тебе не сходит свыше от владыки, у большинства из них лишь множит упрямое неверие и богохульство, но пусть сей нечестивый люд тебя не огорчает.
Те, кто уверовал в Коран, и те, кто следует иудаизму, и Назареи, и Сабеи, все, кто уверовал в Аллаха и последний день, и на земле творит добро, ждет щедрая награда у Аллаха. На них не ляжет страх, печаль не отягчит. Скрепили мы завет с сынами Исраиля, и к ним отправили посланников своих. Но всякий раз, когда посланник приходил и приносил им то, чего их души не желали, они одних лжецами объявляли, других же убивали без суда. И думали они, что никакой напасти им не будет, и отвернули взор от Бога, и стали глухи к повелениям Его. И все ж Господь к ним обратился, и снова многие из них остались слепы и глухи к Его велениям. Аллах же видит все, что делают они. Не веруют и богохульствуют такие, кто говорит: Бог есть Мессия, сын Марьям. Но говорил Мессия: сыны Израиля, Аллаху поклоняйтесь, и моему, и вашему владыке, и всякому, кто прочит сотоварищи ему, он запретит свой рай, и ад ему убежищем предстанет, и не найдут неверные помощников себе. Не веруют и богохульствуют такие, кто говорит: Аллах есть третий из троих, тогда как нет иного божества, кроме Аллаха одного, единого для всех. И коль они не прекратят хулы речей, постигнет тех из них мучительная кара, кто не уверовал в Него. Что ж им не обратиться к Богу, не спросить прощения Его, ведь всепрощающий Он и милосерд. Мессия, сын Марьям, не более чем посланник, ему предшествовали многие другие. И праведницей мать его была, она питалась пищей, что для смертных. Смотри, как ясно разъясняем мы свои знамения для них, и посмотри, как все же далеки от истины они. Скажи, как станете вы поклоняться наравне с Аллахом тому, кто немощен, не вред вам причинить, ни в пользу? Аллах же слышит все и знает обо всем. Скажи, о люди книги, в религии своей излишеством без истины не предавайтесь. Не следуйте мирским страстям людей, которые в грехах блуждали прежде, и многих в заблуждение ввели, и сами же сошли с пути прямого. И прокляты устами Дауда, и Мессии Исы, сына Марьям, те из сынов Израиля, которые неверными остались за то, что были непокорны и преступны. Что от дурного не смогли сдержаться, и сами, совершая зло, другим его не запрещали, как мерзки были их деяния. И видишь ты, как многие из них в друзья берут таких, что не уверовали в Бога, и сколь же мерзко то, что души их им предварили. Зато обрушился на них Господень гнев, и пребывать ему в вечных муках. Если бы они уверовали истинно в Аллаха и пророка, поверили бы в то, что послано ему, они в друзьях неверных никогда не брали, но многие из них упорствуют в грехе. И ты увидишь, что из всех людей сильнее всех вражда к уверовавшим в Бога, многобожников и иудеев. И, несомненно, ты найдешь, что ближе всех в любви к уверовавшим те, кто говорит «мы Назареи». И это потому, что среди них есть иереи и монахи, которые гордыни лишены и не возносятся перед другими. Когда же слушают они то, что ниспослано пророку, ты видишь, как глаза их проливаются слезой, ведь в этом видят истину они, и говорят они: «Владыка наш, уверовали мы, впиши нас в исповедники свои». И отчего же нам не уверовать в Аллаха и в то, что нам из истины пришло?
коль мы желаем, что Аллах нас ввел в число людей благочестивых? За эти речи их Аллах вознаградит садами, что реками омовенны, где пребывать навечно им, и это воздаяние добротворящим. А тем, кто не уверовал в Аллаха, сочтя за ложь знамения его, стать обитателями ада. О вы, кто верует! Запрет не налагайте на все то доброе, что вам дозволил Бог. Излишеством не предавайтесь, приступая меру. Господь не любит тех, кто приступает дозволенные им пределы. Питайтесь из того, чем Бог вас наделил, дозволенной и доброй пищей. Благочестивы будьте перед Богом, в которого уверовали вы. Господь не взыщет с вас за пустословие в ваших клятвах, но взыщет за намеренные клятвы, которыми себя связали вы. Во искупление сего греха дать 10 голодным пищу, которую обычно вы даете своим семьям, или дать одежду им, или выкупить рабу свободу. А кто не в состоянии это сделать, постится пусть 3 дня подряд. Сие есть искупление тех клятв, которые вы дали. Так соблюдайте же свои вы клятвы. Так вам Господь свои знамения разъясняет, чтобы вы могли быть благодарны. О вы, кто верует! Все, что пьянит и травит ум, азартные затеи, и камни жертвенников, алтарей, мест молений, и жребий на стрелах, все это мерзость, что измыслил сатана. Так воздержитесь же от этих искушений, чтоб обрести вам счастье и успех. И хочет сатана азартом и вином вражду и ненависть средь вас посеять и уклонить от поминания Аллаха и молитвы. Ужель вы не сумеете сдержаться? Так повинуйтесь же Аллаху и посланнику его, и будьте осторожны. А если отвратитесь, знайте, что долг посланника лишь верно передать Господне откровение. И нет греха на тех, кто верует и доброе творит в той пище, что вкушали они прежде, коль они Господа страшатся и от греха себя блюдут, и веруют, и доброе творят, и снова веруют, и Господа страшатся, и вновь себя от зла блюдут, и доброе творят. Господь добротворящих любит. О вы, кто верует! Господь вас, несомненно, испытает той добычей, что ваши руки или копья на охоте с такой легкостью получат, чтоб этим Господу узнать, кто в глубине души ему предался, кто ж после этого приступит, тому назначена мучительная кара. О вы, кто верует! Не убивайте дичи на охоте, пока облачены в играм одежды пилигрима. А кто из вас намеренно убьет, отдать взамен домашнего скота такого же веса, что будет выверен 2 правдивыми из вас и в жертву присужден для отправления к Каабе, или в искуплении сего греха дать пищу нищим, или равнозначный пост блюсти, чтобы вкусить преступность своего поступка. Аллах простит, что было прежде. Кто ж повторит сей грех, тому возмездие Аллах назначит. Аллах поистине могуч, возмездие блюститель. Разрешена вам ловля рыбы в море, в пищу для вас и тех, кто держит путь, но вам запрещена охота на земле, пока на вас и грамм одежды пилигрима. Страшитесь гнева вашего владыки, которому вас всех однажды призовут. Аллах установил запретный для греха дом Каабу, пристанищем людей единой веры, а также и запретный месяц, и жертвенных животных, и украшения, что повешены на них, чтобы отличить их от обычных. И это для того, чтобы вы знали, Аллаху истинно известно все, что на земле и в небе происходит. Аллах о всякой вещи знающий. И знаете, в наказании суров Аллах, и все ж прощающий Он и милосерд.
и долг, что на посланника возложен, лишь передать послание Господне. Аллаху же известно все, и то, что вы являете открыто, и что так тщательно скрываете в душе. Скажи, зло и добро не могут быть сравни, хотя избыток зла тебя порой приводит в восхищение. А потому благочестивы будьте пред Аллахом, все те, в ком разумение живет, чтоб обрести вам счастье и успех. О вы, кто верует, не спрашивайте о вещах, что могут принести вам огорчение, если открыты будут вам. А если спросите о тех вещах, что вам не ясны, в то время, когда вам не сводится Коран, они вам будут с ясностью открыты. Аллах простит за это вас, прощающий Он и в наказаниях воздержан. Были до вас такие люди, что задавали эти же вопросы, но, получив ответ, по-прежнему в неверии остались. Не дал Аллах установлений ни о Бахире, ни о Саибе, ни о Василе, ни о Хаме. Но те, кто не уверовал, возводят на Аллаха ложь, приписывая все это Ему, и лишены любого разумения многие из них. И когда им говорят: «Придите же к тому, что вам низвел Аллах, к Его посланнику придите», они ответствуют: «Довольно нам того, что мы нашли в наследии отцов». Неужто и тогда, когда отцы их были лишены и разумения, и руководства? О вы, кто верует, на вас забота о своей душе, и если вы прямым путем идете, не повредит вам тот, кто с этого пути сошел. К Аллаху возвращение вас всех, тогда Он ясно вам покажет все то, чем вы грешили на земле. О вы, кто верует, свидетельством меж вами, когда кому-нибудь из вас предстанет смерть, при составлении завещания должны быть двое вашего круга, известные правдивостью своей, или двое из других, не вашей веры, коль странствуете вы в чужих краях, и вам грозит опасность смерти. Но если в их правдивости вы усомнились, то задержите их после молитвы, и пусть клянутся именем Аллаха. Свидетельство сего не продадим мы ни за какую цену благ земных, хотя бы шло это на пользу нашим близким. И мы не утаим того свидетельства, которое мы именем Аллаха дали, иначе были б мы поистине из грешных. Если ж окажется, что оба во грехе повинны, пусть два других займут их место, на сей раз из числа таких, кто справедливо претендует на наследство, и пусть клянутся именем Аллаха. Свидетельство, что мы даем, правдивее свидетельства двух прежних. Мы не приступим за пределы правды, иначе были б беззаконны мы. Сие есть лучший путь — заставить их давать свидетельство по сути дела, чтобы они испытывали страх, что вслед за лживостью их клятв опять потребуются клятвы. А потому благочестивы будьте вы и слушайте установления Аллаха, ведь Он неправедным из вас стезю прямую не укажет. Настанет день, когда Аллах своих посланников всех соберет и спросит: каков был отклик на призывы ваши? Они ответят: этого не знаем мы, Тебе единому поистине все тайно и открыто. Когда в день воскресения Господь наш скажет: «О Иса, сын Марьям, ты вспомни о моем благоволении к тебе и к матери твоей, когда я духом укрепил тебя святым, чтобы и младенцев в колыбели, и зрелым мужем ты к людям с речью обращался, Писанию и мудрости тебя я научил, Евангелию и закону, Торе, и вот ты волею моей из глины образ птицы сотворил, вдохнул в нее, и волею моей она живою стала, и волею моей ты исцелил того, кто слеп родился, и прокаженного оздоровил моею волей, и оживил моею волею умерших,
Я от тебя сынов Израилевых удержал, когда ты им представил ясные знамения, они же не уверовали в них, твоей погибели желая. И те, кто не уверовал из них, сказали, сие есть явно колдовство. И я апостолам внушил, уверуйте в меня и моего пророка. Они ответили, уверовали мы, и будь свидетелем тому, что мы предались. И вот апостолы сказали, о Иса, сын Марьям, сумеет ли твой Бог с небес нам трапезу свести? Коль вы уверовали в Бога, побойтесь его гнева, им он отвечал. Они сказали, мы хотим поесть с нее и успокоить наши души, и будем знать, что ты сказал нам правду, и сей чудесной трапезе свидетелями станем. И молвил Иса, сын Марьям, Владыка наш Аллах Всевышний, сведи нам трапезу с небес, и станет праздником она, знамением Твоим предстанет для всех, от первого и до последнего из нас. Даруй удел, потребный нам, Ты лучший из дарующих уделы. Сказал Аллах, я вам ее сведу, но кто из вас после сего останется неверным, того я накажу такою карой, какую не наказывал я ни один народ. И скажет в день суда Аллах, о Иса, сын Марьям, ужель ты людям говорил, меня и мать мою двумя богами, а притч Аллаха почитайте? Хвала тебе, ответит Иса, как говорить мне то, на что мне права нет? Когда б я говорил такое, ты, несомненно, знал бы это. Ты знаешь, что в моей душе, а что в твоей, мне неизвестно. Тебе единому все тайное открыто. Я говорил им только то, что ты мне повелел им возвестить. Аллаху поклоняйтесь, Он мой Господь и ваш Господь. Пока среди них я пребывал, я был свидетелем о них. Когда же ты призвал меня к себе, ты стал над ними наблюдатель, ведь ты свидетель обо всем, что суще. И если ты наказываешь их, так в этом твоя воля, они же в услужении тебе. А коль прощаешь, в этом ты, владыка, ведь ты могуч и мудр безмерно. Аллах ответил, это день, когда правдивым пользу принесет их правда. Для них сады реками омовенны, где пребывать навечно им, и там они к довольствию Аллаха, и к их довольствию Аллах, и это есть великое свершение. Аллах владеет небесами и землей, и тем, что пребывает в них, и Он над всякой вещью властен. Сура 6. Скот. Аль-Анаам. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, кто небеса и землю создал, устроил мрак и свет. И все же те, кто не уверовал в Него, других придумывают в равные Ему. Он тот, кто вас из глины создал и срок установил для вашей жизни, и у Него назначен срок другой, и все же вы в сомнении об этом. И Он, Аллах, и на земле, и в небесах, Ему известно, что таите вы, и что являете открыто, и что вы предваряете себе деяниями своими. Какое бы знамение Аллаха из всех Его знамений к ним не приходило, они лишь отвращались от Него. И ныне истину за ложь они сочли, когда она предстала перед ними, но скоро к ним прибудет весть о верности того, над чем они так долго насмехались. Ужель не видели они, как много поколений мы погубили и до них? Мы на земле установили им такую силу, какую вам не доставляли мы,
им с неба дождь обильно лили, велели рекам течь в ногах у них. И все ж потом мы за грехи их погубили и возвели на место их другие поколения. И если б даже на пергаментных листах тебе мы книгу не спослали так, чтобы они руками ощутить ее могли, то и тогда б неверные сказали: сие есть явно колдовство. И говорят они: что ж ангел с неба не сведен к нему? Но если б ангела свели мы, решилось бы их дело сразу, и после этого им не было подсрочки. А если б сделали мы ангела причастным к этим спорам, то мы б его послали в виде человека, и тем для них бы затемнили суть вопроса, который они сами затемняют. И, несомненно, до тебя посланников насмешкам подвергали, но их насмешников постигло то, над чем они так откровенно насмехались. Скажи: пройдите по земле и посмотрите, каков конец был тех, которые сочли посланников лжецами. Скажи: кому принадлежит все то, что на земле и в небе? Скажи: Аллаху, и милосердие вменил Он сам себе. Он соберет вас всех в день воскресения на суд, о коем никакого нет сомнения, и не уверуют в Него лишь те, кто свою душу погубил навеки. Ему принадлежит все то, что пребывает днем и ночью. Он слышит все и знает обо всем. Скажи: ужель я в покровителей себе возьму кого-нибудь, кроме Аллаха, того, кто небеса и землю создал, кто всем дает потребное для жизни, а сам свободен от любой нужды? Скажи: повелено мне первым быть из тех, кто предался исламу, и вы не будьте среди тех, кто в равные Аллаху другие призывает божества. Скажи: коли ослушаюсь владыку моего, страшусь я кары дня великого суда. И тот, кто будет от нее избавлен в этот день, тому явил он милосердие свое, и явным будет этот дар. Если Господь бедой тебя коснется, то от нее, кроме Него, нет избавителя тебе. А если Он коснется тебя благом, так ведь над всякой вещью властен Он. Он полновластный господин над слугами своими, Он мудр и о всякой сути сведущ. Скажи: что как свидетельство весомее всего? Скажи: Аллах свидетель между мною и вами. И этот Аль-Коран открыт был мне, чтоб им и вас увещевать, и тех, которых он достигнет. Ужель свидетели тому вы, что есть другие божества, кроме Аллаха? Скажи: я этому свидетелем не буду. Скажи: сие поистине единый Бог, и не причастен я к тому, что в равные Ему другие божества вы предаете. И те, кому мы даровали книгу, знают это, как знают своих собственных сынов, и только те, что погубили свои души, по-прежнему неверными остались. И есть ли нечестивее того, кто ложь возводит на Аллаха или считает ложными знамения Его, поистине не будет благоденствия неверным. В тот день мы соберем их всех и скажем тем, кто предавал другие божества Аллаху: где ж те другие божества, которых вы измыслили себе в угоду? Тогда не будет им другой увертки, как сказать: клянемся Господом, владыкой нашим, что в равные Ему мы никаких божеств не измышляли. Смотри, как ложь они возводят на себя, и как покинуло их то, что создали они своим воображением. И среди них такие есть, кто лишь притворно слушает тебя, на их сердца покров мы наложили, чтобы они не поняли его, и глухотой закрыли уши,
И даже если все знамения они увидят, в них не уверуют они. Когда ж к тебе они придут, то станут припираться, говоря, сие лишь только сказы первых. Они других удерживают от него и сами стороной его обходят, но губят этим лишь самих себя, и сами же не ведают об этом. Если б ты только мог увидеть, как их поставят пред огнем, и как они в отчаянии воскликнут: «О, если бы на землю нас вернули, тогда бы мы не считали ложью знамения нашего владыки и были бы средь праведных людей». Тогда открылось бы их собственным глазам все, что скрывали они прежде. И все же, если бы на землю их вернули, они бы обратились вновь к тому, что недозволено им было, ведь истинно они лжецы. И говорят они: нет ничего помимо этой жизни, и мы не будем никогда воскрешены. Если б ты только мог увидеть, как их поставят перед их владыкой, он скажет им: ужель сие не истина для вас? Они ответят: да, и в этом нашим Господом клянемся. И скажет он: вкусите ж наказание за то, что на земле неправедными были. Потеряны для Бога будут те, которые считали ложью встречу с Ним, пока вдруг не пришел к ним час, когда они взмолили: «О горе нам за то, что не брегли заветом, данным Богу!» И им нести на своих спинах земных ошибок тяжкий груз, и сколь же мерзкой будет эта ноша. Жизнь наша в этом мире — забава легкая да тщета, намного краше будущий приют для тех, кто благочестие блюдет, страшася гнева своего владыки. Ужель вам это не понять? Мы знаем ту печаль, что речи их тебе приносят, но не тебя во лжи они винят, знамения Господа считают ложью нечестивцы. И до тебя посланников лжецами объявляли, но с терпеливой стойкостью они сносили и обвинения во лжи, и притеснения, пока к ним наша помощь не пришла. Ведь нет такого, кто сумеет переменить Господне слово, к тому ж тебе уже известны истории посланников его. А если тебе в тягость их презрения, то даже если б мог ты отыскать расселину в земле или лестницу на небо и тем явить еще одно знамение им, то все равно они бы не уверовали в Бога. И будь на то желание Господне, собрал бы он их всех на праведной стезе, а потому, о Мухаммад, не будь в числе невежд. Откликнутся на проповедь пророка лишь те, которые желают слышать. А что касается умерших, Господь их воскресит, и будут все они потом к Нему возвращены. И говорят они: «О, если бы ему от Господа его было ниспослано знамение, что было б зримо или ощутимо, скажи: могущ Господь ему знамение свести, но большинство из вас его не распознает». И нет ни одного живого существа, что на земле живет или на крыльях в небе, которые, подобно вам, не составляли бы общины. Мы ничего не упустили из книги наших уложений, и будет день, когда их всех у их владыки соберут. И кто знамения наши отвергает, тот глух и нем и пребывает в мраке, и по своей всеведущей угоде Аллах иных сбивает с верного пути, других же на стезю прямую ставит. Скажи, ужель не думали вы сами о себе, что если снизойдет на вас Господня кара или наступит час Господнего суда, ужель к другим, кроме Аллаха, о милосердии взовете вы? Ответьте, школь вы правдивы. О нет! Только к Аллаху вы взовете,
И если пожелает Он, избавит вас Он от того, что побудило вас о помощи просить, тогда, быть может, вы забудете о тех, кого вы прочили Ему в партнеры. И до тебя к народам многим мы слали вестников своих и подвергали этот люд невзгодам и страданиям, чтобы они, пройдя через невзгоды, узнали, как смиренным быть. Когда от нас обрушились на них невзгоды, что ж не смирились и они? Сердца же их, напротив, очерствели, и сатана им разукрасил всю скверну их греховных дел. И вот когда они забыли то, чем их увещевали, мы растворили перед ними врата всех соблазнов. Когда ж они дарованным сладились, схватили мы внезапно их, и вот они в отчаянии ждут Господнего суда. И были из неправедного люда все до последнего усечены, хвала Аллаху, Господу миров. Скажи, вы думали о том, что если Бог лишит вас зрения и слуха и вам наложит на сердце печать, какое божество, помимо Бога, вам все это вернет опять? Смотри, как мы по-разному толкуем им знамения, и все же отвращаются они потом. Скажи, вы думали о том, что, коль внезапно или жданно на вас падет Господня кара, ужель погублен будет кто-то, кроме нечестивых? Мы шлем посланников своих лишь возвещать добро и увещать от злого, и кто уверовал и стал благочестив, на тех не ляжет страх, печаль не отягчит. А тех, которые сочли знамения наши ложью, коснется наказание за то, что были нечестивы. Скажи, я вам не говорю, что у меня сокровище Аллаха, и сокровенное мне неизвестно, так же, как и вам. Не говорю я вам, что ангел я, а я лишь следую тому, что мне открыто в откровении. Скажи, ужель сравни слепой и зрячий, что ж вам об этом не подумать? Ты этим тех предупреди, в ком есть благоговейный страх в преддверии того, когда их соберут для встречи с их владыкой, и им, кроме него, заступника и покровителя не будет. Тогда, быть может, обретут они и благочестие, и веру. Не отгоняй ты тех, которые на утренней заре и в час захода солнца взывают к Господу в молитве, ища Его благоволения. Ты не ответственен ничем за их деяния, и за тебя им не ответствовать ничем, чтобы тебе их прогонять и стать одним из нечестивых. Так мы людей сопоставляем, чтобы испытать одних другими, и чтобы они сказали, что у них в душе. Неужто этим среди нас Аллах явил свое благоволение? Ужели Аллах не знает лучше благодарных? Когда приходят к тебе те, кто верует в знамения наши, то говори: мир вам, и милосердие вменил Господь ваш сам в себе. И если кто-нибудь из вас зло по неведению совершит, потом раскается, благому обратясь, так ведь Аллах прощающий, милосерд. Мы с ясностью такое знамение толкуем, чтобы выявить для вас путь тех, кто с праведной дороги сбился. Скажи, запрещено мне поклоняться тем, кого вы чтите, кроме Бога. Скажи, я не пойду путем ваших страстей, иначе б я сошел с Господнего пути и не был бы среди тех, которые идут прямой стезею. Скажи, я нахожусь на ясной миссии от моего владыки, вы же не верите в нее, не властен я над тем, что вы торопите к свершению. Решение того лишь у Аллаха. Он возглашает истину и лучший из решающих, чему, когда и где свершится. Скажи, и если б в моей власти было то, что вы торопите к свершению, то дело было бы решено меж мной и вами. Аллах же лучше различает нечестивых.
Ключи незримого лишь в ведении его, и лишь ему оно известно. Известно ему все на суше и на море, и ни единый лист не упадет без ведома его. Ни одного зерна нет в темени земли, ни свежей, ни сухой былинки, что в ясной книге означена бы не была. Он тот, кто забирает ваши души на ночь и знает все, что с вами сделано за день. А на восходе дня Он воскресит вас снова, отправив души вам назад, чтобы завершить назначенный вам срок. Потом к Нему и ваше возвращение. Тогда Он в истине представит вам всю суть того, что вы свершили. Он полновластный Господин над слугами Своими, и Он хранителей Своих над вами шлет. Когда к кому-нибудь из вас приходит смерть, посланцы наши забирают его душу, не упуская ничего, как то предписано Аллахом. Потом их всех к Аллаху возвратят, к их истинному Господину. О да, Он властелин суда и приговора, и нет быстрее Его в расчете. Скажи, кто вас от мрака суши и воды спасает, когда смиренно в молчаливом страхе вы обращаетесь к Нему: «О Господи, коль вызволишь отсюда нас, поистине мы станем из числа благодарящих». Скажи, Господь спасает вас от этих и от прочих бед, потом же в равные Ему других богов вы предаете. Скажи, Он тот, кто мощен в своем гневе обрушить бедствия стихийные на вас, на ваши головы или снизу, или под ваших ног, облечь вас в смуту племенной вражды и дать познать вам вкус насилия со стороны друг друга. Смотри, как мы по-разному толкуем им знамения, потом же отвращаются они. И твой народ считает его ложью, тогда как он есть истина сама. Скажи, за вас не поручитель я. И всякой вести в этой книге определен свой срок, и скоро вы узнаете об этом. Когда ты видишь тех, кто словоблудит о знамениях наших, ты удались от них, пока они не обратятся к новой теме. А если сатана тебя заставит сей наказ забыть, то все ж, придя в себя, ты не сиди в компании неверных. И не ответственны за них благочестивые ничем, на них лежит лишь увещание неверных. Быть может, обретут они страх перед Господним гневом. Покинь ты тех, кто на религию свою, как на забаву и пустую тщету смотрит. Их искушения текущей жизни совратили, но, уходя, ты этим возвести им то, что всякая душа себе погибель предваряет тем, что стяжала на земле. И нет ей ни заступника, ни покровителя, кроме Аллаха. И чтоб она не предложила во искупление греха, там от нее никто ее не примет. Таков удел всех тех, кто обречен на гибель за то, что предварил себе деяниями своими. Им жажду утолять кипящую струей, и им мучительная кара за то, что не уверовали в Бога. Скажи, ужель мы станем призывать о притче Аллаха тех, кто немощен, не принести нам пользы, не вред нам причинить? Вернемся ли к обратному пути после того, как нас Аллах поставил на стезю прямую, подобно тем, кого шайтаны заблудили на земле и кто растерянно бредет, в то время как друзья его зовут: «Иди же к нам на путь прямой». Скажи, поистине стезя Аллаха одна на всех на сей земле, и нам повелено предаться Господу миров. Молитву точно отправлять и благочестие блюсти, страшася Его гнева. Он тот, кому вас соберут на суд. Он тот, кто небеса и землю создал, чтобы явить нам истину свою в тот день. Он скажет: «Будь», и станет он, и слово его — истина сама. Он будет властвовать в тот день, когда раздастся трубный глас. Ему незримое и явное известно. Он мудр и о всякой сути
сведущ. И вспомните, как Ибрахим сказал Азару, своему отцу: «Ужель за божества ты идолов приемлешь? Поистине, я вижу, что и ты, и твой народ находитесь все в явном заблуждении». И так мы показали Ибрахиму свое могущество над небесами и землей, чтоб, познавая, обрести уверенность он мог. Когда покрыла его ночь, и он звезду увидел, сказал он: «Это мой Господь». Когда же закатилась поутру она, сказал он: «Я не люблю все то, что возникает и уходит». И вновь, когда луну он восходящую увидел, сказал он: «Это мой Господь». И вновь, когда зашла она, сказал он: «Если мой Господь меня на путь свой не направит, я буду из числа таких, кто заблужден». И вновь, когда он солнце восходящее увидел, сказал он: «Это мой Господь, и сей превыше предыдущих». Когда же солнце село, он сказал: «О мой народ, поистине я не причастен вашему греху прочить другие божества Аллаху. Я обратил свой лик к тому, кто небеса и землю создал, и всей душой ему предался. Я не из тех, кто прочит соучастников Аллаху». И пререкался с ним его народ. Тогда сказал он: «Вы пререкаетесь со мною об Аллахе, тогда как вывел Он меня на путь прямой, и не боюсь я тех, кого вы предаете в сотоварищи Ему, если того не пожелает мой Господь. Ведь безграничным ведением своим Господь мой всякую вещь объемлет. Ужель не поразмыслить вам над этим? И отчего же мне бояться тех, кого вы прочите Ему в партнеры, коль не боитесь вы приравнивать Ему таких, касательно которых Он поручительства вам не давал? Тогда какой из этих двух сторон быть правомерно безопасней? Ответьте же, коль вам известно это». Лишь те, кто верует, не облекая своей веры в беззаконие, и им истинная безопасность, и лишь они на праведной стезе. Таков тот довод, что мы дали Ибрахиму против неверия его народа. Мы возвышаем степенями тех, кого своим желанием сочтем. Господь твой истинно и мудр, и всезнающий. И дали мы ему Исхака и Якуба, и всех направили по верному пути, а прежде мы стезю прямую Нуху указали, и из его потомства Давуду, Сулейману и Аюбу, Юсуфу, Мусе и Харуну. Так воздаем мы тем, кто делает добро. И Закарии, и Яхье, и Исе, и Ильясу, ведь они все из ряда правоверных. И Исмаилу, Аль-Ясаю, Юнусу и Луту, их всех возвысили мы над мирами. Из их отцов, потомков и их братьев избрали мы и вели по праведной стезе. Вот таково водительство Аллаха, которым Он ведет тех в услужении Ему, кого сочтет своим желанием. Но если б наравне с Аллахом они других измыслили богов, то все, что бы ни сделали они, для них бы обратилось в тщету. И это те, кому мы даровали книгу, власть и пророчество среди них самих. А если в это все народ сей не поверит, мы обязательство сие возложим на другой народ, который в это все поверит. То были те, которых вел Аллах, а потому путем их следуй. Скажи: я не прошу у вас за это платы, сие лишь увещание мирам. Они оценки должной Господу не дали, говоря: Аллах ведь ничего для человека не послал. Скажи: кто книгу не спаслал, с которой явился Муса, как со светом и руководством для людей? Они же, целостность ее нарушив, ее являют на пергаментных листах, показывая из нее одно и укрывая из нее другое. А ведь по ней научены тому вы,
чего ни вы, ни ваши праотцы не знали. Скажи, Аллах ее вам не спаслал. Потом оставь их забавляться в грешном пустословии. И эта книга, что тебе мы не спаслали, благословенна нами и подтверждение неспосланному прежде, чтоб ею мог увещевать ты мать городов и все, что вкруг нее, и тех, кто верует в другую жизнь, и в это, и строги в соблюдении своих молитв. И есть ли нечестивее того, кто ложь возводит на Аллаха, или говорит «дано мне откровение от Аллаха», тогда как не было оно ему дано, или того, кто говорит «я не изведу для вас подобное тому, что свыше вам Аллах не сводит». О, если б видел ты, какой пучиной мук охватит смерть всех нечестивых! И скажут ангелы, простерши руки к ним, «Исторгните же ваши души, сим днем воздастся вам мучительным позором за всю ту ложь, что возвели вы на Аллаха, как и за то, что, величась, не брегли знамениями Его». И вы вернетесь к нам лишенными всего, какими вас мы изначально сотворили, оставив за своей спиной все то, чем вас мы наделили, и не увидим мы заступников при вас, которых вы измыслили себе, как сотоварищи Аллаху. Разорваны сейчас все узы между вами, от вас исчезли те, которых вы измыслили своим воображением. Истинно Аллах щепит для израстания побега и зернышко любого злака, и косточку от плода финиковой пальмы. Он извлекает жизнь из мертвой плоти, из глубины живого вызывает смерть. Таков Аллах, и как же безрассудны вы, что в стороне от истины Его стоите. Он рассекает небо утренней зарею и для покоя назначает ночь, а солнцу и луне счет времени вести, сие установление того, кто мудр и могуч безмерно. Он тот, кто звезды разместил для ваших нужд, чтобы указывать вам путь, когда на сушу или на море мрак не сходит. Так разъясняем мы знамения свои для тех, в ком знание живет. Он тот, кто из одной души взрастил вас изначально поместив в чреслах мужа, потом в сохранном чреве у его жены. Так разъясняем мы знамения свои для тех, кто обладает разумением. Он тот, кто вам не сводит воду с неба, и ею мы даем произрасти растениям всех видов, и ею мы растим побеги злаков, из них выращиваем зерна, усаживая в колос плотным рядом, из финиковой пальмы завязи ее, гроздья плодов, свисающие низко, сады из виноградных лоз, маслин, гранатов, которые во многом так похожи и все же столь различны меж собой. Когда на них появятся плоды, сладитесь тем, как наливаются они и зреют. Поистине, в сем кроется знамение для тех, которые уверовали в Бога. И все же ставят они джиннов в сотоварищи Аллаху, хотя Он сам их сотворил, и лживо прочат сыновей и дочерей Ему без всякого на то познания. Субханагу, хвала Ему, превыше Он того, что Ему прочат. Создатель изначального порядка на небесах и на земле, как может быть ребенок у него, коль у него не может быть супруги? Он создал все, что суще в мире, и знает обо всем и вся. Таков Аллах, владыка ваш. Иных богов, кроме Него, не существует. Творец всего, что суще в мире, так поклоняйтесь же Ему. Он истинно распорядитель всякой сути. Нет никакого видения в мире, что Господа постичь способно. Его же взор объемлет все. Он зрит во всякое естество и ведает о всем, что суще.
Предстали вам наглядные свидетельства от вашего владыки, и тот, кто зряч, себе на пользу распознает их, а тот, кто слеп, себе во вред их не увидит, и здесь над вами я не страж». Так мы по-разному толкуем им свои знамения, чтоб не могли они сказать: «Ты у других всему учился», и для того, чтоб истину мы ясно изъяснили для тех, кто обладает знанием. Так следуй же тому, что твой Господь открыл тебе внушением. Кроме Него иного Бога нет, и отойди от тех, кто прочит соучастников Ему. Если бы желал того Аллах, они б других богов не измышляли, но мы тебя не делали их стражем, и ты над ними не распорядитель. И не хулите божества, которых они чтят, помимо Бога, чтобы в ответной злобе на тебя в невежестве своем глубоком не стали они Господа хулить. Так увлекли мы всякий люд в земной соблазн их деяний, ведь все равно в конце пути они вернутся к своему владыке. Тогда мы ясно им укажем все, чем грешили на земле они. И поклялись они Аллахом, одной из самых строгих клятв, что если б к ним пришло знамение, они поверили в него. Скажи: знамения все во власти Бога. Но кто бы мог вам, верным, дать понять, что даже если бы знамения пришли, в них все равно вы бы не поверили они? Мы отвратим сердца и очи их, так как они не веровали в это изначально, и мы оставим их скитаться слепо в невежестве и заблуждении. И если б не звели мы ангелов на них, и если б с ними мертвые заговорили, и если б мы пред их глазами собрали все, что суще в мире, то и тогда бы не поверили они, не будь на то соизволение Аллаха. Но большинство из них в неведении об этом. И так установили мы для каждого пророка врагов, шайтанов среди людей и джиннов. И те внушают обольщение друг другу красой пустых, незначащих речей. Но если бы Господь твой пожелал, они бы так не поступали. А потому оставь ты их и то, что они ложно измышляют. Пусть к ним склоняются сердца таких, кто в будущую жизнь не верит. И пусть довольствуются ими, и пусть приобретают то, что сами этим предваряют. Скажи: ужель стану желать иного судью, кроме Аллаха? Ведь это Он, кто ниспослал для вас ясно изложенную книгу. И знают те, кому Писание дано, что в истине от твоего владыки она дарована тебе. А потому не будь из тех, которые в сомнении об этом пребывают. И завершается Господне слово по истине и справедливости Господней воли. Никто не может изменить Его словес, ведь Он все слышит и все знает. И если ты последуешь за теми, которых большинство на сей земле, они собьют тебя с пути Аллаха, ведь следуют они лишь вымыслам своим и строят ложные догадки. Поистине, Господь твой лучше знает тех, кто отклоняется с Его пути, и тех, кто следует стезей прямою. Так ешьте то, над чем помянуто Аллаха имя, если в Его знамения веруете вы. И отчего же вам не есть того, над чем помянуто Господне имя, коль Он вам ясно указал, что недозволено вам в пищу, если к сему не приневолят вас земного бытия невзгоды? Но многие с пути себя и вас сбивают страстями, что не сдержаны познанием. Владыке твоему поистине известны лучше те, кто дозволенные грани перешел. Так воздержитесь же от явного и скрытого греха. Поистине воздастся должно тем, кто грех берет на душу за все, что их деяния предваряли им. Не ешьте же того, что
что не почтилось именем Аллаха. Сие нечестие и блажь. Шайтаны побуждают состязаться с вами своих сторонников по злу, и если вы послушаетесь их, вы снова к многобожию вернетесь. Неужто тот, кто мертвым был, а мы его вернули к жизни и даровали свет ему, с которым он идет среди людей, сравнится с тем, кто пребывает в мраке и никогда не выйдет из него? Так и неверным видится прекрасным все то, что делают они. И мы поставили порочный люд властителями всякого селения, чтобы они коварством ухищрялись во властолюбии своем и отвлечении людей от Бога. Но только против душ своих они коварство замышляют, и сами же не ведают всего. Когда приходит к ним знамение Аллаха, то говорят они: мы не уверуем, покуда не получим подобное тому, что было послано посланником Аллаха. Аллах же лучше знает то, как и кому свое посланничество значить, и поразят преступный люд стыд и бесчестие пред Аллахом, а за коварные уловки суровой будет кара им. И тем, кого Аллах направить пожелает, Он раскрывает для ислама грудь. Кого же уклонить с пути захочет, тому Он грудь сжимает и теснит, как будто силится тот к небесам подняться. Такою посрамною карой Аллах накажет тех, кто не уверует в Него. И это путь владыки твоего, ведущий прямо. И разъяснили мы знамения свои всем тем, кто должно разумеет. Для них мирный очаг у их владыки. Он покровитель их в награду за все то, что совершили. И в день, когда он соберет их всех, он скажет: «О джиннов сон, из этого народа вы слишком многих удержали себе в дань». И скажут их собратья среди людей: «О Господи, мы все старались друг от друга выгоду извлечь. Теперь мы подошли к тому пределу, что нам тобой назначен». И скажет он: «Огонь – жилище вам, и в нем вам пребывать навечно, если Аллах не предпочтет другого. Поистине Господь твой мудр и всезнающий». Так мы одних из нечестивых ставим главенствовать над остальными, чтобы, соперничая во грехе, они потом пред Богом отвечали за все, что предварили для себя. Сон джиннов и людей. Ужель не приходили к вам посланники из вас самих, что излагали вам знамения наши и возвещали вам о встрече дня сего? Они ответят: мы истинно свидетели всему, себе же на погибель. Их искушения ближней жизни обольстили, и вот сей день себе же на погибель они свидетельствовать будут о том, что были нечестивы. Так загодя посланники к ним слались, все потому, что твой Господь не погубил бы за нечестие и зло ни одного людского поселения, чьи жители в неведении были. И каждому та степень милости или кары, что соответствует его деяниям, ведь в небрежении Господь не остается к тому, что делают они. Самодостаточен Господь твой в своем богатстве и естества, хранитель милости безмерной, и будь на то его желание, он мог бы уничтожить вас и заменить другими, кем захочет, как это сделал с вами он, взрастив вас из потомства прочего народа. Что вам обещано, поистине наступит, и вам того никак не отвести. Скажи: о мой народ, вы поступаете по своей возможности и предпочтению, я по своей же буду поступать, потом узнать вам предстоит, за кем предел второго бытия будет прекраснее и надежней, а злочестивым благоденствии Господнем поистине не пребывать.
и долю из посевов из скота, что волею Аллаха израстают и плодятся, они Аллаху назначают и говорят по прихотливым помышлениям: сие Аллаху Вышнему, сие же соучастникам Его, что на земле. Но доля соучастников к Аллаху не идет, а Аллаха ж доля к соучастникам приходит, как скверны и несправедны суждения их. Еще сквернее то, что соучастники сии для большинства из многобожцев украсили соблазном убиение собственных детей, чтобы их сгубить и вызвать смуту в вере. Но если бы желал Аллах, они бы так не поступали. Оставь же их и то, что они ложно измышляют. И говорят они: такой-то и такой-то скот, такое и такое жито запретны вам, и никому нельзя их брать для пищи, и есть их могут только те, кому по прихотливым их догадкам дозволим это делать мы. Запретен в пищу также скот, спины которого запретны для перевозок или иных работ, и скот, над коим не помянуто Аллаха имя. По измышлениям об Аллахе воздаст сполна Он им за то, что измышляют они именем Аллаха. И говорят они: то, что в утробах этого скота и явится на свет живым, особо предназначено мужчинам нашим, а нашим женщинам запрещено. Но коль приплод родится мертвым, все в трапезе участвуют безоговорно. Воздаст Он им сполна за вымыслы на Бога, ведь мудр и всеведущ Он. Потерянными души будут тех, кто убивает собственных детей по глупому невежеству и безрассудству и запрещает то, что им даровано Аллахом, тем самым измышляя на Аллаха ложь. Они поистине сошли с Его пути, и их никто уж не направит. И это Он, кто вам взрастил сады из виноградных лоз, что на подпорках вытянулись к небу или без подпорок стелются обильно по земле, и финики, и разноплодные посевы, оливы и гранаты, которые во многом так похожи и все же столь различны между собой. Вкушайте их плоды, когда им подойдет пора, и отдавайте должное во время сбора, но расточительны не будьте. Господь поистине не любит тех, кто по ненадобности расточает. И из скота одни для перевоза грузов и людей, другие, чтобы дать вам пищу. Так ешьте то, что вам дозволил Бог. Не следуйте стопами сатаны, ведь он вам явный враг. Возьмите парами 8 голов скота, 2 из овец и 2 из коз. Теперь скажите: Он запретил вам 2 самцов или 2 самок, или то, что все еще в утробах самок? Скажите мне с определенным знанием того, коль вы в своих словах правдивы. Пару верблюдов и пару из коров. Теперь скажите: Он запретил вам 2 самцов или 2 самок, или то, что все еще в утробах самок? А были ли вы свидетели тому, когда Аллах предписывал все это? И если нечестивее того, кто ложь возводит на Аллаха, и кто невежеством своим людей с его пути сбивает, Аллах поистине не направляет нечестивых. Скажи: не нахожу я в том, что мне открыто запретов на еду, что вам угодно в пищу, помимо мертвечины, свинины или истекшей крови. Все потому, что это скверно или неправедная снеть, над кое не Аллаха, а другое имя призывалось. Кого ж земные тяготы к сей пище преневолят без нечестивости или своевольного непослушания, так ведь поистине прощающий твой владыка и милосерд к творениям своим. И тем, кто следует иудаизму, мы запретили в пищу всякий скот, что с нераздвоенным копытом, и мы им запретили также коровий и овечий жир, помимо жира, что несет хребет или потроха, или того, что на костях завязан. Так воздаем мы им за своевольное непослушание, ведь истинно слова наши правдивы.
А коль во лжи тебя они винят, о Мухаммад, скажи: Господь ваш полон милости, не знающий предела, и все же от людей, что грешны, не отвратить всей мощи его кары. И скажут те, кто соучастников Аллаху прочит: если бы Аллах желал того, мы б соучастников ему не предавали, чего б не делали и наши праотцы, и не имели б никаких запретов. Но столь же лживо рассуждали те, которые до них грешили, пока не испытали мощь Господней кары. Скажи: владеете ли вы определенным знанием об этом? И если да, представьте нам его. Вы следуете домыслам своим и строите лишь ложные догадки. Скажи: у Бога ясное свидетельство всему. И если б Он желал того, Он всех бы вас прямым путем направил. Скажи: вы призовите от себя таких, которые свидетельствовать будут о том, что Бог все это запретил. И коль они свидетельствовать станут, ты с ними не свидетельствуй, о Мухаммад. Не следуй прихотям таких, которые знамения наши ложными считают и в будущую жизнь не верят. Они же в равные владыке своему измышленное ими прочат. Скажи: придите, и прочту я вам, что ваш Господь вам запретил. Не прочьте в равные ему ничто другое. К родителям своим благодеяйте, детей своих из страха обеднеть не убивайте. Прокормим мы и вас, и их. Постыдных дел ни явно, ни сокрыто не касайтесь, и не лишайте жизни душу, которую Аллах запретной для убийства сотворил, иначе как по праву, данному самим Аллахом, и это то, что Он вам заповедовал, чтобы вы уразумели это. К имуществу сирот не прикасайтесь, иначе как лишь с тем, чтобы его улучшить, пока к ним возрастная зрелость не придет. Со справедливой точностью блюдите вес и меру, и не возложим мы на душу груз, что больше, чем она поднимет. Когда ж на суд вас призовут, вы говорите только правду, коль даже против близких и родных. Блюдите верность заповедям Бога, ведь это то, что Он вам завещал, чтоб помнили вы это. Сие мой путь, ведущий прямо, так следуйте ему и не делитесь, по другим путям блуждая, вдали от истины его пути. И это то, что Он вам заповедал, чтоб вы благочестивы были. И кроме этого мы дали Мусе книгу, чтоб завершить Господню милость для тех, кто делает добро, и изъяснить в ней всякую вещь, и сделать руководством для людей и милостью от нас, чтобы во встречу с Господом своим они уверовали всей душой. И эта книга, что как дар благословенный мы ниспослали свыше вам, так следуйте же ей, и гнева Господа страшась, благочестивы будьте в ближней жизни, чтобы в другой помилованы быть. И чтоб не говорили вы, что книга послана до нас лишь двум народам, и мы в неведении полном находились об их учениях касательно сей книги, затем как их язык неведом был для нас, и жизненный уклад от нашего разнился. Или чтоб вы не говорили: «О, если б книга нам была ниспослана Аллахом, мы б следовали ей вернее, чем они». И вот уже явилось к вам знамение ясное от вашего владыки, и руководство от него, и милость. Так есть ли нечестивее того, кто ложными сочтет знамения Аллаха и отвернется в сторону от них? Мы тем, кто отвернется от знамений наших, суровой карой воздадим за то, что отвернулись. Неужто они ждут, что ангелы предстанут им, или даже сам Господь твой, или прибудут как предтечи какие-то знамения Его? Но в день, когда придут знамения от Него, душе уж не поможет вера в них, если она не верила дотоле, или с верою своей не совершала добрых дел. Скажи им: ждите, будем ждать и мы. И пусть тебя, о Мухаммад,
не озадачивают те, кто разделяет свою веру и делится на секты. Их дело в ведении Аллаха, и Он потом им возвестит все зло того, что делали они. Тому, кто с добрыми делами явится пред Ним, добром воздастся большим в 10 раз. Тому же, кто придет со злою ношею, воздастся злом ему подобным, и ни один из них обид не понесет. Скажи: поистине Господь меня направил на правый путь, на праведную веру, веру Ханифа Ибрахима, кто к Господу других богов не призывал. Скажи: поистине моя молитва, моя повинность на служение Аллаху, вся жизнь моя и моя смерть, все безраздельно у Аллаха, Господа миров. Нет никаких партнеров у Него. Так мне повелено поставить вам завет. И первый я из тех, кто предался исламу. Скажи: уже ли искать мне Господа иного, чем Аллах, тогда как Он Господь всего, что суще, и всякая душа стяжает должное своим деяниям, и свое бремя Господу на суд неся, не понесет греховный груз другой? Потом вы все к владыке своему вернетесь, и возвестит Он вам суть ваших разногласий. И это Он, кто сделал вас преемниками на земле. И Он одних по степеням возвысил над другими, чтоб испытать вас тем, чем Он вас наделил. Ведь твой Господь поистине не медлит с наказанием, и все ж прощающий Он и милосерд к своим творениям. Сура 7. Аль-А'араф. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. Алеф, Лям, Мим, Саад. Ниспослана тебе Всевышним книга, и пусть все тяготы о ней не угнетают грудь твою. Чтоб ею ты увещевал от зла, и чтоб была она напоминанием для верных о дне Господнего суда. Так следуйте тому, что ваш Господь вам ниспослал, и покровителям не следуйте иным, кроме Него. Какую ж малость из уроков прошлых лет вы призываете себе на память? И сколько ж городов мы погубили! Наш гнев их постигал или в час ночной, или в час после полудренной дремоты. И в миг, когда на них обрушивался гнев наш, их криком ужаса звучали лишь слова: «Поистине мы были нечестивы». И мы отчета спросим с тех, которым было послано Писание, спросим из тех, через которых было послано оно. И мы поистине сознанием расскажем все, что они творили на земле. Ведь мы ни на единый миг в отсутствии не пребываем от тех миров, что создали на жизнь. И верными в тот день будут весы, и тем, чья чаша будет тяжела, в усладе рая пребывать. А те, чья чаша будет легковесна, самих себя на гибель обрекут за то, что были беззаконны по отношению к знамениям нашим. Мы на земле вас волею Своею утвердили, и вам доставили потребное для жизни, а вы так мало благодарны. Мы сотворили вас и вам придали форму, потом мы ангелам сказали: Адаму низко поклонитесь. И те склонились перед ним, кроме надменного Иблиса, кто отказался быть среди тех, которые пред Господом своим смиренно отдали поклон. Господь сказал: что ж тебе мешало поклониться, когда я повелел тебе? И тот сказал: его я лучше, ведь из огня меня ты сотворил, его же из ничтожной глины. Господь сказал: не низвергнешь же отсюда, тебе не подобает величаться здесь, иди же вон,
отныне средь презренных ты. Иблис сказал: дай мне отсрочку, мой владыка, до дня, когда воскрешены все будут. Пусть будет так, сказал Господь, ты средь таких, кому дана отсрочка. Иблис сказал: за то, что свел меня ты с правого пути, я на твоем пути засады буду ставить всем тем, кто устремляется к тебе. И я обрушу искушение на них и спереди, и со спины, по праву и по леву руку, и ты потом у большинства из них признательности не отыщешь. Господь сказал: уйди отсюда порицаемым и жалким, а если кто из них последует тебе, я всеми вами ад наполню. Ты ж, Адам, со своей супругой в саду Эдема пребывай, вкушайте все, что ваши души пожелают, но к дереву сему не приближайтесь, иначе в зло и беззаконие впадете. Но стал им сатана заманчиво шептать, чтоб им открыть срамную суть их наготы, что ранее для них была сокрыта. Он им сказал: Господь вам это древо запретил, чтобы не стали ангелами вы, или чтоб не сделались бессмертны. И он поклялся им обоим: я вам поистине советник верный. И, обольстив их, он их совратил. Когда они от древа плод вкусили, открылась им срамная суть их наготы, и чтоб прикрыть ее, они из листьев сада стали плести себе одежды. И вот тогда воззвал Господь к ним: не я ли запретил вам это древо? Не я ли вас предупреждал, что сатана вам враг заклятый? Они ответили: Господь наш, мы сами погубили наши души, и если ты нам не простишь и свою милость не окажешь, мы понесем поистине урон тяжелый. Господь сказал: не свергнитесь отсюда и будьте во вражде друг другу. Земля обителью вам станет и даст потребное для жизни на срок, определенный мной. На ней вам жить, на ней и умирать, и из нее ж вы будете приведены на суд Господень. О дети Адама, мы не спаслали вам одежды, чтоб ими вы свою срамную наготу прикрыли. И мы послали вам прекрасные наряды. Но благочестие есть лучшее из всех одежд. Сие исходит из знамений Бога, чтоб вы упомнили об этом. О дети Адама, пусть сатана не искусит вас, как искусил он ваших праотцев, и тем исторгнул их из рая, совлекши с них одежду их, чтоб им поведать их срамную наготу, ведь они и сон его оттуда видят вас, откуда вы не можете их видеть. И мы, поистине, поставили шайтанов быть покровителями для неверных. Когда неверные творят какую-либо мерзость, то, говорят они, нашли мы наших праотцев, творящими подобное сему, и нам Аллах велел такое. Скажи: Аллах поистине велеть не может мерзость. Неужто на Аллаха станете вы говорить такое, о чем не ведаете сами? Скажи: Господь мой повелел вам справедливость, и обращайте свои лица лишь к Нему, когда бы и в каком бы месте молиться вам не довелось. И призывайте Его имя, и в своей вере искренность блюдите, как Он вас изначально сотворил, так вы к Нему и возвратитесь. Одних направил Он, уделом же других осталось заблуждение за то, что в покровители себе вместо него шайтанов взяли, а думают, что следуют прямой стезей. О дети Адама! Рядитесь в украшения и лучшие одежды пред тем, как отправляться к месту поклонения. Ешьте и пейте всласть, но в меру. Аллах не любит тех, кто неумерен.
Скажи, кто наложил запрет на те прекрасные дары Аллаха, что Он низвел для тех, кто в услужении Ему, и ту благую снеть, которую Он вас питает? Скажи, все эти блага ближней жизни для тех, которые уверовали в Бога всей душой, и лишь для них в день воскресения на суд так разъясняем мы свои знамения для тех, кто в разумении живет. Скажи, Господь мой наложил запрет на все постыдное, чем тешитесь вы явно или тайно, на грех и злодеяние без права. Признание с Аллахом наравне того, о чем Он не давал вам указаний свыше, и толкование об Аллахе тех вещей, о коих нет у вас познания никакого. Назначен всякому народу свой предел. И вот когда предел сей подойдет, они не смогут ни на час не отдалить его и не ускорить. О дети Адама! Когда придут посланцы к вам из вас самих, толкуя вам мои знамения, то те, кто благочестие обрел и добродетель, на них не ляжет страх, печаль не отягчит. А те, кто счел знамения наши ложью и величается над ними, они все обитатели огня, и в нем им оставаться вечно. И есть ли нечестивее того, кто ложь возводит на Аллаха и ложными сочтет знамения Его? Таким назначена их доля времени и благ из вечной книги назначений. Когда же к ним придут посланники от нас, чтоб на земле их жизнь закончить, они им скажут: где же те, кого вы чтили наравне с Аллахом? Они оставили в беде нас, те ответят, и засвидетельствуют этим о себе, что были неверны Аллаху. И скажет им Господь: войдите в пламя ада, в сонмище народов, которые прошли до вас из джиннов и людей, и всякий раз, когда туда будет входить какой-либо народ, он будет проклинать другой народ, сродни ему, пока они все там не соберутся. И вот тогда последние о первых скажут: «Владыка наш, они нас совратили, удвоим муки в адовом огне». Господь ответит им: «Для всех удвою». Они же этого сейчас не понимают. И скажут первые последним: так ведь у вас же перед нами нет преимуществ никаких, вкусите же сполна всю кару за все, что на земле себе стяжали. Пред теми, кто знамения наши ложными считает и величается над ними, врата небесные не отворятся, и в рай им не войти, пока верблюд через игольное ушко не протеснится. Так воздаем мы нечестивым. Их ложем будет пламя ада, над ними огненный покров, так воздаем мы злотворящим. А тем, кто верует и доброе творит, мы не возложим груз на душу, что больше, чем она поднимет, им всем стать обитателями рая и в нем навечно оставаться. Мы удалим из их сердец обиды, у ног их реки разольем, и будут говорить они: хвала Аллаху, который вывел нас на эту благодать. Мы б никогда сюда не вышли сами, если бы Аллах не вывел нас к сему. Нам возвестили истину посланники Его. И будет им возглашено: вот рай, что дан в наследство вам за ваши добрые деяния. И воззовут из рая обитатели его к тем, кто в огне горит за злодеяния. Уверились мы в истине того, что наш Господь нам обещал, но испытали ли вы всю истину его обетований? Они ответят: да, и возгласит глашатай среди них: проклятие Аллаха на неверных, на тех, кто уклонил с его пути других, усердствуя в него извилины внести, и в будущую жизнь не верил.
и между теми и другими водружена завеса будет, а на гряде холмов высоких люди, что по особым знакам всех распознают. И воззовут они к таким, кто в рай назначен: мир вам, хоть они сами не вошли еще в него, но все же тешатся надеждою об этом. Когда их взор падет на обитателей огня, они воскликнут: Боже наш, с неправедными нас не помещай. И те, кто на Аль-Аарафе будет находиться, воскликнут, обращаясь к людям, которых по особым знакам они признают осужденными на ад: какую пользу принесло добро, накопленное вами, и то, чем величались вы? И не они ли те, о коих клятвенно вы заверяли, что их Господня милость не постигнет? И, обратясь к благочестивым, скажут: вступите же в рай, служители Господни, на вас не ляжет страх, печаль не отягчит. А обитатели огня взовут с мольбой к тем, кто блажен находится в раю: излейте нам воды или что-то из того, чем вас Аллах так щедро одарил. Аллах, ответят те, запрет свой наложил на то и на другое для неверных. Тех, кто религию свою как тщету и забаву принимали и обольстились благами земного бытия. Сегодня мы забудем их, как встречу с этим днем они забыли и отрицали истину знамений наших. Ведь мы поистине доставили им книгу, которую мы изложили, с Господним ведением всякой сути, как милосердие и руководство для тех, которые уверовали в Бога. Неужто они ждут чего-то, помимо исполнения Его обетований? В тот день, когда оно наступит, все те, кто им пренебрегал дотоле, скажут: к нам с истиной посланники Господни приходили. Найдутся ли у нас заступники сейчас, которые за нас вступиться могут? Или будем мы возвращены на землю? Тогда мы делали не так, как делали мы прежде. Но уж погублены их души, и их покинут те, которых они чтили, кроме Бога. Господь ваш истинно Аллах, кто небеса и землю сотворил за 6 небесных дней, и после утвердил себя на троне вседержавия. Он день окутывает ночью и вновь стремительно сменяет ее днем. Он солнце сотворил, луну и землю, и под свою управу их поставил. И не его ли слово все творит и правит? Благословен Аллах, Господь миров. Взывайте к вашему владыке со смирением и в тайне. Аллах не любит тех, кто приступает пределы, установленные им. И не творите вы бесчинство на земле после того, как ваш Господь установил на ней порядок строгий. Взывайте к Господу со страхом гнев Его навлечь и с упованием на милость. Аллаха милость истинно близка ко всем добротворящим. Он тот, кто благовестниками ветры шлет пред тем, как вам явить свое благоговение. Когда же груз тяжелых туч они поднимут, мы гоним их на землю, что мертва. Над ней из них дожди не заводим, чтоб ими всякие плоды взрастить. Так мы и мертвых изведем, чтоб воскресить на суд их. Быть может, это вас уразумит? Из почвы, что чиста и благородна, по изволению Господню взойдут обильные плоды, что столь же благородны и чисты. Дурная ж почва скудно плодоносит. Так излагаем мы свои знамения для тех, кто в благочестии своем направлен к нам и благодарен. Послали Нуха мы к его народу, и он сказал: «О мой народ, Аллаху поклоняйтесь, кроме Него у вас иного Бога нет, за вас я карой дня великого страшусь».
Но молвили вожди его народа: мы видим, что ты и в явном заблуждении. Он им сказал: о мой народ, нет заблуждения у меня, и я посланник вам от Господа миров. Я вам несу послание моего владыки, и вам совет даю, что от него исходит. Я знаю от Аллаха то, что вам покуда неизвестно. Ужель дивитесь вы тому, что увещание от вашего владыки приходит к вам через того, кто из среды самих вас вышел? Чтоб им он вас увещевал и пробуждал в вас страх перед Господним гневом, чтоб вы могли помилованы быть. Они ж сочли его лжецом, но мы спасли его и тех, кто с ним в ковчеге, и потопили тех, кто счел знамения наши ложью. Ведь тот народ поистине был слеп. К адитам мы послали Худа, брата их, и он сказал: о мой народ, Аллаху поклоняйтесь, кроме него у вас иного Бога нет. Ужель не станете страшиться Бога, своим распутством навлекая гнев его? Но молвили вожди его народа из тех, кто не уверовал в Аллаха: как видим мы, ты в безрассудство впал, и мы считаем, что ты лжец. Он им сказал: о мой народ, нет безрассудства у меня, и я посланник вам от Господа миров. Я вам несу послание моего владыки, и я для вас советник верный. Ужель дивитесь вы тому, что вам пришло напоминание Господне через того, кто из среды самих вас вышел, чтоб им он увещевал? Вы вспомните, что он поставил вас преемниками Нуха и дал вам рост над прочим людом, и помните о тех благодеяниях, которыми Аллах вас одарил, чтоб вы, уверовав, могли познать блаженство. Они ответили: неужто ты пришел лишь для того, чтобы мы единому Аллаху поклонялись и отказались от богов, которых чтили наши праотцы? И если ты в числе правдивых, представь нам то, чем ты грозишь. И он сказал: уже постигли вас и гнев, и кара вашего владыки. Ужель вы станете со мною припираться об именах, что вы и ваши праотцы изобрели для тех богов, о коих не было вам власти от Аллаха? Что ж, ждите, вместе с вами подожду и я. Мы милостью своей спасли его и тех, кто с ним, и истребили на корню всех тех, кто не уверовал и ложью объявил знамения Господни. И к самудянам Салиха, их брата, мы послали. И он сказал: о мой народ, Аллаху поклоняйтесь, кроме него у вас иного Бога нет. Пришло к вам ясное свидетельство от вашего владыки. Это верблюдица Аллаха, что станет вам знамением его. Дайте пастись ей на земле Аллаха, не причиняя ей вреда, чтоб на себя суровой кары не навлечь. Вы вспомните, он вас поставил преемником народа Аад и поместил вас на земле, где вы в долинах строите себе дворцы и замки и иссекаете себе дома из скал. Так помните о всех благодеяниях Аллаха и не ходите по земле, бесчинствуя на ней и тем внося беду в его порядок. И вот надменные знати родового его народа сказали тем, кто слыл смиренно кротким, таким, которые уверовали в Бога: действительно ли вы знаете о том, что Салих послан к вам от своего владыки? Они ответили: мы веруем действительно во все, с чем он от Господа к нам послан. Тогда надменные сказали: мы истинно не верим в то, во что уверовали вы. И той верблюдице подрезали колени, дерзнув ослушаться Господнего приказа, и молвили: о Салих, коль ты действительно посланник, так навлеки на нас свои угрозы. И сотряслась земля под ними,
и уж наутро в собственных домах они поверженными ниц лежали. И он оставил их, сказав: «О мой народ, я передал вам то, с чем мой Господь меня послал, и я давал вам добрые советы, но, как я вижу, вам советники не любы». И мы послали также Лута к своему народу. Он сказал: «Ужель творите вы такую непристойность, которую из всех миров до вас никто еще не совершал? Ведь в похотливом вожделении своем идете вы к мужчинам вместо женщин, и вы действительно народ, предавшийся чрезмерному распутству». Ответом же его народа были лишь слова: «Вы изгоните их из вашего селения, ведь это люди, кто желает целомудрие блюсти». И мы его и род его спасли, кроме жены его, что позади осталось. На них пролили мы дождем из серы огня и каменьев. Смотри, каков конец был тех, кто предался греху и приступил пределы, установленные Богом. К мадьянитам мы Шуайба, брата их, послали, и он сказал: «О мой народ, Аллаху поклоняйтесь, кроме Него у вас иного Бога нет. Пришло к вам ясное знамение от вашего владыки. Блюдите строго вес и меру, и не удерживайте из добра людей того, что им принадлежит по праву. И на земле бесчинства не творите после того, как учрежден на ней порядок строгий. Сие есть лучшее для вас, коль вы уверовали в Бога. Не делайте засад на всех путях, ставя угрозы и сводя с пути Аллаха тех, кто уверовал в Него, пытаясь этим искривить Его стезю. Вы вспомните, как мало было вас, а Он вас волею своей умножил. Смотрите же, каков конец был тех, которые нечестие творили. Если часть из вас уверовали в то, с чем я к вам послан, другие ж не уверовали в это, тогда повремените до того, пока Аллах меж нами не рассудит, ведь истинно Он лучший из судей». Надменные знати родового его народа сказали: «О Шуайб, мы тебя и тех, которые уверовали в Бога, из нашего селения изгоним, если вы все не возвратитесь к нашим порядкам и богам». Ответил он: «Неужто и тогда, когда мы к ним питаем отвращение? Ведь мы измыслим ложь против Аллаха, если вернемся к вашему порядку после того, как спас нас от него Аллах. И мы к нему никак не сможем возвратиться, не будь на то желание Аллаха, нашего владыки. Ведь Он объемлет знанием своим все сущее на земле и в небе. Мы уповаем на Аллаха, взывая лишь к Нему: Господь наш, рассуди поистине меж нами и народом нашим, ведь истинно Ты лучший судья». И родовая знать в его народе, что не уверовала в Бога, сказала: «Коль вы пойдете по стопам Шуайба, вы понесете истинный урон». И сотряслась земля под ними, и уж наутро в собственных домах они поверженными ниц лежали. И те, которые сочли лжецом Шуайба, как будто никогда не процветали там, те, кто лжецом Шуайба счел, они-то и погибли. Шуайб покинул их, сказав: «О мой народ, я передал вам заповеди моего владыки, и я давал вам верные советы, что ж мне теперь жалеть народ неверный?» И всякий раз, когда посланника мы в город слали, мы на его народ обрушивали беды и страдания, чтобы смирение обрел он. Потом взамену бед мы им давали процветание и множили добро и отроков в потомстве, пока они не говорили: «Такие ж смены бед и благ претерпевали наши праотцы». И тут мы поражали их внезапной карой в тот миг, когда они не думали об этом. О, если б люди этих городов уверовали в Бога и устрашились кар Его,
мы проспахнули перед ними все блага неба и земли. Они ж сочли знамения наши ложью, и вот тогда мы навлекли на них все, что они себе уготовали. Неужто люди этих городов уверились в своей гордыне так, что думали, что гнев наш не коснется их в ночи, когда они все сном объяты? Неужто в безопасности своей они уверились настолько, что думали, что гнев наш не коснется их при свете утреннего солнца, когда они земным утехам предавались? Неужто в безопасности они от замыслов Аллаха? Ведь в безопасности от замыслов Его себя считают те, кто потерпел убыток. Ужель воочию не показали мы тем, кто в наследство землю взял от прежних обитателей ее, что если б мы того желали, мы б наказали б их за их грехи и запечатали б их сердце так, чтобы не слышали они? Такими были города, печальные истории которых мы повествуем в назидании тебе. К ним с ясными знамениями от нас посланники являлись. Они же не уверовали в то, что до прихода их считали ложью. Вот так кладет печать Аллах на сердце тех, кто не уверовал в Него. Мы не нашли у большинства из них смиренной верности завету, а мы нашли, что большинство из них стали надменны и распутны. Потом же после них мы Мусу с ясными знамениями от нас послали к фараону и его вельможам. Они ж несправедливо их отвергли. Ты посмотри, какой конец был тех, которые нечестие творили. О фараон, им молвил Муса, посланник я от Господа миров, и об Аллахе должно мне лишь истину глаголать. Я вам от вашего владыки знамение ясное принес. А потому ты волю дай Израиля сынам со мной твою страну покинуть. Ему ответил фараон: коль ты действительно принес знамение, представь же нам его, если в словах твоих есть правда. И бросил Муса жезл свой, и на глазах у всех он в змея обратился. Он руку вытянул, и белизной она сверкнула перед глазами всех смотрящих. Тогда вельможи из народа фараона сказали: «Сие поистине искусный чародей, и он с вашей земли изгнать вас хочет, каким же будет ваш совет?» Они ответили: «Отсрочь ему и его брату», и созыватели пошли по городам, чтоб привели они к тебе самых искусных чародеев. И вот явились чародеи к фараону и сказали: нам, несомненно, полагается награда, если его мы превзойдем. Он им ответил: да, вы будете приближены к моей персоне. О Муса, бросишь первым ты, или мы будем бросать? Они сказали. Бросайте вы, ответил он. И когда бросили они глаза людей околдовали и поразили страхом их тем, что представили пред ними великой силой колдовство. Тогда внушили Мусе мы: брось жезл свой, и вот мгновенно он пожирает то, чем всех они дурманят. И проявилась истина сполна, и лишь того, что сделали они, открылось. И были там они побеждены, и превратились на глазах у всех в униженных и жалких. А чародеи пали ниц в поклоне, говоря: мы верим в Господа миров, владыку Мусы и Харуна. И молвил фараон: в него уверовали раньше, чем я согласие свое на это дал. Сие поистине уловка, что вы задумали в сем граде, чтоб жители его увлечь оттуда, но скоро вы узнаете, что будет. Я накрест руки вам и ноги отсеку, потом распну вас на кресте. Они ответили:
тогда мы возвратимся к нашему владыке. И ты нам мстишь всего лишь потому, что мы уверовали всей душой в знамение нашего владыки, когда они явились нам. Владыка наш, пролей на нас терпение и стойкость, и дай нам умереть тебе предавшись». И молвили вельможи фараона: «Ужель допустишь, чтобы Муса и его народ распространяли нечисть на земле, тебя покинув, и твоих богов?» И фараон ответил им: «Мы перебьем всех мальчиков у них, и только девочек в живых оставим, тогда мы одолеем их». И молвил Муса своему народу: «Просите помощи лишь у Аллаха и будьте терпеливы, ведь вся земля принадлежит Ему, и Он дает ее в наследство тем из служителей Своих, кого своим желанием сочтет. Конец же жизненной стези на благо тем, кто гнева Господа страшась, смиренно благочестие блюдет». Они ответили ему: «Терпели беды мы и прежде, и после Твоего прихода к нам». Но он сказал: «Господь ваш, может быть, погубит вашего врага и вас наследниками на земле поставит, чтоб посмотреть, как будете вы поступать. Уже наказывали мы род фараона годами тяжких засух и скудным израстанием плодов, чтобы они могли уразуметь. Когда ж потом пришло благое время, они сказали: нам причитается сие». Когда на них обрушивались беды, они по суеверию приписывали их дурному року Мусы и тех людей, что были с ним. Так знайте, поистине их рок дурной назначен им Аллахом, но большинство в неведении об этом. И Мусе говорят они: «Какие бы знамения нам ты не представил, чтобы ими нас околдовать, мы не поверим все равно тебе». Тогда на них наслали мы туфан, и саранчу, и скнип, и жаб, и кровь, все очевидные знамения. Они же преисполнились гордыни и стали беззаконными людьми. И всякий раз, когда их постигала кара, они взывали к Мусе: «О Муса, взмоли владыку своего о нас, как это он в завет с тобой поставил, и если отведешь от нас ты эту кару, мы истинно тебе поверим и разрешим сынам Израиля уйти с тобой». Но всякий раз, когда от них мы отводили кару в срок завершения ее, определенный нами, они тотчас же нарушали обещания свои. Мы отомстили им и в море потопили за то, что ложными сочли знамения наши и были невнимательны к ним. И мы в наследство дали люду, что слабым и негодным слыл восток и запад сей земли, которую благословили им на проживание. И над сынами Израиля исполнилось владыки Твоего благое слово за их терпение и стойкость. И мы разрушили до основания все то, что фараон и его люди годами строили и созидали. И мы перевели сынов Израиля через море, и повстречали на пути они своем людей, что идолов благоговейно чтили. Тогда они сказали: «Муса, ты Бога нам построй, подобного тому, которым обладают эти люди». Ответил он: «Сколь истинно невежественны вы! Ведь люди эти, то, что чтят они, сокрушено Аллахом будет, и в тщету обратится то, что делают они. Ужель стану искать для вас иного божества, кроме Аллаха, кто превознес вас над мирами? И помните, мы вас спасли от рода фараона. Кто вас мучениями жестоким подвергал и убивал ваших сынов, и оставлял в живых лишь женщин, и было в этом испытание великое от вашего владыки. Назначили мы Мусе срок из 30 ночей. Его дополнили потом еще 10 ночами. И так свершилось срок из 40 ночей общения его с твоим владыкой.
И молвил Муса брату своему Харуну: «Ты заступи меня в моем народе, блюди порядок там, и благочестие храни, и не иди стезею нечестивых». Когда к назначенному нами сроку и месту Муса прибыл, и стал Господь с ним говорить, не удержал страстей своих, и молвил Муса: «О мой Господь, явись, чтоб мне узреть тебя». Господь сказал: «Меня ты не увидишь, но посмотри на эту гору. Коль устоит она на месте, меня увидеть сможешь ты». И вот когда явил Господь свое могущество на эту гору, Он обратил ее во прах, и ниц в беспамятстве пал Муса. Когда ж оправился, сказал он: «Хвала тебе, к тебе в раскаянии обращаюсь, я первый из предавшихся тебе». Господь сказал: «О Муса, тебя избрал я пред людьми для миссии, что я тебе назначил, и передачи слова моего. Бери же то, что я даю тебе, и будь из тех, кто благодарен». И начертали для него мы на скрижалях суть всякой вещи и разъяснение понятий всех вещей. Бери же и блюди их строго, и повели народу твоему строго блюсти все лучшее, что в них. Я покажу вам всем пристанище для нечестивых. Я от своих знамений отвращу всех тех, кто на земле без права будет величаться. И если даже все знамения мои они увидят, в них не уверуют они. И если путь благочестивой правоты увидят, они его не изберут. Но ежели они увидят путь заблуждений и страстей, то изберут его своей дорогой. И это им за то, что ложью нарекли знамения наши и были невнимательными к ним. А те, которые сочли за ложь знамения наши и встречу с Господом в последней жизни, бесплодны будут их деяния. Неужто им воздастся чем-то большим, чем то, что заработали они? И сотворили люди Мусы по отшествии его из украшений золотых своих тело тельца, который мог мычать. Ужель не видели они, что он не мог к ним обратиться словом, не мог прямым путем направить, но они приняли его для почитания и тем пределы приступили. Когда раскаялись они, увидя то, что в заблуждение впали, они сказали: «Если наш Господь нас не помилует и не простит нам, мы станем среди тех, кто понесет убыток тяжкий». Когда же Муса к своему народу возвратился, разгневанный и огорченный, он сказал: «Преступно то, что совершили вы вслед за моим уходом. Ужель спешите на себя навлечь суд вашего владыки?» И в гневе бросил он скрижали, и брата своего за голову схватил и потащил за волосы к себе. Но брат сказал: «Сын матери моей, народ мой перемог меня, едва не погубив. Ты посрамлением меня, врагов моих, не радуй, не ставь меня среди неверцев беззаконных». И Муса возмолил: «О мой Господь, прости же мне и брату моему, и допусти нас в свою милость, ведь самый милостивый ты из тех, кто милость проявляет». На тех, кто сотворил тельца для почитания, поистине падет Господень гнев, и их бесчестие покроет в ближней жизни. Так воздаем мы тем, кто измышляет ложь. К таким же, кто доставит зло, но после этого покается, уверовав в Аллаха, так ведь поистине Аллах прощающий, милосерд. Когда же гнев свой Муса усмирил, скрижали поднял он, ведь в письменах, начертанных на них, указан правый путь и милость к тем, кто благочестие блюдет, страшася гнева своего владыки. И выбрал Муса 70 мужей из своего народа для встречи с нами в срок и месте, что мы определили для него.
Когда ж земля под ними грозно сотряслась, взмолился он: «О мой Господь, ведь если б ты желал того, ты б раньше уничтожил их и погубил меня. Ужель сейчас погубишь нас за то, чем безрассудные из нас грешили? Сие поистине лишь испытание, которым ты с праведной стези сбиваешь тех, кого своим желанием решишь обречь на это. Иль путь указываешь тем, кого сочтешь себе угодным. Ты, покровитель наш, прости нас и помилуй нас. Ты лучший из способных дать прощение. Дай предписание добра для нас и в этой жизни, и в далекой, ведь мы поистине Тебе предались». И он сказал: «Я наказанием своим караю тех, кого желаю, но моя милость простирается на всех. Я предпишу ее для тех, которые благочестивы, и очищение дают, и веруют в знамения наши. Кто следует посланнику сему, необразованному, неученому пророку, которого они находят записанным у них и в Торе, и в Инджил, кто им добро велит и запрещает злое, кто разрешает им благую снеть и запрещает всякую мерзость, кто с них снимает бремя и оковы, которые предписаны им были, они все те, кто веруют в Него и крепят Дух Его и помогают, и следуют за светом, что ниспослан с Ним, и им всем в блаженстве пребывать. Скажи, о Мухаммад, о род людской, я к вам ко всем посланник от Аллаха, того, кто небесами и землей владеет, нет божества, кроме Него, лишь Он живит и умертвляет. Так веруйте же в Аллаха и в посланника Его, кто не учен и не научен, и верует в Аллаха и Его слова, и следует за Ним, чтобы Его прямой стезею свой путь земной к Аллаху завершить. Из народа Мусы есть община, что следует стезею истины Господней, и ею правосудие блюдет. Их на 12 родовых колен мы разделили. И Мусе откровение внушением послали, когда его народ молил воды в пустыне. Ты о скалу ударь своею палкой, и тотчас из нее излились 12 чистых родников, и каждое колено знало место, где им пить. Потом мы облаком их осенили и низвели им манну и перепелов. Вкушайте от даров Господних. Но, воспротивившись завету, не нам они вред причинили, своим лишь душам нанесли урон. И вспомните, как мы сказали вам: вы в этом городе селитесь, и там вкушаете все себе в усладу, но говорите: прощения прошу у Бога и облегчения от прегрешений. И во врата Его вступите, смиренно преклонив колени, и мы простим вам ваши прегрешения и увеличим долю тем, кто делает добро. Но те из них, что были нечестивы, указанное слово заменили, и низвели на них мы казнь с неба за то, что были вероломны. Ты их спроси о городе близ моря, где жители нарушили субботу. В тот день субботы приплыла их рыба к ним прямо к поверхности воды, поднявшись. А в день другой, субботний день минуя, она не приходила вовсе к ним. Так мы подвергли испытанию их за то, что были нечестивы. Когда же некие из них сказали: «Зачем вы увещаете народ, который Аллах задумал погубитель наказать суровой карой?» Они ответили: «Чтобы оправдаться пред владыкой вашим и дать возможность им страшиться его гнева». Когда же они про то, чем увещали их, забыли, спасли мы тех, кто их удерживал от зла, а тех, что были беззаконны, подвергли мы тяжелой каре за то, что были нечестивы. Когда они дерзнули приступить запреты, мы им сказали: обратитесь в обезьян,
презренных и отвергнутых людьми и Богом. И вот тогда Господь твой возвестил: «Я против них воздвигну тех, кто будет причинять им тяжкие страдания до дня Господнего суда. Господь твой в наказаниях не медлит, но Он поистине прощающий, милосерд». Мы их рассеяли по всей земле в различные народы. Среди них иные обладают благочестием, другие лишены его. И мы испытывали их известной долей благоденствия и зла, чтоб, видя в этом назначение Господне, они могли к нам обратиться. А после них недобрые преемники остались и унаследовали книгу. Они избрали себе в долю случайные дары земного бытия и говорили: «Нам проститься». И если бы вновь подобные дары им повстречались, они бы взяли без сомнения их. Ужель с них не был взят завет Писания о том, чтобы они о Господе лишь правду говорили? Ведь они чтят и изучают все, что в нем. Обитель же другого мира есть лучшее для тех, кто гнева Господа страшится. Ужель вам не понять сего? А те из них, кто искренне привержен книге и постоянен в совершении молитвы, мы не дадим пропасть награде тех, кто совершает добрые дела. Когда мы сотрясли над ними гору, и она стала словно кров, они подумали: падет она на них, и мы сказали им: вы стойко следуйте тому, что мы вам не спаслали, и помните, что там открыто вам, чтоб гнева Господа страшась, вы стали бы Ему послушны. Когда Господь твой из сынов Адама исчресил их, извел потомков их и повелел их о самих себе свидетельство давать, не я ли ваш Господь, кто сотворил вас, соразмерил и в этом мире вам предел назначил? Они сказали: да, свидетельствуем мы. Мы повелели этому случиться, чтоб вы в день воскресения на суд не говорили: мы по неведению этим не брегли. Или чтоб не говорили вы: наши отцы еще до нас другие божества Аллаху предавали, мы ж после них наследовали им. Так неужели ты погубишь нас за то, что необдуманно творили наши предки? Так ясно излагаем мы знамения, чтобы они могли к нам обратиться. Ты им прочти рассказ о человеке, кому явили мы знамения свои, но уклонился он от них, и за собой вослед увел его шайтан, и стал он из числа заблудших. И если б мы того желали, мы ими бы возвысили его, но он приник к земным страстям и предался своим желаниям, и стал он походить на пса, что возбужденно дышит, высунув язык, и если нападаешь на него, и если от него уходишь, и это притча о тех людях, которые сочли знамения наши ложью. Ты расскажи им этот сказ, быть может, это их заставит поразмыслить. Дурным примером служат те, кто ложью наши откровения считает и этим губит собственную душу. Кому Аллах указывает путь, тот следует прямой стезею. Кого сбивает Он с пути, тот понесет урон тяжелый. Мы много джиннов и людей для ада сотворили. У них сердца, которыми они не понимают, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат. Они, как блудные скоты, но еще более заблудши, ведь остаются в небрежении они к увещеваниям пророков. И все прекраснейшие имена принадлежат Аллаху. Его вы ими призываете, и избегайте тех, кто оскверняет эти имена, воздастся им за то, что делают они. Из тех, кого мы сотворили, есть народ, что следует стезею истины Господней и ею справедливость утверждает. Те, кто знамения наши ложными считает,
мы постепенно и невидимо для них подвергнем гибели такою мерой, что им того и не узнать. Я дам отсрочку им, ведь замысел мой верен. Ужель они еще не осознали, что соплеменник их неодержим, ведь он всего лишь увещатель ясный? Ужель не обращали они взоров на вышнюю управу небесами и землей и всем, что создано Аллахом, на то, что, может быть, идет к концу предел их, что назначен Богом? В какое ж после этого послание уверовать они посмеют? Кого Аллах с пути сбивает, тому вожатого уж нет, и в их бессмысленном скитании Он оставляет слепо их блуждать. Они тебя о часе вопрошают, когда назначен ему срок. Скажи им: знание сего у моего владыки, кроме него никто не может срок его открыть, и тяжким было б его бремя на небесах и на земле. Наступит он для вас совсем нежданно. Они тебя об этом вопрошают, как будто знаешь верно ты о нем. Ответь им: знание о нем лишь в ведении Аллаха, но большинство из них не знает. Скажи: не властен я себе ни доброе назначить, ни отвратить дурное от себя, если Аллах того не пожелает. И если б сокровенное я знал, я бы умножил всякое добро себе на пользу и отвратил бы злое от себя. Всего лишь увещатель я и благовестник для тех, кто верует в Аллаха. Он тот, кто сотворил вас из одной души, и из нее же сотворил ей пару, чтоб обрести у ней успокоение. Когда же Он ее покрыл, она обременела легкой ношей, и с ней ходила без труда. Когда ж она отяжелела, они к Аллаху и их владыке оба возмолили: если ты нам даруешь праведного сына, прекрасного умом и телом, тебе мы будем благодарны. Когда ж Он дал им праведного сына, они измыслили помощников ему в том даре, что он им назначил. Недосягаемо велик Аллах, чтоб соучастники ему они других греховно предавали. Неужто они прочат в соучастники ему таких, которые творить не могут, и сами же другим сотворены? Они не могут помощь оказать ни им и ни самим себе. И если вы на путь прямой их позовете, за вами не последуют они. Для вас едино, будете ли их звать или будете хранить молчание. Поистине, все те, кого вы призываете о притче Аллаха, такие же рабы Ему, как вы. Вы позовите их, и пусть они ответят вам, коль вы в своих словах правдивы. Неужто у них ноги есть, которыми ходить, или руки есть, которыми хватать, или есть у них глаза, чтоб видеть, или уши есть, чтоб слышать ими? Скажи: вы созовите ваших соучастников Аллаху и с ними стройте козни мне, при этом не давая мне отсрочки. Аллах – защитник мне и покровитель, кто в книгу в истине не звел и простирает покровительство свое на верных. Но те, кого вы призываете опричь Него, не могут помощь оказать ни вам и ни самим себе. И если вы на путь прямой зовете их, они и слушать не желают. И видишь ты, как они смотрят на тебя, и все ж тебя не видят. Будь терпеливо снисходителен к таким, зови к добру и удаляйся от невежд. И если сатана клонит тебя к дурному, видениями ум твой наваждая, ищи убежища лишь у Аллаха, ведь слышит Он и ведает о всем. И те, кто истинно благочестив, когда их сатана видением дурным склоняет, они Господне имя призывают и тут же прозревают вновь. А братья их, что нечестивы, их вводят в заблуждение еще глубже, и их усилия при этом не слабеют.
И если ты им откровение Корана долго не приносишь, то говорят они: что ж ты его так долго собираешь? Скажи: я только следую тому, что мой Господь мне открывает, сие прозрение от вашего владыки, и руководство к благочестию, и милосердие Господне для тех, кто верует и доброе творит. Когда читается Коран, вы слушаете его безмолвно, чтобы Господню милость получить. С благоговением, смиренно и без громких слов ты вспоминай о Господе твоем в час утренней зари и в час вечерний, и здесь небрежным никогда не будь. А те, которые близ Бога пребывают, не величаются и не презреют быть в услужении Ему, а прославляют Его имя в смирении, склонившись перед Ним. Сура 8. Военные трофеи. Аль-Анфаль. Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного. И задают они тебе вопрос касательно трофеев на войне. Ответь: трофеи все в распоряжении Аллаха и посланника Его, а потому страшитесь Его гнева и меж собой держитесь добрых отношений. Аллаху и посланнику Его послушны будьте, если в Него уверовали вы. Ведь верующие только те, сердца которых трепета полны при поминании Аллаха, чья вера укрепляется сильнее, когда читают им знамения Его, и кто надежды возлагает лишь на владыку своего. Кто постоянен в совершении молитвы и щедро раздает из благ, что мы им дали на потребное всей жизни. Такие те, кто истинно уверовал в Аллаха, им степень воздаяния у их владыки прощение и щедрые дары. И точно так же твой Господь поистине своей тебе велел уйти из дому, хотя и были среди верующих те, которые противились сему. С тобой оспаривая истину Господню, когда она была уж очевидна, как будто бы их гнали к смерти, и ей в лицо они глядели. Тогда Аллах вам обещал, что вам достанется один из двух отрядов. И вы хотели, чтобы вам достался тот, что следовал в дороге безоружным, неся большую кладь добра, но истину своих словес хотел Аллах пред вами утвердить и всех неверных до последнего иссечь, чтоб истинность той истины представить и обнаружить лживость лжи, хотя виновным это было ненавистно. И как же вы тогда взывали о помощи к владыке своему? И он ответил вам: я поддержу вас 1000 из ангелов моих, что будут нисходить к вам ряд за рядом. И сделал это благовестием Аллах, чтоб ваше сердце успокоить, ведь помощь только от Аллаха. Аллах поистине велик и мудр. Тогда Он вас склонил дремотой в знак своего миротворения для вас и ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить ею вас и снять с вас скверну сатаны, чтоб укрепить ваши сердца и этим утвердить ваши стопы. Тогда Господь ваш ангелам внушил: я с вами, вселите стойкость тех, которые уверовали в Бога. Я ж в сердца таких, в ком веры нет, посею страх. Вы по надшейной части головы их бейте, и бейте их по кончикам всех пальцев. И это им за то, что отдалились от Аллаха и посланника Его. А кто отходит от Аллаха и посланника Его, к таким поистине сурова его кара. Вам эта кара прозвучит: вкусите от нее, ведь для неверных муки ада. О вы, кто верует,
Когда вы встретите неверных, что в боевом строю враждебно движутся на вас, не обращайте тыла к ним. А тот, кто обратит к ним тыл в тот день, за исключением того, кто делает маневр, чтобы опять вернуться к битве, или отступает, чтобы вернуться к основному строю, тот навлечет Господень гнев, и ад ему убежищем предстанет, такая скверная обитель. Не вы их убивали, их убивал Аллах. Когда ты бросил горсть песка, бросал не ты, бросал Аллах, чтобы испытать уверовавших в Бога хорошим испытанием от себя. Аллах поистине все слышит и все знает. Вам это, ведь Аллах все козни и уловки нечестивых ослабляет. О вы, неверные мекканцы! Если просили вы себе победы, то вот сейчас она пришла к вам, и если вы сейчас удержитесь от боя, то это лучше будет вам, но если вы к сражению вернетесь, тогда и мы к нему вернемся, и вам нисколько не поможет ваша рать, сколь многочисленна она бы ни была. Аллах ведь с теми, кто уверовал в Него. О вы, кто верует! Аллаху и посланнику Его послушны будьте, и от Него не отвращайтесь, когда вы слушаете то, что Он читает из Корана. Не будьте вы подобны тем, кто говорит «мы слышим», а сами ничего не слышат. Ведь худшие из всех земных существ в деснице Бога те, кто глух и нем и ничего не разумеет. И если бы всевидящий Господь узрел в их душах что-нибудь благое, Он дал бы им возможность слышать. Но если бы Он дал им слышать, они бы все равно отворотились от Него. О вы, кто верует! Аллаху и посланнику Его послушны будьте, когда Он призывает вас к тому, что вас поистине животворит и направляет. И знайте, что Аллах всегда стоит меж бренными страстями человека и тайными порывами его души. Поистине вы будете все собраны к Нему. И бойтесь мятежей и смут, что, появившись, вовлекают не только тех из вас, кто нечестив, и знайте, в возмездии своем Аллах суров. Тогда вы были маленькой общиной и слабыми на той земле и в страхе, что эти люди вас ограбят и похитят, но Он убежище вам дал и укрепил вас помощью Своею и дал вам все потребное для жизни, чтобы вы могли быть благодарны. О вы, кто верует! Аллаха и посланника Его не предавайте, творя нечестие и зло. Ведь этим предаете вы доверенное вам, и сами сознаете это. И знайте, все ваше добро и дети — лишь испытание для вас, и только у Аллаха высшая награда. О вы, кто верует! Коль устрашитесь гнева Бога, Он развлечение вам даст, очистит вас от ваших злодеяний и прегрешения вам простит Господь поистине, владыка милости великой. И вспомни, как неверные мекканцы уловки строили тебе, чтоб заточить тебя или убить, или изгнать. Вот и сейчас они уловки замышляют, и замышляет против них Аллах. Поистине нет лучше замыслов Аллаха. Когда читают им знамения наши, то говорят они: мы слышали уже, и если б мы того желали, мы бы измыслили подобное сему, сие всего лишь сказы первых. И вспомни, как они сказали: о наш Господь, коль это есть та истина, что от Тебя исходит, пролей на нас небес дождь из камней, иль карой тяжкой накажи. Но не накажет их Аллах, пока среди них ты будешь находиться. Не будет их наказывать Аллах,
коль среди них есть и такие, кто о прощении взывает. Ну что ж Аллаху их не наказать, когда они не допускают верных к запретной для греха мечети, хотя они и не хранители ее. Хранители ее лишь те, кто благочестие блюдет, страшася гнева своего владыки, но большинство из них не знает. Молитвы их при этом доме лишь свист и хлопанье в ладоши, и в день Господнего суда им прозвучит: «Вкусите наказание за то, что на земле нечестие творили». Поистине расходуют неверные свое добро, чтобы уклонить людей с пути Аллаха, но предстоит им скоро издержать его. Потом же их охватит скорбь и сожаление, и вслед за тем они побеждены все будут и будут собраны в аду. Чтоб скверных отличил Аллах от добрых, и чтобы скверных друг на друга положив, их всех свалить и в ад отправить, они-то все и понесут убыток. О Мухаммад, скажи неверным, коль от нечестия себя они удержат, их прошлое им будет прощено, но коль к нечестию вернутся, так ведь для них уж есть пример наказанных народов. Борьбу ведите с ними до того мгновения, пока не будет больше угнетения и смут, и воцарит религия Аллаха, которая объемлет все и вся. Но коль они себя от нечисти удержат, так ведь Аллах прощающий, милосерд и видит все, что делают они. А коль они к нечестию вернутся, Аллах вам будет покровитель, и это лучший покровитель, и лучший из способных помощь оказать. И знайте из всего, что вам достанется в трофеях, вы 1/5 добра должны отдать Аллаху, посланнику Его и родственникам, близким, сиротам, беднякам и тем, кто держит путь, коль вы Аллаху предались и приняли ту книгу, что мы послали нашему рабу в день развлечения, тот день, когда в бою сошлись два войска. Аллах поистине над всякой вещью мощен. Тогда стояли вы на ближней стороне долины, они ж на самой дальней стороне, а караван в низине той долины находился. И если бы назначили вы встречу, вы все равно не встретились бы там. Аллах же эту встречу вам назначил. И это потому, чтобы Аллах мог завершить то дело, что им было задумано к свершению. И чтобы тот, кому было дано погибнуть, мог умереть лишь при знамении ясном. И чтобы тот, кто жить остался, лишь при знамении ясном мог существовать. Аллах поистине и слышит все, и знает обо всем. Тогда, о Мухаммад, Господь тебе во сне представил их такою малочисленною силой. А если бы Он тебе их многочисленною ратью показал, то вы наверняка бы оробели и спор затеяли б об этом деле. Но уберег от этого вас Бог, ведь знает Он про то, что кроется в душе. И вот когда вы встретились лицом к лицу, вашим глазам Он их представил маленьким отрядом, а в их глазах уменьшил ваш отряд, чтоб Господу свершить то дело, что им было задумано к свершению, ведь лишь у Господа свершение всех дел. О вы, кто верует, когда сойдетесь с вражеским отрядом, храните стойкость и Аллаха призывайте непрестанно, чтоб преуспеть на поприще своем. Аллаху и посланнику Его послушны будьте, не затевайте споров меж собой, а то вы в замешательство придете, и ваша мощь покинет вас. Крепите стойкость духа, ведь Аллах лишь с теми, кто хранит терпение и стойкость. Не будьте вы похожими на тех, что вышли из своих домов с кичливой дерзостью перед людьми. Они людей с пути Аллаха уклоняют. Аллах же все их злодеяния объемлет.
И вспомните, как сатана столь привлекательно представил им их грешные деяния, при этом говоря: «Нет ныне победителя над вами среди людей, и я соседствую во всех ваших деяниях». Когда же оба ополчения сошлись на поле брани, он обратился к ним спиною, говоря: «Я вовсе не причастен к вам, поистине я вижу то, что не дано вам видеть, страшусь Аллаха я, силен он в наказании своем». Теперь же лицемеры и те люди, сердца которых схвачены недугом, говорят: их вера обольстила их, лишив их здравого ума. Но кто на Бога уповает, тот знает, Он велик и мудр. И если б мог ты только видеть, как исторгают ангелы Господни души тех, кто не уверовал в Него. Они их бьют по лицам и по спинам, и говорят: «Вкусите кару огненного ада». И это вам за то, что ваши руки предварили, ведь никогда Аллах служителям своим не нанесет обид несправедливых. Как и для рода фараона и тех, которые до них грешили, они не приняли знамения Аллаха, и Он сразил их за грехи. Аллах поистине могуч и в наказании суров и непреклонен. И это потому, что не таков Аллах, чтоб изменить ту милость, которой Он людей уж одарил, пока они того, что есть в их душах, не изменят. Аллах поистине все слышит и все знает. Такой же стала участь фараона и его людей, и тех, которые до них грешили. Они сочли за ложь знамения Господней, и мы за их грехи их погубили и потопили фараона и его людей, ведь были все они несправедливы и беззаконие творили. Ведь худшие из всех земных существ в деснице Бога, те, которые не веруют в Него и никогда уж не придут к Нему. И те, с которыми скрепил ты договор, они же всякий раз его внезапно нарушают и не испытывают страха пред Аллахом. И если ты в войне их одолеешь, то, проявив к ним должную суровость за измену, ты от себя прогонишь тех, кто может следовать по их стопам измены, чтоб помнили они и сдерживали страсти. И если ты предательства боишься от людей, отбрось все обязательства свои по договору перед ними, чтоб с ними быть на равном основании. Аллах поистине предателей не любит. И пусть неверные не думают, что взяли верх, им не ослабить верных. И наготове против них держите всю вашу мощь и конные войска, чтоб устрашать врагов Аллаха и ваших недругов страшить, и кроме них других, которых вы еще не распознали, но о которых ведает Аллах. И что бы вы ни издержали на пути Аллаха, сполна зато вам возместится, и вам не нанесут обид несправедливых. Но если же они будут склоняться к миру, склонись и ты к нему, и полагайся на Аллаха. Он слышит все и знает обо всем. Но если обмануть они задумают тебя, тебе довольно будет помощи Аллаха. Ведь это тот, кто укрепил тебя своей помощью и помощью твоих единоверцев. Он их сердца скрепил в любви и вере. И если б ты извел все то, что на земле, ты бы ничем сердца их не скрепил. Аллах же их сердца соединил, ведь Он могуч и мудр безмерно. О пророк! Тебе достаточно Аллаха и тех из верных, кто последовал тебе. О пророк! Ты поднимай уверовавших на сражение, и будь из вас хоть 20 терпеливо стойких, и им победить 200 человек. А если будет 100 вас, вы победите 1000 неверных, они ведь лишены любого понимания. Вам ныне облегчил Аллах земное бремя. Он знает, есть в вас слабость,
И если среди вас 100 терпеливо стойких, им победить 200 человек. А если среди вас есть 1000 таких, им с изволения Аллаха 2000 неверных победить. Аллах ведь с теми, кто терпение и стойкость проявляет. Ни одному пророку не годится брать в плен неверных до того, пока он на своей земле не одолел своих врагов великим подавлением. Вам любы тленные блага земного мира, Аллах же в будущее смотрит, Аллах могуч и мудр. И если предписание Аллаха пред этим не пришло к тебе, постигла бы вас тяжкая расплата за то, что взяли выкуп вы. Теперь же наслаждайтесь тем, что вы себе в трофей взяли, благим и разрешенным, и гнева Господа страшитесь, Аллах поистине прощающий, милосерд. О пророк, скажи тем пленным, что попали в ваши руки, если Аллах узреет что-нибудь благое в ваших душах, Он вам доставит лучшее, чем то, что было отнято у вас, и Он простит вам ваши прегрешения, ведь Он прощающий, милосерд. А если захотят предать они тебя, так ведь они уж прежде предали Аллаха, и Он тебе во власть их дал, ведь мудр Он и знает обо всем. Те, кто поистине уверовал и к вам в изгнании переселился, и на Господнем промысле сражался всем своим сердцем, жизнью и добром, и те, кто им очаг и помощь предоставил, они друзья и покровители друг другу, и при делении наследства вступают в родственную связь. А кто уверовал, но к вам в Медину не переселился, у вас пред ними обязательств нет, пока они в изгнании вашу участь не разделят. Но если только ради веры они о помощи попросят вас, на вас возложен долг им помощь оказать, если она не против тех народов, с которыми у вас союзный договор. Аллах ведь видит все, что делаете вы. Неверные друзья и покровители друг другу. И если вы не станете такими же друг другу, то будет смута и великое бесчинство на земле. Те, кто уверовал и к вам в изгнании переселился, и на пути Господнем воевал, и те, кто им приют и помощь предоставил, они суть те, которые уверовали в Бога, и им по праву не зайдет прощение Его и самый щедрый Его дар. А те, которые уверовали после и к вам в изгнании переселились, и вместе с вами воевали за Господню веру, они в правах одни из вас. Носители же кровного родства в своих правах друг другу ближе, как значится в Писании Господнем. Аллах поистине о всякой вещи знающий. Сура 9. Покаяние. Ат-Тауба. Уведомление от Аллаха и посланника Его об отречении от обязательств теми из неверных, с кем был у вас скреплен союзный договор. Ходите же спокойно по земле 4 месяца, и знайте, не ослабить вам Аллаха. Он же позором и бесчестием покроет нечестивых. И возглашение от Аллаха и посланника Его к народу в великий день Большого Хаджа о том, что Он, а равно и Его посланник, все обязательства перед неверными за их несоблюдение договора расторгают. Но если вы, неверные, раскаетесь, для вас так будет лучше. А если все же отвратитесь, знайте, суда Аллаха вам не миновать. И возвести благую весть неверным, их ждут мучительные кары. Помимо тех из многобожцев, с которыми у вас есть договор, они его ни в чем не нарушали и никому не помогали против вас. Вы соблюдаете с ними обязательства свои до истечения их срока.
Аллах поистине благочестивых любит. Когда ж запретные 4 месяца пройдут, мы дозволяем вас, неверных, убивать везде, где б вы их ни нашли. Захватывайте в плен их, осаждайте их дома и ставьте им засады. Но коль раскаются они и обратятся, молитву будут соблюдать и будут милостыню править, тогда откройте им дорогу. Аллах поистине прощающий, милосерд. А если кто-нибудь из многобожцев убежище попросит у тебя, то дай ему приют, чтобы он имел возможность в нем услышать Божье Слово. Потом сопроводи его в то место, что будет безопасным для него. Так должно быть. Они ведь те, кто никаких познаний не имеет. Как может состояться договор неверных с Аллахом и посланником его, за исключением тех из них, с которыми скрепили вы союз у стен запретной для греха мечети? Пока они верны вам в соблюдении союза, вы будьте тоже им верны. Аллах поистине благочестивых любит. Как может быть такой союз, когда они, если одержат верх над вами, не соблюдают к вам, не чтят ни кровных уз родства, ни обязательств договорных? Они устами к вам благоволят, сердца же их отказывают в этом, и большинство из них распутны. Они за мизерную плату знамениями Господними торгуют и сводят многих с Божьего пути. Поистине, как скверно то, что делают они. Они не чтят ни родственные связи, ни договорных обязательств по отношению к уверовавшим в Бога и приступили все пределы, установленные им. Но коль раскаются они и обратятся, молитву будут соблюдать и будут милостыню править, они вам станут братьями по вере. Так разъясняем мы свои знамения для тех, в ком разумение живет. А если после заключения договора они нарушат свои клятвы и станут возводить хулу на вашу веру, вы дайте бой вождям неверия и зла, ведь клятв для них не существует, а это может их сдержать. Ужель не будете сражаться с теми, кто своим клятвам изменил, задумав вашего посланника изгнать? Они вас первыми атаковали, неужто вы боитесь их? Ведь вам Аллаха надлежит бояться, если в Него уверовали вы. Сражайтесь с ними, вашими руками накажет их Аллах, позором и бесчестием покроет, поможет вам их победить и исцелить сердца благочестивых. Изгонит гнев из их сердец, вселив спокойствие и укрепив в них веру. Благопреклонен ведь Аллах к тому, кого сочтет своим желанием. Он знает все и мудрости исполнен. Или думаете вы, что вас Господь оставит, не распознав меж вами тех, которые усердствуют в сражении и покровителями не берут себе, помимо Бога и посланника Его, и тех, что всей душой Ему предались? Ведь ведает Господь о том, что вы творите. И не дозволено неверным в мечеть Аллаха приходить для совершения благочестивых дел, когда они неверие свое свидетельствуют сами, деяния их тщетны, в аду им вечно пребывать. В мечеть Аллаха должно приходить для совершения благочестивых дел лишь тем, которые уверовали в Бога и последний день, молитву совершают и дают на очищение, и лишь пред Господом испытывают страх. Таких Аллах ведет прямой стезей. Неужто напоение паломника водой и совершение обрядов у святой мечети сравнимы с благочестием таких, кто верует в Аллаха и последний день, кто отдает в бою с неверными все силы, сражаясь на пути Аллаха? Они не могут быть равны пред Ним. Он нечестивых праведным путем не поведет.
Те, кто уверовал и дом родной покинув, переселился в чуждые края, и кто с неверными в бою все силы отдает на промысле Господнем, сражаясь всем своим добром и сердцем и душою, они на высшей степени угоды Богу, и это есть великое свершение. Господь их шлет им благовестие о милости Своей и о Своем благоволении, и о садах, где ждет их вечная услада. Они пребудут вечно там, ведь у Аллаха высшая награда. О вы, кто верует, вы не берите в покровители себе ваших отцов и ваших братьев, если они любовь к неверию предпочитают вере в Бога. А те из вас, кто в покровители берет их, дозволенное Богом приступают. Скажи, если ваши отцы и ваши сыновья, и ваши братья, и супруги ваши, и родственники, и добро, что вы приобрели, торговые дела, застой в которых вас пугает, и ваш очаг, что радует ваш глаз, коль все это милее вам, Аллаха и посланника Его, милее борьбы на промысле Господнем, то ждите до тех пор, пока свой приговор Аллах вам не объявит. Он праведным путем не поведет народ распутный. Аллах поистине уже во многих битвах вам помог. Помог Он вам и в день Хунейны, когда гордынею превозносясь, вы восхищались множеством своим и силой, но ваше множество и сила ничем не послужили вам, и тесною вам сделалась земля там, где была она просторна. Тогда вы повернули тыл и обратились в бегство. Потом Аллах своим покоем осенил посланника и всех уверовавших в Бога, и воинство незримое низвел, и наказал неверных, так воздалось таким, кто не уверовал в Него. И будет вновь потом Аллах благопреклонен к тому, кого желанием своим сочтет, ведь Он поистине прощающий, милосерд. О вы, кто верует! Ведь многобожники поистине нечисты, и пусть они не приближаются теперь к запретной для греха мечети, когда минует этот год. А если бедность вас пугает, обогатит вас от щедрот своих Аллах, если на то Его желание будет, поистине всезнающий Он и мудр. Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и последний день, и не считает запрещенным то, что недозволено Аллахом и посланником Его, и с теми из людей Писания Святого, кто истинной религии Аллаха не признал. Сражайтесь с ними до тех пор, пока они вам дань платить не станут, своей собственной рукой, в смирении покорном. И иудеи говорят: Узайр, сын Аллаха, а христиане говорят: Мессия, сын Аллаха. Эти слова звучат в устах их. Так говоря, они уподобляются неверным, которые до них грешили тем же, да поразит за это их Аллах. Как же они отвращены от истины Его! Они себе, опричь Аллаха, за Господов берут раввинов и монахов, а также сына Марьям, Мессию, хотя повелено им было поклоняться Богу, единому для всех, опричь которого другого божества не существует. Субханаху, хвала Ему, превыше Он всех тех, которых в соучастники Ему они своим невежеством упрямо призывают. Они устами скверными своими хотят свет Божий погасить. Аллах же не допустит ничего иного, как только свет свой завершить, хоть многобожникам и ненавистно это. Он тот, кто своего посланника послал, и с ним вам руководство в жизни, религию, что свет Господней истины несет, чтобы явить ее превыше прочей веры, хоть многобожникам и ненавистно это.
О вы, кто верует! Среди раввинов и монахов много есть таких, которые имуществом людей неправедным путем овладевают и уклоняют их с Господнего пути, и тех, кто золото и серебро копит и в закромах своих хоронит, и не расходует на промысле Господнем, благую весть им сообщи, и их ждут мучительные кары. В тот день, когда в огне раскалено добро их будет, и им будут клеймить их лбы, бока и спины. Вот то, что для себя вы схоронили. Вкусите ж то, что сберегли вы для себя. Поистине, у Господа 12 месяцев в году, как значится в Писании Господнем, от дня того, как сотворил Он небеса и землю, из них 4 месяца запретных, сие уставом неизменным быть должно. Но если вам войну объявят в течение сих месяцев запретных, вы зла самим себе не причиняйте, и с ними все сражайтесь так же, как они все воюют против вас. Но все же знайте, что Аллах благоволит таким, которые, страшася Его гнева, способны и себя, и недруга сдержать. Перенести священный месяц Рамадан на срок другой поистине увеличение неверия и только. Им вводят в заблуждение неверных. Они считают этот месяц дозволенным в одном году, в другом же делают его запретным, чтобы привести его в согласие с тем сроком, который повелел Аллах считать запретным, и этим сделать разрешенным этот месяц. Их злодеяния взор их обольщают, но праведным путем Аллах неверных не направит. О вы, кто верует! Что ж вы, когда вам говорят, за дело Господа в поход идите, к земле с тяжелым сердцем льнете? Ужель утехам ближней жизни вы отдаете предпочтение перед блаженной вечностью второго бытия? Утехи ближней жизни так ничтожны в сравнении с усладою второго бытия. И коль в поход вы не пойдете, накажет вас Господь мучительною карой, заменит вас другим народом. Вы же вреда Ему ни в чем не причините, ведь мощен Он над всем и вся. Если сейчас вы не поможете Ему, Аллах Ему окажет помощь. Ведь Он помог ему уже, когда неверные его изгнали, и было только 2 их, в пещере оба схоронились, и спутнику сказал он своему: «Ты не грусти, Аллах ведь с нами». Тогда низвел Аллах покой свой на него и воинством небесным укрепил, что было взору вашему незримо, и с корнем вырвал слово нечестивых, возвысив свое слово до небес. Поистине Он мудр и могуч. Идите же в поход или с бременем, или с легким снаряжением, и на пути Господнем ревностно сражайтесь, и сердцем, и добром своим, сие есть лучшее для вас, если б вы только знали это. И если б в этом верная нажива им была, и путь достаточно умерен, они бы, несомненно, за тобой пошли, но путь далек, и в тягость будет им, и станут они клясться Богом: если бы только мы могли, мы б вместе с вами двинулись в поход. Но этим губят они собственные души. Аллах ведь знает, что они лжецы. Аллах простил тебе за то, что ты позволил им остаться, прежде чем выявил, кто правду говорит, и не узнал лжецов. Те, кто уверовал в Аллаха и последний день, тебя не станут позволения просить сражаться с недругом добром своим и сердцем. Аллах ведь знает исполняющих свой долг пред Ним. Просить освобождения от боя будут те, которые не веруют в Аллаха и последний день, чье сердце переполнено сомнением, и в нем колеблются они. И если б искренне в поход они желали выйти,
Они б готовить стали снаряжение к нему, но, зная тайны их сердец, Аллаху было неугодно их участие в походе, и потому Он удержал их от него. И было сказано: «Сидите с теми, кто сидит и ждет исхода». Но если б с вами и пошли они бы ничего не привнесли вам, кроме порчи, спеша посеять смуту среди вас, ведь среди вас есть и такие, которые готовы слушать их, но знает Бог несправедливых. Они и прежде замышляли смуту, стремясь расстроить все твои дела, пока не вскрылась истина и воля Божья не проявилась к их величайшей неприязни и досаде. Среди них есть и такой, кто говорит: «Уволь меня от этого похода, и в искушение не втягивай меня». Разве они уже не впали в искушение, обрушив на себя Господень гнев? Неверным истинно в объятиях ада пребывать. И если доброе к тебе приходит, они печалятся об этом. А ежели коснется тебя зло, то говорят: «А мы заранее предприняли все меры», и, радуясь, уходят от тебя. Скажи: ничто и никогда нас не постигнет, кроме того, что нам предначертал Аллах. Он покровитель наш, и на Него пусть верующие уповают. Скажи: чего вы выжидаете для нас, помимо одного из двух исходов славных? Мы ж выжидаем, что Аллах вас поразит своею карой, или своей собственной рукой, или нашими руками. Что ж, ждите, подождем и мы. Скажи: и если вы из своего добра по доброй воле или по неволе расход несете на Господне дело, не будет принято от вас, ведь вы поистине народ распутный. Что ж помешает их дары принять, как не отказ уверовать в Аллаха и посланника Его, небрежность в совершении молитвы и неохотная подача милостыни бедным? И пусть тебя не восхищает ни их добро, ни дети их. Ими Господь их хочет в этой жизни наказать, чтоб изошли в неверие их души. Они клянутся именем Аллаха, что они истинно из вас, но не из вас они. Они те люди, что боятся явить вам свою истинную суть. И если бы нашли убежище они, пещеры или уходбище иное, то повернулись бы и бросились к нему стремглав. Есть между ними и такие, которые злословят о тебе по поводу раздачи милостыни бедным. Коль из нее им подают, они довольны, а если не дают, то сердятся они. Им бы довольствоваться тем, чем наделяет их Аллах и что дает его посланник. Им говорить бы: нам достаточно Аллаха, Он даст нам от своих щедрот, и тоже сделает его посланник, к Нему взываем мы в молитвах. Ведь милостыня лишь для бедных, для тех, которые в нужде, смотрителям по выдаче ее, для тех, сердца которых расположены к исламу, на выкуп из неволи пленных или рабов, на выплату долгов для тех, кто разорен и нищетой облегся, на промысел Аллаха для тех, кто держит дальний путь. Сие установление Аллаха. Аллах всезнающий, мудр безмерно. Среди них есть те, которые пророку досаждают и говорят: он ухо. Скажи: он ухо к вашему же благу. Он в Бога верует и доверяет верным. Господня милость к тем из вас, которые уверовали в Бога. И тех, которые пророку досаждают, мучительные кары ждут. Они клянутся перед вами именем Аллаха, чтобы служить угоде вашей, но подобало б им гораздо больше служить Аллаху и посланнику Его, когда бы вера в них поистине жила.
Ужели они не знают, что тому, кто против Бога и посланника идет, огонь пылающего ада уготован, где пребывать ему навечно? Сие великое бесчестие и срам. С насмешкой лицемеры опасаются того, что снизойдет на них какая-либо сура и обнаружит то, что их сердца таят. Скажи им: насмехайтесь, Господь же истинно откроет то, чего вы так боитесь. А если ты их спросишь напрямую, они тебе, конечно, скажут: шутили мы и только, и для забавы это говорили. Скажи, не над Аллахом ли, знамениями его посланником шутили вы и насмехались? И не старайтесь оправдать себя. Вы отреклись от веры, что вами принята была, и если даже мы простим одних из вас, накажем мы других за то, что приступили пределы, установленные мной. Все лицемеры, и мужи, и девы, все одной породы. Они к преступному друг друга подстрекают и отвлекают от благого, и скупы руки их и души. Они забыли Бога, и их забыл Господь. Поистине распутны лицемеры и беззаконие творят. И обещал Аллах всем лицемерам, мужчинам, женщинам, всем нечестивым, огонь ада, где им навечно пребывать, довольно им его. Аллах их проклял и обрек на вечное мучение, подобно тем, которые до них грешили. Они превосходили вас и мощью, и достатком, и детьми. Они вкусили свою долю наслаждения, а вы свою вкушаете сейчас. Как и они сладились ею прежде вас, так вы сейчас сладитесь ею. Дела их тщетны в этом мире и в другом, и понесли они урон тяжелый. Неужто не пришла к ним весть о тех, которые до них грешили? О людях Нуха, Аад, Самуд, о людях Ибрахима и обитателях Мадьяна, о людях неспроверженных селений. К ним с ясными знамениями от нас посланники их приходили, и не Аллах на них обрушил зло, зло своим душам причинили они сами. Мужи и девы, кто уверовал в Аллаха, друзья и покровители друг другу. Они к добру друг друга побуждают, удерживают от дурного, молитву совершают по часам и очистительную милостыню правят, и повинуются Аллаху и посланнику Его, к ним будет милостив Аллах, могучий, мудр Он безмерно. И обещал Аллах уверовавшим девам и мужам сады реками омовенны, где им навечно пребывать в благих жилищах вечного Эдема. Но еще большая услада — благоволение Аллаха, сие есть высшее свершение. О пророк! Веди суровую борьбу против неверующих и лицемеров, и против них непримиримым будь. Жилищем им предстанет ад, приют зловещий для неверных. Они клянутся именем Аллаха, что ничего дурного не сказали, тогда как в их словах неверие звучало, и сделались неверными они после того, как приняли ислам, и стали замышлять такое, чего достичь им прежде не далось, и только месть их стала их отплатой за то, чем их обогатил Аллах, а также и Его посланник. Но если все ж покаются они, для них так будет лучше. А если же отворотятся, накажет их Аллах мучительною карой и в ближней жизни, и в далекой, и на земле им не найти помощника или покровителя себе. Среди них есть те, которые с Аллахом в договоре поставили свой спрос. Если Он нам доставит от своих щедрот, то будем истинно мы милостыню править, и праведными станем на Его пути. Когда же Он доставил им свои дары,
скупыми сделались они и отвернулись, уклонясь от данного обета. Тогда он лицемерие в их сердце поместил, что будет им сопутствовать до дня, в который предстоит его им встретить, за то, что не были верны завету с ним, за то, что лгали вновь и вновь. Ужели они не знают, что Аллаху известны тайны их и скрытые беседы, что сокровенное Он знает? А кто возводит клевету на тех из верных, которые из своего добра по доброй воле милостыню правят, и тех, кто лишь усердием своим находит, что подать, и насмехаются над ними, а Аллах над ними посмеется, и им мучительная кара. Попросишь ты прощения для них или нет, и если даже до 70 раз прощения для них попросишь, Аллах им не простит. Ведь все ж в Аллаха и посланника его не веруют они. Поистине Аллах не поведет народ распутный. И радовались за спиной посланника такие, которые в своих домах остались и не отправились в поход. Им в тягость было на пути Господнем усердствовать добром своим и жизнью. И говорили они тем, кто выступал в поход: «В жару такую не идите». Скажи: «Но еще жарче огонь ада». О, если б только поняли они! Но пусть они немного посмеются, ведь им придется много плакать, как воздаяние за то, что их дела им предварили. И коль Аллах вернет тебя в их круг, и они станут у тебя просить, чтоб ты позволил им пойти с тобой в поход, скажи: вы никогда со мной не пойдете и никогда не будете сражаться с врагом в одну ряду со мной. Вам в первый раз угоднее отсиживаться было, сидите ж с теми, кто и в этот раз отсиживаться пожелает. И никогда ни об одном из них, кто умер, не молись, и на молитву при его могиле не вставай, ведь он при жизни не уверовал в Аллаха и посланника его, сей мир покинув нечестивым. И пусть тебя не восхищает ни их добро, ни дети их, ими Господь их хочет в этом мире наказать, чтоб изошли в неверие их души. Когда не сходит свыше к ним какая-либо сура, зовущая уверовать в Аллаха и воевать в одном ряду с посланником его, то те из них, которые других своим достатком превосходят, просят тебя освободить их от похода, говоря: «Оставь нас здесь, мы будем с теми, кто уселся дома, как непригодный для войны». Они довольствуются тем, что остаются с теми, кто сидеть остался. На их сердца наложена печать, и лишены они любого разумения. Посланник же и те, которые уверовали с ним, усердствуют на промысле Аллаха всем своим сердцем и имуществом своим. Все блага им, и лишь они восторжествуют. Для них Аллах уготовал сады реками омовенные, где им навечно пребывать, и это есть великое свершение. И были среди бедуинов те, кто, извиняясь, приходил тебя просить освободить их от похода, и устранились от похода также те, кто лгал Аллаху и посланнику его, и тех из них, кто не уверовал в него, мучительная кара поразит. Но нет вины на тех, кто слаб или болен, или кто из скудного достатка своего расходовать не может на пути Аллаха, коль они искренни пред Ним и пред посланником Его, и никаких нет оснований быть против тех, кто делает добро. Аллах поистине прощающий, милосерд. Нет и на тех вины, которые, придя к тебе просить доспехов для похода, услышат от тебя: «Я не могу найти, на чем отправить вас». Они отходят, и глаза их наполняются слезами скорби, что нет у них добра на нужные издержки.
Есть основания винить лишь тех, которые богаты, но просят у тебя оставить их, довольствуясь сидеть с такими, кто остался. Аллах сердца их запечатал, и потому они не знают, в чем благочестие, в чем зло. Они пред вами будут извиняться, когда вы возвратитесь к ним. Скажи: не извиняйтесь, мы не верим вам. Господь уже нас известил об истинности ваших устремлений, и Он, а также и Его посланник, будут следить за вашими делами. Потом вы будете возвращены к тому, кому открыто тайное и явное известно. Тогда Он вам представит все, чем на земле грешили вы. Когда вы возвратитесь к ним, они вас будут заклинать Аллахом, чтобы вы оставили в покое их. А потому оставь в покое их, ведь они мерзость и пристанище им ад, как воздаяние за то, что сами предварили. И клясться они станут для того, чтобы ими были вы довольны, но если вы и будете довольны ими, так ведь угодными Аллаху распутники не будут никогда. Еще сильней в неверии и лицемерии своем те бедуины, что склонны пребывать в неведении о пределах, которые Аллах посланнику открыл. Аллах поистине всезнающ, мудр. Среди бедуинов есть и те, кто свой налог за пенью принимает и выжидает тяжких поворотов в вашей жизни. В их жизни будет тяжкий поворот. Аллах поистине все слышит и все знает. Но есть среди бедуинов и такие, кто верует в Аллаха и последний день, и кто налог свой принимает за тот дар, что их к Аллаху приближает, и делает достойными молитв посланника его. О да, сие поистине приблизит их к Нему. Он в свою милость их введет, ведь милосерд Аллах и всепрощающий. Опередившими других в принятии ислама были те, кто первыми, оставив свой очаг, переселились в чуждые края, и те, кто дал им хлеб и крышу, и те, кто следовал их праведным делам. Они к великому довольствию Аллаха, и к их довольствию Аллах. Он уготовил им сады реками омовенны, где им навечно пребывать, и это есть великое свершение. А среди прочих бедуинов, что окружают вас или поселились среди жителей Медины, есть лицемеры, что упрямы в лицемерии своем. Ты их не знаешь, мы их знаем, и мы накажем дважды их, потом их тяжкой каре предадим. Другие же грехи свои признали, они мешали доброе деяние с другим дурным. Быть может, к ним Аллах благопреклонен будет, ведь снисходителен Аллах и милосерд. Возьми ты милостыню с их добра, чтоб ею оправдать их и очистить, и вознеси за них молитву, ведь истинно твои молитвы, сохранность и покой для их души, Аллах все слышит и все знает. Ужели они не знают, что Аллах приемлет от служителей своих их покаяние и милостыню принимает на очищение их душ, и что Аллах благопреклонен, милосерд? Ты им скажи: благодеяйте, Аллах узрит деяния ваши, узрит их и Его посланник, узрит и верующий люд, и будете вы все возвращены к тому, кому все тайное и явное известно, и Он поведает вам всем всю суть того, что вы творили. Есть и другие лицемеры, кому отсрочено до времени, когда Аллах распорядится ими по заслугам, накажет их или простит благопреклонно. Аллах всеведущ, мудр безмерно. А тех же, кто воздвиг мечеть, чтобы нечестие и смуту сеять,
и тем внести раскол среди верных, а также для досады тем, кто раньше воевал с Аллахом и посланником его, они ж, несомненно, будут клясться, желали лишь благого мы, о них свидетельство Аллаха, они поистине лжецы. В ней на молитву никогда не становись. Но есть мечеть, что с первых дней была основана на праведной боязни Господню милость потерять. Она достойнее того, чтобы в ней ты становился на молитву. В ней тот, кто любит в чистоте себе держать. Аллах же любит тех, кто в чистоте себя содержит. Кто лучше? Тот, кто заложил основу для постройку на благочестии и трепете перед Аллахом, перед желанием Ему угодным быть, или тот, кто заложил основу для постройки на обрывающемся склоне старого откоса, готовом раскрошиться в прах. Он вместе с ним во пламя ада будет сокрушен. Аллах неправедных не станет направлять. Постройка их, что возвели они, не перестанет быть сомнением в их сердце, пока оно не разобьется. Аллах всеведущ, мудр безмерно. Аллах поистине купил у верных и души их, и их добро, платя взамен им райским садом. Они сражаются на промысле Аллаха, разя врагов, и сами сражены бывают, как обетовано поистине Его через закон, Евангелие и Коран, а кто в обетовании вернее Аллаха. Ликуйте же от выгодного торга, который с Ним вы заключили, сие великая удача. Кто, каясь, обращается к Нему, кто служит, славит Его святость, по свету странствует на промысле его, послушно голову клонит, ниц простирается в молитве и именем его к добру зовет, удерживает от дурного и в чистоте хранит его пределы, они и будут ликовать. Ты сообщи благую весть сим верным, их ждет великая награда. Не подобает ни пророку, ни тем, которые уверовали в Бога, для многобожников прощения просить, будь они даже близкими родными, после того, как стало ясно им, что быть им обитателями ада. И Ибрахим молился о прощении отцу лишь в силу данного обета, когда же стало ему ясно, что отец врагом Аллаху был и оставался, он отказался от него, ведь был он кроток духом и воздержан. Аллах не ввергнет в заблуждение народ после того, как он его направил, пока им ясно не укажет, чего остерегаться должно им. Аллах поистине о всякой вещи знающий. Аллах владеет небесами и землей, лишь Он живит и умертвляет. Нет покровителя у вас, кроме Него, нет и помощника иного. И свою милость обратил Аллах к пророку, мухаджирам и ансарам, что преданно пошли за ним в тяжелый час нужды и горя, когда сердца иных из них с его пути едва не совратились, он обратился к ним с прощением, ведь к ним поистине он благ и милосерд. Он обратил свое прощение к тем троим, кто был оставлен в доме с твоего согласия, и тесной сделалась для них земля со всей своей бескрайней ширью, и сделалась их душам тесно, и стало ясно им тогда, что от Аллаха им убежище искать, лишь в Его собственном уделе. Тогда Он обратился к ним с прощением, чтоб с покаянием они к Нему пришли. Аллах поистине благопреклонен, милосерд. О вы, кто верует, страшитесь Господа и будьте с теми, кто правдив и в слове, и на деле. Не должно жителям Медины, а также бедуинам из соседних сел остаться за спиной посланника Аллаха и не пойти в поход, лишь о себе заботу проявляя, вместо того, чтобы позаботиться о нем.
Ведь чтобы на пути Аллаха их не постигала жажда в пути, усталость, голод, какой бы шаг ни сделали они, что обратил бы в гнев неверных, каким бы бедам враг их не подверг, нет ни единого лишения или дела, что не было бы записано за ними как благое. Аллах поистине не даст погибнуть награде тех, кто делает добро. Каким бы ни был их расход, мал или велик, какие б земли ни пересекли они, записано за ними будет все, чтоб лучшим им воздал Аллах, чем то хорошее, что сделали они. Не надо верным выступать в поход всем сразу. Пусть лучше бы составили отряд от каждого колена или общины, который бы у них в тылу остался, чтобы давать им пояснение о том, что составляет суть религии Аллаха, и наставлять по возвращении в общину свой народ, чтоб осмотрительными были. О вы, кто верует, сражайтесь с теми из неверных, кто близок к вашим очагам, и пусть они найдут суровость в вас, и знайте, что Аллах лишь с теми, кто гнева Господа страшится. Как только к ним не сходит сура, среди них есть те, кто говорит, кому из вас она добавит веры, но в тех, кто верует, она усилит веру, и радуются ей они. Для тех же, чьи сердца охвачены недугом, она прибавит скверну к скверне их. Они в неверии умрут, навечно в ад переселившись. Не видят ли они, что каждый год единожды или дважды их подвергают испытанию, давая им возможность обратиться к Богу? Они ж не каются и вразумлению не внемлют. Когда не спосылается им сура, то они смотрят друг на друга, говоря, «Вас видит кто-нибудь?» Потом же отвращаются упрямо. Пусть отвратит Аллах их сердце за то, что сей народ лишен любого разумения. Поистине посланник вам пришел из вас самих. Его тревожит то, что вас беда постигнет по незнанию. Он ревнует о вас, а к верным милосерд и благ. И если они все же отвернутся, скажи, довольно мне Аллаха, нет божества, кроме Него, лишь на Него я уповаю, властителя великого престола. Сура 10. Юнус. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. Алиф, Лям, Ра. Сие аяты книги мудрой. Ужель тому дивятся люди, что одному из них мы откровение внушили, увещевая, вразумляй людей, и сообщи благую весть уверовавшим в Бога, их добрые деяния предвосхитят им место у владыки. Но говорят неверные, поистине он явный чародей. Господь ваш истинно Аллах, кто небеса и землю сотворил за 6 небесных дней и после утвердился на престоле, чтоб править всем, что Он явил, и нет заступника пред Ним, иначе, как с Его соизволения, таков Аллах, владыка ваш, Ему лишь поклоняйтесь, ужель об этом вам не поразмыслить? К Нему обратный ваш приход всех вас по верному обетованию Аллаха. Он тот, кто начинает всякое творение, и, обратив его в небытие, потом воспроизводит вновь, чтоб с полной справедливостью воздать всем, кто уверовал и делает благое, а тем, кто не уверовал, питье из кипятка для них и мука тяжкая за то, что нечестивы были. Он тот, кто сделал солнце животворным блеском, установил луну, что свет по фазам льет, чтоб знали вы число годов и по нему отсчитывали время, и это сотворил Аллах, никак иначе, как поистине великой,
Так Он свои знамения изъясняет для тех, в ком разумение живет. И, несомненно, в смене ночи днем и в том, что в небесах и на земле воздвиг Аллах своим велением знамение для тех, кто праведность обрел, Господнего страшася гнева. Но те, кто истинно навстречу с нами своих надежд не возлагает, довольствуется ближним миром и в нем покой себе находит, кто не брежет знамениями Аллаха, таким прибежище огонь за то, что для себя уготовали. А тех, кто верует и делает добро, Господь поистине за веру их, по вере их направит и в сладостном блаженстве сада под ними реки разольет. Их возглас там: «Хвала тебе, Аллах! Мир вам, приветом там им будет!» И прозвучит концом их зова: «Хвала Аллаху, Господу миров!» И если бы Аллах ускорил людям зло, подобно их охоте доброе ускорить, то их предел уж был бы завершен. Мы оставляем тех, кто не надеется на встречу с нами, скитаться слепо в заблуждении своем. Когда беда коснется человека, взывает к нам он из любого положения, и лежа на боку, и сидя, и стоя, если в состоянии стоять. Когда же мы беду его отводим, он дерзко путь свой продолжает, как будто к нам и не взывал о помощи в постигшем горе. Так нарушители Господнего порядка обольщены деяниями своими. Мы истребили поколения, что были прежде вас, когда они чинили беззаконие и зло. К ним с ясными знамениями от нас из них самих посланники являлись, они ж неверными остались. Так воздаем мы тем, кто во грехе. Потом поставили мы вас на сей земле преемниками после них, чтоб посмотреть, как будете вы поступать. Когда от нас им ясные знамения читают, то те, кто не надеется на встречу с нами, говорят: «Ты принеси другой Коран нам, а не этот, или этот хоть немного измени». Скажи: не мне менять его по своей воле, я только следую тому, что открывают мне, и кары дня великого страшусь за ослушание владыки. Скажи: если бы Аллах желал того, я вам бы это не читал, и Он тогда не известил бы вас о нем, ведь я до этого всю жизнь среди вас провел, ужель вы лишены любого разумения? И если нечестивее того, кто ложь возводит на Аллаха или считает ложными знамения Его, поистине таким, кто во грехе, не знать счастливого блаженства. Они о притче Аллаха чтят таких, кто ни вреда, ни пользы не приносит им, и говорят: они наши заступники пред Богом. Скажи: неужто можете открыть Аллаху нечто такое в небесах или на земле, что было бы неведомо Ему? Субханаху, хвала Ему, превыше Он того, кто в соучастники Ему поставлен ими. И были люди некогда одним народом, потом же разошлись, разноглася, и если бы не слово Твоего, владыки, что им явилось раньше, то было бы улажено между ними все то, в чем разошлись они. И говорят они: что же ему от Господа его не снизошло какое-либо чудо? Тогда бы мы поверили ему. Скажи: все тайное во власти Бога. Вы ждите, с вами подожду и я. Когда даем мы человеку вкус нашей милости познать после того, как зло его коснулось, увы, он, супротив знамений, наших козней замышляет. Скажи: Аллах быстрее в замыслах своих. Поистине, посланники его записывают все уловки ваши. Они с ними плывут при добром ветре, и это их в восторг приводит.
Когда ж придет к ним ветер штормовой, и волны их со всех сторон охватят, и им почудится, что их уж одолело провидение, тогда они взывают к Богу и всей душою заверяют, что будут благочестие блюсти. Коль вызволишь отсюда нас, мы непременно станем благодарными тебе. Когда же он спасает их, глядите, они вновь бесчинствуют без права на земле. О род людской, бесчинства ваши на погибель вам самим, и сладостны лишь в ближней жизни. К нам после этого обратный ваш приход, и мы вам сообщим тогда всю суть того, что вы творили. Ведь жизнь ближняя подобна той воде, что мы низводим с неба, смешавшись с почвою, она взрастит растения земные для пропитания людей и всякого зверья. Когда ж земля зальется блеском и облачится в дивные наряды, и обитатели ее сочтут, что лишь они распоряжаться могут ею, какой-то ночью или днем придет к ней наше повеление, и мы пожатой сделаем ее, как будто бы еще вчера она не процветала вовсе. Так мы знамения толкуем тем, в ком есть желание поразмыслить. Аллах зовет в обитель мира и тех ведет прямым путем, кого сочтет своим желанием. Творящим доброе добро с избытком, ни мрак и ни бесчестие их лица не покроет, в раю им обитать и там навечно оставаться. Творящим зло воздастся злом по соответствию ему, бесчестие покроет их, и пред Аллахом им заступника не будет. На лица теменью спадет покров глухой и мрачной ночи, в огне обитель их, и пребывать им в нем навечно. Настанет день, когда мы соберем их всех, потом же скажем тем, кто сотоварищей нам прочил, на место вы и те, кого вы чтили, мы отделим их друг от друга, и сотоварищи их скажут не нам, а лишь страстям своим вы поклонялись. И чтобы рассудить меж нами, достаточно свидетельства Аллаха, и нам о поклонении вашем не было известно. Там испытает каждая душа весь грех того, что сотворила раньше. Они опять предстанут пред Аллахом, пред истинным владыкой их, и их покинет то, что создали они своим воображением. Скажи, кто доставляет с неба вам и из земли потребное для этой жизни, или кто владеет зрением и слухом, кто извлекает жизнь из мертвой плоти, из глубины живого вызывает смерть, кто правит всем, что существует? Аллах, они не мешкая ответят, скажи, так отчего не чтите вы его? Таков Аллах, наш истинный Господь. А что помимо истины, как не ошибка? Так отчего ж вы так отвращены от истины его? Так оправдалось слово твоего владыки над этим столь преступным людом, поистине не веруют они. Скажи, есть ли среди ваших сотоварищей такой, кто может совершить первичное творение, потом в небытие его повергнув вновь воссоздать? Скажи, Аллах один вершит творение, потом же вновь воссоздает его. Как же бездумно вы отвращены! Скажи, есть ли среди ваших сотоварищей такой, кто к истине указывает путь? Скажи, Аллах лишь к истине ведет. Так кто ж тогда достоин больше, чтоб следовать его путем? Тот, кто способен к истине направить, или тот, кто сам вести не может, если его никто не поведет? Что с вами? Как вы строите свои суждения? Но большинство их следует пристрастиям земным. А ведь пристрастия никак от истины не избавляют. А Аллаху истинно известно все то, что делают они. Не мог быть этот Аль-Коран
измышленным никем, кроме Аллаха. Он подтверждает истинность того, что до него ниспослано вам было, и изъясняет, в чем сомнения нет, послание от Господа миров. Или они скажут: он измыслил это. Скажи: представьте хоть одну главу, подобно той, что в этой книге, и призовите себе в помощь любого, кто угоден вам, кроме Всевышнего Аллаха, если правдивы вы в своих словах. Но нет же, ложью именуют они то, что не объемлет их познание, и подтверждение чего пока к ним не пришло. И также те, что были прежде них, считали ложью откровения Аллаха. Смотри, какой конец был тех, которые нечестие творили. Среди них есть те, кто верует в Него, есть и такие, кто не верит, Господь твой лучше знает злочестивых. А коль они лжецом тебя сочтут, скажи: мое вершение у меня, у вас же ваше, и не причастны вы к тому, что я вершу, а я к тому, что вы вершите. Среди них есть те, кто слушает тебя притворно. Но разве можешь ты глухих заставить слышать, когда они к тому же не понимают? Есть и такие, кто притворно смотрит на тебя, но сможешь ли слепому путь ты указать, когда к тому же он не желает видеть? Аллах поистине к своим творениям строго справедлив, а не к самим себе несправедливы. И им представится в тот день, когда Он всех их вместе соберет, что они были в суете земли всего лишь час земного дня. Они признают там друг друга и понесут убыток те, что встречу с Господом считали ложью и не были на праведном пути. Покажем мы тебе, о Мухаммад, всей жизни часть из того, чем мы им угрожаем. Или до этого тебя мы успокоим. Скажи им: к нам лежит обратный их приход, и там поистине свидетелем мы будем всего того, что делали они. Для каждого народа свой посланник. Когда придет к ним их посланник, то все, что спорно между ними, решаться будет справедливо, и им обид не нанесут. И говорят они: когда исполнится угроза эта, если ты правду говоришь? Скажи: не властен я себе ни доброе назначить, ни отвратить дурное от себя, если Аллах того не пожелает. Назначен всякому народу свой предел, и вот когда предел сей подойдет, они не смогут ни на час ни отдалить его и не ускорить. Скажи: как думаете вы, коль к вам придет Господня кара во мраке ночи или в свете дня, неужто в ней хоть что-нибудь ускорить нечестивцы смогут? И вот когда она обрушится на вас, поверите ли тогда в нее вы? О да, поверите тогда. А раньше вы же торопились с нею. И скажут тогда те, что были беззаконны: познайте вечной муки вкус, и не за то ли вам ныне воздается, что на земле себе вы предварили. Они хотят, чтоб ты осведомил их, истинно ли это. Скажи: о да, я Господом моим клянусь, сие есть истина, и вы пред ней бессильны. И всякая душа, что беззаконие творила, будь у нее богатство всей земли, их отдала, чтоб откупиться ими, и затаенное раскаяние их душ явит себя при виде горькой муки. Все между ними справедливо разрешится, и им обид не нанесут. Все в небесах и на земле поистине принадлежит Аллаху. О да, обетование Его есть истина сама, но большинство из них того не знает. Он оживляет и мертвит, к Нему и ваше возвращение. О люди,
К вам увещание пришло от вашего владыки и исцеление от всех сомнений, которые теснят вам грудь, а верующим путь прямой и Божья милость. Скажи, в Господней благости и милости Его, пусть в этом радости себе черпают, ведь это лучше, чем богатства, которые они себе копят. Скажи, вы видите, что ниспослал Аллах вам для проживания на сей земле, и все же вы запрещаете одно и разрешаете другое. Скажи, Аллах вам это разрешил, или вы ему сие обложно приписали? О чем же будут думать те, кто ложь возводит на Аллаха в день воскресения на суд? Аллах поистине всему людскому роду податель милости своей, но большинство из них неблагодарны. В каком бы состоянии ты ни был, и что б ты из Корана не читал, и за какое б дело вы, о люди, не взялись, всегда при вас свидетелем мы будем, когда вы будете поглощены им, и не укрыться от владыки твоего ни на земле, ни в небесах, ни весу крохотной былинки, и не тому, что меньше от нее, и не тому, что больше, о чем не значилось бы в ясной книге. О да, поистине не знать друзьям Аллаха страха, их никогда печаль не отягчит. Тем, кто уверовал в Него и был благочестив, страшася Его гнева, им радостная весть и в этой жизни, и в другой. Словам Аллаха перемены нет, сие есть высшее свершение. И пусть тебя, о Мухаммад, их речи не печалят, ведь истинно во власти Бога и торжество побед, и слава, и хвала. Он слышит, знает все и вся. О да, поистине Аллах владеет всем, что в небесах и на земле. Чему же следуют все те, кто призывает соучастников Ему? Они лишь следуют своим догадкам и строят домыслы свои. Он тот, кто создал ночь, чтоб вы могли почить, и день, чтоб дать вам видеть. Поистине здесь кроются знамения для тех, в ком есть желание услышать. И говорят они, Аллах взял сына на себя. Отнюдь, субханаху, хвала ему, самодостаточен Аллах в своем богатстве. Он властелин всего, что на земле и в небесах, и нет у вас ручательства на это. Ужель вы об Аллахе говорите то, о чем у вас нет истинного знания? Скажи, кто ложь возводит на Аллаха, не благоденствовать тому. Им краткая услада в этом мире, потом же к нам обратный их приход. И уж тогда дадим мы им вкусить суровую мучительную кару за их неверие и богохульство. Поведай им историю о Нухе, когда народу своему сказал он: «О мой народ, если вам в тягость то, что я средь вас живу, напоминая вам знамения Аллаха, то на Аллаха я надежды возложу, а вы и те, кого вы чтите, определите ход своих деяний, чтобы дела ваши потом во мрак вас и в сомнения не вводили. Потом судите вы поистине меня, и мне отсрочки не давайте. А если отвернетесь вы, так я ведь не прошу у вас награды. Моя награда только у Аллаха, и мне повелено быть из числа предавшихся Ему». Они ж сочли его лжецом, и мы спасли его и тех, кто с ним в ковчеге, и сделали преемниками их ушедших поколений, и потопили тех, кто ложью счел знамения наши. Смотри, каков конец был тех, кому было дано предупреждение, а он не внял ему. Потом после него посланников мы слали, и каждого из них к его народу. Они несли им ясные знамения от нас. Они же не уверовали в то, что наперед считали ложным. Так запечатываем сердцем и таких, кто приступает все пределы.
Потом мы с нашими знамениями послали Мусу и Харуна к фараону и его вельможам, но возвеличились они и облеклись во грех. Когда от нас к ним истина пришла, сие есть явно колдовство, они сказали. Но Муса молвил: ужель вы так об истине способны говорить, коль вам она уже предстала? Неужто это колдовство, не благоденствовать колдующим неверцам? Они ответ такой держали: не потому ли ты пришел, чтоб отвратить нас от той веры, в которой мы нашли наших отцов, и чтобы вам двоим досталась власть над этой цветущей землей? Мы ни за что вам не поверим. И фараон сказал: вы приведите мне самых искусных чародеев. Когда они пришли, сказал им Муса: бросайте то, что вы хотите бросить. Когда же бросили они, к ним Муса обратился: что вы представили, есть, несомненно, колдовство, и в тщету истинно Аллах его повергнет. Аллах поистине не дозволяет способствовать успеху дел таких, которые нечестие творят. И утверждает истину Аллах словесами своими, хотя и ненавистно это тем, кто во грехе. Поверила же Мусе только часть его народа, а остальные опасались, что фараон и знать его подвергнут их гонениям и бедам, ведь фараон был мощен на земле, и приступил он все пределы. И молвил Муса: мой народ, вы положитесь на Аллаха, если в Него уверовали вы и всей душой Ему предались. Они ответили ему: мы уповаем на Аллаха, Владыка наш, не подвергай нас тягостному гнету злотворящих нечестивцев. По милости Твоей убереги нас от людей неверных. И мы внушением открыли Мусе и его брату: устройте для народа своего дома в Египте, и сделайте ваши дома местами поклонений, и совершайте регулярную молитву, и сообщите верным радостную весть. И молвил Муса: о Господь наш, Ты фараона и его вельмож таким богатством одарил и блеском в этой жизни, что они смеют, мой Господь, с Твоей стези сводить людей. Владыка наш, разрушь богатство их, ожесточи их сердце, чтоб не уверовать им в Бога до тех пор, пока мучительную кару не познают. Сказал Аллах: я внял Твоей молитве. Держитесь оба правого пути, не следуйте дороге тех, которые не знают. И мы перевели сынов Израиля через море, а фараон и армия его с великою враждой погнались дерзко вслед. Когда ж потоп обрушился на них, сказал он: верую, что нет иного Бога, кроме того, в кого уверовали дети Израиля, и я из тех, кто покорился его воле. Только теперь Аллах сказал: а ведь ты раньше возмущенно восставал и был из тех, кто нечисть сеял. Но дня сего спасем тебя мы в твоем теле, чтобы ты стал знамением для тех, которые придут после тебя. Поистине, как много из людей таких, кто невнимателен к знамениям нашим. Сынов Израиля мы наделили прекрасным местом проживания и даровали им все блага, и не было между ними разногласий, пока к ним не явилось знание. В день воскресения на суд Аллах поистине рассудит между ними все то, в чем разошлись они. Но если ты в сомнении о том, что не спаслали мы тебе, тогда спроси людей, которые Писание читают, что было послано им прежде до тебя. К тебе поистине от твоего владыки истина пришла. Не будь же из числа таких, которые колеблются в сомнениях. Не будь же и среди тех, кто ложью счел знамения Аллаха, иначе будешь из таких, кто понесет убыток. И не уверуют поистине такие, над коими Господне слово оправдалось. Хотя бы и пришли к ним все знамения,
пока они мучительную кару не познают. И разве было хоть одно селение, куда мы слали увещателей своих, которое уверовало б в Бога, и эта вера принесла бы им пользу, помимо тех, кому мы Юнуса послали? И вот когда они уверовали в Бога, мы наказание бесчестием с них сняли в этой жизни и дали им довольствоваться ею до времени, назначенного нами. И если б твой Господь желал того, то все до одного бы на земле уверовали в Бога. Так неужели ты, о Мухаммад, способен вынудить людей принять Господню веру? Ведь ни одной душе не надлежит стать верной, иначе как соизволение Аллаха. И Он наложит наказание бесчестием на тех, которые не разумеют. Скажи, окиньте взором все, что в небесах и на земле, и ни знамения, ни те, кто весть несет, не могут стать полезны людям, которые упорно неверны. Ужель они чего-то ждут, кроме подобного дням тех, которые до них грешили? Ты им скажи: тогда вы ждите, а с вами подожду и я. Потом спасем посланников мы наших и тех, которые уверовали всей душой, как и в былые времена. На нас обязанность спасать всех верных. Скажи, о люди, если касательно религии моей у вас какие-то сомнения, то знайте, я не поклоняюсь тем, которых вы опричь Аллаха чтите. Я поклоняюсь лишь Аллаху, кто забирает вас на упокой, когда вам срок настанет, и мне повелено быть верным. Он повелел: ты обрати свой лик к сей правой вере и никогда других божеств не чти, не призывая опричь Аллаха тех, кто ни помочь, ни повредить тебе не может. А если сделаешь ты так, то будешь из числа творящих злое. Если Аллах бедой тебя коснется, то от нее, кроме Него, нет избавителя тебе. А если Он добро тебе назначит, то нет того, кто Его милость сможет удержать. И Он не сводит то или другое на тех служителей Своих, кого сочтет своей угодой, прощающий Он и милосерд. Скажи, о род людской, пришла к вам истина от вашего владыки, и кто идет прямым путем, душе на благо путь сей выбрал. Кто сбился с этого пути, тот сбился на ее погибель, и я за вас не поручитель. А ты, о Мухаммад, следуй тому, что в откровении тебе открыто, и терпеливо, стойко жди, пока Аллах не даст свой суд, а Он ведь лучший судья во всей вселенной. Сура 11. Худ. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. Алеф, Лям, Ра. Сие Писание, в котором утверждены знамения в порядке совершенном и с ясностью изложены потом мудрейшим и всеведущим Аллахом. Чтоб никого, кроме Аллаха, вы не чтили, я от Него поистине к вам послан, как увещатель от дурного и благовестник для предавшихся Ему. Чтобы прощения вы Господа просили и обращались с покаянием к Нему, и Он дарует вам имение благое до предназначенного срока, и всякому, кто щедр в милости Своей, доставит Он свои щедроты. А если все же отвратитесь вы, за вас я кары дня великого страшусь. К Аллаху ваше возвращение, ведь Он над всякой вещью мощен. Гляди, они закутывают грудь, чтоб утаить там от Него свои секреты. Но в тот же миг, когда они пытаются облечься в одеяние, Он знает, что они таят, что напоказ являют. Поистине Он знает, что у них в груди таится.
Нет ни единой твари на земле, что в пропитании своем свободна от Аллаха. Ему известно и становище ее, и временный ее носитель, и значится об этом в ясной книге у Аллаха. Он тот, кто небеса и землю сотворил за 6 небесных дней и свой престол установил на водах, чтобы, испытывая вас, узнать, которые из вас в своих деяниях лучше. Но если ты, о Мухаммад, им скажешь: вы истинно по смерти будете воскрешены, то те, кто не уверовал в Аллаха, скажут: сие есть явный вымысел и только. И если мы отсрочим наказание для них на срок определенный, то, несомненно, они скажут: что ж все-таки удерживает это? Но в день, когда оно придет к ним, никто не сможет отстранить их от него, постигнет их со всех сторон, над чем они всей жизни насмехались. И если мы позволим человеку вкус нашей милости познать, потом же у него ее отнимем, глядите, он в отчаяние приходит, неблагодарным становясь, утрачивает веру. Но если мы позволим человеку вкус благоденствия познать, после того, как тяжкие невзгоды легли Господним испытанием на него, он, несомненно, говорит: покинули меня невзгоды. Ликует он тогда и исполняется гордыни. Помимо тех, кто терпеливо стоек и творит благое, для них великая награда и прощение. Быть может, ты оставишь что-то из того, что открывается тебе Аллахом, и твою грудь стеснят тревоги от того, что говорят они: что ж не спущено сокровище ему, или не сошел с ним вместе ангел? Но ты ведь только увещатель, Аллах же управитель всех и вся. Или они скажут: он измыслил это. Скажи: представьте 10 сур, измышленных подобно этой книге, и призовите себе в помощь любого, кто угоден вам, кроме Аллаха, если вы правду говорите. И если же они вам не ответят, знайте, ниспослан сведения Аллаха он. Кроме него другого божества не существует, уже не станете ему послушны. Кто ищет радости земного бытия и удовольствия его, тому мы в нем дела закончим в полной мере, и их не обделят несправедливо. И это те, которые в далекой жизни, помимо ада, ничего не обретут, и обратятся в тщету их дела земные, бесплодным будет то, что сотворят они. И можно ли сравнить их с теми, кто опирается на ясное знамение их владыки, знамение, что свидетель от него зачитывает им, подобное той книге Мусы, что прежде от него к ним снизошла, как руководство и Господня милость, такие веруют в него. А тем из разных сект или племен, кто не уверовал в Аллаха, обещан ад обетованием его, а потому не будь сомнений об этом, ведь это истина от твоего владыки, хоть большинство людей не верует в него. И есть ли нечестивее того, кто ложь возводит на Аллаха? Их всех представят перед их владыкой, и станут говорить свидетели о них: вот те, что возводили ложь на своего владыку. Падет поистине проклятие Аллаха на неверных. На тех, кто уклоняет с Божьего пути, стремясь внести извилины в него и в будущую жизнь не верит. Им не ослабить замыслов Аллаха на земле, кроме Аллаха покровителей им нет, двойную кару им нести, ведь были лишены они и зрения, и слуха. И это те, что погубили собственные души, покинули в беде их божества, которых измышляло их воображение. Им в жизни будущей нести поистине наивысшие потери.
О да, кто верует и делает добро, и перед Господом своим смиренен, те будут обитателями рая, и в нем останутся навечно. И эти две породы человека походят между собой в такой же мере, как тот, кто слеп и глух, походит на того, кто зряч и обладает слухом. Ужель сие подобие сравнять их может? Неужто это вас не образумит? Послали Нуха мы к его народу, и он сказал: «Поистине для вас я увещатель ясный, чтоб никому, кроме Аллаха, не поклонялись вы. За вас я кары дня великого страшусь». Неверные из знати родовой его народа ему такой ответ держали: «Но, как мы видим, ты такой же смертный человек, как мы, и видим мы, что следуют тебе лишь самые презренные из нас, что зрело размышлять не могут. И мы не видим за тобой над нами никакого превосходства. Мы думаем, увы, что вы лжецы». Но он сказал: «О мой народ, подумайте о том, что если я имею ясное свидетельство Господне, и на меня сошло благоволение Его, которое от вас сокрыто, неужто станем вам навязывать его, коль вам оно так ненавистно? О мой народ, я не прошу у вас богатства за него, награда мне лишь у Аллаха. Но тех, которые уверовали всей душой, я гнать не стану от себя, ведь они встретят своего владыку, а вам в невежестве, я вижу, пребывать. О мой народ, кто защитит меня от Бога, коль прогоню их от себя? Неужто не осмыслите вы это? Я вам не говорю, что у меня сокровище Аллаха, не говорю и то, что сокровенное известно мне. И я не говорю вам, что я ангел, не говорю я тем, кого они презрели ваши очи. Аллах им не дарует благ земных. Аллаху лучше знать, что в душах их таится. Ведь если бы я такое говорил, я бы, несомненно, стал несправедливым. Они ответили: «О Нух, ты долго с нами припирался и лишь умножил споры с нами. Доставь нам то, что ты нам, угрожая, обещаешь, коль ты из тех, кто правду говорит». Сказал он: «Лишь Аллах доставит это вам, если на это будет Его воля, и вы не в силах будете спастись. Совет мой пользы вам не принесет, если я даже захочу вам добрый дать совет, коль по желаниям Аллаха будет оставить в заблуждении вас. Он ваш Господь, к Нему и ваше возвращение». Или они скажут: «Он измыслил это». Скажи: «Если измыслил это я, на мне мой грех, и я свободен от того, чем вы грешите». И в откровении открылось Нуху: «Из твоего народа больше не уверует никто, помимо тех, которые уверовали прежде, и не скорби о том, что делают они. Построй ковчег пред нашими глазами, по нашему внушению тебе. Ко мне не обращайся ради нечестивых, им предстоит потопленными быть». Когда сооружал он свой ковчег, то всякий раз, как знать его народа мимо проходила, они с издевкой потешались над ним. А он им говорил: «Если сейчас вы насмехаетесь над нами, потом над вами насмехаться будем мы, таким же образом, как вы сейчас смеетесь. И вы узнаете, кого постигнет наказание позором, и на кого извечное мучение падет». Когда настало время сбыться по велению Аллаха, и печь не зринула потоки вод, сказали мы: «Ты погрузи в него по паре всякого живья, а также и твою семью, кроме того, против которого уже сошло Аллаха слово, а также тех, которые уверовали в Бога, но лишь немногие уверовали с Ним». И он сказал: «Вступите на него, и с именем Аллаха ему и плыть, и на причале оставаться. Поистине, прощающий мой Господь
и милосерд. И вот поплыл он с ними по волнам, что были словно горы, и сына Нух позвал, что стороной от других держался: «О, сын, взойди к нам на ковчег, и с нечестивыми не оставайся». Но сын ответил: «Я взойду на гору, что станет мне защитой от воды». Ответил Нух: «От повеления Аллаха сегодня нет спасения никому, помимо тех, кому он милость даровал». Между ними поднялась волна, и утонул он вместе с остальными. И было сказано: «Земля, о, поглоти свои ты воды! О, небо, от потоков удержись!» И спали воды, и свершилось повеление, и встал он на горе Аль-Джуди, и прозвучало вновь: «Пусть сгинет нечестивый люд». И обратился Нух к владыке своему: «О мой Господь, ведь сын мой из моей семьи, и истинно обетование Твое, Ты правосуднейший из всех, кто суд дает». Аллах сказал: «О Нух, он не относится, увы, к твоей семье. Поистине неправедны его деяния, и не проси меня о том, чего не знаешь. И я предостеречь тебя хочу, чтоб ты в числе неведающих не был». «О Господи, — ответил Нух, — ищу защиты у тебя я, чтобы впредь мне не просить тебя о том, чего не знаю. И если ты мне не простишь и не помилуешь меня, мне быть среди тех, кто понесет убыток». И было сказано: «О Нух, с миром от нас сойди с ковчега, с благословениями над тобой, как и над неким прочим людом, что я произведу от тех, что ныне на ковчеге пребывают. Среди них быть и таким народом, которым мы доставим благо, что обольстят их и повергнут в грех, за что потом постигнет их от нас мучительная кара». Сие один из ряда сокровенных сказов, что мы поведали тебе, о Мухаммад. До этого не знал его ни ты, ни твой народ, а потому будь терпеливо стоек. Конечный счет поистине за теми, кто гнева Господа, страшась, благочестив в своих деяниях. Адитам мы послали Худа, брата их, и он сказал: «О мой народ, Аллаху поклоняйтесь, кроме Него у вас иного Бога нет, других вы только измышляете себе. О мой народ, у вас за это я награды не прошу. Награда мне лишу того, кто сотворил меня. Ужель вам это не понять? О мой народ, просите вашего владыку о прощении, и обратитесь вы потом с раскаянием к нему. Он небеса прольет на вас дождем обильным, прибавит силы к вашей силе, не отвращайте же виновными в грехе». Они ответили: «О Худ, ты не принес нам ясного знамения, и лишь по слову твоему богов мы наших не покинем, и верить мы тебе не станем. Мы ничего не говорим, кроме того, что, может быть, какой-то из богов тебя подверг беде или безрассудству». Ответил он: «Аллаха я в свидетели зову, и сами вы свидетелями будьте, что не причастен я к тому, кого вы предаете в соучастники Аллаху. Вы строите козни мне и не давайте мне отсрочки. Я уповаю на Аллаха и моего, и вашего владыку, и нет ни одного живого существа, которое он не держал бы за загривок. Ведь истинно владыка мой на праведном пути. Но если вы отворотитесь, что ж, я передал вам то, с чем мой Господь меня направил, и Он заменит вас другим народом, ему уж нисколько вы не в силах навредить. Господь мой истинно хранитель всякой вещи». И вот, когда свершилось наше помиление, спасли мы Худа милостью своей, и тех, которые уверовали с ним, уберегли их от жестокой кары. Такими были люди Ад,
Они знамения Господа отвергли, ослушались посланников Его, последовав указу всякого строптивого монарха. Проклятие сопутствовало им и в этом мире, и в день их воскресения на суд. О да, поистине, отвергли своего владыку люди ад. Пусть сгинут сосвету адиты люди худо. И к самудянам Салиха их братом и послали. И он сказал: «О мой народ, Аллаху поклоняйтесь, кроме Него у вас иного Бога нет. Он тот, кто произвел вас из земли и вас обосновал на ней. А потому просите о прощении вашего владыку, потом к нему с раскаянием обратитесь. Поистине Господь мой близок и отзывчив». Они ответили: «О Салих, ты прежде был одним из нас, мы на тебя надежды возлагали. Неужто хочешь ныне удержать нас от богов, которым поклонялись наши предки? Поистине, мы в тягостных сомнениях о том, к чему ты ныне призываешь нас». И он сказал: «О мой народ, подумайте о том, что если я имею ясное свидетельство от Бога, и на меня сошло благоволение Его, кто будет мне защитой от Аллаха, коль я ослушаюсь Его? Вы лишь добавите к погибели моей. О мой народ, сие верблюдица Аллаха, что станет вам знамением Его. Дайте пастись ей на земле Господней, и не касайтесь злом ее, чтобы вас тотчас не постигла кара». Они ж подрезали верблюдице колени, и он сказал тогда: «Сладитесь же в своих домах 3 дня, потом расплата за содеянное вами, и это обещание, которому повелено свершиться». Когда же наше повеление проявилось, мы Салиха и тех, кто с ним уверовал, спасли по милости от нас от унижений того дня. Господь твой истинно силен и мощен. Зловещий вопль поразил неверных, и уж наутро в собственных домах они поверженными ниц лежали, как будто никогда там и не жили. Увы, ведь самудяне не уверовали в Бога, пусть сгинут сосвету они. И вот пришли посланники от нас с благою вестью к Ибрахиму. Они сказали ему: «Мир». Он им ответил: «Мир», и поспешил прийти с изжаренным теленком. Когда ж увидел он, что руки их к нему не протянулись, им овладело недоверие к ним, и он почувствовал к ним страх. «Не бойся», — молвили они, — «мы посланы к народу Лута». Жена его стояла там же, и эти странные слова, услышав, рассмеялась, и мы тогда благую весть ей сообщили об Исхаке, и за Исхаком о Якубе. Она сказала: «Горе мне ли рожать, когда я и сама стара, и этот муж мой столь же стар? Сие поистине такое необычное явление». Они сказали: «Ты дивишься повелению Аллаха? Господня милость и Его благословение над вами, обитателями дома, Он достохвален и исполнен славы». Когда же страх покинул Ибрахима, и радостная весть пришла к нему, он стал ходатаем пред нами о народе Лута. Ведь Ибрахим поистине был кроток и сострадателен к людским заботам, к Аллаху всей душою обращен. И прозвучало: «О Ибрахим, оставь все это, ведь поступило повеление твоего владыки, и к ним грядет их приговор поистине неотвратимый». Когда пришли посланцы наши к Луту, он опечалился за них, и мощь его ослабла, и он сказал: «Это прискорбный день». И спешно бросился к нему его народ, ведь и до этого они такие мерзости творили, и он сказал: «О мой народ, вот мои дочери, они для вас пристойнее и чище, побойтесь же Аллаха вы».
и оскорблением пришельца в моем доме меня пред ними не позорьте. Неужто нет ни одного разумного среди вас?» Они ответили ему: «Тебе же хорошо известно, что в дочерях твоих потребностей нам нет, и знаешь ты, чего хотим мы». «Была бы сила вас не одолеть, — он отвечал им, — или поддержать себя могучей опорой». Но молвили они: «О Лут, посланцы мы от твоего владыки, и до тебя им не добраться никогда. Сейчас ты со своим семейством отправляйся, пока еще не истекли часы ночные, и пусть никто из вас не обернется, за исключением твоей жены. Ее постигнет то, что их постигнет, и утро станет сроком, что назначен им, ужель не близко это утро». Когда явилось наше повеление, перевернули мы вверх дном те города и пролили на них дождем камней из обожженной глины, что слой за слоем их покрыли. Помеченные Господом твоим, они недалеки от нынешних селений нечестивцев. И мадьянитам мы Шуайба, брата их, послали. И он сказал: «О мой народ, Аллаху поклоняйтесь, кроме Него у вас иного Бога нет, не убавляйте вес и меру. Я вижу, что во благе вы, поистине страшусь за вас я кары дня объемлющего все. О мой народ, блюдите верно вес и меру, имуществу людей урона не чините, и не творите злодеяний на земле, сея на ней нечестие и смуту. И то, что оставляет вам Аллах, есть лучшее для вас, если в Него уверовали вы. Я же не страшен над вами, не хранитель». Они сказали: «О Шуайб, ужель молитвы твоей веры велит покинуть нам богов, которым поклонялись наши предки, или запрещает нам имуществом своим распоряжаться по своим желаниям? Поистине, в желаниях своих ты сдержан, водитель правого пути». Он им сказал: «О мой народ, подумайте о том, что если я имею ясное свидетельство владыки, и мне он от себя достаточный удел доставил, мне ли не желать удерживать вас от того, что он вам запрещает? Я лишь желаю исправлений к лучшему для вас, сколь это будет в моих силах, и в этом помощь мне лишь от Аллаха, лишь на Него я уповаю, и лик свой обращаю лишь к Нему. О мой народ, пусть разногласия со мной не навлекут на вас греха, за что постигнет вас подобное тому, что испытали люди Нуха, Салиха и Худа, недалеко от вас и люди Лута. Просите же прощения у вашего владыки, потом к нему в раскаянии обращайтесь. Поистине Господь мой милосерд, любви к творениям своим исполнен». Они сказали: «О Шуайб, нам много из того, что говоришь ты, непонятно, и видим мы, что ты меж нами слаб. И если б не был род твой знатен, мы забросали бы тебя камнями, ведь ты для нас совсем недорог». Он им сказал: «О мой народ, ужель мой род дороже вам Аллаха, что вы небрежно за спиной оставили его? Но истинно Господь мой ведением своим объемлет все, что вы творите. О мой народ, творите все, что в ваших силах, а я свое намерен делать. И скоро вы узнаете, кто тот, кого постигнет наказание позором, и кто окажется лжецом. Вы ждите, с вами подожду и я». Когда же наше повеление проявилось, спасли Шуайба мы и тех, кто с ним уверовал в Аллаха, по милости от нас, а тех, кто были нечестивы, зловещий вопль поразил, и уж наутро в собственных домах они поверженными ниц лежали, как будто никогда не жили там. О да, пусть сгинут мадьяниты, как прежде сгинули и самудяне, Господним гневом сражены.
И мы послали Мусу с нашими знамениями и ясной властью к фараону и его вельможам. Они ж пошли за повелением фараона, но повеление его было неправым руководством. Он будет шествовать перед своим народом в день воскресения на суд и отведет его на водопой во чрево огненного ада, как скверен будет водопой, к которому он их доставит. Их преследует проклятие и здесь, и в день их воскресения на суд, и скверен будет дар, что будет им доставлен. Это лишь несколько из сказов о селениях общин, которые тебе мы повествуем. Одни из них теперь еще стоят, другие же уже пожаты. Не мы им причинили зло, а они сами зло себе снискали. И божества, которые они о притче Аллаха призывали, ни от чего их не спасли, когда явилось повеление твоего владыки, а лишь усилили их гибель. Такою хваткою Господь твой казнил селение людей, которые несправедными были, и хватка эта истинно, мучительно, сильна. В этом поистине знамение для тех, которые испытывают страх пред наказанием другого мира. То будет день, в который будут собраны все люди, то будет день свидетельства, которому свидетелями станут все. И мы дадим ему отсрочку лишь на отчисленный предел. И вот когда наступит он, не сможет ни одна душа без разрешения его глаголить, из них одни несчастны будут, другие счастливы безмерно. В огне быть тем, которые несчастны, для них там рев и вопль. И вечная обитель там, пока земля и небо длятся, если Господь твой только не захочет распорядиться ими по-другому, ведь твой Господь поистине вершитель всего, что пожелает Он. А те, кто счастливы, в раю, и там их вечная обитель, пока земля и небо длятся, если Господь твой только не захочет прибавить больше к благодати их, дар вечно длящийся услады. Не предавайся же сомнениям о том, что почитают эти люди, ведь почитают они так же, как почитали прежде их отцы, и мы, поистине, им воздадим их долю, даже на йоту не убавив от нее. Мы Мусе книгу не спаслали, но среди них о ней возникли споры. И если б слово твоего владыки не пришло к ним раньше, между ними было б все уж решено, они же в тягостных сомнениях об этом. И, несомненно, твой Господь сполна воздаст им всем за их деяния, ведь сведущий Он о том, что делают они. Так следуй же, о Мухаммад, прямой стезею, как то повелено тебе и тем, которые с тобою обратились. Не выходите за дозволенные грани, ведь видит Он, что делаете вы. И к тем, что беззаконны, не склоняйтесь, чтоб огонь ада не коснулся вас. Вам нет защитников, кроме Аллаха, ни от кого вам помощи не ждать. Творите регулярную молитву по двум пределам дня и в ранние часы прихода и ухода ночи. Ведь истинно дела благие приносят избавление от дурных, сие напоминание для помнящих о Боге. Будь терпеливо стоек, ведь Аллах не даст пропасть награде добротворцев. Но почему же не было из поколений прежде вас таких, кто, обладая добродетельной душою, мог на земле нечестие сдержать, помимо лишь немногих, кого спасли мы милостью своей? Но нечестивые пошли за удовольствиями этой жизни и стали грешными пред нами.
Господь твой не таков, чтоб погубить несправедливо те селения, чьи жители благое совершали. И если б твой Господь желал, то Он бы сделал всех людей одним народом. Они ж не прекращают разногласий. Помимо тех, кому явил Господь твой свою милость, для этого Он создал их. И этим слово Бога твоего свершится: «Я ад людьми и джиннами наполню». Всем тем, что повествуем мы тебе, из сказов о посланниках Господних, мы укрепляем твое сердце, и в этом истина нисходит на тебя, и наставление для верных, а также предостережение для них. Тем, кто не верует, скажи: вы поступаете по своим возможностям и предпочтениям, мы же по нашим будем поступать. И ждите, с вами будем ждать и мы. И лишь Аллах один незримым неба и земли владеет, к Нему восходит повеление всего. Так поклоняйтесь же единому Ему, и на Него надежды возлагайте, ведь в небрежении ваш Господь не остается к тому, что делаете вы. Сура 12. Юсуф. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. Алеф Лям Ра. Сие знамение ясной книги. Поистине, ее мы не спаслали, как Коран арабский, чтоб вы могли уразуметь. Тебе, о Мухаммад, мы повествуем лучшим сказом Коран сей, что открыли мы тебе, хотя ты прежде был из тех, кто пребывал в беспечности, не ведая об этом. И вспомни, как Юсуф сказал отцу: «О мой отец, 11 светил небесных, а с ними солнце и луну во сне я видел преклоненными пред мною». Сказал отец: «О мой сынок, ты своим братьям о видении своем не говори, чтоб не замыслили они против тебя дурные козни, ведь сатана для человека явный враг. Так твой Господь избрать тебя намерен, тебя научит толковать события и сны, и этим завершит свою Он милость тебе и роду верного Якуба, как завершил ее Он прежде твоим отцам Ханифу, Ибрахиму и Исхаку. Поистине Господь твой ведущ, мудр безмерно». В истории Юсуфа с братьями его были знамения для тех, кто вопрошал об истинном значении ее. И вспомни, как они сказали: «Поистине Юсуф и брат его милей нашему отцу, чем мы, а ведь числом своим нас больше, и наш отец, конечно, в явном заблуждении. Вам надлежит убить Юсуфа или в землю отдаленную изгнать, тогда отец свой лик к вам обратит, и после этого придет к вам благочестие», — сказал один из них. «Юсуфа вам не надо убивать, бросьте его на дно колодца, и кто-нибудь из проходящих караванов оттуда подберет его, коль вы решили это сделать». Они сказали: «Наш отец, ты почему не доверяешь нам Юсуфа? Ведь все мы искренне добра ему желаем, и добрые советчики ему. Ты завтра с нами отпусти его, повеселиться, в игры поиграть, и мы уж охраним его от бед». Якуб сказал: «Я опечалюсь, если вы с собой его возьмете. Страшусь я, что поглотит его волк, когда, увлекшись своим делом, к нему вы станете небрежны». Они сказали: «Если волк действительно его поглотит, когда нас целая толпа, тогда нам быть в прямом убытке». И вместе с ним они ушли и согласились его бросить в глубину колодца. Но мы внушением ему послали: «Ты, несомненно, им однажды сообщишь про истинную суть их дела, когда они не будут знать, кто ты». И поздно вечером они к отцу в слезах явились.
И молвили: «О наш отец, мы бегали в перегонки, с вещами же оставили Юсуфа, волк поглотил его, и знаем мы, ты не поверишь нам, хотя и говорим мы правду». И вот пришли они к отцу со лживой кровью на рубашке, и он сказал: «О нет, вам души ваши подсказали все это дело вымыслом украсить. Отныне для меня прекрасно лишь терпение, пока Аллах не выявит всю мерзость вашей лжи. Лишь у Него искать мне помощь против того, что так и чисто сейчас вы расписали мне». И караваном путники пришли, и соглядателя воды послали. Он опустил ведро свое в колодец и сказал: «Какая радостная весть! Здесь юноша прекрасный». И спрятали его, как ценный дар для торга. Аллах же знал, что делают они. И продали они его за мизерную цену, всего лишь несколько отсчитанных дирхам, умеренность при этом соблюдая. А египтянин, что купил его, своей жене сказал: «Распорядись получше им, быть может, он доставит нам удачу, или мы возьмем его за сына». Так мы Юсуфа утвердили в тех краях, чтоб толкованию событий научить. Всевластием своим Аллах вершит свой план, но большинство людей того не знает. Когда Юсуфу зрелый возраст подошел, ему мы даровали знание и мудрость. Так воздаем мы тем, кто делает добро. Но та, в чьем доме пребывал он, решилась совратить его, и двери заперла, и так сказала: «Поди сюда». Ответил он: «Да упаси Аллах, мой господин таким прекрасным сделал мне пребывание в этом доме, поистине неправедным не быть во благе». Итак, она его желала, и он в ответ бы и желал ее, если б свидетельства владыки своего он не увидел. Так мы веление свое ему послали, чтоб зло и мерзость от него отвлечь. Он истинно из искренних служителей Аллаха. И оба бросились бегом к двери, и порвала она ему рубаху со спины, а у двери столкнулись оба с господином, и молвила она: «Каким должно быть воздаяние тому, кто очагу семейному недоброе задумал, как не темница или мучительная кара?» Юсуф сказал: «Это она пыталась соблазнить меня, и был свидетелем всему ее кузен-младенец. Если разорвана рубаха на груди, она права и лжец Юсуф. Но если на спине разорвана рубаха, то лжет она, а он правдив». И вот когда увидел он, что на спине разорвана рубаха, он молвил: «Женщина, сие одна из ваших многочисленных уловок, уловки ваши, несомненно, велики. Юсуф, ты близко к сердцу это не бери, а ты, распутная жена, проси прощения за грех свой, ты совершила тяжкий грех». И дамы в городе сказали: «Задумала жена вельможи вовлечь в соблазн юного раба. Он возбудил в ней пылкую любовь. Мы видим, она в явном заблуждении». Услышав пересуды этих дам, она послала их созвать и приготовила места для возлежания, и каждой гостье нож дала, и позвала Юсуфа: «Выйди к ним». Когда они увидели его, они его превознесли и в похотливом вожделении своем порезали себе ножами руки и молвили: «Убереги нас, Бог, это не смертный человек, а благородный ангел». Она сказала: «Вот пред вами тот, из-за кого меня вы порицали. Я обольстить его пыталась, но в благочестии своем он оставался твердо непорочен. Но если он не сделает того, что я ему повелеваю, он будет заключен в темницу и будет из числа ничтожных». Ответил он: «О мой Господь,
темница мне милей того, к чему меня они склоняют. И если ты их мерзкие уловки своею волей от меня не отведешь, я уступить могу порыву и уклонюсь, и окажусь среди тех, кто потерял рассудок. И внял Господь его мольбе, и от него отвел их козни. Поистине он слышит все и знает обо всем. Потом подумали они, после того, как они видели знамение, что надо заточить его на время. И двое юношей вошли в темницу вместе с ним. Один из них сказал: «Во сне я видел, что выжимаю я вино из винограда». Другой сказал: «Я видел, что несу я хлеб на голове, а птицы от него клюют. Скажи нам смысл этих снов, ведь видим мы, что ты из тех, кто действует по знанию и доброте». Он им сказал: «К вам не успеет подойти та пища, что вам дается здесь на пропитание, как я уже вам растолкую эти сны, прежде чем то, о чем вас сны предупреждают, на ваши головы падет. И это то, чему меня Господь мой научил. И я поистине оставил веру и обычаи народа, что не уверовал в Аллаха и отвергает будущую жизнь. Я следую религии моих отцов, Ханифа, Ибрахима, Исхака и Якуба. Нам, соучастники, Аллаху не должно прочить ничего. Это Господня милость нам и людям, но большинство из них неблагодарны. О мои други по темнице! Кто лучше, множество господ, которые разнятся, или единый и неодолимый в своем могуществе Аллах? Коль не его, так только имена вы чтите, что вы придумали и ваши праотцы, на что Аллах им власти не давал. А решение всему лишь у Аллаха, и повелел он поклоняться лишь ему. Сие есть истинная вера, но большинство людей того не понимает. О мои други по темнице! Один из вас будет поить правителя вином, другому же распятым быть, и птицам с головы его клевать. Уже решилось то, о чем вы спрос ведете. И он сказал тому из них, которого считал спасенным: «Ты обо мне, правителю, напомни». Но сатана заставил узника забыть правителю напомнить об Юсуфе, и несколько тяжелых лет ему пришлось пробыть в темнице. И царь сказал: «Поистине во сне я видел 7 упитанных коров, которых 7 худых коров съедают, а также 7 зеленых колосков и 7 других пожатых. О, родовая знать двора, вы сновидение моем не растолкуйте, коль вы видение способны толковать». Они ответили: «Сие смешение пустых видений, мы не владеем даром толкования снов». Но узник, тот из двух, что был освобожден, спустя столь долгий срок, вдруг вспомнил о Юсуфе и молвил им: «Я сообщу вам толкование сего, меня к Юсуфу отведите». «Юсуф, о человек Господней правды, ты изъясни нам сон, в котором 7 упитанных коров поедены 7 худыми, и 7 зеленых колосков, и 7 других пожатых, чтобы я мог вернуться к людям, и чтобы могли они понять». Юсуф сказал: «Вы сеять будете 7 лет обычным образом для вас, и то, что будете сжинать, в колосьях оставляйте, помимо лишь немногого в еду. А после этого 7 тяжких лет наступят, которые поглотят все, что про запас вы отложили, кроме немногого того, что сбережете вы для будущего сева. И вслед за тем наступит год, в который жители получат дождь обильный и будут выжимать и масло, и вино себе на благо». И царь сказал: «Ко мне его ведите». Когда к нему пришел царя-посланец, Юсуф сказал: «Ты к господину своему вернись и у него спроси, каков настрой и помыслы тех женщин, которые порезали себе ножами руки. Господь мой истинно
про их уловки знает. И царь спросил тогда тех женщин: в чем было ваше устремление, когда пытались вы Юсуфа соблазнить? Они сказали: упаси нас Бог, за ним не знаем мы дурного. И молвила жена вельможи: открылась истина теперь, его я соблазнить пыталась, но он остался из числа правдивых. Я это говорю, чтоб мой супруг узнал, что я в отсутствии его ему не изменила, и что Аллах свершиться не позволит злым умыслам изменников неверных. И я себя оправдывать не стану, ведь всякая душа склоняется ко злу, если Господь мой милостью ее не осеняет. Господь мой истинно прощающий, милосерд. И царь сказал: ко мне его ведите, себе на службу я его возьму. И с ним поговорив, сказал он: отныне ты при нас и нами наделен доверием и силой. Юсуф ответил: поставь меня распорядителем хранилищ сей земли, поистине я знающий хранитель. Так наделили мы Юсуфа силой в той стране, чтоб в ней владел он всем, как, где и когда захочет. Мы нашу милость жалуем тому, кого сочтем своим желанием, и не дадим пропасть награде таких, кто делает добро. Награда же другого мира краше для тех, которые уверовали в Бога и гнева Господа страшась, благочестивы были. И вот явились и предстали пред Юсуфом его братья. Узнал он их, они ж его не распознали. Когда он их провизией снабдил, он молвил: вы приведите брата своего, что сводный по отцу вам. Ужель не видите, что я даю сполна вам меру по соответствию уплате и самый радушный хозяин? Но если вы ко мне его не приведете, для вас не будет меры у меня, и вы ко мне не подходите. Они ответили ему: мы у отца его отпросим, и мы, конечно, сделаем, что ты нам говоришь. Своим же слугам он сказал: вы им в седельные вьюки их миновой товар вложите, чтоб обнаружили они его только тогда, когда вернутся к своим семьям. Быть может, это их заставит возвратиться. И вот когда они к отцу вернулись, они сказали: наш отец, нам отказали в мере хлеба, пока мы брата своего не приведем. Ты с нами брата нашего отправь, тогда мы и получим меру, мы будем истинно беречь его. Сказал он им: ужель могу доверить его вам, как прежде его брата вам доверил? Аллах ведь лучший для него хранитель, он милосерднейший из всех, кто милосерд. Когда ж свои вьюки они открыли, они увидели, что их товар им возвращен. И молвили они: о наш отец, чего же больше нам желать? Наш миновой товар нам возвращен, и мы свою семью прокормим и позаботимся о нашем брате. К тому ж прибавим мы теперь меру поклажи одного верблюда, ведь эта мера так мала. Он им сказал: я с вами не пошлю его, пока Аллахом вы не поклянетесь, что вы ко мне его вернете невредимым, если, конечно, не постигнет вас беда. Когда же они клятву дали, он сказал: Аллах за то, что здесь мы говорили, поручитель. И далее сказал: о сыновья мои, вы сразу все в одни ворота не входите, а по отдельности входите в разные врата. Но, впрочем, вас я не могу избавить от провидения Аллаха, ведь лишь Ему вся власть принадлежит, лишь на Него я полагаюсь, и на Него пусть полагаются все те, кто всей душою Ему предался. Когда вошли они в Египет, и где и как им повелел Отец, их это не спасло ни от чего из мудрых замыслов Аллаха, а только притворило в жизнь отцовское желание Якуба предостеречь их от беды, ведь обладал он знанием того, чему его мы научили, но большинство людей того не знает.
И вот когда они предстали пред Юсуфом, он принял брата в дом к себе и так сказал: «Вот я, твой брат, и не печалься тем, что сделали они». Когда же он провизией снабдил их, он в ношу брата кубок положил и возгласил потом глашатай: «О вы, кто в этом караване, ведь воры вы наверняка». Те, повернувшись с ним, сказали: «Чего не досчитались вы?» Они ответили: «Мы ищем царский кубок. Тому, кто принесет его, наградой станет вьюг верблюда. За это я ручаюсь сам». Они сказали: «Мы клянемся Богом, и вы ведь знаете, что мы на эту землю не пришли, чтобы нечестие здесь сеять, и уж, конечно, мы не воры». И им отвечали египтяне: «Каким быть наказанию для вас, коль вы окажетесь лжецами?» Они сказали: «Наказание тому, в поклаже у кого найдется кубок, то, что он станет вам вилланом, как возмещение за кражу, так воздаем мы злотворящим». И начал поиск он с поклажи их, прежде чем вещи брата обыскать. Потом извлек он кубок из поклажи брата. Такой была наша уловка для Юсуфа, и он не смог бы брата взять себе согласно царскому указу, если б того не пожелал Аллах. Мы степенями возвышаем тех, кого сочтем своей угодой, ведь выше всякого, кто обладает знанием, лишь тот, кто знает все и вся. Они сказали: «Если он украл, так ведь украл и прежде его брат». И схоронил в душе это Юсуф, и им не выказал своих обид и намерений, а про себя сказал: «Вы в худшем положении, чем мы. Аллах ведь лучше знает то, о чем вы речь ведете». Они сказали: «О вельможа, отец его глубокий и почтенный старец, и будет горевать о нем. Возьми вместо него кого-нибудь из нас, мы видим, ты в делах великодушен». Он им ответил: «Упаси Господь нам взять кого-либо другого, кроме того, в чьей личной кладе мы нашу собственность нашли, иначе были бы неправедными мы». Когда ж отчаялись они в его содействии их просьбе, то удалились, чтоб наедине посовещаться. И старший их сказал: «Ужель не знаете, что ваш отец взял клятву с вас перед Аллахом? И прежде этого с Юсуфом не совершили бы того, что надлежало вам согласно обещанию отцу, а потому я не покину эту землю, пока отец не разрешит мне или не решит иначе для меня Аллах. Он лучший из дающих мудрые решения. Вы возвращайтесь к вашему отцу, и там ему скажите: «О наш отец, твой сын украл, и мы свидетельствуем только то, что знаем. Мы никого не можем уберечь ни от чего, что нам незримо или от нас сокрыто кем-то. Вели спросить селение, где мы были, и караван, с которым шли мы, и ты увидишь, что мы правду говорим». Отец сказал: «О нет, вам души ваши подсказали все это дело вымыслом украсить. Отныне для меня прекрасно лишь терпение. Аллах, быть может, мне вернет их всех. Поистине Он знающий, мудр безмерно». И отвернулся он от них и молвил: «Как велико мое страдание по Юсуфу!» И побелели от печали его очи, и он едва мог скорбь сдержать. Они сказали: «Именем Аллаха не перестанешь ты Юсуфа вспоминать, пока печаль не исчерпает твои силы или не постигнет смерть тебя». Но он сказал: «Я предаю свою печаль и скорбь Аллаху, ведь от Него известно мне, о чем не ведаете вы. О сыновья мои, ступайте и разузнайте о Юсуфе, а также его братья, и никогда надежды не теряйте на милость и отзывчивость Аллаха. Надежды на Него поистине теряют лишь те, кто не уверовал в Него».
Когда они явились вновь перед Юсуфом, они сказали: «О вельможа, беда постигла нас и всю нашу семью, и миновой товар наш скуден. Дай меру нам сполна и окажи нам милость. Аллах поистине воздаст оказывающим милость». Он им ответил: «Знаете ли вы, как поступили вы с Юсуфом и его младшим братом, когда вы по неведению зло творили?» «Уже ли вправду ты Юсуф?» — они сказали. Он им ответил: «Я Юсуф, а это брат мой. Аллах нам милость оказал, ведь те, кто истинно страшится его гнева и терпеливо стоит в благочестии своем, так ведь наградит тех, кто делает добро, Аллах не даст погибнуть». «Во имя Божие, — ответили они, — Аллах поистине тебя пред нами предпочел, и истинно мы были во грехе». Сказал он: «Нынешнего дня над вами нет моих упреков, простит Аллах вам прошлые грехи, Он милосерднейший из всех, кто милосерден. Идите вы к отцу с моей рубахой, и там ее набросьте на его лицо. Прозреет он тогда, и вы ко мне со всей семьей придете». И вот когда в обратный путь их караван пустился, отец их вдруг сказал: «Я ощущаю дух Юсуфа, только не думайте, что я безумец старый». И те, кто слышал, отвечали: «Клянемся именем Аллаха, ты в старческом бреду блуждаешь». Когда же явился благовестник, набросил он рубаху на его лицо, и вмиг прозрел почтенный старец, и молвил им: «Не я ль вам говорил, что мне известно от Аллаха, о чем не ведаете вы?» «О наш отец, — они сказали, — проси прощения нам за наши прегрешения, ведь истинно мы были во грехе». «Я буду, — он ответил им, — молить прощения для вас у моего владыки, он истинно прощающий, милосерд». И вот когда они явились пред Юсуфом, он предоставил свой очаг родителям своим и молвил: «Вступите на египетскую землю, если Аллаху так угодно, в надежной безопасности ее». И он родителей своих возвысил высоко на троне чести, и пали братья ниц пред ним, и молвил он: «О мой отец, вот как толкуется мой сон далеких лет. Аллах осуществил его и оказал мне милость, когда он из темницы вызволил меня, а вас сюда доставил из пустыни, после того, как сатана вражду посеял между мной и братьями моими. Ведь благосклонен мой Господь к тому, что мудростью Своею пожелает, Своим всеведением предпочтет, поистине Он знает все и мудр безмерно. О мой Господь, Ты даровал мне власть и научил пророчеству событий. Ты неба и земли Творец, Ты в этой жизни и в другой мне покровитель. Ты упокой меня, предавшихся Тебе, введи в число благочестивых. Сие один из сказов про сокрытые дела, что мы внушением Тебе, о Мухаммад, не спосылаем. Ты не был среди них в те времена, когда они, сговариваясь, козни замышляли. И все же большинство людей, как не желал бы ты обратного тому, в неверии живут и умирают. У них за это платы ты не просишь. Сие послание Всевышнего к мирам. Какое множество знамений на небесах и на земле, которые они проходят мимо, и более того, воротят спины к ним. И большинство из них не верует в Аллаха без того, чтоб соучастников ему не прочить. Ужель защищены они надежно от того, что не падет на них Господня кара, или не придет к ним час, внезапно, в тот момент, когда они о нем не знают и его не ждут? Скажи: сие моя стезя,
Я вас зову к Аллаху и опираюсь на свидетельство, что зримо и мне, и тем, кто следует за мной. Хвала Аллаху, я не с теми, кто прочится участников Ему. И до тебя мы никого не посылали, помимо тех из жителей общин, кому мы откровение внушали. Неужто по земле не ездили они, не видели того, каков конец был тех, которые до них грешили? Обитель будущего краше для тех, кто Господа страшится. Ужель им не понять того? Когда посланники теряли все надежды в успехе миссии своей и думали, что их сочли лжецами, к ним приходила наша помощь, и были спасены лишь те, кому всеведением своим мы пожелали жизнь оставить. Ведь нашу мощь не отвратить от наказания тем, кто во грехе. В повествовании о них есть назидание для тех, кто обладает разумением. Сей сказ не вымышлен, а послан в подтверждение того, что до него ниспослано другим, как разъяснение всего, как руководство и как милость для всех, кто Господу предался. Сура 13. Гром. Ар-Раат. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. Алиф, Лям, Мим, Ра. Сие знамение священной книги, ведь то, что Господом твоим тебе открыто, есть истина, но большинство людей не верит. Аллах есть тот, кто небеса воздвиг без видимых опор, и после утвердил трон вседержавья, поставил под свою управу солнце и луну, и до назначенного срока они свой совершают бег. Он правит всем своим творением и устанавливает ясные знамения, чтоб вы уверились во встрече с вашим властелином. Он, тот, кто землю распростер и прочно горы на нее поставил, разлил на ней обильно реки и парами взрастил плоды подвое. Он закрывает ночью день. Поистине здесь кроются знамения для тех, кто размышлениям о сути предается. Соседствуют на сей земле столь непохожие угодья, сады из виноградных лоз, засеянные пашни и пальмы, что растут из одного или нескольких корней, напоены одной водой, и сообразно вкусу мы одни из них перед другими возвышаем для потребления вам в пищу. В этом поистине знамение для тех, кто обладает разумением. Если тебя дивит отсутствие в них веры, то еще больше удивляют их слова. Когда мы обратимся в прах, неужто в обновленном виде мы будем вновь воссозданы? И это те, кто не уверовал в Аллаха. У них на шеях тяжкий груз цепей. Они все обитатели огня, и в нем им оставаться вечно. Они тебя торопят с исполнением дурного, прежде чем доброе случится. Но проходили наказания народов и до них, как назидание и как пример для их потомков. Ведь вопреки нечестию людскому Господь твой истинно, хранитель всех прощения для тех, кто лик свой обратил к Нему. И истинно Господь твой столь же строг в суровом наказании неверных. И говорят неверные: что же ему от Господа его не послано знамение? Но ты всего лишь увещатель. Ведь есть у всякого народа водитель правого пути, что им назначен от Аллаха. Аллах ведь знает, что несет во чреве всяка самка, и меру, по которой всем утробам сжиматься или расширяться надлежит. Пред ним все сущее по мере.
Ему сокрытое и явное известно, он в высшей степени возвышен и велик. Пред ним равны и те из вас, кто речь свою по выгоде скрывает, и те, которые ведут ее открыто, и тот, кто прячется в ночи, и тот, кто в свете дня на люд выходит. У каждого есть ангелы, что перед ним и позади него, как стражи неотлучно следуют за ним по повелению Аллаха. И никогда Аллах не поменяет такого положения с людьми, пока они не переменят его сами. А уж когда Аллах всеведением своим вред причинить захочет людям, ничто не сможет это отвратить. Заступника им нет, кроме Него. Он тот, кто молнию являет вам, одним внушая страх, другим надежду, тяжелой ношей тучи громоздит, чтобы излить вам дождь обильный. Ему в смирении хвалы возносит гром, и ангелы пред ним в благоговейном страхе. Он мечет молнии и поражает ими, кого своим желанием изберет, и все же они спорят об Аллахе. А ведь в могуществе своем он быстр и силен. К нему зов истины направлен, а те, которые они чтят, а притч него, ничем ответить им не могут. Равно как тот, что тянет руки к влаге животворной, чтобы она дошла до уст его, а наш к устам его не льется. Ведь призывание неверных скитание по ложному пути. Аллаху поклоняются добром или неволей все те, кто в небесах и на земле, и даже тени их и по утрам, и вечерами. Скажи, кто властелин небес и властелин земли? В ответ скажи: Аллах. Скажи, ужель кроме Него вы взяли в покровители себе тех, что самим себе не властны ни на вред и ни на пользу? Скажи, ужель сравни слепой и зрячий? Иль можно мрак ко свету приравнять? Иль соучастники Аллаху, они, быть может, приняли таких, которые творили, как и Он, и чье творение им казалось схожим тому, что сотворил Аллах? Скажи: Аллах – Творец всего, что суще, един Он и в могуществе Своем неодолим. С небес низводит воду Он, что наполняет русло рек до должного предела, и унесет поток всплывающую пену, подобно той, что образует обжиг, когда они железо плавят на огне для выделки прикрас и утвари домашней. Таким подобием Аллах являет разницу меж истиной и ложью. Ведь пена, как и накипь, прахом исчезает, а что полезно людям, остается на земле. Так нам Аллах приводит притчи. Благое всем, кто на Господень зов ответил, а тем, которые ему не отозвались, то будь у них богатство всей земли и равно столько же к тому, чтобы откупиться ими, не будет принято от них. Расплата их страшна, пристанище им ад, и скверно это ложе упокоя. Неужто тот, кто знает, что тебе Господь твой истину открыл, сравни тому, кто слеп и этого не видит? Ведь внемлют этому лишь те, кто обладает разумением. Те, кто в завете Богу верен и обещания не нарушает. И те, которые соединяют то, что Господь велел соединить, и гнева Господа страшатся злой расплаты за грехи. И те, кто терпеливо стоек в своей вере, стремясь Господень лик узреть, молитву совершают по часам и раздают открыто или тайно из благ, что мы послали им. Они добром рассеивают зло, и воздаяние им обитель вечная. Садов Эдема, и в них войдут лишь те, кто был благочестив из их отцов, супруг и их потомков, и через все врата к ним ангелы с приветствием сойдут.
Мир вам за то, что были терпеливы. Прекрасна их наградная обитель, что Господом навечно им дана. А те, кто нарушает договор с Аллахом, когда он ими был уже скреплен, и разделяет то, чему велел он быть единым, и по земле несет нечестие и зло, на тех проклятие Аллаха, и зла для них обитель воздаяния. Аллах удел свой расширяет, или мерой раздает его тому, кого сочтет своим желанием. Они же радуются ближней жизни, а жизнь ближняя в сравнении с другой лишь краткая услада времени земного. И говорят неверные, что же ему от Господа его не послано знамение? Скажи, Аллах поистине оставит в заблуждении тех, кого сочтет своим желанием, к себе ж ведет того, кто обратился с покаянием к Нему. Тех, кто уверовал и чьи сердца при призывании Аллаха исполняются покоя, ведь призывание Аллаха покоем сердце наполняет. Тех, кто уверовал и делает добро, блаженство им, прекрасна их обитель, что Господом навечно им дана. Итак, послали мы тебя к народу, прежде которого другие прошли и канули в небытие, чтоб ты читал им то, что мы тебе внушением открыли, тогда как в милосердного не веруют они. Скажи, Он мой Господь, кроме Него иного Бога нет, лишь на Него я уповаю и обращаюсь лишь к Нему. И если б был какой-нибудь Коран, которым сдвинулись бы горы, или рассеклась земля, или мертвые заговорили, то и тогда он был бы этим же Кораном, что вам Аллах низвел как руководство. Поистине, вся власть принадлежит Аллаху. Так неужели те, которые Ему предались, не знают, что если бы Аллах желал того, Он всех людей повел бы праведной стезею? И никогда губительные беды не перестанут нечестивых поражать за злодеяния их рук, или вблизи домов их не осядут, пока не подойдет обетование Аллаха. Обетования свои Аллах поистине ни в чем не нарушает. И до тебя, посланников моих, высмеивали люди, и я давал отсрочку тем, которые меня отвергли. Потом я поражал их смертной карой, и как скверна была она. Неужто тот, кто покровителем и стражем стоит за каждой душой и знает все, что делает она, сравни еще кому-нибудь? И все ж они Аллаху соучастников призвали. Скажи, вы назовите их. Или вы укажете ему на то, чего он на земле не знает, или это просто пустословие? Но нет, неверным разукрашена их хитрость, и ею сведены они с пути, а тот, кто был сведен с пути Аллаха, вожатого себе не обретет. Им наказание всей жизни, и, несомненно, более жестоким им будет наказание в другой. Им нет защиты от Аллаха. И притчею Господь являет рай, что был обещан тем, которые, страшася Его гнева, благочестивы были в этой жизни, сады реками омовенны, услада вечная и тень, таков конец пути для тех, кто гнева Господа страшился, для нечестивых же огонь. А те, кому мы даровали книгу, безмерно счастливы тому, что послано тебе, хотя среди общин есть и такие, что отвергают часть ее. Скажи, мне велено Аллаху поклоняться и соучастников Ему не предавать. К Нему зову я, и к Нему обратный мой приход. Так не спаслали мы Его, чтоб на арабском языке был свод законов нашего суда,
И если ты последуешь страстям их после того, как знание к тебе пришло, тебе не будет ни защитника от Бога, ни покровителя пред Ним. И до тебя посланников мы слали, и им супруг давали и потомство, и ни один посланник не являл знамений, иначе как по изволению Аллаха, на всякий временной предел свое Писание, свои заветы, что мудростью Аллаха зачтены. Аллах своим желанием стирает заветы прошлого, изжившие себя, и утверждает мудростью своей те из своих установлений, что надлежит по строгости блюсти, ведь у него мать вечной книги. Покажем ли тебе мы часть того, чем мы, увещевая их, им угрожаем, или упокоим твою душу до того, твой долг лишь передать им откровение, а нам призвать к расчету их? Не видят ли они, как мы проходим по земле и от краев ее все больше замыкаем? Ведь суд вершит Аллах, и нет того, кто мог бы его суд отсрочить, а он в своем расчете скор. Ведь замышляли хитрости и те, кто был до них, Аллах же всеми хитростями правит. Он знает то, что всякая душа себе на будущее предваряет, и предстоит узнать неверным, кому достанется наградная обитель. И говорят неверные: ты не посланник. Скажи: достаточный свидетель между мной и вами Аллах, и тот, кто знает книгу. Сура 14. Ибрахим. Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного. Алеф, Лям, Ра. Сие Писание, которое тебе мы ниспослали, чтобы вывел ты людей из мрака к свету по изволению Господа на путь всесильного и славного Аллаха, кому подвластно все, что суще в небесах и на земле, и горе всем, кто не уверовал в Него от страшной кары, что Он им назначит. Кто любит благо ближней жизни превыше вечности второго бытия и сводит со стези Аллаха, стремясь в нее извилины внести, они в глубоком заблуждении пребывают. И ни один посланник не был послан нами, кто не владел бы языком своих людей, чтобы он мог им ясно говорить о сути. Аллах по мудрости желания своего одних уводит с правого пути, других же милостиво направляет. Он истинно могуч и мудр. Мы с нашими знамениями послали Мусу. Ты выведи из мрака к свету твой народ, напомни им о днях Аллаха. Поистине здесь кроются знамения для тех, кто стойко терпелив и благодарен. И вот сказал народу Муса: вы вспомните о милостях Аллаха вам, как Он избавил вас от рода фараона. Они вас тяжким мукам подвергали, лишали жизни ваших сыновей, в живых лишь женщин оставляя, а это было вам великим испытанием от Аллаха. Вот через Мусу возвестил Господь: коль станете признательными мне, я вам умножу милости свои, но если будете неблагодарны, то наказание мое поистине сурово. И Муса молвил: если вы и те, кто на земле все до едино неблагодарны станете Аллаху, так ведь свободен Он от всяких нужд и преисполнен славы. Неужто не пришел вам сказ о тех, которые до вас грешили, о людях Нуха, Ад, Самуд и тех, что были после них? Не знает их никто, кроме Аллаха.
К ним с ясными знамениями от нас из них самих посланники являлись. Они ж к устам своим протягивали руки, персты кусая от досады, и говорили: «Мы не верим в то, с чем посланы вы к нам, мы в тягостных сомнениях о том, к чему вы нас зовете». Но их посланники им говорили: «Неужто есть у вас сомнения об Аллахе, о том, кто небеса и землю сотворил? Он вас зовет, чтобы вам простить грехи и дать отсрочку до назначенного срока». Они же говорили им: «Всего лишь люди вы, такие же, как мы, и вы хотите отвратить нас от богов, которых чтили наши праотцы. Представьте ясное свидетельство о власти, которую Аллах вас наделил». Посланники им отвечали так: «Всего лишь люди мы, такие же, как вы, но жалует Аллах свое благоволение тому из слуг своих, кого сочтет своей угодой. Мы вам не можем дать свидетельство о власти, если на то нет дозволения Аллаха. Так пусть же уповают на Него все те, кто благочестие обрел. И почему нам на Него не уповать? Ведь Он нас вывел на пути, которыми идем мы ныне, и терпеливо будем мы сносить обиды, что причиняете вы нам, и пусть доверятся Аллаху те, кто на Него надежды возлагает». Неверные посланникам своим сказали: «Иль вы вернетесь к нашей вере, иль мы вас со своей земли изгоним». Тогда Господь их им открыл: «Погубим непременно мы неверных, и после них поселим вас на сей земле, и это тем, кто убоится передо мною во грехе предстать, страшась моих угроз о наказании». Они просили для себя победы, и рушились строптивые уловки тех, кто им противился столь дерзко и упрямо. А впереди зияет ад, где пить ему зловонный кипяток, столь омерзительный, что проглотить его великой мукой будет. К нему со всех сторон подступит смерть, но не дадут ему вкусить ее и завершить свои страдания, ведь впереди его уж ждут жестокие болезненные муки. Притча о тех, кто не уверовал в Аллаха. Деяния их подобны пеплу, над которым поднялся вихрь в бурный день. Они не властны ни над чем, что заблуждением себе стяжали, а заблуждение их слишком глубоко. Ужель не видишь, что Аллах по мудрой истине построил небеса и землю, и будь на то желание Его, Он повелит исчезнуть вам и новое творение назначит. И это для могущества Аллаха великой мочи не составит. Предстанут все перед Аллахом, и скажут кроткие всем тем, кто величался: «Мы следовали вам, и вот теперь вы можете избавить нас хоть от чего-нибудь из мук Аллаха». Они им скажут: «Если бы Аллах был нам водитель, мы повели бы за собой вас, ну а сейчас нам все равно, остаться ли с печалью в сердце или терпением его наполнить, нам избавления уж нет». Когда же все решится, сатана им скажет: «Ведь обещание истины вам дал Аллах, давал вам обещание и я, но в нем я обманул вас, и власти не было над вами у меня, я только звал вас, ну а вы по доброй воле отозвались, а потому меня не попрекайте, вините только лишь себя. Я не могу ничем помочь вам, и вы не можете мне помощь оказать. Я отрекаюсь от того, что раньше меня вы в соучастники Аллаху возвели. Для злотворящих истинно мучительная кара». Но те, кто верует и делает добро, будут допущены в сады реками омовенны, где пребывать навечно им с Господнего соизволения. Для них приветствие там мир. Ужель не видел ты, какую притчу о слове добром нам Аллах приводит?
Оно, как древо доброе, чей корень крепко держится в земле, а ветви к небесам взметнулись. Оно плоды свои приносит каждый миг по изволению его владыки, и так Аллах приводит свои притчи людям, чтобы они вняли наставлением его. А притча Господа о скверном слове, оно как древо скверное, что исторгает свои корни из земли и потому устойчиво стоять не может. Аллах же верных укрепляет твердым словом и в этом мире, и в другом, и сводит Он с пути неверных, ведь безграничной мудростью своей творит Он все, что пожелает. Неужто ты не вглядывался в тех, кто обменял благодеяние Аллаха на богохульное неверие в Него, и этим поселил своих собратьев в обитель вечных мук, в огонь, где им гореть, и это мерзкая обитель. Они измыслили Аллаху равных, чтобы свести людей с его пути. Скажи: сладитесь краткое мгновение, ведь путь ваш в вечный огонь ада. Скажи моим благочестивым слугам, чтобы они молитву совершали, творили милостыню в тайне и открыто, из благ, что мы им даровали, покуда не настанет день, в который нет ни торга, ни услуг друзей. Аллах есть тот, кто небеса и землю сотворил, с небес на землю воду льет, и ею в пищу вам плоды выводит. На службу вам поставил корабли, чтобы велением его они моря пересекали, и реки вашим нуждам подчинил. Он подчинил вам солнце и луну, что неустанно следуют назначенному курсу, послушными вам сделал ночь и день, и доставляет вам все блага, которые вы просите себе. А коль задумаете счет вести благодеянием Аллаха, вам никогда их не исчислить, но человек поистине несправедлив и Господу неблагодарен. И вспомните, как Ибрахим сказал: «Господь мой, сделай безопасным этот город, убереги меня и сыновей моих от поклонения истуканам. Господь мой, ведь они уже свели с пути великое число народов, но кто последует за мной по вере, тот из моих предавшихся Тебе, а кто меня ослушается, что ж, ведь Ты прощающий, милосерд. О наш Господь, я поселил из отпрысков моих в долине, невозделанной для злаков, у Твоего святого дома, чтобы они, о наш Господь, творили регулярную молитву. Ты к ним сердца людей расположи и надели плодами, чтобы они могли быть благодарны. Господь наш, истинно, Ты знаешь, что мы таим в душе, а что являем на показ. Поистине ничто не скрыто от Аллаха ни в небесах, ни на земле. Хвала Аллаху, кто на старость мне Исмаила и Исхака даровал, ведь истинно Он мой Господь, кто внемлет зову вопиющего к Нему. Господь мой, выстрой меня так, чтобы я исправно совершал молитву, и чтобы из моих потомков молились лишь Тебе они. Господь наш, внемли зову моему. Господь наш, ниспошли свое прощение мне и родителям моим, и верным в тот день, когда настанет наш расчет. Не думай, что Аллах внимания не обращает на то, что нечестивые творят. Он только им дает отсрочку до дня, когда их взоры в ужасе замрут. И, вскинув головы назад с застывшими зрачками глаз, с опустошенными сердцами, они все ринутся вперед, где предстоит им суд нести. А потому, увещевая, людей предостеречь ты должен о дне, когда придет к ним кара. Тогда возмолят нечестивые: Господь наш, отсрочь нам хоть до близкого предела, мы Твоему призыву отзовемся и будем следовать посланникам Твоим. Им прозвучит: неужто прежде вы не клялись?
что нет вам убыли и спада никогда. И вы в дома селились к тем, кто зло самим себе чинил. Потом же стало ясно вам, как мы сурово с ними обошлись, и мы на этот счет вам притчи приводили. Они же разными уловками хитрили, но вся их хитрость у Аллаха на виду. Если бы даже силою ее задумки могли сдвигаться с места горы. Не думай, что Аллах нарушит обещание свое, которое посланникам своим в обет поставил. Поистине Аллах могуч, возмездие блюститель. В тот день, когда земля заменится другою, другими станут небеса, они предстанут пред Аллахом, единым и неодолимым в своей мощи. И ты увидишь в день тот грешников, что скованы одною цепью совершенного греха. Их верхние одежды из смолы, а лица пламенем покрыты. Чтоб возымела от Аллаха каждая душа, что уготовила себе деяниями своими, Аллах поистине в расчете скор. Это послание всем людям, чтоб назидались им и знали, что Он единый Бог для всех, и чтобы мыслящие этим проникались. Сура 15. Аль-Хиджр. Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного. Алиф, Лям, Ра. Сие аяты откровения и ясного Корана. Настанет час, и пожелают те, кто не уверовал в Аллаха, стать мусульманами, смиренно головы склонить пред Ним. Оставь их, пусть они вкушают сладость бытия и забавляются и обольщаются надеждой, им скоро предстоит узнать. Мы ни единого селения не погубили без того, чтобы не дать ему известного предначертания. И ни один народ не может не обогнать и не отсрочить свой предел. И говорят они: «О ты, которому ниспослано послание, ведь ты поистине безумен или одержим? Что ж не придешь ты с ангелами к нам, коль ты из тех, кто правду говорит? Мы ангелов не посылаем, иначе как по истинной нужде, и уж тогда не ждать отсрочки нечестивым. Мы истинно послали книгу как руководство людям, и будем истинно блюсти ее сохранность. И до тебя посланников мы слали, что были из общин народов прежних. И не пришел к ним ни один посланник, которого б они не осмеяли. И точно тем же наполняем мы сердца мекканских грешников преступных. И не уверуют они в него, хотя им был уже пример народов древних. И если б мы открыли им небесные врата, то, восходя туда, они бы все же сказали: наши глаза опьянены, мы колдовскими чарами объяты. Мы в небесах установили знаки зодиака, прекрасными для тех, кто взор к ним обращает, и охраняем их от сатаны, побитого камнями. А если кто подслушает украдкой, его преследует пылающий огнем слепящий светоч. Мы распростерли землю вам и разбросали горные твердыни, прочно стоящие в недвижности своей, произвели на ней творения всех видов по мудрой соразмерности Творца. На ней мы пропитание устроили для вас и тех, кого кормить вам не придется. И на земле нет ни единой вещи, хранилища которой не было бы у нас, но мы ее низводим по частям в строго назначенном размере.
Мы ветры плодотворные вам шлем, и с неба воду льем обильно, и напояем ею вас, хотя не вы хранители ее запасов. И лишь мы даруем жизнь, и смерть вам назначаем, и мы наследники всему, чему мы повелели быть или не быть. И нам известны те из вас, которые других опережают, и те, которые плетутся позади. И истинно Господь ваш соберет их всех, ведь мудр Он и знания исполнен. Мы сотворили человека из гончарной глины, сухой и звонкой, как фаянс, которой мы придали форму. А прежде этого мы сотворили джиннов из палящего огня. И вспомни, как Господь твой ангелам сказал: «Я человека сотворю из глины, звучащей, как фаянс, и облеченной в форму. Когда его я соразмерю, от духа моего в него вдохну, падите ниц в поклоне перед ним». И пали ангелы все вместе, кроме надменного Иблиса, кто отказался быть среди тех, кто по Господней воле поклонился. Господь сказал: «Что сталося с тобой, Иблис, что нет тебя среди тех, кто поклонился?» Иблис ответил: «Я не стану кланяться тому, кого ты сотворил из звонкой глины, облеченной в форму». Господь сказал: «Не свергнешь же отсюда, отныне быть тебе гонимому камнями, и над тобой проклятие мое до дня последнего суда». Иблис сказал: «О мой Господь, отсрочь же мне до дня, когда они воскрешены все будут». Господь сказал: «Ты истинно среди тех, кому дана отсрочка, до дня суда, которому назначен срок». Иблис сказал: «Владыка мой, за то, что свел меня ты с правого пути, я на земле им все греховные утехи разукрашу и всех их злодеяния введу, помимо тех из них, кто чьи служение тебе». Господь сказал: «Это поистине тот путь, что напрямую их ко мне ведет. Ведь над моими слугами нет власти у тебя, помимо тех из отклонившихся в пути, которые пошли твоей дорогой. Всем им поистине обещанное место ад. И у него 7 врат, и каждые врата для отведенной части согрешивших. Но быть в садах среди родников благочестивым, сюда войдите с миром, приветствие их там, с чувством покоя и сохранности в душе. Мы снимем с их сердец обиды, и станут братьями они, и будут восседать на ложах, друг к другу лица обратив. Их не коснется там усталость, и их оттуда никогда не уведут. Так возвести служителям моим: прощающий я и милосерд, но наказание мое поистине сурово. Поведай им об Ибрахиме и его гостях». Они вошли к нему и молвили: «Мир вам». «Мы истинно боимся вас», — он им ответил. «Не бойся», — молвили они, — «мы сообщаем тебе радостную весть о мудром мальчике, младенце». «Неужто эта весть обрадует меня, когда уж овладела мною старость?» Он ответил: «Как может это радовать меня?» «Мы в истине тебе благую весть вещаем», — молвили они, — «а потому отчаянию не предавайся. Ведь кто отчаиваться смеет в милости Господней, помимо тех, кто был сведен с его пути?» «Так в чем посланничество ваше?» — он сказал. Они ответили:
мы посланы к народу, погрязшему в грехе, кроме семейства Лута, всех из которого поистине спасем мы, кроме жены его, которой мы определили быть из тех, кто позади останется для понесения кары. Когда же вестники пришли к семейству Лута, он сказал: «Вы мне поистине неведомые люди». Они сказали: «Да, пришли мы с тем, о чем они так долго сомневались. И мы к тебе пришли, чтобы свершилось то, чему назначено свершиться, и истинно мы правду говорим. Ты выведи свою семью, пока не истекли часы ночные, и позади нее иди, ей замыкая тыл, и пусть никто из вас назад не оглянется, идите так, как вам повелено идти». Мы объявили это повеление ему о том, что с наступлением утра всем тем, кто позади остался, быть истребленным надлежит. И, не удерживая радостную страсть, к нему явились жители селения. Но Лут сказал им: «Это мои гости, и вы меня пред ними не бесславьте. Побойтесь Бога и меня не опозорьте». Они ответили: «Неужто мы тебе не запретили брать под свою опеку и давать приют кому б то ни было на свете?» «Вот мои дочери, — сказал он, — если вы мерзость совершить уже решили. О, Мухаммад, в знак жизни, что тебе я даровал, ведь в упоении своих страстей они блуждают слепо в этом мире. И на восходе солнца охватил их гул, и мы вверх дном перевернули их селения и пролили на них дождем камней из обожженной глины. Поистине здесь кроются знамения для тех, которые стремятся распознать значение наших знаков. Следы их и поныне на оставшемся пути. Ведь в этом кроется знамение для тех, которые уверовали в Бога. И обитатели Аль-Айки были нечестивы, за что мы с них возмездие взыскали, и они оба полегли на том пути, что и поныне ясно виден. И обитатели Аль-Хиджры сочли посланников лжецами. Мы им свои знамения явили, они ж от них упрямо отвратились. И высекали в скалах для себя дома, и думали, что безопасны. А на заре их грозный вопль поразил, и все стяжания земные им ни к чему не послужили. Мы сотворили небеса и твердь земли, и все, что между ними суще, поистине Господнего творения, и непременно час настанет, прости же благосклонно им, о Мухаммад. Господь твой истинно Создатель высший, чья мудрость в проявлении творения безгранична. Тебе мы дали 7 часто читаемых аятов и чтение великого Корана. Не простирай же глаз своих к тем благам, что дали мы на пользу из семей неверных, и не печалься из-за них, а преклони свое крыло благочестивым. О Мухаммад, скажи: я к вам поистине увещеватель ясный, такой же, как и те, которых мы послали к разделяющим Писание Святое по предпочтениям и корысти, а также к тем, которые Коран разбили на обрывки. А потому, о Мухаммад, в знак имени Владыки Твоего мы непременно призовем их всех к ответу за все дела их и поступки. Ты им открыто возвести, о чем повелено тебе, и отвернись от многобожцев. Мы защитим тебя от тех, кто над тобой насмешливо глумится.
Тех, кто с Аллахом наравне другого Бога призывает, потом им предстоит узнать. И знаем мы уже, что грудь твоя стесняется от боли всем тем, что говорят они. Так прославляй владыку твоего, и будь среди тех, кто благоговейно преклонил колени. Служи всем сердцем Богу твоему, пока не подойдет тот несомненный час, что им тебе назначен. Сура 16. Пчела. Ан-Нахль. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. И неминуемо свершится повеление Аллаха, не торопите с исполнением его, хвала ему, превыше он того, что в соучастники ему они призвали. Он сводит ангелов с небес с духом Господнего соизволения к тем из служителей своих, кого сочтет своей угодой. Предостеречь вам надлежит, что нет иного божества, кроме меня, так чтите же меня, как должно. Он небеса и землю сотворил поистине Господнего творения и превознесся высоко над теми, которых они прочат в соучастники ему. Он человека сотворил из капли, и вот он предстает с открытою враждой. Он сотворил вам скот, для вас в нем и тепло, и всякая другая польза, и от него же вам мясо в пищу. Для вас в них красота и гордость, когда вы на закате дня их загоняете домой, а на восходе солнца выпускаете из стойла. Они же перевозят ваши грузы в те земли, что для вас бы не были доступны, иначе как с большой затратой сил Господь ваш истинно к вам благ и милосерден. Он сотворил коней вам, мулов и ослов, для переездов и для пышных церемоний, и Он творит вам много из того, что вам доселе неизвестно. И на всеведение Аллаха, кого направить праведным путем, ведь есть и те, что отступают от Него, и если б Он желал того, Он всех бы вас одним путем направил. Он тот, кто шлет вам воду с неба, вам от нее питье, и от нее произрастание лугов, где вы свои стада пасете. Он ею вам выращивает злаки, оливы, пальмы, виноградную лозу и множество других плодов вам в пищу. Поистине здесь кроется знамение для тех, кто размышлениям предается. Он подчинил вам ночь и день, и солнце, и луну, и волею своей на службу звезды вам поставил. Поистине здесь кроется знамение для тех, кто обладает разумением. И то, что Он для вас рассеял на земле такой обильной гаммой цвета, поистине здесь кроется знамение для людей, кто вспоминает благодарно о милосердии Аллаха. И это Он, кто подчинил вам море, чтобы вы питали свежим мясом обитателей его и извлекали из него украсы для своих нарядов. Ты видишь корабли, что рассекают его волны для испрошения благости его, и чтобы вы могли быть благодарны. И бросил он на землю горные твердыни, прочно стоящие в недвижности своей, чтобы она не колебалась с вами. Провел вам реки и скрестил пути, чтобы, осознав величие его, идти вам праведной стезею. И знаки на путях поставил, хотя так часто и по звездам вершат они свой дальний путь. Так неужели тот, кто все творит, сравни тому, кто ничего создать не может? Что ж вам об этом не подумать?
И если станете считать благодеяния Аллаха, вам никогда не счесть их до конца. Аллах поистине прощающий, милосерд. И знает Он, что вы скрываете в душе, а что являете открыто. И те, кого вы чтите наравне с Аллахом, не в состоянии ничего творить, а сами же сотворены воображением вашим. Они мертвы, в них жизни нет, а потому и знать не могут, когда им предстоит воскреснуть. Ваш Бог — единый Бог для всех, а те, кто в будущую жизнь не верит, сердца их это отвергают, и величаются они в гордыне. Аллах же, несомненно, знает, и что они таят в душе, что на показ являют. Аллах не любит тех, кто величается в гордыне. Когда им говорят, что ваш Господь вам не спаслал, они небрежно отвечают: сказы былых народов и времен. Так пусть они несут сполна в день воскресения на суд весь тяжкий груз земных деяний, а также ношу тех, кого по безрассудству они свели с Господнего пути. И как же горестно им будет эта ноша! Хитрили и предшественники их, но снес Аллах их здание до основания, и кровля от него обрушилась на них, и поразила их Господня кара, откуда они знать не знали. Но потом, в день воскресения на суд, Он их бесчестием покроет и скажет: где сотоварищи мои, касательно которых вы неустанно спор вели? И скажут те, кому даровано познание: сегодня истинно бесчестие и зло падут на головы неверных. На тех, которых ангелы берут на упокой, когда осквернены их души грехами собственных деяний на земле, тогда они покорно съявят, говоря: мы зла намеренно не совершали. Но нет, ответом будет им: Аллаху истинно известно все то, что совершили вы. Войдите же во врата ада, чтобы навечно там остаться. И как мирска обитель тех, которые исполнились гордыней. А праведным, что Господа страшились, скажут: что вам Господь ваш не спаслал? Они ответят: все благое. Для тех, кто в этой жизни делает добро, благое в этом мире и еще лучше пребывание в другом. И как поистине прекрасна обитель тех, кто был благочестив, Господнего страшася гнева. Эдемские сады, куда они войдут, реками омовенны, для них там все, что захотят они, так воздает Аллах благочестивым. Таким, которых ангелы возьмут на упокой благими и скажут им: мир вам, войдите в рай в награду за деяния ваши. Неужто ждут неверные того, чтоб ангелы пришли за ними взять души их на упокой? Или пришло к ним повеление твоего владыки касательно их участи по смерти? Но тоже делали и те, кто был до них. Им не Аллах обиды причинил, они самим себе обиды причинили. На них обрушилась вся мерзость их деяний, со всех сторон их охватило то, над чем они всей жизни насмехались. Сказали те, кто прочит соучастников Аллаху: если б Аллах желал того, мы б никому, кроме Него, не поклонялись, ни мы, ни наши праотцы, и ни на что бы мы без Него запретов не налагали б. Так делали и те, которые до них грешили. Неужто в миссии посланников есть что-то помимо ясной передачи откровений? Поистине мы каждому народу посланника послали с повелением: Аллаха чтите и тагута обходите стороной.
Были среди них и те, кого Аллах прямой стезей направил, но были также те, чья участь утвердилась заблуждением. Пройдите ж по земле и посмотрите, каков конец был тех, кто ложью счел увещевание пророков. И если жаждешь ты, о Мухаммад, их руководства, так ведь Аллах не поведет прямым путем, кого оставил в заблуждении скитаться. Таким помощников не будет. Они клянутся именем Аллаха, своею величайшую из клятв не воскресит Аллах того, кто умер. Но нет, Он сделает сие поистине Его обетования, но большинство людей не знает. Он сделает сие, чтоб ясно указать им всю суть того, в чем разошлись они, и чтоб неверные узнали, что были именно они лжецами. Ведь для всего, что мы желаем, есть слово, сказанное нами «будь», и вот оно уже есть. А тем, которые ради Аллаха переселились в чуждые края, после того, как их подвергли притеснениям, мы, несомненно, предоставим прекрасные жилища в этом мире. И еще больше будет им награда будущего мира. О, если бы они только знали! Все те, кто стойко терпелив, и кто на Господа надежды возлагает. И до тебя посланцами от нас лишь люди были, которым мы внушали откровение. И если этого не знаете вы сами, спросите тех, кому Писание дано до вас. И слали их мы с ясными знамениями и книгами пророчеств. И мы тебе послали откровение, чтобы ты ясно людям изъяснял, что им ниспослано от нас, и чтобы они могли над этим поразмыслить. Неужто те, кто ухищряется во зле, уверены, что никогда Аллах не повелит земле их поглотить, или не падет на них Господня кара, откуда они знать не знают? Или что их не настигнет кара в разгаре их хлопот мирских, и им возможности не будет освободиться от нее? Или что их не настигнет медленная гибель, ведь Твой Господь поистине и благ, и милосерд? Не видят ли они, как от всего, что создано Аллахом, покорно тени клонятся направо и налево, Аллаху благоговейно поклоняясь, а сами же они исполнены смирения? И поклоняется Аллаху вся живность в небесах и на земле, и ангелы Ему послушны. Все перед Ним слагают свою гордость, не величаются пред Ним. Они благоговейно чтят владыку своего над ними и выполняют то, что им повелено свершить. Аллах сказал: «Вы не берите двух богов для почитания, ведь Бог поистине един, а потому в деяниях мирских вам должно лишь Меня страшиться. Ведь истинно Ему принадлежит все в небесах и на земле, и неустанное служение Ему. Так неужели вы иных богов, кроме Аллаха, способны чтить и станете страшиться? Каким бы благом вы ни обладали, оно исходит от Аллаха. Когда же вас коснется горе, вы со стенанием взываете к Нему. Когда же Он рассеет ваше горе, глядите, часть из вас уж соучастников владыки своему пророчит. Не веря в то, что это мы им дали. Так что же, черпайте наслаждение, потом вам предстоит узнать. Они отводят тем, кого не знают, долю того, чем мы их наделили. Клянусь Аллахом, спросят вас за то, что вы измыслили своим воображением.
Они Аллаху прочат дочерей, субханаллах, себе же то, чего они желают. Когда ж кого-нибудь из них обрадуют о дочери благою вестью, мрачнеет лик его, и он становится уныл и удручен. И начинает сторониться он людей от горечи той самой вести, которой был обрадован обложно для него. Оставить ли ее на посрамлении себе или в песке надежно схоронить, как зло и нечестиво они мыслят. И тем, кто в будущую жизнь не верит, лишь злая притча о дурном. Аллах уж притча величайшая из всех, Он истинно могуч и мудр. И если бы Аллах вменил себе наказывать людей за их несправедливость, Он на земле бы не оставил ни одного живого существа. Но Он дает отсрочку им до установленного срока. Когда же срок сей подойдет, они ни на единый час его не смогут отложить или ускорить. Они Аллаху предают такое, чего гнушаются и ненавидят сами. Их языки вещают ложь, что им прекрасное лишь в этом мире, им, несомненно, огонь ада, и будут они первыми низвергнуты в него. В знак имени Аллаха мы до тебя посланников к народам разным слали. Но сатана им разукрасил их деяния. Сегодня он защитник им, а в будущем их ждет мучительная кара. Мы не спаслали тебе книгу лишь для того, чтоб разъяснил ты им то, в чем они между собой разноголосят, чтобы она стала руководством и милостью от нас для верующих в Бога. Аллах не спосылает с неба воду, и ею возвращает жизнь земле после того, как смерть ей наступила. В этом поистине знамение для тех, которые прислушаться готовы. Поистине для вас даже в скоте таится назидание Господне. Мы из того даем вам пить, что образуется в их теле, между экскрецией и кровью, молоко, которое и чисто, и приятно для тех, кто пьет его. Из пальмовых плодов и виноградных лоз вы пищу добрую находите себе, и опьяняющий напиток здесь истинно знамение для тех, кто разумеет. И твой Господь вменил пчеле: устраивай себе жилище в горах, в деревьях и в людских постройках. Питайся всякими плодами, летай смиренно по путям, проложенным твоим владыкой. Из внутренности их питье выходит, что различается по цвету, в котором врачевание для людей, и здесь поистине знамение для тех, кто размышлениям предается. Аллах творит вас, а потом на упокой вас забирает. Среди вас есть те, кто, погружаясь в немощь дряхлых лет, лишается всего богатства знаний, которым он владел в былые времена. Аллах поистине всезнающий, могуч. В раздаче жизненных даров Аллах одних из вас другим предпочитает, но те, которым предпочтения даны, не отдадут и части своей доли невольникам, которыми владеют, чтоб с ними в этом наравне не быть. Неужто и теперь они посмеют отрицать ту милость, что Он им назначил? Аллах вам дал супруг из вас самих, и от супруг вам дал детей и внуков, и одарил благами вас. Так неужели они верят в ложь, неблагодарно отвергая Его милость? И чтят они с Аллахом наравне того, кто им ни с неба, ни с земли не в состоянии потребное доставить. Не проводите же подобий относящихся Аллаху, и не зовите в равные Ему. Аллах поистине все знает, вам неизвестно ничего.
Аллах приводит вам сравнение. Невольник – раб, который не владеет истинно ничем, и тот, которого прекраснейшим уделом мы наделили от себя, и он расходует на милость из него, открыто или тайно. Сравнили друг другу эти двое. Хвала Аллаху нет, но большинство из них того не понимает. Аллах приводит вам сравнение. Один немой, который ничего не может, и в тягость господину своему, куда б его он ни послал, с добром не возвратится он. Так неужели наравне он с тем, кто к справедливости зовет и на прямом пути деяет? И лишь Аллах владеет сокровенным неба и земли. Его решение о приходе часа, мгновение ока или еще быстрее. Аллах поистине над каждой вещью мощен. Аллах извел вас из утробы ваших матерей, лишенными любого знания. Он дал вам слух и зрение, познание и чувство, чтобы вы могли быть благодарны. Разве не видят они птиц, держащихся в пространстве неба, послушно воле своего Творца? Так удержать их может лишь Аллах. В этом поистине знамение для тех, кто верует в Него. Аллах вам дал очаг в ваших домах и дал жилище вам из шкур скота, которые легки для переноса, когда вы отправляетесь в поход или в переездах делаете остановку, из шерсти их, щетины или волос, вам бытовая утварь на походный срок. И из того, что сотворил Аллах, Он дал вам тень, убежище средь гор построил, одежды дал, что от жары спасают вас, и дал одежды вам, что вас от ярости друг друга защищают. Так завершает Он свою вам милость, чтобы Ему вы предались. Но если же они отворотятся, то на тебе, о Мухаммад, лишь передача ясная Господнего послания. Благодеяния Аллаха им понятны, потом же отрицают они их, ведь большинство из них в своем неверии неблагодарны. Настанет день, когда от каждого народа восставим мы свидетеля их дел, и вот тогда не будет разрешения дано таким, кто не уверовал в Аллаха, не оправдать себя в том мире, не искупить вину, вернувшись в этот мир, и милость им оказана не будет. Тогда увидят те, что были беззаконны, кару, она не будет смягчена для них, и им не получить отсрочки. А те, что предавали соучастников Аллаху, когда увидят соучастников своих, Владыка наш, воскликнут: вот наши соучастники, которым мы взывали наравне с тобой, но те ответно им бросят слово: лжецы вы, истинно и только. В тот день они Аллаху явят полную покорность, от них исчезнет то, что они лживо измышляли. Для тех, кто не уверовал в Аллаха и совратил с его пути других, мы будем кару к каре прибавлять за то, что сеяли нечестие и смуту. Настанет день, когда из каждого народа мы против них свидетеля их дел поставим, а против этих тебя свидетелем, о Мухаммад, мы приведем. Мы ниспослали тебе книгу для разъяснения всего, как руководство, благовестие и милость для мусульман, предавшихся Господней воле. Аллах повелевает справедливость, благодеяние и щедрость близким. Он запрещает мерзость, беззаконие и бунт. Он вразумляет вас, что вы размыслили и обратились. Так соблюдайте ж договор с Аллахом, когда в него уже вступили вы. Не нарушайте ваших клятв, когда вы их уже скрепили. Ведь вы назначили Аллаха поручителем за вас, Ему же истинно известно все то, что делаете вы. Не будьте вы подобны той, что распустила свою пряжу после того, как накрепко свела отдельные ее плетения.
Не обращайте своих клятв в объект доходного обмана между собой, когда из вас одна община числом поболее другой. Этим Аллах испытывает вас. В день воскресения Он ясно вам покажет все то, в чем расходились вы. И будь на то желание Аллаха, Он сделал бы вас всех одним народом веры, но Он всеведением Своим желает одних оставить во грехе блуждать, других направить благосклонно, и непременно спросят вас о том, что вы творили по Своей угоде. И не используйте вы клятв своих, как средство вероломного обмана, чтоб, поскользнувшись, ваши ноги не опрокинули с пути вас, после того, как они твердо встали на него, чтоб не вкусить вам зло за то, что совратили вы людей с пути Аллаха, и вам великое за это наказание. За договор с Аллахом мизерную плату не берите. Для вас ведь то, что у Аллаха поистине гораздо лучше, о, если бы вы только знали. Все, чем владеете вы здесь, со временем иссякнет, что у Аллаха остается навсегда, и воздадим мы терпеливым их награду по соответствию их лучших дел. Тот, кто творит добро и верует в Аллаха, будь то мужчина или дева, тому мы жизнь благодатную даруем и воздадим награду им по соответствию их лучших дел. Когда читаешь ты Коран, проси защиты у Аллаха от сатаны, гонимого камнями. Поистине нет власти у него над теми, кто уверовал в Аллаха и на него свои надежды возлагает. Он власть имеет лишь над теми, кто избирает покровителем его и соучастников Аллаху прочит. Когда одно знамение Корана другим мы заменить изволим, ведь истинно Аллаху лучше знать, что Он не спосылает, то говорят они: ты выдумщик и только. Нет, большинство из них не знает. Скажи им: Дух Святой низвел его воистине от вашего владыки, чтобы верных утвердить на праведной стезе, и чтобы стал он руководством для людей и благовестием для всех предавшихся Аллаху. Поистине мы знаем о том, что говорят они, ведь учит этому его всего лишь человек, хотя язык того, кого они обложно называют, чужеземный, а этот же язык арабский, ясный. Те, кто не верует в знамения Аллаха, Аллах прямым путем не поведет, для них мучительная кара. Ведь измышляют ложь лишь те, кто не уверовал в знамения Господни, они-то истинно лжецы. Над теми, кто отверг Аллаха после того, как он уверовал в Него, помимо тех, кто приневолен был к тому, а сердцем же остался твердым в своей вере, над теми лишь, кто грудь свою неверию открыл, отяготеет гнев Аллаха, и наказание великое прибудет. И это им за то, что возлюбили они жизнь в этом мире, больше наградной вечности в другом. Неверных же Аллах не направляет. И это те, на чьи сердца, глаза и уши наложена печать всеведением Аллаха. Они беспечны и не внемлют. И, несомненно, в вечности другого мира они убыток тяжкий понесут. Но к тем, кто в чуждые края переселился после тяжелых испытаний, потом все силы и терпение свое в борьбе за веру положил, Господь твой после этого к ним будет поистине прощающий, милосердный. Настанет день, в который каждая душа придет на суд и будет защищаться, и каждая будет верно воздана за то, что предварили ей ее деяния, и им не нанесут обид несправедливо.
Аллах приводит в притчу город, что пребывал в спокойствии и мире, и в изобилии к нему со всех сторон потребное для жизни приходило, но не признал он милости Аллаха, и вот тогда одел его Аллах в одежды голода и страха за злодеяния жителей его. Из них самих пришел посланник к ним, они же как лжеца его отвергли, и поразила их Господня кара, когда они, не внемля увещанием, по-прежнему творили зло. Берите ж в пищу то, что вам Аллах дарует, дозволенное и благое, и благодарны будьте милости Его, коль Он есть тот, в кого уверовали вы. Он запретил вам в пищу только мертвечину, кровь и свинину, и всякую живую тварь, что с именем других, а не Аллаха, была заколота для пищи. Но кто принужден будет к этой пище, без нечестивости и своевольного непослушания, так ведь Аллах прощающий, милосерд. Какую б ложь вам ваши языки не издавали из корысти, не говорите никогда «сие дозволено, сие запрещено». Чтоб приписать Аллаху ложь, не благоденствовать поистине таким, кто ложь возводит на Аллаха. Их наслаждение в этом мире кратко и ничтожно, в другом же им болезненные муки. А тем, кто следует иудаизму, мы запретили то, о чем тебе поведали мы раньше. Не мы несправедливы были к ним. Они к самим себе несправедливы были. Но истинно Господь твой к тем, кто по неведению совершит дурное, потом раскается и зло добром покроет, Господь твой после этого всего будет прощающий, истинно и милосерд. Был Ибрахим поистине имамом, покорно преданным Аллаху, истинный ханиф, и не был он из многобожников неверных. Он благодарным был за милости Аллаха, и он избрал его и праведным путем направил. Мы даровали ему благо в этой жизни, а в будущей ему средь праведников быть. Потом тебе мы в откровении внушили: ты следуй вере Ибрахима, верного ханифа, ведь не был он из многобожников неверных. И лишь для тех была назначена суббота, что разошлись в вопросе соблюдения ее. Но в день их воскресения на суд Господь твой истинно рассудит между ними все то, в чем разошлись они. Зови на путь Господень мудростью и добрым наставлением, и с ними спор достойным образом веди. Поистине Господь твой лучше знает тех, которые сошли с его пути, и лучше знает тех, которые идут прямой стезею. И если вы хотите наказать кого-то за обиду, наказывайте в равной степени тому, чем прежде наказали они вас. Но если вы великодушно предпочтете снести обиду терпеливо и простить, то это лучше по Господнему завету для тех, кто терпелив и ближнему прощает. Так будь же терпелив, о Мухаммад! Твое терпение только в ведении Аллаха, о них печалиться не надо. Пусть их коварные уловки стеснением тебе не давят грудь. Аллах поистине лишь с теми, которые страшатся Его гнева, и с теми, кто творит добро. Сура 17. Ночной перенос. Аль-Исра. Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного. Хвала тому, кто своего служителя велением Всевышним переместил в единоночие из Аль-Харам мечети в Мекке в мечеть Аль-Акса Иерусалима, окрестности которой мы благословили,
чтобы явить ему из наших откровений. Ведь истинно он слышит все и зрит во вся. Мы даровали Мусе книгу, и руководством сделали сынам Израиля ее. Вы не берите в покровители себе, кроме меня. О вы, потомки тех, которых мы перенесли в ковчеге с Нухом, поистине он благодарным был служителем моим. И мы в Писании сынам Израиля в предупреждении определили: поистине вы совершите беззаконие на сей земле 2 раза, и возгордитесь гордостью великой, и будете за то наказаны сурово. Когда за первое из них угроза оправдалась, на вас послали мы служителей своих, что обладали мощной силой. Они проникли в сокровенные места ваших жилищ, и тем исполнилась угроза. Потом мы жаловали вам возврат удачи против них, добром обогатили вас и сыновьями, и сделали вас большей ратью. И если вы добро творили, вы это делали себе на пользу. А если вы творили зло, его вы делали опять же для самих себя. Когда пришел черед предупреждению второму сбыться, мы разрешили вашим недругам былым обезобразить ваши лики и в храм войти, как в первый раз они вошли в него, и в нем низвергнуть все, над чем возвысилась их сила. Но, может быть, Господь помилует вас вновь, а если вы к грехам своим вернетесь, вернемся к наказаниям и мы, и сделаем мы ад темницей для неверных. Этот Коран поистине ведет к тому, что праведней всего и справедливей, и благовествует всем верным, творящим добрые дела, их ждет великая награда. А тем, кто в будущую жизнь не верит, мы уготовили мучительную кару. Но человек Всевышнему о зле взывает, как если бы он просил себе добра, ведь в неразумности своей он тороплив. Мы сделали мрак черной ночи и свет ликующего дня 2 знамениями для вас. И мы неясным делаем знамение ночи, а ясным делаем знамение дня, дающим видеть все, что будет вам на пользу, чтоб вы искали от щедрот Аллаха, чтоб знали вы число и счет годам, и мы распределили всякую вещь по должному и ясному порядку. Мы к шее человека прикрепили птицу предвестия добра и зла, и выявим ему в день воскресения книгу его дел, которую открытой он увидит. И прозвучит: «Прочти же книгу дел твоих, тебе достаточно в самом себе составить счет грехов для воздаяния». Кто следует прямым путем, тот им идет себе на благо. Кто в заблуждении блуждает, блуждает самому себе во вред. И ни одна обремененная душа не понесет чужое бремя. И никогда никто не был наказан нами, пока мы не послали к ним посланника с предупреждением о каре и наставлением на правый путь. Когда хотели мы разрушить город за смертные грехи его людей, мы слали повеление тем из них, кто был в нем одарен благами, и все ж нечестий творил. Тогда над ним оправдывалось слово, и мы его до основания разрушали. Мы после Нуха сколько поколений погубили. Достаточен Господь твой в сущности своей, чтоб знать и видеть прегрешения своих слуг. Кто хочет мимолетных благ сей жизни, тому мы в ней спешим доставить то, что мы угодою своей дадим тому, кому желаем, потом ему назначен нами ад, чтоб в нем горел он, порицаемый и жалкий. А те, кто ищет
вечность будущего мира и с должным тщанием к нему стремиться, предавшись Богу всей душой, они есть те, усердие которых с благодарением приемлет Бог. Прострем на всех мы, тех и этих, дары владыки Твоего, и никогда Господь Твой никого не обделит щедротами Своими. Смотри, как мы уделом в этом мире одних перед другими предпочли, а ведь последняя обитель по степеням и превосходству больше. О человек, не полагай других богов Аллаху, чтоб не быть покинутым в бесчестии и сраме. И ваш Господь повелевает, чтоб поклонялись вы единому Ему, и чтоб к родителям своим благодеяли, а если кто-нибудь из них или оба достигнут старости в ваш век, не говори презрительное пфи и не кричи на них, а речь веди пристойно с ними. По милосердию и кротости души простри крыло смирения пред ними и говори: Господь, пошли им милость, подобно той, с которой у меня, младенца, они взрастили с колыбели. Господь ваш лучше знает, что у вас в душе, и если ваши праведные деяния, поистине прощающий Он к тому, кто лик к Нему свой обращает. Дай ближнему все должное ему, и бедняку, и путнику дай кров и пищу, но с безрассудностью добро не расточай. Ведь расточители — собратья сатаны, а сатана и Богу своему неблагодарен. Но если все ж от них ты отвернешься, и для себя щедрот Господних будешь домогаться, то с ними кротко говори. И не привязывай ты руку к шее, и не вытягивай на всю длину, чтоб не остаться порицаемым за скупость или обнищавшим от напрасных трат. Господь твой щедро простирает удел тому, кто мил ему, или по мере раздает, ведь знает он и зрит деяния своих слуг. Из страха обеднеть своих детей не убивайте. Мы пропитаем и их, и вас, ведь убивать их — грех великий. Не приближайтесь к блуду вы, ведь это срам и путь к дурному. Не убивайте душу, что Аллах запретной для убийства сделал, иначе как по праву данному Всевышним. А если кто-нибудь убит несправедливо, мы дали ближнему его власть возместить убийцы. Но пусть в отместном убиении своем не приступает он дозволенные грани, ему ведь истинно закон уже помог. Не приближайтесь вы к имуществу сирот, иначе как размер его улучшить до достижения ими зрелых лет, и будьте верны обязательствам своим, ведь с вас об этих обязательствах и спросят. И будьте верны в мере вы тогда, когда вам надлежит отмерить, и вес давайте на весах, которые не лгут, в конечном счете это праведнее и лучше. Не надо следовать тому, чего не знаешь. Поистине, за каждый твой неверный шаг твой слух и зрение и сердце будут ответ держать пред ним. И не ходи ты горделиво по земле, тебе ее не разверсти на части, и гор по росту не достичь. Все это ненавистно и презренно в деснице Бога твоего. Это лишь часть того, что твой Господь по мудрости своей тебе поведал. И не твори с Аллахом наравне другого Бога, иначе будешь ввергнут в ад презренным и отверженным навечно.
Неужто только вам одним Господь сынов предоставляет, себе же дочерей из ангелов берет? Вы говорите истинно чудовищное слово. И мы поистине в Коране этом изложили все, чтоб поразмыслили они и приняли предупреждение, но это лишь сильнее отчуждает их, усиливая отвращение. Скажи, ведь если бы другие боги существовали вместе с ним, как это говорят они, тогда они бы, несомненно, путь отыскали к властелину трона. Хвала ему! Превыше он того, что говорят они, великой высоты властитель. И воздают ему хвалы земля и 7 небес, и все, что есть на них. Нет ничего, чтобы его не прославляло. И все же только вам одним их прославления неясны, он истинно воздержанный, прощающий. Когда читаешь ты Коран, мы ставим скрытую завесу между тобой и теми, кто не верит в будущую жизнь. И мы кладем на их сердца покровы, чтобы они его не понимали, а уши закрываем глухотой, когда о Господе твоем в Коране ты говоришь как о едином, они воротят свои спины и бегут. Мы знаем лучше, каково намерение их, когда они приходят тебя слушать, когда в беседах тайных говорят между собой, а говорят неправедные так: вы следуете лишь тому, кто неземными чарами опутан. Ты посмотри, какую притчу тебе они пытаются предать. Они в глубоком заблуждении и никогда не смогут отыскать пути. И говорят они: неужто, обратившись в прах и кости, мы будем вновь воскрешены, как новое творение? Скажи им: да, будь вы камнями даже или железом, или другим каким-либо творением, которое по скудости ума вам представляется немыслимым для воскрешения к жизни. И скажут они вновь: кто ж нас вернет? Скажи: кто создал вас первоначально? Тогда они качнут своими головами по направлению к тебе и скажут: когда случится это? Скажи: быть может, очень скоро. То будет день, когда он призовет вас, и прославлением ему вы отзоветесь, и вам покажется, что между воскресением и смертью так мало времени прошло. Скажи служителям моим, чтоб говорили они то, что лучше, поистине между ними сатана желает несогласие посеять, а сатана для человека явный враг. Господь ваш лучше знает вас, и если есть на то его угода, он даст вкусить свою вам милость, а если той угоды нет, вкушайте наказание сполна. Тебя мы поручителем за них не посылали. И знает лучше твой Господь, кто в небесах и на земле пребудет. И мы возвысили одних пророков над другими, Дауду дали мы псалтырь. Скажи: взывайте к тем, кого кроме него богами вы себе вообразили. Не в состоянии они ни отвратить от вас невзгоды, ни участь вашу изменить. Ведь те, к кому они взывают, желают сами обрести заветный доступ к своему владыке. И даже те, кто ближе всех к нему, ждут милости его и наказания страшатся, ведь наказание владыки твоего поистине остерегаться надо. Нет ни единого селения, которое мы не погубим или не подвергнем жесточайшей каре, до дня их воскресения на суд. Все это в книге наших уложений. Удерживает нас от низведения знамений лишь то, что прежние народы их отвергли. Так мы верблюдицу послали к самудянам,
чтобы они могли прозреть, они же поступили с ней несправедливо. Поистине, знамения мы шлем лишь для того, чтоб ими их увещевать. И вот сказали мы тебе: Господь твой истинно объемлет род людской. И мы тебе видение явили, доступно глазу твоему, лишь испытанием на веру для людей, и дали тебе видеть дерево заккум, что проклято в Коране. Мы устрашаем их, и все же сие лишь увеличивает в них и без того большое непокорство. И вспомни, как мы ангелам сказали: Адаму низко поклонитесь, и те склонились перед ним, кроме надменного Иблиса. «Мне ль кланяться тому, — ответил он, — кого ты сотворил из глины?» И далее сказал: «Ты видишь, это тот, кого почтил ты больше, чем меня. Если ты дашь отсрочку мне до дня их воскресения на суд, я подчиню его потомков своей власти, за исключением немногих». Господь ответил: «Прочь иди, а тем из них, что за тобой пойдут, поистине вам будет воздаянием ад, к тому же полным воздаянием. Введи в соблазн тех из них, кого сумеет совратить твой голос, и направляй на них все воинства твои, и соучаствуй с ними в их добре и детях, давай заманчивые обещания, ведь сатана умеет обещать лишь для обмана. И все ж над слугами моими поистине нет власти у тебя, и покровительства владыки твоего вполне достаточно, чтоб уберечь их. Господь ваш тот, кто гонит вам корабль по морю, чтоб вам снискать дары его щедрот, поистине он милосерден к вам и щедр. Когда постигнет вас беда на море, то тех, кому взывали вы, кроме него, нет рядом. Когда ж спасенными от бед мы вас на сушу возвращаем, вы отвращаетесь от нас, как человек поистине неблагодарен. Ужель избавлены вы от того, что он не повелит вас поглотить, разверзнув часть земли под вашими стопами? Или не обрушит ураган на вас, и уж тогда вам не найти защиты? Или вы не опасаетесь, что он еще раз возвратит вас в море и не спошлет на вас смертельный шторм, что вас погубит, потому что вы неверны, и уж тогда вам против нас помощника себе не отыскать? Мы оказали честь сынам Адама, мы их носили по земле и по морям, и наделяли их благими, чистыми дарами, и их возвысили над многим из того, что сотворили. Настанет день, когда мы призовем весь род людской с наставником от каждого народа, и тот, кому представят книгу дел их в правую руку, с великой радостью ее прочтет, и им обид не причинят даже на йоту. А кто был слеп на этом свете, слепым останется и в том, и еще больше сбившимся с пути. Поистине, они тебя едва не совратили от того, что мы тебе поистине открыли, и чтоб ты нам другое ложно приписал, тогда они тебя бы взяли своим другом. И если б мы тебя не укрепили в вере, ты бы, возможно, и немного к ним склонился. Тогда бы дали мы тебе вкусить двойную долю нашей кары, и в этом мире, и по смерти. И против нас тогда, о Мухаммад, помощника бы ты не отыскал. И их намерением было с этой земли изгнать тебя испугом, чтоб навсегда ты от нее был отлучен, и уж тогда пробыть им там после тебя недолго б оставалось. Таков наш принятый уряд с пророками, которых до тебя мы слали, и в нем ты изменений не найдешь. Твори молитву всякий раз, когда клонится солнце к мраку ночи, а на рассвете дня читай Коран,
ведь чтение на утренней заре поистине свидетели имеет. И бдением в полночные часы усердствуй в всем благочестивом деле, по доброй воле для души своей, и место славное тебе Господь твой истинно доставит. Скажи: о мой Господь, введи меня вратами истины и чести, и выведи меня вратами истины и чести, и дай мне в помощь от Тебя могущество и власть. Скажи: явилась истина, и ложь исчезла, ведь ложь обречена на исчезание. Через Коран мы посылаем то, что служит исцелением души и милостью для верных, а для неверных лишь потери увеличит. Когда мы благоденствие даруем человеку, он отвращается и остается вдалеке от нас. Когда же постигает его зло, он в безрассудное отчаяние впадает. Скажи: каждый ведет себя по соответствию душевному настрою, и знает лучше ваш Господь таких, чей путь прямее. Они тебя о сути Духа вопрошают. Скажи: Дух от веления владыки моего, и скудно ваше знание о том, что вам дается. И если б мы того желали, мы бы у тебя могли отнять то, что открыли в откровении тебе, и ты тогда бы против нас защитника себе не отыскал. Помимо милосердия от твоего владыки, его щедроты для тебя поистине огромны. Скажи: когда б соединились люди все и джинны, чтобы создать подобное Корану, они б не создали подобного ему, хотя одни из них другим и оказали бы поддержку. В этом Коране мы для наставления людей истолковали притчи разного значения, и все же большинство людей не пожелали ничего, кроме упорного неверия в Аллаха. И говорят они: тебе мы не поверим, пока не изведешь нам из земли источник животворной влаги. Или, имея сад из пальм и виноградных лоз, ты между ними не прольешь стремительные реки. Или на нас небесный свод не спустишь кусками, как пророчествуешь ты. Или с Аллахом не придешь и ангелов нам не представишь. Или если у тебя не будет дома с золотым убранством, или если ты по лестнице на небо не взойдешь, да и тогда мы не поверим в восхождение твое, пока ты нам не спустишь книгу, которую могли бы мы прочесть. Скажи: хвала владыке моему, неужто не являюсь я обычным смертным человеком, кто на посланничество Господом назначен? Мешает людям веровать в Аллаха, когда пришло к ним руководство, лишь то, что говорят они: ужель Аллах посланником назначил человека, такого же смертного, как мы? Скажи: если бы ангелы спокойно обосновались и ходили по земле, мы бы им ангела посланником с небес свели. Скажи: достаточно свидетельства Аллаха в вопросах между мной и вами, ведь о служителях своих Он сведущ и всевидящ. Идет прямым путем лишь тот, кого Аллах своим всеведением направит. Кого ж блуждать в грехах оставит Он, тому защитника ты не найдешь, кроме Него. В день воскресения на суд мы соберем их всех, слепых, немых, глухих, ничком униженно лежащих, пристанище им огонь ада. И всякий раз, когда огонь слабеет, его усиливаем мы. Таким им будет воздаяние за то, что не поверили в знамения наши и говорили: неужто, обратившись в прах и кости, мы будем вновь воскрешены, как новое творение? Ужели они не видят, что Аллах,
кто создал небеса и землю, способен сотворить подобных им. Он им назначил срок, в котором нет сомнения, и все ж неверные отвергли все, кроме упорного неверия в Аллаха. Скажи, если бы владели мы сокровищами милости Господней, то и тогда бы вы их при себе держали, боясь растратить их на нужды ближних. Поистине скуп человек безмерно. Мы дали Мусе 9 ясных знаков. Спроси сынов Израиля о том, когда он к ним пришел, то фараон сказал: «Мне кажется, что ты, о Муса, дурными чарами опутан». Ответил он: «Ты знаешь, что свести это возможно лишь властелину неба и земли, как несомненные свидетельства Господней воли, и полагаю я, что ты, о фараон, на гибель обречен Всевышним». Тогда задумал фараон убрать их всех с лица земли, но потопили мы его и тех, что были с ним, все до едино. И вслед за этим мы сынам Израиля сказали: «Живите на земле, как должно вам, а уж когда наступит время сбыться обетованию последней жизни, тогда мы вместе соберем вас всех». Мы ниспослали в истине Коран, и в истине нисшел он свыше. Тебя же мы, о Мухаммад, лишь благовестником и увещателем послали. Коран мы разделили на аяты, чтобы людям ты читал его не сразу, а делал промежутки в чтении. И потому не спосылали мы его ни с посыланием, что временем разнилось. Скажи, о Мухаммад, поверите ли в него вы или нет? Но те, кому было дано познать Писание, что до него пришло, когда читают им его, ниц падают на бороды свои, простершись благовейно. И говорят они: «Хвала владыке, поистине свершилось обещание его». Они ниц падают на бороды свои, льют слезы умиленно, и это увеличивает в них смирение и кротость пред Всевышним. Скажи, о Мухаммад, взываете ли вы к Аллаху или призываете Рахмана, каким бы именем его вы ни назвали, ему принадлежат прекраснейшие имена. Свою молитву громко не читайте, но и шептать ее не надо, держитесь среднего пути. И скажи: хвала Аллаху, кто в величии своем ни сыновей, ни соучастников в господстве не имеет. Его могуществу нужды в поддержке нет, и, величая, возвещай величие его. Сура 18. Пещера. Аль-Каф. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, кто своему слуге Писание низвел и в нем не допустил извилин, в смысле Писание прямое, без уверток, чтобы напомнить нечестивым о наказании великом, а тех, кто верует и делает добро, обрадовать благою вестью, что им прекрасная награда, и в ней им вечно пребывать. Чтобы остеречь таких, кто говорит: Аллах взял сына на себя. У них нет знания об этом, и не было его у их отцов. Греховность слова, выходящего из уст их, столь велика, как и сам грех. Они лишь ложь высказывают этим. Быть может, ты, о Мухаммад, себя до смерти доведешь, отправившись в небытие по их следам, от горя, что они не верят этому посланию. Все то, что существует на земле, мы сделали ей украшением, чтобы испытать, кто лучше из людей по их поступкам. И мы поистине со временем все обратим на ней в бесплодную сухую почву.
Ты думал ли когда-нибудь о том, что обитатели пещеры и Ракима были одними из чудес среди знамений наших? Укрылись отроки в пещере и сказали: Господь наш, ниспошли нам милосердие Твое, уверь нас в правоте наших деяний. И мы на долгие года в пещере им закрыли уши. Которая из двух общин лучше сочтет предел тех лет, что провели они в пещере? Тебе поистине мы повествуем сказ о них. Поистине то были отроки, которые уверовали в Бога, и их усердие на праведном пути мы укрепили. И укрепили их сердца, когда они стояли там и говорили: Господь наш, Бог земли и неба, мы никогда не будем призывать, кроме Него, иного божества, иначе мы поистине сказали бы такое, что вышло бы за предел дозволенного им. А эти, наши горожане, других богов, кроме Него, для поклонения себе призвали. Тогда им почему бы не представить свидетельство на власть этих богов? И есть ли нечестивее того, кто ложь возводит на Аллаха? Когда оставите вы их и тех, кого они кроме Аллаха призывают, то отправляйтесь для укрытия в пещеру, прострет Господь свою вам милость и к лучшему дела устроит вас. И ты бы видеть мог, как солнце на восходе клонилось от пещеры вправо, а на закате слева обходило их. Они же лежали на пространном месте посреди. Это одно из множества знамений наших. Кому Аллах указывает путь, тот следует прямой стезею. Кого блуждать Он оставляет, тому не отыскать себе ни покровителя и ни вожатого по жизни. И ты бы мог подумать, что они не спят, хотя они на самом деле спали. И мы направо и налево поворачивали их, а их собака обе лапы протянула на порог, и если б в этом виде ты их усмотрел, ты бы от них пустился в бег и был бы в страх от них повергнут. Потом мы разбудили их, чтобы они друг друга расспросили. Один из них спросил: «Как долго здесь вы находились?» Они ответили: «Мы находились здесь, возможно, день или часть его». И вновь они сказали: «Господь ваш лучше знает то, как долго здесь вы находились. Ну а теперь пошлите в город одного из вас с этой серебряной монетой, что при вас осталось. Пусть он посмотрит, у кого еда почище, и принесет вам все, что нужно из нее, но чтобы вел себя он скромно и никому о вас не сообщал. Ведь если обнаружат они вас, то забросают вас камнями или принудят веру их принять, тогда вам никогда не знать Господней благодати». Так известили мы о них, чтобы сограждане их знали, насколько истинно обетование Аллаха, и чтобы не было сомнения о часе. Смотри, они уж разошлись между собой. В их деле о 7 заснувших одни сказали: «Соорудите дом над ними». Но знает лучше их Господь про них. И те, что одержали верх в их деле, сказали: «Поистине над ними мы построим храм». И о числе заснувших спорить они будут. Их было 3, а 4-м был их пес. Другие скажут: 5 их было, а 6-й их пес. Строя догадки относительно того, чего не знали, иные скажут: 7 их было, а их пес 8-й. Скажи: Господь мой лучше знает их число, и лишь немногие об этом знают. Ты с ними в спор об этом не вступай, коль этот спор не может разрешиться прямо, и никого из них не спрашивай о них. И никогда не говори о совершении чего-то: «Я это завтра совершу», при этом не добавив: «если на то будет Господня воля».
А если все-таки забудешь, то вспомни Бога своего и сразу же скажи: быть может, мой Господь меня приблизит к пути прямому, что лежит к познанию сего. И пробыли они в своей пещере 300 лет, и к этому прибавить должно 9. Скажи: Аллаху лучше знать, как долго находились они там. Лишь Он владеет сокровенным неба и земли, как ясно видит Он, как верно слышит. У них, кроме Него, нет покровителя другого, и не берет Он никого в участники своей управы. Читай и проповедуй то, что явлено тебе из книги Бога. Нет никого, кто смел бы изменить Его слово, и ты убежище себе не обретешь, кроме того, что Он тебе назначит. Живи душой в согласии и мире с теми, кто на восходе дня и на закате солнца взывает к Господу в молитве, ища Его благодарения. От них глаза не отводи, желая блеска ближней жизни, и не иди на поводу у тех, сердца которых мы забвению предали, к воспоминанию о нас, кто следует своим страстям и чьи дела идут вразрез с благими. Скажи: исходит истина от Бога твоего, кто хочет, тот уверует в Него, кто хочет, тот останется неверным. Мы для неверных уготовили огонь, что их пылающим шатром окружит, а если возмолят о помощи они, помогут им водой, что будет как расплавленный металл, обваривать их лица. Какое мерзкое питье, как непристойно место упокоя! Но тем, кто верует и доброе творит, поистине мы не дадим погибнуть награде тех, кто делает добро. Для них сады реками омовенны, они украсятся в браслеты золотые, оденутся в зеленые наряды из атласа и парчи. Там на седалищах прекрасных восседая, какая славная награда, какое благостное место упокоя! Ты предложи им в притчу 2 людей. Мы одному устроили 2 виноградных сада, вокруг которых посадили пальмы, а между ними злаковые нивы развели. И оба сада принесли свои плоды. Мы ничего из них не погубили, а между ними реку провели. Хозяин сада получил обильные плоды и в разговоре другу своему сказал: «Тебя богаче я имуществом своим и сыновьями больше славен». И горделиво он вошел в свой сад, обидев собственную душу, и сказал: «Не думаю, чтобы пропасть могло когда-нибудь все это. И я не думаю, что час настанет, а если к Богу моему я буду возвращен, то, несомненно, я взамен найду там лучшее, чем это». Но друг его с ним в разговоре отвечал: «Ужель не веруешь в того, кто сотворил тебя из праха, потом из капли, а потом и выровнял, и соразмерил человеком? И что касается меня, я верую, это Аллах, Господь мой, и в соучастники Ему я никого не призываю. И что ж тебе не говорить, входя в свой сад, на все Господня воля, и лишь с Аллахом мощь моя? Если сегодня видишь ты меня, бедней себя деньгами и детьми, как знать, быть может, мой Господь мне завтра даст получше, чем твой сад, ну, а на твой пошлет ненасти с неба, и он мгновенно в пустошь обратится. Или уйдут под землю его воды, и ты их не сумеешь отыскать. И были гибелью объяты все его плоды, и стал в отчаянии ломать он свои руки, горюя от того, что он в свой сад вложил. А ныне он стоял до основания разоренный, и говорил он: «Горе мне, о, если б только к Богу моему я никого не призывал!» И не было таких, кто
кто помощь оказал ему против Аллаха, а сам он справиться с бедой не мог. Лишь у Аллаха, истинного Бога, ищи защиты и спасения себе. Нет никого лучше Его в даянии наград и лучшего исхода. Ты приведи им в притчу жизнь в этом мире. Она точно вода, которую мы с неба шлем, растительность земли ее поглотит и буйно расцветет на миг, но вот гляди, она уже иссохла и превратилась в сор сухой, что распыляется в небытие ветрами. Аллах поистине над всякой вещью властен. Богатство ваши, сыновья, лишь украшение вам в этой жизни. А то, что пребывает вне суеты земного бытия, дела благие, есть лучшие пред Господом твоим, и по награде, что за праведность воздаст Он, и по надеждам, что исполнится Его велением. В тот день, когда мы сдвинем с места горы, и ты увидишь землю плоской, мы соберем их всех и не оставим без внимания никого. Они предстанут перед Господом твоим рядами, и скажет Он: вот вы вернулись к нам в том виде, в котором вас мы сотворили изначально. Но нет же, вы всегда считали, что мы не назначали встречи вам на срок определенный, и книга дел будет положена пред ними, и ты увидишь грешных в страхе от того, что в ней, и они скажут: горе нам, что это за книга, что не осталось ни единого деяния, которое она бы не сочла, сколь малым ни было б оно или великим. Они найдут там налицо все то, что совершили, и твой Господь ни одному из них не нанесет обид несправедливых. И вот мы ангелам сказали: Адаму низко поклонитесь. И те в поклоне пали перед ним, кроме надменного Иблиса, кто был одним из джиннов и не исполнил повеления Бога своего. Так неужели вы его и отпрысков его возьмете в покровители себе вместо меня? Они же вам враги. Как же порочна эта мена для неверных! Я их не звал свидетелей творения небес, земли и их самих, и я не стал бы брать в помощники себе таких, которые с пути сбивают. В тот день он скажет: призовите тех, которых мне вы в соучастники предали. Они их призовут, но те им не ответят, и мы воздвигнем пропасть между ними. А грешники увидят огонь ада, предчувствуя, что попадут в него, но не найти им от него спасения. В этом Коране привели мы людям притчи, несущие различный смысл, но человек больше всего упорствует в страстях, склоняющих его к неверию. Так что мешает людям веровать в Аллаха, когда пришло к ним руководство, и что удерживает их взывать их Господу, простить их и направить, как только то, чтоб их постигла участь предков или наказание лицом к лицу предстало? Мы шлем посланников своих лишь возвещать добро и увещать от злого, но в своих спорах прибегают лишь к лжи все те, кто не уверовал в Аллаха, чтобы ею истину отвергнуть, и подвергают злым насмешкам знамения мои и то, чем их увещевают. Кто же неправеднее тех, кому напомнили знамения Господни? Они же не признали их и отвратились, забыв о том, что предварили им деяния их рук. Мы их сердца покровами закрыли, чтобы они не поняли его, а в уши положили глухоту, и если ты их призовешь на путь прямой, то и тогда они им не пойдут. Но твой Господь, владыка милосердия и все прощения, и если б Он желал их наказать за то, что их грехи им предварили, то, несомненно, Он ускорил бы их кару, но есть у них назначенный предел. И вот когда он подойдет, им от возмездия его убежища себе не отыскать.
Так погубили мы селения людей, когда их жители нечестие творили, и всякий раз на их погибель мы ставили назначенный предел. Вот Муса своему служителю сказал: «Не отступлю, пока я не достигну места слияния двух морей, хотя бы довелось идти мне годы». Когда они слияния двух морей достигли, они совсем забыли про их рыбу, что прямо к морю дивным образом направила свой путь. А уж когда они вперед ушли, он спутнику сказал: «Ты приготовь поесть нам, наш тяжкий путь нас изнурил». Но тот ответил: «Видишь ли, когда мы у скалы обосновались, забыл про рыбу я, и только сатана забыть меня заставил об этом сообщить тебе. Она же прямо к морю дивным образом направила свой путь». Сказал он: «Этого как раз мы и желали». И оба двинулись назад по своим собственным следам. Они нашли там одного из наших слуг, кому мы даровали милость от себя и научили мудрости и знанию от нас. Муса сказал ему: «Могу ли я за тобой пойти, чтобы меня ты научил хоть части из того, чему научен ты об истинном пути?» Но тот ответил: «Ты не сможешь сохранить терпение со мной. И как тебе быть терпеливым в тех вещах, смысл которых для тебя не ясен?» Муса сказал: «Если Аллаху так угодно, меня найдешь ты терпеливым, я не ослушаюсь тебя ни в чем». Сказал он: «Если ты последуешь за мной, не задавай мне никаких вопросов, пока я к сути твоего вопроса не вернусь». Они отправились в дорогу оба, и лодку повстречав, вошли в нее. Тут он ее внезапно продырявил, и Муса, не стерпев, сказал: «Ты сделал в ней дыру, чтоб потопить сидящих в ней, как странно поведение твое». Ответил тот: «Не я ли говорил тебе, что ты со мной не сможешь сохранить терпение?» «Не укоряй меня за то, что я забыл», — ответил Муса, «и в моем деле на меня не возлагай те тяготы, что мне не вмочь нести». Они продолжили свой путь и шли, пока им юноша не повстречался, и тут убил его попутчик Мусы. И потрясенный Муса, вновь не утерпев, сказал: «Уже любил ты душу, неповинную в убийстве? Ты совершил дурной поступок?» Ответил тот: «Не я ли говорил тебе, что ты со мной не сможешь сохранить терпение?» Муса сказал: «Если тебя я после этого о чем-нибудь спрошу, не позволяй мне путь с тобой продолжить. Это тебе служило б извинением от меня». Они продолжили свой путь, пока не подошли к селению, и жители его о пище не спросили, но те в гостеприимстве отказали им. Они нашли в селении стену, которая была готова развалиться, и тут попутчик Мусы починил ее. Муса сказал: «Если бы ты хотел того, ты мог бы получить за это плату». «Мы разлучимся здесь», — сказал его попутчик, «но прежде я хочу растолковать тебе значение того, о чем тебе так не терпелось знать. Та лодка, что я продырявил, принадлежала беднякам, которые работали на море. Я захотел ее испортить потому, что позади их находился царь, который силою захватывал все лодки. Юнец, которого убил я, его родители благочестивы были в вере, и мы боялись, он им горе причинит своим неверием и непокорством. И мы хотели, чтобы Господь их дал им взамен другого сына, кто будет и душою чище, и милосерднее в сыновьем долге. А что касается стены в селении, она принадлежала двум юнцам-сиротам, и был под нею клад, что им принадлежал. Отец их был благочестив, и потому Господь твой пожелал достичь им зрелости и клад извлечь по благосклонности Господней воли.
Я не своим решением все это совершил, на то была Господня воля. Вот объяснение того, о чем тебе так не терпелось знать. Они тебя о Зуль-Карнайне вопрошают, скажи, я вам поведаю историю о нем. Мы укрепили его мощь на сей земле и дали ему все пути и средства. Он выбрал путь и им пошел. Когда дошел он до захода солнца, то он увидел, что оно садится в воды грязного ключа, а близ него селение народа. Сказали мы: «О Зуль-Карнайн, ты можешь наказать его или явить свое великодушие». Сказал он: «Мы того, кто нечестив, накажем, потом он будет к Богу возвращен, и тяжкой мукой он его накажет. Но тем, кто верует и делает добро, от нас прекрасная награда, и наши повеления им будут даны им добрым словом». Потом другим путем пошел он, пока не подошел к земле восхода солнца и не увидел, что оно восходит над народом, которому не дали мы покрова укрыться от лучей палящих. Он их оставил в том же виде, как нашел, и ведали мы все о нем. И вновь отправился он в путь, пока не подошел к проходу между двумя горами, и у подножия их нашел народ, что мог едва понять какую-либо речь. «О Зуль-Карнайн», они сказали, — «Гог и Магог творят нечестие на земле. Не примешь ли от нас ты дань, чтобы воздвигнуть стену между нечестивцами и нами?» Ответил он: «Могущество, что дал мне мой Господь, мне лучше по награде. Вы мне рабочей силой помогите, и я воздвигну стену между вами. Несите мне куски железа». Когда железом он сравнял пространство между крутыми склонами горы, «Дуйте в кузнечные мехи», — сказал он. Когда железо раскалилось, как огонь, сказал он: «Принесите мне его, я вылью на нее расплавленный металл». И не могли Гог и Магог ни перелезть через нее, ни продырявить. «Сие по милости от Бога моего», — сказал он. «Когда придет обещанное Господом моим, Он обратит ее в мельчайший щебень. А то, что обещает мой Господь, есть истина, что неминуемо свершится. В тот день мы их оставим литься беспорядочной толпой, подобно волнам, спорящим друг с другом, раздастся трубный глас, и мы въедино соберем их. И мы представим ад в тот день перед прозревшими глазами нечестивцев, тех, чьи глаза были завесою закрыты, чтобы знамения мои не распознать, закрыты глухотою были уши, чтобы не мочь услышать слова моего. Ужель неверные считали, что могут взять в защитники себе моих рабов вместо меня? Поистине, мы уготовили им ад, как гостевой прием. Скажи, не сообщит ли вам про тех, кто понесет от дел своих наибольшие потери? Тех, чьи усилия впустую были потрачены в их жизни на земле, они же думали, что делают прекрасные дела. И это те, кто отвергает знамение их Господа и встречу с Ним, дела их в тщету обратятся. В день воскресения мы не дадим им никакого веса. Вот их награда — ад, за то, что не уверовали в Бога, подвергли осмеянию знамения мои и предали моих посланников издевкам. А те, кто верует и делает добро, для тех жилищем будут райские сады, где пребывать навечно им, без всякого желания замены. Скажи, о Мухаммад, если бы воды океанов в чернила обратились для записи Господних слов, поистине они бы иссякли раньше, чем истощились бы словесы Бога моего, если бы мы даже к этому прибавили подобное сему. Скажи,
всего лишь человек я, вам подобный, и мне открылось, что ваш Бог — единый Бог для всех, а кто надежды возлагает на встречу с Господом своим, пусть добрые дела творит, и в почитании Его других божеств не призывай. Сура 19. Марьям. Каф, ха, я, айн, саад. Повествование о милости Господней к Закарии, служителю его и верному слуге. Он тайным зовом к Господу воззвал и возмолил: Господь мой, во мне уж ослабели кости, и голова сверкает сединой, но я в своих молитвах, Господи, к Тебе не оставался никогда лишенным Твоего благоволения. Боюсь я, мои близкие по крови после меня сойдут с Господнего пути. Ну, а жена моя неплодна, дай мне наследника по воле от Тебя. Он будет мне наследовать и родословную Якуба продолжать. Сделай его, о мой Господь, Тебе угодным. Ответом было: Закария, поистине мы благовествуем Тебе о сыне, имя которому Яхья. Мы прежде никого сим именем не нарекали. Сказал он: Господи, как явится мне сын, когда моя жена неплодна, а мои дряхлые года уж подошли к пределу? Тут ангел с ним заговорил и молвил: Твой Господь сказал: это легко мне сделать, ведь прежде сотворил тебя я, когда ты был поистине ничем. Господь мой, молвил Закария, яви свое знамение мне. И был ответ: вот знак тебе. 3 ночи ты с людьми не будешь говорить, при этом сохраняя доброе здоровье. Он вышел из святилища к народу и знаками призвал его хвалу Аллаху воздавать и по утрам, и вечерами. И вот, когда Яхья родился и возраста разумности достиг, ему веление от Господа предстало: Яхья, держись Писания всей мощью. Мы даровали ему мудрость, когда он был еще юнцом. И сострадание к ближнему от нас, и чистоту он благочестие своем Господнего страшился гнева. Добросердечен был к родителям своим, и не был он властолюбив и непокорен. Да будет мир ему в тот день, когда родился, в тот день, когда умрет, и в день, когда он к жизни вновь воскреснет. И вам Писание напоминает историю Марьям. Она от своего семейства удалилась в место, лежащее к востоку от родного очага. Устроив пред собой от них завесу, мы к ней отправили наш дух, и перед ней предстал он в виде настоящего мужчины. Она сказала: «Я ищу спасения от тебя, у милосердного владыки, и если ты его страшишься, ко мне не приближайся ни на шаг». Он отвечал: «Я лишь от Бога твоего посланец, чтобы тебе поведать о Господнем даре благословенного младенца, сына». «Как может быть младенец у меня, — она сказала, — когда ко мне не прикасался ни один мужчина, и не была я никогда распутной?» Ответил он: «Господь твой так сказал. Легко мне это сделать, мы сделаем его знамением для людей и нашей милостью для всех благочестивых, и изъявлением моим событию сему свершится». И понесла она его, и сделалась беременна дитяти, и удалилась с ним в далекие места. А муки при рождении дитяти ее к стволу тенистой пальмы привели, и молвила она: «О, лучше б умереть мне раньше, забытой и забвенной стать до этого всего». И тут под ней раздался голос:
не скорби, Господь твой под тобой провел ручей. И потряси ствол пальмы над собой, она к тебе уронит спелые и свежие плоды. Ешь, пей и прохлади глаза, но если человека ты увидишь, скажи: я милосердному дала обет поста, и говорить сегодня я ни с кем не буду. Она пришла к народу своему, неся младенца сына на руках. Они сказали: «О, Марьям, ты сделала неслыханное дело». «О, сестра Харуна, ни твой отец порочным не был, ни твоя мать блудницей не была». Она ему указала на младенца, как бы ища ответа у него. Они же в изумлении сказали: «Как можем говорить мы с тем, кто все еще младенец в колыбели?» Но тут заговорил младенец: «Поистине я раб Аллаха, Он откровение мне дал и утвердил пророком, и Он меня благословенным сделал везде, где мне не пришлось бывать. Он заповедал мне молитву и очистительную подать, пока живу я на земле, а к матери моей мне благость повелел и послушание, меня не сделал дерзким и лишенным благословения его. Мне мир в тот день, когда я был рожден, и в день, когда умру, и в день, когда воскресну к жизни». Таким был Иса, сын Марьям, по слову истины, касательно которой они в сомнении пребывают. Господнему величию Аллаха не подобает сына брать себе. Субханаху, хвала ему, когда задумано творение им, он молвит: «Будь», и есть оно. И Иса, сын Марьям, сказал: «Аллах поистине и мой Господь, и ваш Господь, так поклоняйтесь же Ему, это и есть стезя прямая». Но среди них разногласят различные общины, и горе тем, кто не уверовал в Аллаха от дня великого, в который им явится зловещая расплата. В тот день, когда они предстанут перед нами, как ясно им увидеть и услышать предстоит все то, чем, увещая, угрожали им пророки, но злочестивые сегодня в явном заблуждении. Предупреди же их о дне страдания и скорби. Этот вопрос уж предрешен. Они же не брегут увещеваниями пророка, и в Господа не веруют они. Поистине наследуем мы землю и тех, которые живут на ней, и к нам лежит их возвращение. И вам Писание напоминает о пророке Ибрахиме. Поистине он праведником был, пророком. Вот своему отцу сказал он: «Мой отец, зачем ты поклоняешься тому, что не способно ни услышать, ни увидеть, и никакой услуги не способно оказать? О мой отец, ко мне явилось знание того, что до сих пор тебя не осенило, а потому за мной ты следуй, прямым путем я поведу тебя. О мой отец, не поклоняйся сатане, он милосердному ослушник. О мой отец, боюсь я, что тебя постигнет кара от милосердного Аллаха, и станешь ты собратом сатаны». Отец сказал: «Ужель, о Ибрахим, ты от моих богов отречься хочешь? Если от этого себя ты не удержишь, тебя камнями непременно я побью. Уйди же от меня и поразмысли некий срок». Ему ответил Ибрахим: «Да будет над тобою мир. Я о прощении тебе буду молить владыку моего, ведь он ко мне благопреклонен. Я отделюсь от вас и от того, что чтите вы о притче Аллаха. Я к Богу моему взову, и, может быть, в призыва к Богу не буду я лишен Его благословения». И вот когда от них он отделился, и от тех, кого они о притче Аллаха почитали, ему Исхака и Якуба даровали мы, и каждому из них мы сделали пророком.
Мы одарили их от милости своей, и речь их сделали на многие века носителем высокой правды. И вам Писание напоминает и о Мусе. Он был поистине особо избран нами, он был посланником и был пророком. Мы с правой стороны горы к нему воззвали, и к нам велели ближе подойти для совершения таинства беседы с нами. От нашей милости мы ему даровали брата Харуна как пророка. И вспомни в этой книге Исмаила, поистине в обещанном он был правдив, он был посланником и был пророком. Он очистительную подать и молитву заповедал народу своему, и Богу своему он был угоден. Напомни об Идрисе в этой книге, поистине он праведником был, пророком, и вознесли его мы высоко. Это всего лишь несколько из тех пророков, кому Аллах явил свое благоволение, из многочисленных потомков Адама и тех, кого носили мы в ковчеге с Нухом, и из потомства Ибрахима, Исраиля, и из тех, кого прямым путем мы повели и милостью своей избрали. Когда читались им знамения милосердного Аллаха, они, простершись ниц, слезами умиления обливались. За ними вслед пришли иные поколения и погубили заповедную молитву, последовав своим желаниям и страстям, и им предстоит погибель встретить. Помимо тех, которые, раскаявшись, уверуют в Аллаха и будут доброе творить, они войдут в сады Эдема, и им обид не причинят ни в чем. В извечные сады Эдема, что милосердный обещал служителям своим внушением тайным, а обещанию его поистине свершится. Им не услышать там пустых речей, одно лишь мир им будет там приветом. Для них там все потребное прибудет и по утрам, и вечерами. Таков тот сад, который мы дадим в наследство тем из служителей своих, кто Божьего страшася гнева благочестив в деяниях своих. А кто высказывает нетерпение на запоздалость благ или знамений, тому ответом будут ангелов слова: «Не сходим свыше мы лишь только по повелению Бога твоего. Лишь одному Ему принадлежит то, что пред нами, позади от нас, и то, что между тем и этим Господь твой ничего не забывает. Господь небес, земли, а также и того, что между ними, так поклоняйся же Ему, и в этом поклонении терпение и стойкость сохраняй. Неужто знаешь ты того, кто именем Его способен называться?» В кощунственном сомнении молвит человек: «Ужель, когда умру, я снова буду к жизни возвращен?» Ужель не помнит человек, что мы его первоначально сотворили, когда он был еще ничем? Поистине, в знак слова Бога твоего мы соберем и их, и дьяволов на суд, потом вокруг огня поставим на колени. Потом из каждой группы извлечем мы тех, кто был особо непокорен словесом милосердного Аллаха. Ведь истинно нам лучше знать таких, кому больше других гореть там надлежит. Нет ни единого среди вас, кто миновал бы этот огонь. В деснице Бога твоего сие указ, задуманный к свершению. Потом мы вызволим оттуда тех, кто был благочестив, а нечестивых там оставим на коленях. Когда им наши ясные знамения читают, то те, которые не веруют в Аллаха, верующим говорят: «Которая из этих двух общин лучше устроена всей жизни и по составу радостней для глаз?» И вспомните, как много поколений до их прихода погубили мы, которые превосходили их по обустройству их общины и по блистательному виду. Скажи: тому, кто в заблуждении пребывает, всемилостивый Бог продлит
предел, пока глазам их не предстанет все то, что обещали им, увещевая от греха, или не предстанет наказание, или час расплаты не придет, тогда им предстоит узнать, кто истинно и местом хуже, и воинством своим слабей. Аллах свое водительство умножит для тех, кто следует прямой стезей. А то, что вне хлопот земного мира пребывает, дела благие, есть лучшие пред Господом твоим, и по награде, что за праведность Он даст, по воздаянию, что Он назначит. Видал ли ты того, кто не уверовал в знамения наши и говорил: конечно, будет мне дано богатство и потомство? Неужто в сокровенное проник он, или с милосердным в договор вступил? О нет, запишем мы, что говорит он, ему усиливая муки, мы будем продлевать их вновь и вновь. Мы унаследуем все блага, о коих он хвастливо говорит, и перед нами он предстанет лишенным всякого добра и покровительства земного. Они себе других богов, опричь Аллаха, взяли, чтоб они стали славой и опорой им. Но нет, они отвергнут это поклонение и станут неприятелями им. Ужель не видишь ты, что мы послали дьяволов против неверных, чтоб, возмущая их, козлу их подстрекать? А потому не торопись им противостоять, мы счет их времени и дел ведем. В тот день, когда мы соберем благочестивых посольством, чтимым перед милосердным, и в ад погоним нечестивых, как гонят скот на водопой, никто вступиться за других там не посмеет, помимо тех, кто дозволение на это от милосердного получит. И, говорят они, взял милосердный сына на себя. Вы этим выразили гнусность, от которой готовы расколоться небеса, разверзнуться земля, пасть прахом горы. От того, что приписали они сына милосердному Аллаху. Господнему величию Аллаха не подобает сына брать себе. И всяк, кто в небесах и на земле приходит к милосердному, как раб, он знает их наперечет и счел их верным счетом. В день воскресения все они придут к нему поодиночке. И истинно к уверовавшим в Бога, творившим добрые дела, любовь проявит милосердный. Мы сделали Коран на языке твоем легкодоступным, чтоб им ты радовал людей благочестивых и смог предостеречь блуждающих в неверии упрямцев. Напомни им, как много поколений до их прихода погубили мы. Ты чуешь хоть одно из них? Ты слышишь хоть малейший шорох?